Здравствуйте, дамы и господа. Последняя война человечества уже идет. Нас атакует враг, против которого у нас нет оружия. Наш враг бездушен и бесчувственен. В нем нет ни грамма чести и справедливости. Он жесток и бесчеловечен. Он атакует безрассудно и безжалостно. Он уничтожает каждого на своем пути, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей. И этот наш общечеловеческий убийца — это климат. И в это время, когда с каждым днем мощь врага нарастает, а атаки его становятся все смертоносней, мы разделены, потому что нас разделили на государства, на национальности, на расы, на социальные, религиозные, политические группировки. Нас искусственно разделяют и при этом промывают нам мозги. Мы все понимаем, что нас постоянно зомбируют. Нас заставляют ненавидеть друг друга. Нас даже заставляют воевать друг с другом. Нас искусственно вгоняют в экономические проблемы и заковывают, как рабов, в долговые кандалы кредитов. И это происходит лишь потому, что мы с вами сейчас живем в потребительском формате. Мы хуже зверей занимаемся самоуничтожением друг друга. Вот, смотрите, это Украина, уничтоженный город Буча. В нем погибло много невинных, мирных стариков, женщин, детей. И это сделали мы, люди. А вот смотрите, это США, штат Кентукки, уничтоженный город. В нем также погибло много невинных мирных людей. Но это сделал климат. Да, в Буче это сделали люди. Но есть надежда, что люди остановятся в этом кровопролитии, что это закончится. Люди сядут и договорятся. Любая война заканчивается переговорами и в конечном счете миром. Но с климатом невозможно вести переговоры, и он никогда не остановится. У меня щемит сердце за невинных людей в Украине. Они гибнут и страдают из-за чьей-то дури, мании величия и безнаказанности. Война в Украине показала, бедный ты или богатый, неважно. Все оказались в одинаковых условиях. В подвалах, без воды и еды. Но даже в этом тяжелом случае у людей есть шанс. Есть шанс, что единицы договорятся и перестанут играть с жизнями миллионов. Но как быть с климатом? С климатом никто не договорится. Жизнь разрозненного общества под прямой угрозой его уничтожения.
Сегодня в потребительском формате мы своей бесчеловечностью, ненавистью и алчностью нарушаем священное право каждого человека, право на жизнь. Наше общество находится в предсмертной агонии на пике насилия, рабства и бесчеловечности. А в это время идет необъявленная война, направленная на уничтожение всего человечества. Этот враг пленных не берет и не имеет сочувствия никому. Он безжалостен. Его сила и мощь возрастает с каждым днем. Его цель — уничтожить все живое на этой планете и превратить нашу прекрасную Землю в такую же мертвую планету, как Марс. Сколько еще миллионов нас надо убить, чтобы мы убедились в неотвратимости и беспощадности климата? Сколько еще братских могил и жертв нужно для того, чтобы мы остановились в своем потребительском безумии, эгоизме и безразличии? Сколько еще должно погибнуть наших детей, матерей, любимых, чтобы мы наконец-то объединились и начали действовать? Это последняя война человечества. И если мы не примем этот вызов сейчас, то завтра климат уничтожит всех. Он просто сотрет нас всех с лица земли. Мы абсолютно не готовы к этой войне. В потребительском формате у нас реально нечего противопоставить климату. Все, что мы делаем, это ведем информационную войну против климата. Но он об этом даже не знает. Он не читает газет. Он не смотрит наше телевидение. Он не пользуется интернетом. Ему невозможно промыть мозги, как мы промываем друг другу. Вся эта информационная война направлена коллаборационистами против нас, обычных людей, но не против климата. Кому выгодна эта ложь? Лишь тем коллаборационистам, по чьим приказам продажные рапсоды промывают нам мозги. И эти тираны продолжают даже в этих условиях войны манипулировать и наживаться на нас, надеясь на свое безопасное будущее. Но климат уничтожит не только нас, но и их потомство, так же, как и наше, если сейчас мы ничего не предпримем. Враг уничтожает нас физически и разрушает за мгновение до основания наши дома и города. А в это время мы слушаем этих коллаборационистов и верим им, обманывая самих себя и теряя драгоценное время. Разве это не маразм? Разве это не идиотизм? Ведь ложь и сказки в противостоянии климату не помогут нам ничем. Информационная война против климата — это не война против климата, а настоящий коллаборационизм и предательство всего человечества. Воздвигая на пьедестал ценностей собственный эгоизм и сиюминутный интерес вместо человечности,
Каждый из нас становится коллаборационистом и пособником нашего общего врага. В потребительском формате общества мы все обречены, потому что мы в нем всего лишь биомасса. Мы рабы, где нашими судьбами распоряжаются единицы, которые нашими же руками забирают у нас жизнь. Вдумайтесь, всего лишь один человек может убить все человечество лишь только потому, что огромное количество баранов делегировало ему собственную власть и разрешило принимать решения, уничтожающие их жизнь и жизнь их семей. Как только мы передаем кому-то власть над собой, мы прежде всего создаем ему соблазн отобрать наши жизни. Люди так устроены. Это в крови каждого человека. Это в каждом из нас. Мы должны честно признать все наши слабости и построить такой мир, в котором наши человеческие слабости не смогут отразиться на жизнях других людей. Мы должны понимать и признавать этот факт. Мы должны учитывать это и впредь не допускать такой ситуации в обществе, где единицы распоряжаются жизнями и судьбами миллиардов людей. Не стоит надеяться, что те единицы когда-то насытятся своей алчностью и станут людьми. Это потребительский формат. Здесь доминируют власть и деньги. Они как черные дыры, которые пожирают целые галактики. И им все мало. Они пожирают миллиарды, и им все мало. Они отбирают жизни, и им все мало. Как получилось так, что мы живем в таком мире, что один человек по своей воле может забрать жизни миллионов людей? Это ненормально. Вдумайтесь, в потребительском формате один человек, будучи тираном, решает жить или умереть миллионам людей. А в созидательном обществе миллионы людей должны решать, жить всего лишь одному человеку или нет. Даже если он потенциально опасен для общества. Но это жизнь. Жизнь человека. Почему у нас сейчас такое происходит? Потому что мы сами это допустили. Мы сами допустили потребительский формат. Нас разделяют. Нами манипулируют. И мы соглашаемся с этим посредством нашего молчания, бездействия и эгоцентризма. Мы и дальше продолжаем играть в эти навязанные игры, как бараны, но хотим, чтобы к нам относились как к людям. До тех пор, пока мы будем как бараны, нас будут стричь ради наживы и убивать ради забавы нашими же руками. Низко, подло и неприемлемо решать геополитические вопросы ценой жизни людей. Я призываю немедленно прекратить амбиции, двойные стандарты и убийство людей. Не существует причины, которая позволила бы забрать жизнь человека.
подчеркиваю, жизнь каждого из нас. Ни экономика, ни геополитика, ничто не может оправдать смерти людей. Да, можно понять тех, кто защищается, но нет оправдания тому, кто, защищаясь, убивает мирных, невинных людей. Это бесчеловечно. Это уже не защита. Это уже нападение. Нет оправдания насилию в человеческом обществе. Любое насилие должно быть отторгнуто из нашего общества. Это рудимент животного мира, от которого мы, как люди, должны избавиться, чтобы стать настоящей цивилизацией. Иначе у нас нет будущего. Я обращаюсь к каждому. Передайте это всем, даже тем, кто не хочет слышать. Заставьте их услышать это. Нет ничего ценнее, чем жизнь человека. Можно восстановить дом, бизнес и даже целое государство. Но нельзя восстановить жизнь даже одного человека, если его убили. Если смотреть на сегодняшний мир с открытыми глазами, убрать шоры, которые навязали нам СМИ, то охватывает ужас. Насколько мы бесчеловечны и бессердечны. Даже тот, кто считает себя невиновным, он лжец, потому что его не волнует смерти на другом континенте. Его не волнует голод, насилие, рабство других людей, потому что он эгоист с промытыми мозгами. Он потребитель. И такое существо нельзя называть человеком. Человек — это тот, кто не безразличен к человеческому горю. Из нас сделали безвольное, жадное и тупое существо, биомассу. Да, это звучит обидно, но давайте посмотрим правде в глаза. Чем в потребительском обществе вы будете противостоять климату, который гробит нас физически? Ложными обвинениями? Красивыми картинками в СМИ? Или фальшивыми лозунгами? Как вы сможете объяснить зомбированному эгоисту и идиоту, что лояльность климата за деньги не купишь? И что когда климат придет убивать его в его же доме, то уже ничто и никто этого человека не спасет? Как объяснить этому эгоисту, что он должен действовать уже сейчас и оповещать всех, потому что это в его собственных интересах, потому что это касается спасения его собственной жизни от климата? Нас может спасти только созидательное общество. Потому что, изменив условия, изменив сам формат общества, мы можем все вместе объединиться, а значит, соединить воедино все наши ресурсы и весь наш человеческий потенциал в борьбе против климата. Ты скажи мне, что должно произойти, чтобы ты лично понял и начал действовать? Что должно убедить тебя? Смерть твоих родных и близких?
твоя собственная смерть. Но тогда ты уже ничего не сможешь сделать. Или должны подключиться все СМИ на этой планете и начать промывать тебе мозги? Неужели ты не способен думать сам? Неужели ты не способен видеть своими глазами? Что должно произойти, чтобы ты наконец-то понял, что потребительский формат — это наш общий приговор, в том числе и твоя собственная могила? У нас есть лишь два варианта избежать климатического апокалипсиса. Первый вариант, и он самый трудный, это построить созидательное общество. Второй вариант — это сидеть и ничего не делать. То есть всего лишь дождаться, когда наши тираны уничтожат нас в глобальной ядерной войне, опередив тем самым климат. Скажите, что такое должно произойти, чтобы люди наконец-то поняли, что созидательное общество — это единственный выход, и начали бы действовать в его построении? Да. Сейчас человечество в глубокой яме эгоцентризма. И выпрыгнуть оттуда сразу в созидательное общество не получится. Но сделать первые попытки к человечности и объединению всех нас абсолютно реально. Нужно не молчать. Нужно рассказывать об этом знакомым и незнакомым людям. Построение созидательного общества станет реальным лишь тогда, когда мы выполним первый и самый сложный этап в его построении. Это информирование всех и каждого. Нам необходимо достучаться до сердец людей так, чтобы они поняли, что это выгодно всем. Быть человеком выгодно всем. Быть единой, объединенной цивилизацией выгодно всем. Всем и каждому. Потому что это единственный шанс выжить. Да, это тяжело. Да, нас не хотят слышать. Но мы должны это сделать. Если мы хотим выжить, а мы люди, мы хотим жить. Последняя война человечества уже идет. Враг уничтожает каждого на своем пути. Сначала я подумала, что это был взрыв бомбы. Это страшно, очень страшно. Честно говоря, я думала, что я умру. То, что происходило, напоминало ночной кошмар. Все рухнуло. Я не мог этого вынести, когда увидел труп матери, обнимающей своего обгоревшего ребенка. Мое сердце разрывается от боли. Наш враг — это климат. Все разрушено.
Не было ни оповещений, ни рекомендаций, ничего. Когда я вышла, я увидела что-то похожее на цунами. Мой отец погиб прямо под нашим развалившимся домом. Если бы я только могла ему помочь. Я думала, что я и моя семья погибнем, потому что ветер и дождь были неимоверно сильными. Я ищу свою жену в этих развалинах. Я хочу быть сильной, но не могу удержать слез. Когда мы поняли, что вода хлынула в дом, у нас было время только, чтобы вывести людей из дома. Не было времени ничего с собой взять, я потеряла все. И это только первые его атаки. Он не согласовывает зеленые коридоры. Он не подпишет мирное соглашение. Ему не нужно время для перегруппировки войск. И у него не закончатся ракеты. С каждой новой атакой враг становится только сильнее. Что мы можем противопоставить этому врагу? Сможем ли мы, люди, выстоять в этой войне, если пока вместо планетарной мобилизации и создания единого фронта мы убиваем друг друга? Не хочу, чтобы я умирала. Хочу, чтобы быстрее это все закончилось. Неожиданно затряслись окна, а во второй раз уже все взорвалось. В общем, они заживо там сгорели. Мы убиваем планету, которая является нашим единственным домом. Мы вкладываем миллиарды долларов в лженауку и бизнес-единиц, вместо того, чтобы обеспечить жизнь миллиардов. Нас искусственно разделяют, взращивают в нас ненависть друг к другу. И все ради власти единиц над миллиардами, над нами. Но перед климатом все равны. Все будут лежать в одной братской могиле, если сегодня мы не сплотим нашу силу и не выступим единым фронтом против общего врага. Да, это тяжело, но мы должны это сделать, если мы хотим выжить. Ведь мы люди. Мы хотим жить. Приветствую всех на этом беспрецедентном международном онлайн-форуме «Глобальный кризис. Мы люди. Мы хотим жить». Благодаря миллионам волонтеров со всего мира это мероприятие прямо сейчас синхронно переводится на 100 языков и транслируется в прямом эфире на тысячи медиаканалов и платформ в более чем 180 странах. Сегодня будет представлено множество жизненно важных тем, которые касаются каждого человека в нашем обществе. Некоторые из них могут быть трудными для просмотра, порой даже невыносимыми. Но если вы не услышите правду сейчас, завтра может быть слишком поздно. Жизненно важная информация и факты, которые мы собираемся представить, не будут освещены основными средствами массовой информации. Этот форум создан для людей самими людьми, волонтерами проекта «Созидательное общество» со всего мира. Мы уверены, что если каждый человек поймет, что существует только один настоящий враг — климат, то у нас есть шанс не только выиграть последнюю войну, но и выйти из этого времени с максимальной пользой для себя и будущих поколений.
На этом форуме вы узнаете о формате созидательного общества и о том, почему это наш единственный выход. Мы покажем, в каком лживом, тупиковом, бесчеловечном формате общества мы сейчас живем, и почему все попытки нынешнего общества потребления внести какие-либо позитивные изменения оказались безуспешными. Вы придете к пониманию того, насколько критичен климатический кризис и почему нам необходимо предпринимать немедленные действия по созданию созидательного общества. Каждое слово, которое вы услышите сегодня, имеет глубокий смысл. Вся информация и факты были тщательно собраны и перепроверены множеством людей по всему миру. Это событие — результат многомесячной, напряженной работы волонтеров, каждым из которых движет желание жить. Чтобы донести эту информацию до вас, потребовались усилия миллионов людей. Теперь дело за вами. Сделать так, чтобы эта информация дошла до 8 миллиардов людей на нашей планете. Будущее зависит от действий каждого отдельного человека сегодня. И для нас глубочайшая честь, что Игорь Михайлович Данилов и Жанна присутствуют сегодня с нами на этом международном форуме. И я с удовольствием передаю слово Игорю Михайловичу и Жанне. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте. Приветствуем вас на этом важном общечеловеческом форуме. Человечество переживает тяжелые времена. Именно сейчас людям важно консолидироваться и проявить свои самые лучшие человеческие качества. Именно сейчас решается судьба человечества, которая зависит от выбора каждого. Да, многие люди сейчас переживают большое горе. Жаль, что этап внутреннего взросления и осознанности проходит через такие трагические события, которые происходят по всему миру и усугубляются с каждым днем. Помните, что каждый день бездействия в потребительском формате — это упущенные возможности и загубленные жизни людей. А каждый день активного информирования о созидательном обществе — это шанс на спасение жизней людей и выживание всего человечества. Поэтому сейчас, как никогда, важен выбор, правда и действия каждого человека. Хочу выразить личную благодарность тем настоящим героям, которые не бросают в трудную минуту и протягивают руку помощи от чистого сердца, несмотря ни на какие обстоятельства. Эти люди достойны уважения. Благодаря их действию порождаются события, которые меняют судьбы миллиардов. Спасибо огромное, друзья, за то, что вы делаете. Пришло время стать настоящим человеком. Пришло время создать все условия для того, чтобы выжило все человечество. Здравствуйте, дорогие друзья! Для меня большая честь сегодня быть вместе с вами на этом форуме. Это не просто форум, друзья. Это нечто большее. Это не просто мы собрались вместе в эфире, друг друга видим, друг друга слышим. Нет. Это гораздо больше. Сегодняшний день, он действительно знаменательный. Почему? Потому что сегодняшнее событие, оно закладывает наше будущее, наше общее будущее. И каждый из вас сейчас, кто понимает всю актуальность сегодняшнего дня, кто понимает
все те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, мы как человечество, все вы, все, кто понимает, насколько все серьезно и делает все возможное, все, что только от нас зависит, для того, чтобы сохранить завтрашний день, даже для тех, кто и слышать о нас не хочет, кто не интересуется ни климатом, кому, честно говоря, все равно, что где-то гибнут люди, потому что в его доме тишина. Так вот, друзья, вы сегодня даже за них боретесь. Даже им, тем, кто не хочет слышать о тех проблемах, которые уже есть и которые будут завтра, именно вы, друзья, пытаетесь донести до них, до тех, кто нас не слышит и не хочет, до тех, кто, честно говоря, нас не очень любит, потому что мы мешаем им жить хорошо, мы лишаем их покоя, говоря правду. Им нравится пребывать в иллюзии своего сознания. Но именно вы, друзья, пробуждаете их и рассказываете о том, что их ждет. И вы рассказываете о той возможности, уникальной возможности построения созидательного общества, которое способно спасти все человечество. В действительности это единственный формат и единственный шанс для всего человечества. Я слышал, как сказал Лесли, и сказал он правильно. Его слова да в уши всем бы, чтобы до всех дошло, что или нас уничтожит парочка тиранов в ядерном взрыве, или нас уничтожит климат. Ну, честно говоря, мне было бы обидно, если было так или по-другому. Но с тем же самым финалом. Это неправильно. Наша цель и задача — доказать, что мы люди. Наша цель и задача — доказать, что мы цивилизация. Прекратить грязь, которая у нас есть, прекратить убийство людей, восстановить справедливость в этом мире, восстановить ценность жизни человеческой. Вот наша задача. Та задача, за которой мы здесь, сейчас и боремся. Каждый из нас. Спасибо вам. Спасибо, друзья. Искренне от всего сердца. Я понимаю, что тяжело. Я понимаю, что не хотят слышать. Я понимаю, что не хотят видеть. Я понимаю, какое сопротивление идет от тех, кому мы мешаем. Мешаем обворовывать нас, мешаем убивать нас, мешаем комфортно жить. Но мы ведь понимаем, что мы боремся и за их жизнь, и за их потомство, не только за свое. И в этом, друзья, ваша большая заслуга. И в этом ценность всего созидательного общества. Ценность в том, что мы для людей, а не люди для нас. Что мы боремся за все человечество. Что мы говорим правду такой, какая она есть, даже когда ее не хотят слушать. Да, хотелось бы, чтобы нас слышали. Ну, мы ведь прекрасно понимаем, друзья, что правда — это последнее, что хотят слышать люди. Ведь это так же. Но наша цель и задача — сделать все, чтобы остался этот мир. Он изменится, он уже изменился. Не в лучшую сторону. Климат бушует, набирает обороты, мы это знаем. Но мы еще многое можем. Мы можем сохранить эту планету. Мы можем сохранить наш дом. Мы можем сохранить друг друга. Вот что самое важное. Друг друга. Мы, друзья, можем сохранить не только друг друга, но и наше потомство, наше человечество. И не просто как человечество сейчас, а единой цивилизации. В любви, в уважении. В тех принципах, которые мы хотим, чтобы применяли по отношению к нам. Разве не так? Не просто. Да, не просто, друзья. Но если мы захотим, то будет так, как захотим мы. Спасибо, друзья. Спасибо, что вы есть.
Большое искреннее спасибо. Игорь Михайлович и Жанна, огромное вам спасибо за постоянную поддержку, за вашу любовь и заботу, за то, что вы всегда показываете нам пример того, как не сдаваться и оставаться на стороне правды. Спасибо за то, что вы с нами и верите в нас. Спасибо за воодушевление и мотивацию. Мы используем этот шанс, чтобы преодолеть наши разногласия, построить созидательное общество и победить в последней войне человечества против климата. Еще раз спасибо вам за то, что вы с нами. И участники проекта «Созидательное общество» ежедневно проводят мониторинг климатических и геодинамических событий. С нашей последней конференции 4 декабря 2021 года ни одного дня не обошлось без климатических событий, унесших жизни людей. Новости о климате напоминают сводки с фронта. Все они о жертвах, ущербе и разрушениях. Но осознаем ли мы, какие огромные потери уже несет человечество в этой войне? Пока наше внимание отводят от единственного общечеловеческого врага климата, мы теряем миллионы человеческих жизней. Давайте посмотрим на сводку климатических событий за последние несколько месяцев. Любая война заканчивается переговорами и миром. Если войну начинают люди, то люди и заканчивают ее. Но климат — единственный враг, с которым невозможно договориться. На какие бы уступки мы ни шли, климат заберет жизни каждого. Он уже забрал и продолжает забирать наши территории, наши дома и наши жизни. Перемирие с ним заключить невозможно. Это самый безжалостный враг, с которым впервые столкнулась наша цивилизация. И нам нечего противопоставить ему. Последняя война человечества началась. Это не объявленная война. Впервые в истории мы, люди, столкнулись с самым мощным и безжалостным врагом. Бразилия, декабрь 2021 года. Сильные наводнения захлестнули Бразилию еще в ноябре 2021 года и не прекращаются до сих пор. Только за 4 месяца этого года на северо-востоке Бразилии уже зарегистрировано больше осадков, чем ожидалось за весь год. В декабре в штате Баия всего за 2 суток выпала месячная норма дождя. В результате прорвано 2 дамбы. 67 городов затоплено. В некоторых домах уровень воды достигает 1,8 метра. Он был для меня всем. Всем. Единственное, что у меня было, это мой дом, а теперь его нет. Его больше нет. Мы потеряли все. Все здесь остались ни с чем. Малайзия, декабрь 2021 года. Несколько дней проливных дождей вызвали серию внезапных наводнений в Малайзии. Мы ничего не могли поделать.
Мы могли лишь забрать свои документы и спасать свои жизни. Мы не ожидали, что вода поднимется на 6 метров. Индонезия, декабрь 2021 года. Извержение вулкана Семеру для жителей острова Ява стало смертельной неожиданностью. Людей никто не проинформировал о надвигающейся опасности. 11 деревень в считанные часы оказались захоронены под пеплом и застывшей лавой. Сначала я подумала, что это был взрыв бомбы, но оказалось, что внезапно началось извержение вулкана Семеру и выброс вулканического пепла. Внезапно стало темно, затем начался дождь. Дождь смешался с пеплом. Каждый раз, когда мой сын просится домой, я не знаю, что ему ответить. У нас больше нет дома. Я не мог этого вынести, когда увидел труп матери, обнимающей своего обгоревшего ребенка. Мне было очень больно. Вчера мы также нашли мать, обнимающую своих 2 детей. Мне очень жаль. Особенно, когда я представляю, как падает этот горячий пепел. Представляю чувства и крики матери, которая пыталась успокоить своего ребенка, обнимая его. Это очень печально. Катаклизмы вышли на новый уровень. Их синхронизация наблюдается повсеместно. От этого сила удара стихии становится сверхмощной. В декабре, вслед за смертоносным извержением, на жителей Индонезии обрушились наводнения, оползни, землетрясения и мощный ураган. Улицы затоплены, дома разрушены. Люди снова один на один со своей бедой. Филиппины, декабрь 2021 года. Good morning, world. It is the day of Storm Odette passing over the island. Whoa, this is definitely the worst storm we've had here so far, isn't it? Oh my goodness, this is the worst storm ever. Holy shit! — 16 декабря на жителей Филиппин обрушился супер-тайфун Рай. Специалисты предупредили людей о тайфуне 2-3 категории, но вблизи островов шторм резко усилился до 5-й, максимальной категории. Люди не были готовы к стихии такой силы. Люди не осознавали, что тайфун этот станет супер-тайфуном 5-й категории. И вот тогда люди были шокированы. Они вообще не ожидали, что это станет самым ужасным тайфуном. Мой отец погиб прямо под нашим развалившимся домом. Если бы я только могла ему помочь. 1 тайфун и 3 миллиона человек остались без жилья. Сила и продолжительность ураганов нарастает. За последние 5 лет число ураганов 3-5 категории увеличилось почти на 30%. США, Кентукки, декабрь 2021 года. В пятницу здесь прошел торнадо и почти стер с лица земли 3/4 города. Это самое страшное, что я когда-либо видел в своей жизни. Где были дети? Здесь. Я держала их, одного в этой руке, а другого в этой. Я не могла посмотреть на своего 3-летнего сына, потому что не могла повернуть лицо в ту сторону, но я видела младенца. Он все плакал и плакал, а потом просто перестал. И в тот момент я подумала, что
Он умер, но погиб не он. Мой 3-летний сын все это время молчал, и я его совсем не слышала. Ваш малыш умер у вас на руках. Да. Торнадо прошел путь почти в 400 километров. Для штата Кентукки он стал самым разрушительным в истории. Декабрь — нетипичный месяц для торнадо, тем более такой силы. Но в 2021 году количество декабрьских торнадо побило все рекорды, в 8 раз превысив средние показатели. Последняя война человечества идет. Мы показали лишь часть тех катастроф, которые произошли в декабре. Но масштаб безжалостных атак нашего общечеловеческого врага климата огромен. Он действует синхронно, каскадно, и с каждым нападением становится еще сильнее. Эквадор, январь 2022 года. Мощнейший оползень разрушил часть столицы Эквадора Кито. Причиной стали сильнейшие за последние 20 лет дожди. Все, о чем мы мечтали, исчезло в одно мгновение. Я стараюсь держаться ради своих детей. Но мы сейчас живем как цыгане. Мы скитаемся из одного дома в другой. Сколько друзей вы потеряли? Думаю, всех. Невозможно поверить, что за несколько секунд исчезло все. Люди кричали «Помогите! Помогите!», но сильный грязевой поток продолжал сходить. И в крайнем доме нам удалось найти друга, увязшего уже по самую шею. Я не знаю, как он попал в тот дом. Нам удалось вытащить его. В каком состоянии он был? В плохом. В очень плохом. Африка. Январь 2022 года. Мой дом и моя кухня обрушились из-за проливных дождей. Они рухнули, когда я еще была внутри. И сейчас мы в лагере. Нам некуда идти. Нам пришлось прийти сюда, потому что наши дети заболели. У нас совсем нет денег. Извержение вулкана в Тонга. Январь 2022 года. 15 января произошел взрыв подводного вулкана Хунга-Тонга. Мощность взрыва вулкана в 500 раз превысила силу взрыва атомной бомбы. Сейчас нас волнует чистая питьевая вода. Этим людям больше некуда было идти. 15-метровые волны, о которых вы слышали, прошли от одного края острова до другого. Предупредили ли людей заблаговременно о наступающей стихии? Нет. Была ли людям предоставлена необходимая помощь? Нет. А тактика врага все та же. Внезапность, мощные удары и беспощадность. Пожары. Январь 2022 года. Боже мой! Я живу прямо по улице. И посмотрите на это. Это абсолютное безумие. В тот день, когда это случилось, я работал дома. Это был прекрасный солнечный день. Мы живем в таком районе, что никому и в голову не могло прийти, что здесь, где мы сейчас находимся, возможен пожар. У меня 2 детей, и они были дома. Нам не приходило никакого оповещения, вообще никакого предупреждения. Моя жена случайно увидела это в новостях. Все произошло так быстро. Я не успел взять ничего, кроме какой-то одежды. Я ездил по окрестностям
и видел целые кварталы, от которых остались одни обломки. Там больше ничего нет, а люди просто были на улице. Я думал, что мы вернемся в наш дом. Я думал, что это будет неудобство на 1-2 дня, может, чуть больше. То есть я не предполагал, что это конец. Лесной пожар в Колорадо стал самым разрушительным в истории штата. Он уничтожил более 1000 домов, оставив десятки тысяч людей без крова. Специалисты отмечают, что сейчас уже нет пожароопасных сезонов. Огонь бушует круглый год. За первые 40 дней 2022 года количество лесных пожаров в Аргентине и Парагвае увеличилось на 900% по сравнению с прошлым годом. Это нетипично. Еще никогда в нашей истории такого не случалось. Мы никогда не переживали подобных вещей, и мы действительно в шоке. Аномальные снегопады. Январь 2022 года. Снегопады все чаще становятся явлением повышенной опасности. Огромное количество снега выпадает там, где это редкость. А апрельский снегопад этого года вообще шокировал своей несезонностью и интенсивностью жителей Европы, США, Японии и Китая. В январе столицу Турции Стамбул за несколько часов засыпало снегом. Местами высота сугробов достигала 85 сантиметров. В это же время около 3000 человек застряли в своих автомобилях на трассах. Социальные сети взрывались от сообщений с просьбой о помощи. В Пакистане тысячи туристов, отправившись на горный курорт, попали в снежную ловушку. Люди целыми семьями ехали любоваться снегом, а в результате... Ситуация в Нуре крайне тяжелая. 16 человек погибли из-за нехватки кислорода. Спасателей нет, на помощь никто не пришел. Я просто не могу поверить. В этой машине все 4 человека погибли. Взгляните внутрь, все 4 мертвы. Только за 2 месяца произошло несчетное количество климатических катаклизмов по всему миру. Мощных и бесконтрольных. Динамика и аномальность климатических катастроф нарастает прямо на глазах. Всего за 2 месяца мы увидели, насколько выросла сила врага. И когда наблюдаешь безудержность и трагические последствия произошедших климатических катастроф, кажется, что мощнее уже ничего не может быть. Но ужас в том, что это лишь малая часть свирепых атак врага человечества. И их сила и сокрушительная мощь будет только расти. То, что вы сейчас увидели, это лишь ничтожная доля историй о боли людей, которые в одно мгновение потеряли все. Здравствуйте. Мы сейчас посмотрели видео мониторинга климатических катастроф всего за 2 месяца. И в нем были приведены только самые масштабные катастрофы. Сколько уже жизней унесено за эти 2 месяца. Чтобы подготовить этот ролик, трудилась огромная международная команда волонтеров из разных стран мира. Все эти 5 месяцев между прошедшей конференцией и этим форумом мы собирали и анализировали данные по климатическим катастрофам во всем мире. Мы делали это каждый день и были в шоке от происходящего. В первую очередь от того, насколько много катастроф происходит каждый день. Мы делали это, потому что нигде, ни на каких ресурсах не отображается полная картина.
А значит, люди просто даже не понимают реального масштаба происходящего. Каждую историю из этого видео смотреть было невыносимо больно. Но мы с командой продолжали собирать эти истории. И в вечера новогодних завод, и просто ночами напролёт, потом утром вставая на работу. А некоторые продолжали сбор данных даже во время войны, находясь в укрытиях при бомбежках. Делали мы это из-за понимания, насколько серьезная сейчас ситуация на планете с климатом. И если ее не начать изучать, если не собирать эти данные, если не оглашать их на весь мир, то шансов выжить у нас, у всех, просто не останется. Я не климатолог, но даже мне не нужно было прикладывать много усилий, чтобы увидеть, что за последние 5 месяцев масштаб климатических катастроф очень сильно вырос. Наша команда аналитиков подготовила статистику этого нарастания климатических катастроф. Сейчас я приведу только ее небольшую часть. Штормы. В одной только Европе среднегодовое количество штормов с 2000 года по сегодняшний день выросло в 16,5 раз. Количество мощных разрушительных ураганов 3, 4 и 5 категорий выросло на 30%. Более того, они теперь заходят дальше вглубь континента, неся за собой гигантское количество осадков. В США торнадо обычно бушуют с апреля по октябрь на определенной территории. Обычно. Но теперь нет. За последние 5 месяцев 2 несезонных месяца, декабрь и март, побили все рекорды по количеству торнадо. За 5 месяцев мониторинга по самым скромным подсчетам случилось более 300 наводнений в 82 странах по всему миру. И это только самые масштабные. Осадки в Боливии в декабре превысили исторический максимум 7 раз. В Испании только за 2 последних месяца осадков выпало больше годовой нормы. В ЮАР полугодовой объем осадков выпал за 2 суток. Таких контрастов стихийных бедствий еще не было никогда. Сильнейшие снегопады сменяются пожарами. Только в США количество и площадь лесных пожаров уже сейчас значительно превышают норму, а это еще до начала сезона пожаров. Как такового сезона пожаров сейчас уже вообще не существует. Катастрофические засухи сменяются такими же катастрофическими наводнениями. Количество и продолжительность засух на Земле за 20 лет увеличилось почти на 30%. Песчаные и пыльные бури участились, а главное, стали интенсивнее и длительнее. Аномальные волны жары также все чаще накрывают планету. В Антарктиде было зафиксировано минус 12,2 градуса Цельсия. Эта температура превышает средний показатель почти на 40 градусов Цельсия. Перепады температур вообще не поддаются никаким объяснениям. В США, к примеру, всего за сутки температура упала с плюс 15 градусов Цельсия до минус 14 градусов. И это происходит повсеместно. У всех сейчас на слуху экстремальная жара в Индии и Пакистане. И при этом после рекордного жаркого марта за всю историю наблюдений в Индии температура в апреле поднялась еще выше. За каждой из этих климатических катастроф человеческие жизни. Эту жизнь уже не вернуть. За каждой из них либо матери, обнимающие своих детей, так и сгоревшие заживо в лаве, как это было сейчас в Индонезии, либо целые семьи, оставшиеся под завалами своих же домов, а те, кто уцелели, без воды, еды и всего, что у них было, как это случилось на Филиппинах. Либо целые города, истребленные торнадо, когда от домов остается один фундамент, а остатки человеческих тел с трудом можно опознать. Идет реально полномасштабная война. В этой войне у нас только один враг — это климат. Чтобы выжить в этой войне, нам нужно объединиться всем человечеством
и днем и ночью трудиться над технологиями, которые смогут победить этого врага. Но прежде нам нужно открыть свои глаза и признать масштаб катастроф и то, что оттягивать дальше уже некуда. Нам уже 40 лет вещают о том, что причина изменения климата — это антропогенный фактор СО2. Мы сотни миллиардов долларов тратим на решение этой проблемы. Но почему не становится лучше тогда? Почему продолжают умирать люди? Почему столько семей остается просто на улице, без элементарных вещей для выживания, без воды, без еды, а в результате и без помощи? Как этим людям помогла наша планетарная борьба с СО2? Да, СО2 растет, мы не отрицаем это. Но какое это имеет отношение к нарастанию климатических катастроф? Я обращаюсь к вам, люди, вот к тебе лично. Ты готов, чтобы климат разрушил твой дом? Ты готов, чтобы твоего ребенка унесло потоком наводнения, возникшего просто ниоткуда? Ты уверен, что тебя это не коснется? Ты думаешь, что те люди, истории которых мы сейчас смотрели, чем-то отличаются от тебя? Ты думаешь, что они были готовы? А мы готовы? Ведь нам сейчас предстоит столкнуться с катаклизмами еще большей мощи, чем за последние 5 месяцев. С каждым днем разрушительная сила катаклизма растет. А мы, как общество, даже не изучаем на надлежащем уровне эту проблему. Наша наука занята сейчас совершенно другими делами, и мы теряем драгоценное время. А ведь это наши жизни. Будь уверен, что буквально совсем скоро, если не торнадо придет в твой дом, так наводнение, землетрясение или тайфун. И эта стихия не будет жалеть ни твоей жизни, ни жизни твоих близких. А в созидательном обществе такого не случится. Потому что, объединив научный потенциал, мы создадим технологии, с которыми климат нам больше не будет угрозы. Никогда. Именно поэтому сейчас так важно, чтобы каждый человек активно информировал о построении созидательного общества. Абсолютно точно. Мы не готовы. Совсем не готовы противостоять климатическим катастрофам. В потребительском формате общества вместо того, чтобы понять, как выжить, мы убиваем друг друга. Сейчас внимание людей во всем мире приковано к войне в Украине. Невозможно передать словами весь тот кошмар, который уже происходит несколько месяцев, который переживают граждане этой страны. Война пришла внезапно. Ее не хотел никто. Почему мы, человечество, допускаем такое звериное поведение? Неужели мы не видим, что мы не враги друг другу? Давайте посмотрим на те страдания, которые происходят в Украине. Приветствую всех. Меня зовут Константин. Мне 38 лет. Я житель города Буча. Я прожил 2 недели в оккупации со своей семьей. Все 2 недели — это сплошной, непрекращающийся кошмар, где каждую секунду ты живешь под постоянными обстрелами, перестрелками, взрывами.
Начинаешь общаться с людьми, говорят, нет, нельзя выезжать, уже войска зашли, нельзя выезжать, убивают. То есть что делать? Семья, жена, ребенок, мама. Первое сразу, насколько есть продуктов. Воды очень мало, потому что вода пропала. То есть там сколько успели набрать воды, ну столько есть, но все равно это заканчивается очень быстро. Понимаешь, что надо идти в магазин. Ага, хорошо, сколько до магазина? Ну, понимаешь, что до магазина где-то приблизительно с километра, да, и тебе нужно там перейти 4 основные улицы, скажем так, ну, чтобы тебя просто не убили по дороге. Как отец понимаешь, что надо идти одному. Вот по-любому надо идти одному, по-любому с собой жену брать нельзя. Большущая вероятность, что по дороге либо туда, либо обратно обоих убьют. То есть надо идти одному. Если убьют одного, то хотя бы ребенок останется с мамой, да, то есть ребенок не останется круглой сиротой сразу. Ну, это капец какой страшный выбор, понимаете? Мы очутились в той ситуации, когда у нас не было ни магазинов, и они все были разгромлены. Все до одного. Ни аптеки. То есть никаких лекарств, никаких врачей, ничего нет. Живи как хочешь. Выживай. И мы случайно у колодца встретились с нашей общей знакомой. И она мне говорит, а что у вас с хлебом? Я говорю, а где у нас хлеб? 2,5 недели мы его не видели. Он говорит, а сходи-ка, она же печет хлеб. Но только если у вас мука есть, у нее нет муки. Ну, туда еще дойти же надо было. Потому что простреливалось это все и снайперами, и везде БТРы стояли. Мы пошли туда раз, два, три, а потом тут так начали стрелять. И мы неделю не могли туда выйти. И тут я стою, мы стоим во дворе, и я смотрю, идет эта женщина. Господи, они под пулями сюда пришли. Объяснение простое, говорит, вас неделю не было. Во-первых, живы тут вы или нет? Во-вторых, я хлеба принесла. Однажды мы шли к колодцу за водой, и просто человека расстреляли. Вот за что? За то, что он шел за водой. Он не дошел до колодца. И тело его потом лежало 10 дней, и не разрешали убирать. Сколько человеческих трагедий, и везде она у каждого своя. Кто-то попал под обстрел, кого-то расстреляли, кто-то ехал по городу, его переехало танком. Сколько таких машин видел. Все это остается в машине, внутри, вот эти части тела. Это все, что насилие. И это... Знаете, сколько историй изнасилованных, сколько покалеченных людей. Я вот сейчас пытаюсь второй раз эту историю рассказать, а меня так подкатывает, просто тошнит, даже когда об этом вспоминаешь, когда находят трупы изнасилованных детей, девочки 8-летние, замученные, изнасилование, а потом уже... Когда узнаешь, что когда делали вскрытие, нашли минимум 11 образцов спермы. Как вообще такое может быть, я даже не представляю себе. Сколько женщин покалеченных, сколько у них мужей, это уже рассказывали, когда врывались во двор, убивали мужчин, потом по несколько часов насиловали женщину. В это время ребенок прячется в соседней комнате. А бывает и жену, и малолетнюю дочку это все вместе насиловали. Это просто такое скотство, это я не знаю. Одну историю рассказывали, вот что такое 21 розочка, да? На мужчине. 21 роза на мужчине. Это 20 пальцев, да? И каждый палец разрезают таким образом, чтобы на пальце получилась розочка. А 21-я роза — это, соответственно, мужской половой член. Это все делали живые люди на живом еще человеке.
я даже не знаю, для чего это делали. Чтобы получить какую-то информацию от человека, чтобы, я не знаю, удовлетворить свою какую-то скотскую, звериную, я не знаю, сущность. То есть, я не знаю, люди, до чего мы дожили? Из-за войны, которая сейчас идет в Украине, клиенты обращаются с запросами, что их детей изнасиловали военные. И этих запросов очень много. Ко мне обращаются клиенты, у которых 2 девочек, и 2 девочек изнасиловали. Самое страшное — это было узнать, сколько этим детям было лет. Девочки, одной было 6 лет, второму ребенку было 9 лет. 6 и 9 лет. К нам обращаются буквально реально дома, где жили женщины, где просто военнослужащие заходили в эти дома и насиловали женщин. И то есть не просто один случай, а это дома, в которые приходили, держали их там в заложниках и насиловали их. И моя клиентка, которая была все это время в Буче, сидела в подвале с мужем, рассказывала, что их соседи, у которой была молодая девочка, дочка, она подверглась насилию от военных. И родители, они ничего не смогли сделать, потому что их просто закрыли, и они сидели, и они просто слышали мучения их ребенка. На самом деле на этой улице слышали мучения этого ребенка все. Но люди не смогли ничего сделать. Все соседи травмированы, и они вспоминают это как страшный сон. И этот страх, который мучает сейчас многих мужчин, что надо было пойти, что меня бы убили, нужно было спасать. Таких историй тысячи. Очень много историй, когда люди пытались эвакуироваться. Простые люди, там собираются там несколько семей, там друзья, соседи, родственники, и рассказывали историю, когда эвакуируются люди, там по 5, по 7 машин. И их просто тупо расстреливают. Несмотря на то, что на машинах там написано там дети, дети, дети со всех сторон, это все расстреливается, и непонятно для чего. У нас все машины, 12 машин были обклеены. Эвакуация, дети. По нам начали стрелять. Стреляли по всем машинам. Во второй машине сидела женщина за рулем. 30 лет. Ее сразу убило. В моей машине была я и мой муж. Я не знаю как, но мы просто чудом остались живы. У моего мужа сломанное ребро. Попал осколок в голову. Но мы хотя бы можем жить. Сзади меня сидела моя мама. Моей маме 60 лет было. В нее попала пуля прямо в шею. И она сразу же на моих глазах за 2 секунды захлебнулась кровью. Я уже не могла ее спасти. Я давала ей шарф. Они не давали нам помогать тем, кто раненый. Они нам сказали всем выбегать и ложиться на землю. Здравствуйте, меня зовут Юля. Я родом из Мариуполя, хотя последние годы я жила в Киеве. И война застала меня и мою семью в Киеве.
Неделю мы ночевали на подземном паркинге, потому что было очень страшно, и дети боялись, и отовсюду слышались взрывы. Через неделю мы решили уехать. Но в Мариуполе у меня оставались мои родные, моя мама, моя тетя. Лежишь от тебя. Очень страшно. Покажи. Вот вся моя улица, там, где прошло мое детство, от нее практически ничего не осталось. Там через дом у каждого в огороде кладбище. Ну, то есть люди погибали от авиаударов, от минометных обстрелов и хоронили своих родных прямо возле их домов, потому что никто не вывозил трупы. На моей соседней улице девочка похоронила свою дочь, которой было 1,5 годика, свою маму, свою тетю и свою бабушку. У моих знакомых, которые задержались на несколько дней с выездом из Мариуполя, отец собирал части своего ребенка с дерева, фрагменты тела, головы. Вы представляете, что это такое, когда отец собирает части своего ребенка и закапывает свою жену, своего ребенка в огороде. Люди сходили с ума, потому что у них не было воды. И они выходили и попадали под минометные обстрелы. Дети умирали от обезвоживания. Это не просто какие-то истории, это то, что происходило с моим городом. Те люди, которые оттуда смогли вырваться, они говорили, что это не просто ад, это нельзя передать, что люди переносили, они сходили с ума от страха. Потому что когда авиация бомбит, такое впечатление, что земля начинает ходить под тобой, и люди просто сходили с ума от страха. Старики умирали от голода. От голода и от того, что у них воды не было. Много же лежачих было, до которых никто не мог добраться, потому что всем было страшно. Очень много людей погибло под завалами просто от того, что их не успели спасти, и некому было спасать, потому что город был под постоянным авиаобстрелом. Больше 30 тысяч. Погиб целый город. И это не все жертвы, потому что точно посчитать никто не может. А официальная статистика, которая человеческую жизнь переводит в пустую цифру, говорит о том, что в городе погибло 3000. У меня нет ни одного знакомого, у которого бы кто-то не погиб. Родственники, друзья. Понимаете, весь город — одна сплошная похоронка. У моего друга, очень близкого, мама, папа, сестра и ее маленький сын вышли приготовить еду возле подъезда, потому что со 2 марта не было ни тепла, ни воды, ни света, ничего не было у людей. Они готовили на кострах возле своих домов. И по ним попал снаряд. Люди гибли целыми подъездами, потому что от авиабомбы не может спасти ничего. Когда люди говорят, почему же вы все не выехали, а никто не мог выехать. В первые дни уже никто не мог никуда выехать, потому что железную дорогу разбили
27 числа. Многие просто не верили, что это такое может быть, потому что люди каждый день надеялись, что сейчас это все прекратится. А все не прекращалось, и люди бежали из одного района в другой. Пока они бежали, они гибли по дороге. А когда они добегали до другого района, они гибли там, потому что не было ни убежищ. Люди прятались в подвалах, а когда разрушались дома, они просто гибли под завалами. Мои знакомые, которые выходили из города, сказали, что вся улица, по которой они шли, была похожа на кладбище, потому что со всех сторон торчали руки, ноги. Ну, вообще это представляете? Был человек, а от него остались одни руки и ноги. Столько детей погибло. Никто даже не знает на самом деле, сколько там погибло детей. Люди воду пили из луж, потому что не было воды. Понимаете, что такое? Человек умирает от обезвоживания, он сходит с ума. Старики выбрасывались из окон от страха. Города нет. Вот нет ничего. Нет ни улиц, ни домов. И там еще продолжают оставаться больше 100 тысяч человек. Это люди, у которых было все: работа, дом, семья. Сейчас им негде жить. Они продолжают жить в подвалах, потому что они боятся выехать, потому что они нигде никому не нужны. Если кто-то думает, что он от чего-то что он от чего-то защищен и что у него сегодня все в порядке, это иллюзия. Никто до конца не верил, что такое вообще возможно. Я не верила. И никто не верил. Ну, большинство людей. Потому что если бы люди знали об этом, они бы куда-то попытались уехать и спастись. Жизнь человека — это самое дорогое. Можно построить город, но нельзя вернуть тысячи погибших людей. Никто их не вернет назад. Никто не вернет детей своим мамам, которые закапывали детей своими руками в огородах. И родителей никто не вернет своим детям. Очень хочется, чтобы люди одумались, пока мы не уничтожили друг друга. Вот, наверное, многие задаются вопросом, что я могу сделать один, или что я могу сделать, если мне отдали приказ. Но ведь отдают приказы единицы. А сотни тысяч и миллионы подчиняются этим приказам. Как можно убить кого-то, если ты не можешь воскресить этого человека? И зачем брать такой грех на душу? Если каждый решит остановить войну, то она прекратится. Потому что некому будет воевать. Но только для этого каждый это должен понять. А иначе мы всегда будем зависеть от решения каких-то отдельных людей, которые отдают приказы, а остальные им слепо подчиняются. И вообще, как можно оценить человеческую жизнь? За какие бы то ни было мотивы и лозунги гнать на убой людей. И этот мир построили мы. Мы — люди. Если кто-то думает, что он в этом не сопричастен, знаешь, когда сидишь под бомбами, обстрелами и взрывами,
задаешься вопросом. Я думаю, каждый человек, который это пережил, задавал себе этот вопрос: за что мне это все? Почему я? Почему со мной это происходит? Виноват ли я в чем-то? Однозначно да. В чем я виноват? Ну, виноват в том, что неактивно строил созидательное общество. Виноват в том, что поддерживал потребительский формат. Вот что страшно. Что мы, люди, мы сами построили это общество. Мы сами это допустили. Мы смотрим этот телевизор, эти рекламы, мы слушаем каких-то врунов, лгунов, подлецов. Мы выполняем приказы каких-то сбрендивших психопатов, которые возомнили себе, что они боги, что они имеют возможность послать целые армии в чужие страны, убивать там людей, насиловать женщин, детей. Задаю себе вопрос: вот кто вообще это все создал? Для чего это? Кто вообще кому-то дал право забирать там мою жизнь, твою жизнь? Кто вообще решил, кому жить или умереть? Да извините, с какого хера, понимаете? С какого хрена люди должны страдать из-за того, что какой-то один или несколько психопатов, человека-ненавистники решили между собой поделить или устраивают какие-то геополитические разборки, нам рассказывают какую-то ахинею, понимаете, что там вот за забором твой сосед, он такой плохой, он там чего-то такого хорошего или плохого делает, и, соответственно, надо пойти его наказать, убить, забрать, уничтожить, все стереть с лица земли. Так кто вам дал такое право? Кто вам дал вообще такое право? Вы такие же смертные люди, каждый из вас, который просто сдохнет, когда ему будет там 70, 80, 90, даже 100 лет. Ты все равно, ты не живешь больше, чем 100 лет. Даже если чуть-чуть больше проживешь, ты все равно сдохнешь. Какое ты имеешь право отдавать такие приказы, чтобы другие люди шли убивать других людей? Кто ты вообще такой? Кто дал тебе такое право? Ты простой человек, ты также ходишь под Богом, и тебе не избежать этого наказания. Даже если ты думаешь, что Бога нет, что это все какая-то одна жизнь, пришел, ушел, надо быть на вершине власти, надо зарабатывать эту власть, пользоваться этой властью, ты просто человек. Вот я тебе и каждому говорю, ты просто человек. И твоя жизнь такая же скоротечна и так же мгновенно может оборваться, как любого другого человека. Если ты думаешь, что ты Бог, то ты очень сильно ошибаешься. И за твои все вот эти грехи тебе придется расплачиваться. Придется. И спать ты не будешь, потому что вот эти мысли, они приходят и будут приходить тебе так же, как любому другому человеку, который пережил эти ужасы войны. А тебе будут приходить мысли вот этих вот тысячи и миллионов страдающих людей, которые вынуждены покидать свои дома, которые теряют своих родных, близких, жен, детей. Это все тебе будет сниться, и ты не избежишь от этого. Ты не спрячешься нигде, от себя ты никуда не убежишь. И помни, ты простой человек, ты просто человек. У тебя есть возможность что-то изменить. Измени это к лучшему. Построй лучший мир для того, чтобы соседу твоему хорошо жилось, твоим людям хорошо жилось, и всем людям хорошо жилось в мире, потому что каждый из нас человек, каждый ценит и дорожит своей жизнью, жизнью своей семьи, своих родных и близких. Мы все люди, мы все хотим жить. И каждый человек хочет жить, потому что это самое ценное, что у него есть. Если у тебя и так все есть, сделай этот мир лучше, создай условия, которые каждому человеку будет хорошо. Когда ты сам сможешь ходить по улице без сотни охранников, вооруженных до зубов, потому что каждый тебе не спасибо хочет сказать, а плюнуть в рожу. Зачем ты до этого доводишь? Строй мир лучше, объединяй людей. И тогда ты сам сможешь ходить по улице как простой человек, и кроме спасибо и благодарности ты ничего не услышишь. Все тебе будут благодарны и поддерживать тебя. А вместо этого создаем конфликты, создаем бомбы. Вот представьте, бомба разрывается, да? Огромная бомба, авиабомба. Вот когда разрывается такая бомба, человек, который это только видел в фильме, он не понимает, что с разрывом такой бомбы уносятся десятки, а то и сотни жизней. В одно мгновение после них даже ничего не остается. Разрушается то, что создавалось поколениями людей, на то, что люди потратили десятки лет тяжелой работы.
И люди должны это все оставлять. Хорошо, что жизнь осталась. Можно где-то найти себе какой-то, я не знаю, угол, где потом жить. Да это не жизнь, это доживание людей. Зачем ты до этого доводишь? Зачем ты заставляешь людей страдать? Кто дал тебе такое право вообще? Пройдет еще год, 2, 10, 20 лет. Все равно твоя жизнь закончится, и придется за это отвечать. И ты знаешь об этом. Знаешь. Я надеюсь, меня услышит много лидеров во всем мире, и пусть каждый себе задаст вопрос, кто он. Если он ответит на этот вопрос, что он человек, тогда будь человеком и делай этот мир лучше, безопасней, спокойней, комфортней для других людей. Все, что ты нажил, с собой не заберешь. В гробу карманов нет. И ты всегда об этом должен помнить. Всегда. А забрать человеческую жизнь, как показал вот этот опыт в Буче, в Ирпене, в Мариуполе, в Харькове, в Гостомеле, в любом другом городе, который пережил, где люди пережили эти ужасы войны. Ух. Задумайся, пока не поздно. Жизнь очень коротка. И твоя тоже. Твоя тоже. Потому что ты просто человек. А мы люди. Мы все люди. И мы все хотим жить. Жизнь — это самое ценное, что есть у каждого из нас. И беречь жизнь каждого человека нужно как свою собственную. Не ты дал. И ты не имеешь права ее забрать. Ой, Боже. Димка, трупов на вокзале насколько, прикинь! Это все в Буче. Люди, я вот хочу обратиться вот абсолютно к каждому. Давайте заканчивать все вот это блядство. Давайте заканчивать все эти войны, конфликты, вот эти все разборки. Хватит уже воевать, хватит конфликты. Я просто даже не представляю, вот когда пойдут у нас климатические катастрофы, и так они по всему миру происходят. Что мы тогда будем делать? Спасаться, как сейчас мы спасались в Буче от вооруженных людей, так тогда будем спасаться от таких же вооруженных людей, которые так же само будут заниматься мародерством, изнасилованием, кражами и всем остальным. Давайте не слушать этих психопатов, которые стоят на верхушке власти, которые зажрались от своей власти безмерной, от своего количества денег, от своих возможностей решать, кому-то жить или умереть. Давайте сами брать на себя ответственность и строить свое общество, строить созидательное общество, где мы наши знания, наш опыт, наши возможности используем для того, чтобы строить и созидать. Вот какое должно быть у нас общество. Общество, когда мы поддерживаем друг друга, когда мы мирно живем друг с другом. И здесь рецепт очень прост. Мы все люди, мы все хотим жить. Což pak může existovat nějaký Разве vyšší может cíl, быть který by какая-то mohl ospravedlnit высшая smrt, цель, ztrátu lidského которая života может оправдать смерть, v утрату dnešní spotřebitelské человеческой жизни? společnosti rozhoduje jeden člověk Сегодня o tom, в потребительском формате тысячи один миллионов человек lidí может žít nebo решать, umřou. жить тысячам, Pro миллионам pitomost или je умереть. jedno, proč to dělá. Разве это не бред?
Nebo je to prostě magor, který se povýšil Плевать, na úroveň почему он Boha. так поступает. Kvůli jemu Он jeho хочет денег, obrovskému rozsahu власти myšlení или v něm просто umírá больной на obyčejný, голову, normální člověk. который возомнил Jen se tento возомнил rozsah себя, что он zastaví u jeho Бог. megalomanství. Из-за его огромной Když je масштабности člověk příliš мышления bohatý a podle jeho názoru в нем se už умирает zapsal do dějin, человек, stává se обычный, pro společnost velmi нормальный nebezpečný. человек. Když dosáhne výšin, Только эта které si v масштабность mládí vytýčil, останавливается на его мании jednoduše величия. ztrácí svou lidskost. Je Когда připraven человек udělat слишком богат, и по его мнению уже он вошел в историю, dělá vše proto, то он aby si udržel svou становится крайне iluzorní опасным для nadřazenost nad všemi. общества. Jeho svět se zúží Когда он достиг тех вершин, которые он себе ставил в молодости, a přesně o to se он nyní просто všichni утрачивает человечность. rozdělit lidi za každou cenu Он готов на a все, vydělat na tom. чтобы Snaží se o to, удержаться на abychom этой se postavili вершине. na něčí stranu. Делает все, чтобы сохранить свое иллюзорное превосходство над нами. Ale já mám otázku. Поэтому Kdo je его na мир straně lidí? сужается до Kdo je na одной naší фразы. straně? Разделяй Kdo и je na straně властвуй. lidského života? Tito parchanti s nafoukanou mání И это velikosti. Ne. Именно то, что Rozhodně сейчас nejsou na пытаются naší сделать straně. все коллаборационисты. Ale Любой řekni mi, ценой разделить народ jsme и my ti получить parchanti, прибыль. když tohle dovolíme, Они Вражди пытаются нас, а мы склонить молчим. нас на чью-то сторону. proč se u nás lež vyzdvihuje a pravda На сторону ničí? этих или других. Но у меня вопрос. Každý z nás Кто je на zodpovědný стороне za to, co se людей? děje. Кто на нашей с вами Veškeré стороне? problémy ve Кто на стороне společnosti человеческой jsou dílem жизни? lidí. Разве Veškeré. эти сволочи с Кроме раздутой климата. манией величий? Нет, Dokážeme se они vypořádat точно s не на нашей ekonomickou стороне. krizí i s válkou. Но Ale скажите, jak se а мы vypořádáme s сами не klimatem? сволочи, který если nás zabíjí? допускаем такое? Нас убивают, а мы Uvědomuj si молчим. vůbec, Почему у нас že co ложь se týče возносится, а klimatu, правда jsme v prdeli? уничтожается? Каждый из нас в ответе за Vždyť то, my что se nacházíme происходит. na vrcholu Все проблемы klimatických в обществе katastrof, – дело рук které людей. se na naší Все, planetě кроме opakovaně климата. odehrávaly. Мы можем справиться А не и с деется это экономическим ввиду кризисом, и с антропогенному войной, но фактору. как мы справимся с климатом, Ale kvůli который убивает astronomickým нас? procesům Ты a вообще jejich понимаешь, cykličnosti. что с климатом полная А днес задница? Климат Ведь мы každým находимся на dnem пике zvyšuje svou климатических sílu. катастроф, которые А происходили то и на válka. нашей планете Та неоднократно. nejhorší И válka это ze происходит všech. не по причине антропогенного фактора, Jakým а debilem musí вследствие být астрономических člověk, aby to процессов neviděl? и их цикличности. И сегодня климат наращивает úplný свою mágo? силу каждый день. И это война, Nebo je líný самая porovnat страшная fakta война. a statistiky Каким rostoucích надо быть klimatických идиотом, katastrof. чтобы этого не видеть? Nárůst Ты совсем zemětřesení, тупой или тебе povodní, просто лень hurikánů, сопоставить факты, статистику нарастающих destabilizace климатических zemského катастроф, усиление землетрясений, наводнений, Ano. ураганов, дестабилизация Války ядра rozpoutané Земли. lidmi jsou strašné. Да, Ale войны, климат, которые развязываются, люди то есть та ужасные, но климат — nejděsivější это válka самая celého страшная lidstva. война всего человечества. Je ti jasné, Ты co se s námi понимаешь, что с stane, нами až se будет, zhroutí когда celý рухнет svět? весь мир? Я не специалист, но я понимаю, что Nejsem жизнь моя odborník, и моих близких ale под chápu, угрозой. že Как můj život это a можно životy mých игнорировать? blízkých jsou v ohrožení. Ты вообще Jak понимаешь, to můžeme что ты не ignorovat? застрахован от этого, что Uvědomuj si завтра в vůbec, хаосе že климатических nejsi pojištěn катастроф proti tomu, тебя будут abys byl разрывать на zítra куски. v chaosu Ведь этот klimatických потребительский katastrof строй, который мы roztrhaný na сами kusy. создали, стимулирует в нас только Vždyť звериное. tento И spotřebitelský из-за řád, чьих-то амбиций který jsme мы si с вами sami можем vytvořili, сдохнуть в любой nás момент, stimuluje jen мучительно bestiálnost. сдохнуть. Неужели мы такие Kvůli конченые něčím уроды, ambicím что позволяем může происходить такому kdokoliv в z нашем nás мире? kdykoliv zemřít. Да как Velmi ты, кто bolestivě сидит zemřít. и греет Jsme свою opravdu ленивую takové zrůdy, задницу že перед dovolíme, телевизором, aby se может něco спать takového v спокойно, našem světě видя dělo, этот ужас, и Jak не ale můžeš ty, предпринимать který sedíš a ничего. vyříváš si svou línou prdel u televize, klidně spát. Как ты Dívat можешь se na tu сидеть hrůzu a nic и не nedělat? предпринимать ничего? A když vidím válku, která nyní na И когда Ukrajině я probíhá, вижу войну, которая сейчас zeptat. идет в Украине, co jsi dnes udělal ty, я хочу aby спросить, se ti nic z toho а что nestalo? ты Co jsi сделал, udělal ty, aby toto чтобы neštěstí этого
не случилось с тобой? Что ты сделал, чтобы эта беда не пришла в твой дом и дом твоего соседа? Никто не верил, что такое произойдет. Никто. Сколько людей во время обстрелов и бомбежек думали: ко мне точно не прилетит, меня обойдет. Тысячи. И их уже нет. Если ты сейчас также думаешь, что тебя не коснется климат, ты ошибаешься. Так и те, кто на собственном опыте уже узнали, что такое беспомощность и безвыходность. Климат коснется всех. И когда он разрушит твою жизнь, то ты подумаешь: а ведь я мог что-то сделать. Но будет уже поздно. Так что же делать сейчас? Все просто. Проинформировать всех людей о единственном выходе, который у нас есть. Как у всего человечества остался выход — о созидательном обществе, где жизнь каждого человека на первом месте. Если ты согласен с тем, что сейчас происходит в этом нечеловеческом, потребительском обществе, то подойди к своим детям и скажи, что я сволочь, я ничего делать не буду. А если ты не сволочь, то поднимайся с колен и кричи о созидательном обществе. Кричи! Насколько это можно громко, как только сможешь, пока тебя не услышит каждый. Иначе климат уничтожит нас всех. То, что мы увидели в этом видео, то, что участники проекта «Созидательное общество» предупреждали уже давно, те участники из Украины, кто тогда стучался и предупреждал человечество, действовали, потому что им не было все равно. Они принимали активное участие в подготовке и проведении форумов. Они инициировали и проводили международные круглые столы. А нас упрекали, спрашивали: зачем вы нас запугиваете? Зачем говорите о климатических катастрофах, о войнах, насилии? Мы не запугивали. Мы предупреждали. Теперь мы видим, что всего за несколько месяцев все изменилось. Все стало намного хуже. Сегодня участники Созидательного общества из Украины уже сами стали очевидцами, свидетелями, жертвами и беженцами. Что еще должно произойти, чтобы мы поняли, что нужно что-то менять, начать действовать? Неужели нужно, чтобы все 8 миллиардов людей стали жертвами климата, какого-то агрессора или маньяка, для того, чтобы мы наконец-то поняли? Вы понимаете, что тогда уже будет поздно что-либо менять? Вы понимаете, что прямо сейчас, когда проходит этот форум, люди переживают все те зверства и ужасы, которые мы видели в ролике по мониторингу климата и в ролике из Украины прямо сейчас. Неужели этого недостаточно для того, чтобы понять, насколько важно обратиться ко всем людям, кого вы знаете, рассказать им, как важно для их будущего и безопасности узнать о форуме, быть вместе с нами сейчас? Мы, участники этого форума, мы поняли это. Мы поняли, что Созидательное общество — наш единственный шанс. Это мотивирует нас действовать. Мы понимаем, как важно донести это до всего мира. Уже сегодня есть герои, которые нас спасают. Мы гордимся ими. Во время форума мы о них узнаем больше.
Но, честно, даже после всего увиденного, у вас возникают сомнения, а попаду ли я когда-нибудь в это торнадо или другое климатическое бедствие? Может, меня все-таки пронесет, и в мой дом не придет беда? Но правда в том, что эти события произойдут. Мы прекрасно понимаем, климат меняется по различным естественным факторам, и человек никак не влияет на эти изменения. Но именно в последние десятилетия добавился дополнительный, самый страшный фактор изменения климата — цикличность катаклизмов 12 тысяч лет. Уже сейчас, за последние 20 лет, мы видим изменения, которые мы не видели последние 1000 лет. Эти катастрофические изменения происходят на планете раз в 12 тысяч лет и обусловлены галактической цикличностью. Но, к сожалению, наука до сих пор игнорирует этот фактор. Сегодня мы подробно обсудим эту тему. К сожалению, эта информация недоступна для широкой публики, потому что она не соответствует официальной версии. Но именно она поможет нам выиграть эту войну с климатом. Сейчас изменения климата происходят по причине цикла катаклизмов 12 тысяч лет. Мы говорим не о глобальном потеплении, якобы вызванном деятельностью человека. Речь идет о разрушении планеты изнутри и гибели всего живого на ней. Это не шутка и не сценарий нового фильма катастрофы. Это уже происходит на наших глазах. Почему те, кто должен был в первую очередь предупредить нас о надвигающейся гибели, молчат? Ученые, на которых мы возложили ответственность предупредить нас о катастрофе, разобщены. Вместо выяснения истинных причин, они воюют друг с другом. Одни утверждают, что изменение климата происходит из-за человеческой деятельности, а именно выбросов СО2 в атмосферу из-за сжигания углеводородного топлива. По их мнению, именно по этой причине климатическая ситуация катастрофически ухудшается. Другие ученые считают, что современные изменения климата не связаны с человеческой деятельностью и обусловлены естественными вариациями природных факторов, точно так же, как это происходит всегда в природе. И поэтому ничего необычного с изменением климата на планете сейчас не происходит. Но и те, и другие слепы, не имеют полной информации и очень сильно заблуждаются. Климат критически меняется. Смерть и разрушение с каждым днем охватывают все больше территорий. Но происходит это не из-за человека. Нам пора откровенно поговорить. Зачем вы нагоняете страх на людей и придумываете какие-то пугалки? Климат менялся всегда по естественным причинам, и никакой катастрофы не происходит. И никакой катастрофы не происходит. Человек, который будет вас стуком в дверь, когда ваш дом горит, пугает или спасает вас? А если горит не просто дом, а планета, нужно ли предупреждать об этом? То, что сейчас происходит на планете, аномально для последних 11 тысяч лет. Посмотрим фактам в лицо. За целую 1000 лет на планете обычно не происходит такое количество климатических изменений, которое произошло за последние 30 лет нашей жизни. Общий нагрев океана за последние 30 лет вырос на 450%. Факты нагрева глубоких слоев океана говорят о том, что он нагревается снизу вверх. Нагрев океана провоцирует увеличение силы и количества ураганов. 2020 год побил все рекорды по частоте возникновения ураганов и тропических циклонов на планете за все время наблюдений. Из-за повышения влажности и роста температуры увеличивается интенсивность и количество торнадо.
С 90-х годов прошлого века количество торнадо в Европе увеличилось в 10 раз и продолжает расти. Торнадо и ураганы способны разрушить целые жилые районы, и им все равно, прячутся ли в них люди или нет. За последние 33 года произошел рост количества штормов. Растет скорость ветра и высота волн в океанах. Наблюдается существенное ускорение морских течений. По данным NOAA, за последние 30 лет количество наводнений в США увеличилось примерно на 100%. При этом они начали происходить синхронно, охватывая сразу несколько стран. С 1998 года от наводнений пострадало более 2 миллиардов человек во всем мире. Скорость потери ледяного щита Гренландии за последние 30 лет увеличилась в 20 раз и превышает максимальные темпы за последние 12 тысяч лет. Многочисленные исследования показывают, что причиной таяния ледников является усиление геотермального потока, то есть тепла из недр под гренландским ледяным щитом. За последние 30 лет скорость таяния льда в Антарктиде выросла на 65%. Причем это происходит только в западной части Антарктиды, где находится огромный магматический очаг и 140 вулканов, тепло которых растапливает льды снизу вверх. Несмотря на то, что тают и высокогорные ледники, по всему миру мелеют озера и реки, вода по трещинам уходит в недра. По результатам исследований американских ученых, уровень воды в крупнейших мировых реках значительно снизился за последние 50 лет. По всему миру пропадают тысячи водоемов, но одновременно с этим там же обрушиваются мощные ливни. К примеру, в Китае, несмотря на частые наводнения, за последние 20 лет исчезло более 28 тысяч рек, а это примерно половина всех рек страны. Количество экстремальных пожаров растет, и они не прекращаются даже зимой. Сейчас каждый год на западе США происходит в среднем в 7 раз больше масштабных лесных пожаров, чем 40 лет назад. Горит уже даже Арктика, где в 2019 году произошли самые масштабные и разрушительные пожары в северном полушарии за последние 10 тысяч лет. Возгорания происходят в зонах разломов земной коры, где из недр выходят водород, метан и другие горючие газы. Из-за этого огонь невозможно потушить. Он уже испепеляет города, на долгие годы оставляя выжженные территории. Все чаще люди лишаются жизни, погибая в пожарах или задыхаясь от дыма. Ну вот, это вот все, что вы перечислили, это все происходит из-за глобального потепления, которое вызвано ростом парниковых газов в ходе сжигания углеводородов. Виноват человек. Изменение климата из-за выбросов СО2 ничтожно мало, потому что концентрация СО2 в атмосфере ничтожно мала. Содержание СО2 в атмосфере 0,4%, а антропогенного 0,4%. Как 4 молекулы на миллион, которые добавил человек в атмосферу, могут вызвать глобальные изменения климата? Рост углекислого газа в атмосфере – это следствие, а не причина роста температур. Естественными источниками выбрасывается гораздо больше СО2, чем человеком. Основным источником СО2 является океан, нагретый интенсивными магматическими процессами на дне. Также стремительно растет количество СО2, выбрасываемого биосферой. Начали мутировать деревья. Сейчас они выделяют СО2, вместо того, чтобы его поглощать. За последнее десятилетие леса Амазонии выбросили в атмосферу почти на 20% больше двуокиси углерода, чем поглотили. И в Сибири лиственницы с конца 80-х годов также начали выбрасывать СО2 в атмосферу. В итоге последние 15 лет лес поставляет его так же интенсивно, как и промышленность. Одновременно с лесом болота начали выбрасывать СО2. Так что накопление СО2 идет усиленными темпами естественным путем. Реакция биосферы и океана является ответом на активизацию планеты в результате цикличности 12 тысяч лет. Подтверждением аномальности текущих событий является период так называемого голоценового оптимума 6-9 тысяч лет назад, когда температуры на планете были на 3 градуса выше, чем сейчас. Но при этом не происходило такого мощного выброса СО2, мутаций растений, а также роста катаклизмов. Сейчас нагрев происходит изнутри планеты. Не убедили. Это все из-за человека. Я согласен, что человек не влияет на изменение климата. Но постойте, что еще за внутренний нагрев? Солнце является основным фактором изменения климата.
Современное изменение климата характеризуется не только ростом глобальных температур, но что во много раз серьезнее – ростом сейсмической и вулканической активности. С 90-х годов существенно растет энергия землетрясений, растет их количество и магнитуды. Сейсмическая активность Тихоокеанского огненного кольца с 1990 года по 2021 год увеличилась в 2,5 раза. Растет количество землетрясений на дне океана на границах плит, по срединно-океаническим хребтам. По всей Земле активно просыпаются подводные и наземные вулканы. Рост вулканической активности фиксируется по объему извергнутой лавы. 90% из действующих вулканов расположены в Тихоокеанском огненном кольце, активность которых растет с каждым годом. Все эти землетрясения, извержения нарастают тоже из-за человека. В результате глобального потепления тают ледники, спадает нагрузка на земную кору. Поэтому кора и трещит, и лава изливается. Это заблуждение. Первое. На Тихоокеанском огненном кольце нет ледников, которые могли бы увеличить там сейсмическую и вулканическую активность. Второе. Ледники, несмотря на высокую скорость таяния, еще не растаяли полностью. Кроме того, они наоборот тают как раз там, где растет магматическая активность, а не повсеместно, как происходило бы из-за таяния с поверхности. И последнее. Как выбросы СО2 могут вызвать глубокофокусные землетрясения на глубине 700 километров, которые катастрофически увеличились в последние десятилетия? По мнению сейсмологов, такие землетрясения считались невозможными, так как на такой глубине породы должны испытывать только пластичные деформации. С 2014 года регистрируется рост числа землетрясений на глубине более 700 километров. А в 2015 году под Японией ученые обнаружили землетрясение на глубине 751 километр. Это было самое глубокое землетрясение за всю историю наблюдений. Что-то аномальное начало происходить в мантии Земли. Также человек никак не мог повлиять на магнитное поле Земли. В 1995 году было зафиксировано резкое ускорение скорости дрейфа Северного магнитного полюса в 3,5 раза, с 15 километров до 55 километров в год. Электромагнитное поле генерируется за счет динамомеханизма в ядре Земли, и поэтому очевидно, что изменения магнитного поля указывают на изменения в ядре. Насчет магнитного поля согласен. А вот насчет роста сейсмической и вулканической активности есть вопросы. Ну, во-первых, с прогрессом возросло количество сейсмодатчиков. Стали более совершенные алгоритмы обработки данных. Поэтому мы видим их увеличение. А по вулканам просто количество людей на планете стало больше, и больше тех, кто наблюдает извержение вулканов. Это понятный вопрос, но в данном случае рост сейсмической активности отражен объективно. По данным специалистов, на планете был существенный скачок в количестве установленных сейсмодатчиков приблизительно в 70-х годах прошлого века. С тех пор их количество существенно не изменилось, в то время как наблюдается рост числа сильных землетрясений, растет их магнитуда, начали происходить глубокофокусные землетрясения. Увеличение количества датчиков дает возможность наблюдать только увеличение количества мелких землетрясений. А землетрясения магнитудой свыше 4 фиксируются уже по всей планете на всех сейсмостанциях, в какой бы точке мира оно ни случилось. И рост числа сильных землетрясений магнитудой свыше 8 последние 20 лет никак не связан со способом обработки данных. Тоже можно сказать и про глубокофокусные землетрясения. С момента фиксации первого явления в 70-х годах прошлого века и до сегодняшнего дня наблюдается значительный рост динамики в глубине и магнитуде таких землетрясений. Точно так же и за вулканами с конца 80-х годов прошлого века наблюдают со спутников, то есть с этого времени все извержения видны из космоса как на ладони. Население планеты растет в тех местах, где вулканов нет или очень мало. А там, где вулканов много, население не растет или вовсе сокращается. Количество извержений вулканов увеличивается по статистическим данным, а не потому, что больше глаз стало смотреть на эти извержения. Если принять ваши аргументы, тогда из-за чего все это произошло?
Это только первая часть видео о 12-тысячелетнем цикле. Вторая часть будет показана позже на форуме. Вы только что узнали об истинной причине изменения климата. Факты и статистика доказывают, что нас уже настигает неизбежное разрушение. Мы уже находимся в состоянии войны. Однако до сих пор ничего не делается для изучения цикличности 12 тысяч лет в глобальном масштабе. Представьте, у вас диагностирована почечная недостаточность, а врач говорит вам, что нужно постричь ногти, чтобы выздороветь к 2030 году. Абсурд, не правда ли? Но именно так мы сейчас подходим к климатическому кризису. Нас не волнует первопричина, потому что мы занимаемся бизнесом, а не спасением человеческих жизней. Я надеюсь, вы понимаете, насколько жизненно важна эта информация, и именно поэтому этот прямой эфир переводится волонтерами на 100 языков мира, чтобы каждый мог узнать правду. Я рада, что есть ученые, которые понимают, что катаклизмов становится больше, а их причины гораздо серьезнее. Я хотела бы представить мистера Дугласа Вогта, научного писателя, исследователя и профессионального члена Геологического общества Америки, который представит геологические факты, подтверждающие цикл изменения климата в 12 тысяч лет. Меня зовут Дуглас Вогт. Я геолог-исследователь и изучаю причины возникновения ледниковых периодов после инверсии полюсов. Этот форум проводится на платформе проекта «Созидательное общество». И я надеюсь, он вам нравится. Вы узнаете много нового о настоящих причинах изменения климата. Что оказывает наибольшее влияние на наш климат? Вот эта маленькая зеленая штучка, вот это пятнышко — это наша Земля в пропорциональном отношении к Солнцу. И как вы думаете, муравьи на этой пылинке как-то влияют на глобальное потепление? Нет, это Солнце влияет. Это тест на IQ. Если вы слишком глупы, чтобы это понять, и вместо этого ваши мозги тщательно промыты правительствами, и вы считаете, что глобальное потепление вызвано вашей машиной, вашей жаровней, тем, что вы слишком много дышите, и коровьим пердежом, то вы вообще слишком глупы для этой дискуссии. Вы вымрете прямо как динозавры. И по делам, потому что вы слишком глупы, чтобы выжить. Здесь вы видите два ледяных керна. Посмотрите на тот, что слева. Видите эту черную полосу? Это то, что было примерно 12 тысяч лет назад. Тот, что справа, тоже 12 тысяч лет назад. И учитывая то, откуда были взяты ледяные керны, один из Антарктиды, второй, кажется, из Гренландии, мы получаем представление о том, что это происходило по всему миру. И эти ледяные керны рассказывают эту историю, именно так, как она происходила. И эти ледяные керны говорят: здесь была более высокая концентрация СО2. Источником СО2 в осадочных слоях может быть большее количество извержений вулканов. При этом выделяется множество химических веществ, включая СО2. Сейчас я объясню, почему увеличивается количество извержений. Итак, вулканы извергаются, но датировать лучше сам материал, нежели лохар или лаву, которая, к примеру, накрыла и сожгла бревно и что-то другое. И эти материалы находят это в отложениях под ними. Это датирование органического материала, который был найден под лохарами или лавой. И опять же, их возраст распределяется по датам 12 тысяч лет, 24 тысячи лет, 36 тысяч лет назад. Есть еще продолжение таблицы: 48 тысяч лет и 60 тысяч лет назад. Такие свидетельства труднее найти, потому что зачем напрягаться? То есть у ученого так много времени.
Но разве он будет раскапывать кучу лавовых потоков, чтобы найти обгоревшее бревно и постараться сделать радиоуглеродное датирование? Помните, я рассказывал вам о явлениях, как кусочках мозаики или полной картине, которую нужно знать, чтобы провести радиоуглеродный анализ чего-то конкретного. Да и денег это тоже стоит. Пойдем дальше. С правой стороны я постарался отразить модель того, что происходит в центре Земли. Точка центральной модуляции — ядро. По мере приближения к инверсии полюсов магнитное поле разрушается. Это как раз и происходит сейчас. Магнитное поле разрушается экспоненциально. Итак, ядро нагревается, и тепло перколирует, то есть просачивается через нижнюю мантию, верхнюю мантию. И, наконец, возникают такие полости с магмой внутри, и они становятся больше и горячее. Все больше и больше вулканов начинают извергаться, что и происходит в наше время. На данный момент в активной фазе извержения более 25-30 вулканов, но хуже всего будет примерно через год-два после солнечного максимума. Тогда уже множество вулканов начнут извергаться, а также увеличится количество землетрясений. Как я уже сказал, землетрясений будет много, потому что между верхней мантией и корой магма будет более текучей и жидкой. Так что Луна может, например, оказаться на одной стороне, а Солнце на другой, и этого вполне может быть достаточно, чтобы давление где-то сбросилось, что станет причиной начала более интенсивного движения плит. И значит, будет гораздо больше землетрясений. Итак, справа показана традиционная модель стержневого магнита в центре Земли. Ну да, конечно, но это ведь действительно то, что происходит сейчас. Теперь будет больше ураганов и торнадо, и все это из-за поступающего солнечного тепла. И вот почему. Поступление солнечного тепла возрастает, что приведет к увеличению испарения океанов. Океаны нагреваются, будет больше ураганов, а также штормов и торнадо. Больше испарения океанской воды, больше дождей и бурь. Это не имеет никакого отношения к человечеству. Если бы на планете никого не было, это бы все равно происходило. Мы видим, как это происходит на других планетах нашей Солнечной системы. Но ведь там никто не живет, и на машинах там никто не ездит. Что я хочу сказать? Говорю вам прямо. Вы должны выуживать информацию в этом потоке созданной дезинформации. Правительство хочет денег, облагая вас налогом за то, что вы делаете плохо мамочке Земле. К счастью, папочкин сынок собирается избавиться от них очень быстро. Но к тому времени и для них будет слишком поздно. Бюрократы сделали кое-что невероятно глупое, что навредило им самим больше, чем... Да это всем нам навредило. И я не знаю, что сказать. Как будто я очнулся в сумасшедшем доме, где победили пациенты. Да и научные круги они тоже захватили. Как я уже говорил, они узаконили глупость с единственной целью — получить деньги. От правительства, что чаще, и как оплату за обучение. Что еще тут сказать? В смысле, это конец света, в буквальном смысле. И я, по сути, пытаюсь помочь людям, чтобы они спасли свои жизни, чтобы кто-то мог спастись. Я имею в виду, что я один голос. Фонд Дайхелп — это некоммерческий научный фонд. Мы делаем все, что в наших силах, но мы сталкиваемся с большим противодействием, множеством глупых людей и людей, которые не хотят, чтобы об этом стало известно. И люди говорят, что я храбрый, потому что занимаюсь этим. Я не вижу в этом никакой храбрости. В чем? Разве нужна храбрость, чтобы просто рассказать ту правду, которую ты обнаружил? В чем смысл? Если вы видите что-то неправильное или злое, вы должны сказать об этом. Расскажи людям. Еще раз спасибо всем честным ученым, исследователям и просто людям, которые не боятся делиться правдой. Если вы спрашиваете, что я могу сделать, ответ прост. Сейчас очень важно поделиться информацией, которую вы только что услышали, со всеми людьми. Используйте социальные сети, разошлите ссылку на этот форум по электронной почте или по своему списку контактов. На это спасет жизни людей, в том числе и вашу. Созидательное общество принесет пользу каждому человеку.
И только объединившись все вместе, мы сможем построить мирный и безопасный мир. Нет времени для нездоровой конкуренции и пиара ради личной выгоды. Только вместе мы сможем выжить и построить идеальное будущее для всех. Помните, насколько быстро распространилась информация о том, что Илон Маск купил Твиттер? Вот так же быстро, если не быстрее, информация о войне с климатом должна дойти до каждого, потому что наш единственный настоящий враг не будет брать пленных. Он будет убивать всех на своем пути. И это может произойти где угодно, в любой момент. Мы должны распространить правду сегодня, потому что завтра будет слишком поздно. Есть люди, которые до сих пор знают о созидательном обществе и о нашем единственном враге — климате. Так что хватит сидеть. Есть масса способов распространить эту жизненно важную информацию. А теперь давайте посмотрим на разрушительные события, которые произошли в мире за последние несколько месяцев. Петрополис, Бразилия, февраль 2022 года. Это так ужасно. Мои друзья все погребены, все умерли, друзья мои. Вода 2 метра высотой. Очень много воды. Очень много. Мы еще не видели ничего подобного тому, что произошло здесь вчера. Я даже не знаю, что сказать. Мы потеряли все. Вот и все. Полная потеря. Враг снова атакует внезапно. Людей не предупреждают. Никакой эффективной помощи нет. Спасатели не справляются с таким масштабом последствий. Сколько еще это будет продолжаться? Идет настоящая война. А что мы делаем? Укрепляем ли мы линию фронта? Нет. Сколько можно бездействовать и молча наблюдать, как умирают такие же люди, как и мы? Штормы в Европе, февраль 2022 года. Количество штормов в Европе растет на глазах. Только за последние 1,5 года на жителей европейских стран обрушилось 33 шторма. Это ровно столько же, как за 9 лет с 2010 по 2018 годы. Впервые 3 смертоносных шторма с разницей в несколько дней обрушились на Северную Европу. Был страшный грохот. Через окно было видно, как срывает крыши соседних домов. На головы им начали падать кирпичи. Я просто в отчаянии, потому что в доме очень холодно. Это, в принципе, холодный дом, и нет никаких новостей. 18 февраля на Великобританию обрушился шторм Юнис. Скорость ветра на острове Уайт достигала 196 км в час, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений в Англии. Ветер валил деревья, срывал крыши домов. Миллионы домов остались без электричества. Шторм Юнис стал самым дорогим штормом в Европе с 2010 года. Австралия, февраль-апрель 2022 года. Стихийные бедствия каскадом обрушиваются на один и тот же регион. Люди не успевают даже опомниться и прийти в себя. С конца февраля по начало апреля жители восточного побережья Австралии пережили 3 исторически беспрецедентных наводнения за 100 лет. В 2 штатах за неделю выпало больше годовой нормы осадков.
Наводнение произошло фактически около 2 или 3 часов ночи. Большинство людей спали в своих кроватях. Такая ситуация застает врасплох. Когда, проснувшись от странных звуков и шумов, обнаруживаешь, что в твоей спальне вода, а ты находишься на 2-м этаже здания и уже не можешь выбраться из дома. Города сейчас, они похожи на зону боевых действий, и людям особо нечего уже восстанавливать. На крыше нас 26 человек. Мы ждем эвакуации. Как вы видите, наши машины затоплены. Я еще никогда такого не видел. Каждый потерял абсолютно все. Это полное опустошение. Тысячи людей были вынуждены несколько раз покидать свои затопленные дома. В Сиднее март стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Полностью был затоплен город Лисмор с населением около 44 тысяч человек. Япония, март 2022 года. Привет всем. Около 20 минут назад было очень сильное землетрясение, которое мы ощутили здесь, в Токио. На самом деле, эпицентр был в Фукусиме. В новостях говорят, его магнитуда 7,3-7,4 балла. США, март-апрель 2022 года. Март продолжил пугающую статистику по количеству торнадо в США. В этом месяце зафиксировано 226 торнадо. И это абсолютный рекорд с начала ведения наблюдений. Честно говоря, я и не думала, что переживу это. Я думала, мы умрем. Мы едва успели войти в комнату. Еще бы 5-10 секунд, мы задержались в коридоре, и от него ничего не осталось. Я побежала в шкаф в моей спальне и просто сидела там. Когда я вышла, то увидела, что все разрушено. Мы не слепые. Мы видим, что ситуация вне нашего контроля. Реальные причины не изучены, и путей решения нет. Филиппины, апрель 2022 года. В апреле на Филиппины обрушился тропический шторм Мэгги. Проливные дожди вызвали масштабные оползни в провинции Лейте. Звук был похож на взрыв. Мы побежали на холм, чтобы посмотреть, что там происходит. Это было ужасно. Мы слышали плач людей, зовущих на помощь. Ваш дом смыло грязью? Да, его унесло оползнем. Я боялась за детей. Я сделала все, что могла, но не удержала своего ребенка, потому что сама была под водой и захлебывалась грязью и водой. ЮАР, апрель 2022 года. Жителей ЮАР накрыло неимоверное количество осадков. Вблизи города Дурбан за 48 часов выпала почти полугодовая норма осадков, побив рекорд за всю историю наблюдений. Это вызвало самое смертоносное наводнение в истории ЮАР. Здесь были дома, и поток просто подхватил все эти дома, которые были здесь, и унес прямо в воду. Мы слышали, как кричали люди. Мой брат и отец пытались спасти их, но к тому времени те дома полностью затопило, и на них обрушилось дерево. Мы не знаем, что с ними случилось после этого. Я просто хочу, чтобы вы послушали плач и крики членов семьи, потерявших своих близких.
Это очень больно слушать. Прошедшие 5 месяцев убедительно показали, что катаклизмы становятся все более аномальными, непредсказуемыми и разрушительными. Худшие климатические прогнозы сбываются прямо у нас на глазах. Даже имея огромную международную команду мониторинга, мы не имеем возможности охватить весь масштаб происходящего. Наводнения, сильнейшие снегопады, пожары, штормы и торнадо охватили все континенты. Каждая страна испытала на себе атаку нашего общего врага – климата. Нужно взглянуть правде в глаза. Мы не готовы к этому. Вы еще сомневаетесь, что это война? Положение критическое. Прямо сейчас, в эту самую минуту, враг испепеляет чей-то дом, обрушивает сокрушительное наводнение и сотрясает почву под ногами. Прямо сейчас чей-то ребенок остался без матери. Прямо сейчас кому-то был вынесен приговор беженец. Прямо сейчас у кого-то закончилась хлеб и вода, и в перспективе лишь мучительная смерть. Ты можешь с уверенностью сказать, что тебя и твоих дорогих и близких людей эта беда обойдет стороной? Сколько еще жизни должно забрать климат, чтобы мы обратили на него свое внимание? Сейчас мир с ужасом наблюдает за происходящим в Украине. Это незатухающая боль для многих из нас. Это скорбь, сковывающая сердца матерей, чьи сыновья ушли на войну. Это страх, перерастающий в отчаяние у людей, находящихся под обстрелами или погибающих под завалами. Война в Украине — это безумство, когда видишь это, когда слышишь это. Но то, что было сделано в городах Украины, будет во всем мире, на всех континентах, во всех городах, потому что климат в миллионы раз серьезнее. Из-за климата в конечном счете не выживет никто. Но сейчас нас это не тревожит, не цепляет эмоционально так, как проблемы войны. Потому что климат пока намного мягче, и у нас есть иллюзия того, что произойдет или пройдет все это мимо и не зацепит. Давайте спросим у жителей Бучи, Ирпения, Мариуполя и любых других городов и сел Украины, оказавшихся втянутыми в кровавые месиво войны. Представляли ли они, что будут стрелять именно в них? Нет. Каждый думал, что ударит в соседний дом, но не в его. Каждый думал, что это случится с кем-то, но не с ним. Когда это происходило с ними, то наступило прозрение. Что мы до последнего будем ждать, когда в дом каждого зайдет враг и начнет убивать? Только тогда начнем шевелиться и кричать «караул». Сколько бы ни кричали, не сможем ничего сделать. Не будет куда переезжать. Никто не откроет зеленых коридоров. Никто не протянет руки помощи, потому что они будут похоронены вместе со всеми надеждами на выживание.
Когда повсеместно над нашими головами засвистят его ракеты, то мы уже ничего не сможем сделать. Хотя мы и не хотим этого замечать, но враг уже в наших домах и уже влияет на нас, влияет на экономику, разбирает наши дома и жизни. Сегодня климат рушит, топит, убивает. Кадры, когда летают, крыши становятся обыденными. И это уже воспринимается тобой как естественные события. Это же не у тебя, это у других. Тебя это не затрагивает и не волнует. А то, что это наша жизнь и территория захвата расширяется, ты не осознаешь. Сегодня кольцо сжимается вокруг каждого. Завтра ты проснешься среди ночи, и у тебя ничего нет. Идет полномасштабная война по всему земному шару, но мы закрываем глаза, искусственно прячемся от этой проблемы, потому что в глубине панически этого боимся. Надо прекращать быть трусами. Пора становиться мужественными и смелыми всему человечеству. Единственный наш шанс — это построение созидательного общества. Все остальные варианты приводят к гибели планеты. И это не пустые слова, это факт. Хватит притворяться, что нас это не касается. Вы знаете, что такое внезапная смерть? Скоро это может коснуться каждого из нас, наших детей и близких. Это случается в одно мгновение. Всего за 30 секунд под завалами оказывается весь город. Люди ложатся спать, а утром их просто нет. Всего за 30 минут вода заполняет весь дом. Люди выскакивают в чем есть, а кто-то выбивает окна, чтобы спасти тех, кто оказался в затопленных домах. Оползни моментально уничтожают все на своем пути. Предупреждения приходят за считанные минуты до стихийного бедствия. За это время невозможно спастись. Никто из нас не готов к такому развитию событий. Только по официальным данным, за последние 50 лет количество стихийных бедствий увеличилось в 5 раз. Ежедневно климат наносит ущерб в размере $202 миллиона США и забирает сотни человеческих жизней. Никто из нас не хотел бы оказаться в числе погибших. Мы обратились к специалистам по всему миру, чтобы узнать, готово ли наше общество к стихийным бедствиям. Климатическая ситуация очень сильно изменила ситуацию с пожарами. Изменение климата приводит к тому, что пожары становятся с каждым разом все более разрушительными, принимая форму конвективных штормов, дымовых грибов, которые становятся очень высокими и очень масштабными. Порождая торнадо дымовых шлейфов, которые, как мы видим, уже намного более агрессивны и опасны для целой пожарной бригады. Они требуют гораздо больше материально-технического обеспечения, больше ресурсов. Каждый день мы проходим проверку этими явлениями, которые остаются неизвестными. И мы знаем, что причина этому — изменение климата. Я не знаю, какое этому решение. У меня его нет. Но что я точно знаю, что у нас проблема. Это касается всех стихийных бедствий, происходящих по всему миру. Понимаете, эти катаклизмы связаны с природными явлениями.
Поэтому они всегда вне пределов наших возможностей. И так будет. Никогда не хватит денег, чтобы предотвратить цунами или засуху. Можно принять меры по обеспечению безопасности. Например, куда эвакуировать людей, какая территория будет безопасной и как это все организовать. Мы все мишени, и все мы жертвы. Это уже реальность сегодняшнего дня. Вы не можете сказать: «Нет, меня это не коснется, потому что я богат». Тайфун не выбирает путь следования и не обходит большие дома или дома миллионеров. Любое стихийное бедствие необходимо изучать, чтобы понять силу его возможных последствий. Мы все под прицелом климата. Но разве знаем мы нашего врага в лицо, его оружие и силу удара? Как мы собираемся выстоять в войне против климата, если сейчас мы тратим деньги не на реальное противостояние, а на гипотезу, что 0,4% антропогенного СО2 являются причиной всех катаклизмов? Нас уверяют, что сокращение выбросов СО2 остановит катаклизмы, но стихийных бедствий, разрушений, климатических беженцев становится только больше. Только вдумайтесь. На так называемую борьбу с климатом за последние 11 лет уже потрачено более 5 триллионов долларов, а толку никакого. Уже сейчас стихийных бедствий настолько много, что одного героизма спасателей недостаточно. Спасатели – герои, и они рискуют собственной жизнью. Но тех инструментов, которые у них есть, не хватает, чтобы справиться с силой стихийных бедствий. Мы уделяем внимание чему угодно, но не готовимся к неизбежным катаклизмам. Знаешь ли ты, что делать, если твой дом разрушится? Можешь ли ты вообще быть уверенным в том, что тебя спасут? Ведь сегодня половина стран даже не имеют систем заблаговременного предупреждения об опасных явлениях. А системы прогнозирования доказали свою несостоятельность. В потребительском обществе разрозненность и бюрократические процедуры не позволяют эффективно спасать миллионы жизней. Первостепенно важно распространять достоверную информацию. Речь всегда идет о системе информирования, потому что как только люди получают информацию, они начинают действовать. Нам действительно удалось значительно уменьшить количество жертв во многих катастрофах, количество которых в последнее время растет, в крупномасштабных катастрофах, потому что заранее инвестировали в информацию, в системы предупреждения, в здания, где можно укрыться. Это очень и очень важно. Там, где этого не делали, происходила большая беда, потому что человеческие жизни просто утрачены, а это не вариант. Меня поразило количество смертей и разрушений, потому что, с моей точки зрения, это событие можно было предсказать, так что что-то пошло не так с системой оповещения населения. И это следствие потребительского формата, где деньги, даже если и выделяются, то разворовываются чиновниками и казнокрадами. Это наши деньги, деньги налогоплательщиков. Их берут из нашего кармана. Но почему они не доходят до тех, кто спасает наши жизни? Почему твоя жизнь и жизнь твоих детей должны зависеть от решения отдельных лиц? Это бесчеловечно. Пока мы переживали одну из величайших трагедий в нашей истории, наш президент решил взять отпуск и отправился в путешествие по югу страны. Он по факту ничем не помог, не оказал никакой помощи.
Если мы будем рассчитывать лишь на государственные службы, помощь может просто не подоспеть вовремя. Необходимость в оказании помощи должна быть хорошо выверена. Должен быть кто-то, кто сможет быстро оказаться на месте и произвести оценку ситуации. Однако при неправильной оценке помощи будет предоставлено слишком много, либо слишком мало. Можно работать только путем совершенствования систем оповещения, наличия быстрых оперативных групп и местных поисково-спасательных отрядов. Уже сейчас есть эффективные технологии, которые могут помочь спасению людей в чрезвычайных ситуациях. Например, спасательный дрон, который может использоваться независимо от погодных условий. Благодаря множеству датчиков и сенсоров он очень быстро находит живых людей. Существует беспилотный аппарат для обнаружения подводных обломков при наводнениях, который поможет выбраться людям из воды или доставить припасы. Робот-змея и гусеничный робот определяют утечку газа, а также, благодаря встроенным микрофонам и динамикам, помогают общаться с выжившими в труднодоступных местах. Разработанная совместно с НАСА технология Finder может за 1 минуту определить дыхание и сердцебиение даже сквозь 9 метров твердого бетона и находит до 5 человек одновременно. В сфере управления и планирования действий в чрезвычайных ситуациях уникальной, не имеющей аналогов разработкой является многоцелевой комплекс «Восход», который вычисляет необходимое количество спасателей и снаряжения, определяет необходимый размер финансирования на спасательную операцию, поддержку пострадавших и восстановительные работы. Очень важно, что этот комплекс не позволяет воровать из бюджета и наживаться на человеческих несчастьях. Но технологии для спасения людей не внедряются повсеместно потому, что это не является приоритетной задачей в потребительском формате. Дипломатические, политические условности, отсутствие совместной логистики, сложные правила привели нас к тому, что сегодня в мире нет эффективного взаимодействия служб спасения. Нам нужно строить наше общество на основе системы, которая более устойчива, которая лучше способна противостоять любым изменениям, происходящим как в климате, так и в социально-экономических системах. Просто должно быть это доверительное сотрудничество, а также система распределения бюджетных средств, которая просто растет в разных странах. И это работает и спасает жизни и сохраняет средства к существованию. И в этом смысле я очень поддерживаю идею создания глобальной службы спасения, которая создает пространство возможностей, учитывает разнообразие и при этом использует синергию на глобальном уровне. И в этом ее ценность. Должна быть единая, глобальная служба спасения очень быстрого реагирования, которая позволит грамотно координировать специалистов и оперативно направить необходимую технику, чтобы сохранить миллиарды жизней, включая твою. Все это возможно только в созидательном обществе. И сейчас важный этап его построения — информирование. Если сейчас не рассказать об этом, мы потеряем время. И завтра некому будет рассказывать, и некому будет тебе оказать помощь. Важно сейчас донести эту информацию всем, для того, чтобы завтра ты и твоя семья выжили. Мы начали поиск и другие спасательные мероприятия. И вот на самом нижнем этаже обнаружили 2 или 3 жертвы, которые звали нас из маленького отверстия. Они кричали и посылали световые сигналы мобильными телефонами. Мы испытывали чувство вины из-за того, что ничего не могли сделать в тот момент. Ведь они просили просто вытащить их. Но вытащить их было очень сложно из-за огромных завалов, так как обвалились 5 или 6 этажей.
Во время тайфуна Йоланда в 2013 году, когда я приехал на место стихийного бедствия через 4 дня после стихии, я впервые в жизни увидел трупы повсюду. И правительство не сразу отреагировало. Некоторые трупы уже разлагались. Это самая худшая из всех ситуаций, в которых я побывал. Такая пронзительная боль в сердце. И знаете, трупный запах был везде, куда бы вы ни пошли. Это было очень печально, потому что некоторые погибли не из-за тайфуна, а умерли, потому что кто-то украл их еду. Некоторые умерли, потому что у них украли воду. Очень страшно. Эта картина всегда будет стоять перед глазами. Надеюсь, это никогда не повторится. В потребительском формате никто никому не нужен, никому нет дела до твоей жизни. И в то время, когда нам жизненно важно объединиться, нас разделяют. Вдумайся, только по официальным данным конфликты и насилие обходятся обществу более чем в 14 триллионов долларов в год. Мы тратим огромные средства на разработку новейших вооружений, но не на то, чтобы спасти человеческие жизни, наши жизни. Разве это не маразм? Через СМИ нам промывают мозги, говоря, что это нормально. Но разве это нормально? Мы что, сумасшедшие и не способны думать и анализировать? Как такое может быть в цивилизованном обществе? На то, чтобы забрать наши жизни, тратятся колоссальные деньги, а на то, чтобы спасать жизни, экономят. Мы живем в безумном мире, где все поставлено с ног на голову. Решай сам. Сдохнуть в потребительском формате или жить в созидательном обществе. Выбор за тобой. Дорогие зрители, в нынешнем потребительском формате общества никто не заботится о людях. Но вы заботитесь о своих семьях, о своих родных, и участники проекта «Созидательное общество» также заботятся о людях. Пожалуйста, сделайте все возможное для того, чтобы люди услышали эту информацию. Если прямо сейчас вы задаетесь вопросом, что я могу сделать, пожалуйста, распространите эту информацию, поделитесь ссылкой на этот форум во всех ваших социальных сетях. Пожалуйста, не молчите. Отправляйте ваши отзывы, записывайте видео о том, что вы думаете, что вы поняли. Эта информация жизненно важна для того, чтобы спасти вашу жизнь и жизни ваших родных. Давайте будем спасать наши жизни вместе. Пожалуйста, делайте репосты, делитесь, приглашайте как можно больше людей для того, чтобы посмотреть этот форум, потому что вместе мы можем. Здравствуйте. Мы сейчас показали реальную ситуацию, насколько все серьезно и опасно. Но большинство людей по привычке думает, если что-то подобное со мной будет происходить, то меня точно спасут. Есть же службы, которые этим занимаются. Специально обученные люди, те, кто должен меня спасти. А давайте посмотрим, в каком состоянии сейчас эти службы, как они обучены, какими пользуются технологиями, когда их вообще последний раз обновляли, те технологии. А самое главное, кому они подчиняются, кто отдает приказы спасать вас или нет.
Мэр города, руководитель области. А если он будет в отпуске на островах, когда надо будет вас спасать? Или вообще решит не направлять к вам МЧС, чтобы не создавать панику? Сколько уже было таких примеров? Вы лично уже сколько раз слышали такие истории? Вот недавно в Бразилии был такой случай. Так теперь, пожалуйста, ответьте себе на вопрос, точно ли вас будут спасать МЧС? Каковы ваши реальные шансы получить помощь? А помните те случаи, когда МЧС и службы спасали в первую очередь богатых, влиятельных, а также их имущество? И это сегодня в потребительском формате воспринимается как само собой разумеющееся. А как должно быть? Должна быть всемирная, единая спасательная служба по чрезвычайным ситуациям, которая не должна подчиняться чиновникам или бюрократам. Сами специалисты, спасатели должны принимать решения о моментальном реагировании. Какое бы бедствие ни произошло, кто бы ни пытался помочь, первое, с чем придется столкнуться, это нехватка продовольствия, продуктов и воды. И поэтому голод очень реален на сегодняшний день. Почему? Почитайте умные книги. Пандемия, война, голод. Это вам ничего не напоминает? Посмотрите, что происходит вокруг. Это то, что люди не раз переживали. Все страшно. Болезни, войны, катаклизмы. Но нет и не было никогда ничего страшнее, чем голод. Только представьте, на что способны люди, когда сталкиваются с фактом голода. Давайте посмотрим следующее видео. — 2021 год. Гаити. Из-за непрекращающихся природных катаклизмов люди были поставлены на грань выживания. Острый голод охватил всю страну. Когда были съедены все животные и все вокруг, даже листва на деревьях, люди начали есть песок и глину, пытаясь обмануть желудок. 2022 год. Йемен. Вооруженный конфликт, не утихающий в стране уже 8 лет, привел к серьезному продовольственному кризису, в результате чего 5,7 миллиона человек испытывают острый голод. 2,2 миллиона из них – дети. Почему люди не дают это другим, а выбрасывают? Голод. Новая реальность. Современный мир – это театр абсурда. Пока на одной стороне планеты люди ежедневно тысячами умирают от голода, на другой стороне планеты каждый день более 2,5 миллионов тонн еды просто выбрасывается, даже не дойдя до полок магазинов. Если бы мы раздавали эту еду тем, кто не доедает, каждый нуждающийся получал бы по 3,5 килограмма продуктов в день. Мы пока еще можем позволить себе покупать и выбрасывать продукты нетронутыми, но скоро все изменится. За период пандемии с 2020 по 2022 годы цены на основные продовольственные товары выросли на 45%. При этом увеличился и уровень нищеты во всем мире. Даже в развитых странах, таких как США и страны Европы, многие люди уже ощущают это. По данным Министерства сельского хозяйства США, более 38 миллионов человек, в том числе 12 миллионов детей, испытывают нехватку продовольствия в Соединенных Штатах. В Швейцарии в 2020 году
722 тысячи человек уже жили за чертой бедности. Тепло или еда, электричество или ужин, аренда или питание. Что бы вы выбрали? Миллионы людей в благополучных странах, сталкивающихся с голодом, каждый день принимают эти трудные решения. Но это только начало. 2022 год принес новые вызовы для человечества. И теперь даже те организации, которые были призваны защищать нас от голода и нищеты, заявляют, что сегодня весь мир стоит на грани продовольственной катастрофы. В современном потребительском формате нашего общества войны, пандемии и экономические кризисы – еще один повод нажиться на нас. Это очень выгодный бизнес, который приносит гигантские прибыли единицам, в то время как остальные 99% стремительно летят в пропасть обнищания. Поэтому очень наивно надеяться, что кто-то, кроме нас самих, реально заинтересован в том, чтобы ситуация улучшилась. События 2022 года показали, насколько мы все сильно зависим друг от друга. Последствия проблем в одной стране накрывают волной весь мир. Пока мы воюем друг с другом, вводим санкции и продуктовое эмбарго, количество голодных по всему миру стремительно растет. Тем временем наша планета приближается к экологическому коллапсу. Загрязнение и пересыхание водных источников, эрозия и деградация почв привели к тому, что все больше территорий становятся непригодными для выращивания продуктов. Свой вклад вносят экстремальные перепады температуры и смещение сезонов, резкие заморозки, проливные дожди или длительная засуха приводят к гибели урожая целых регионов. При этом, по оценкам, к 2050 году миру потребуется на 50% больше продуктов питания, чтобы накормить ожидаемое население в 9 миллиардов человек. Как же мы сможем накормить такое количество людей в этих тяжелых условиях? Но все это только предвестники и начальная стадия изменения климата. Катаклизмы все чаще становятся причиной голода. Наводнения, ураганы, извержения вулканов, стремительно сменяющие друг друга, делают непригодными не только почву. Жить на этих территориях становится невозможно. А сейчас мы так отчаянно нуждаемся в пище, воде и лекарствах. Даже деньги нам не помогут, так как на острове совершенно нечего купить, потому что все разрушено. Многие из наших рыбацких лодок сильно повреждены, и некоторые люди пытались починить их, чтобы использовать для рыбалки. Сейчас мы пьем только дождевую воду, и поэтому многие заболевают и страдают от обезвоживания. Наш мир, который кажется нам привычным и стабильным, дает сбои при любой сложной ситуации. Мы живем в иллюзии безопасности и закрываем глаза на происходящее вдалеке от нас. Но мы не можем уйти от неизбежного изменения климата. Волна катаклизмов неумолимо надвигается на все страны и регионы планеты. В ближайшие годы каждый из нас столкнется с голодом. И такое, как на Гаити, в Йемене или на Филиппинах, будет по всей планете. Это то будущее, которое нас ждет, если мы ничего не изменим. Мы можем сидеть и ждать, когда кто-то займется решением этих проблем. Полагаться на международные организации, правительства стран и сильных мира сего. Но когда голод придет в наш дом, никому не будет до нас дела. Каждый будет заниматься только собственным выживанием. И это и есть корень нашего потребительского формата. Мы все разделены,
И каждый сам за себя. И такое отношение друг к другу станет в тяжелые времена нашим самоубийством. Но каждый человек, попадавший в тяжелые жизненные ситуации, знает, что помощь и поддержка приходит от простых людей, что вместе возможно решить кажущуюся нерешаемой проблему. И каждый понимает в таких ситуациях, насколько важны простые человеческие отношения и жизнь каждого человека рядом. Мы сегодня настолько взаимосвязаны, что невозможно решать глобальные проблемы в одиночку. Но вместе, объединившись, мы можем найти тот единственный спасительный выход для всех. Выход, который позволит не только выжить всем нам в будущем, но и построить другой мир и другое общество. Общество, где жизнь человека будет главным, и где мы больше не допустим ни голода, ни нищеты, ни войн. Созидательное общество. Сейчас многие люди смотрят и не понимают, насколько это серьезно. Состояние голода меняет психику человека. Понимаем ли мы, на что мы способны, когда сталкиваемся с угрожающими жизни, голодом и жаждой? Дальше будет очень тяжелое интервью. Это известный случай. Вы можете прочитать о нем в интернете. Вы можете найти его сами. Вы не представляете, что переживает человек, находящийся в состоянии голода. Предупреждаем, что следующее интервью не для детей. Меня зовут Густаво Зербино. Я один из 16 выживших в катастрофе в Андах в 1972 году. Мне было 19 лет. Я собирался играть в регби в команде под названием «Эль Христианс». Мы летели в отпуск из Монтевидео в Сантьяго-де-Чили, но, к сожалению, так и не долетели. На скорости 600 км в час мы врезались в вулкан, тот, что находится в центре Андских гор. Самолет разлетелся на тысячи кусков, и мы упали в долину, которая называется Долина слез, на высоте 4400 метров. Нам пришлось жить и выживать 73 дня и 73 ночи, переживая температуру в 30 и 40 градусов ниже нуля, в минус 40, без одежды, без еды. Каждый из нас потерял по 10 килограммов или около того за один день. За одну ночь организм для поддержания температуры в 36,5 градусов переходит в состояние гиперкатаболизма. Сначала сжигается жир, затем мышцы, затем кости. Это как воздушный шарик, который сдувается. Другими словами, поскольку мы не умерли, мы продолжали жить, то тело по-прежнему сжигало калории, пытаясь поднять температуру выше 36,5 градусов, потому что ниже 36 наступает гипотермия, и вы умираете. На той высоте не росла трава, не было лишайника, у нас не было еды. Вначале мы пили по крышечке вина, ели по арахису с шоколадом, по маленькому кусочку шоколада. Мы также ели крем, такое женское средство для фиксации волос. Мы все пробовали, и мы были так голодны, что нам пришлось решать между жизнью и смертью. И мы решили, что хотим жить. Мы заключили договор, что мы команда. И мы сказали, что мы готовы пожертвовать телом умершего товарища, чтобы его друзья жили дальше. И когда мы все согласились с этим, мы начали обсуждать, как мы собираемся это сделать.
Чтобы принять решение, сначала вам нужно преодолеть психологические табу, религиозные табу, физиологические табу, а также эмоциональные табу. Поэтому, когда мы были готовы, одно дело сказать, а другое сделать это собственными руками. Тело было заморожено при отрицательных температурах. У нас не было никакого инструмента. Кусочком стекла, кусочком жести или металла от самолета. Сначала нам нужно было попробовать разрезать брюки. И это все равно, что взять барашка, который лежит в морозилке. Это как мраморная статуя. Так что это было очень трудно. Сначала это было очень тяжелым табу. Но к следующему дню мы переступили черту, и это стало естественным для нас. Но есть две вещи, которые я хочу вам сказать. Во-первых, голода не существует. Когда вы не едите, ваш организм начинает переваривать себя. Вы начинаете синтезировать ферменты, протеазу для переваривания белка, липазу для переваривания жира, амилазу для переваривания крахмала. Поэтому то, что вы чувствуете невыносимым, это жажда. Жажда. Мы получали воду из снега. Мы грызли его, и наши десны разрывались. Наши рты, губы разрывались вот так от жевания льда, пока мы не изобрели машину для воды. Жажда была невыносимой. Мы пили воду и сразу же мочились, потому что в ней не было соли. Одна молекула соли — это то, что удерживает 4 молекулы воды. Поэтому мы пили воду и теряли натрий, калий, магний. Цвет мочи был похож на цвет Кока-Колы. И наступало истощение. Мы полностью истощились. Мы оттягивали и оттягивали порог боли, порог мучений, боль безнадежности. Мы пережили просто невероятный ад, который только можно себе представить. Но поскольку у нас не было выбора, нам пришлось смириться с этим. Именно через такие страдания проходят люди, когда сталкиваются с проблемой голода. Представьте себе, 30 тысяч человек умирают от голода каждый день. Существуют факты и статистика, насколько выросла проблема голода. И она выросла невероятно, но это не обязательно должно быть так. Мы можем накормить каждого человека в мире. Такая технология существует. Давайте посмотрим следующее видео. Каждую ночь 811 миллионов человек ложатся спать голодными. И уже 38 стран мира находятся на грани голода. Мы живем во времена нестабильности, пандемий, экономических кризисов, климатических катастроф, военных конфликтов. Они ставят на грань голода еще миллионы людей. А ты уверен, что среди них не окажешься ты? В потребительском формате общества от голода сегодня не застрахован никто. Но это же абсурд. Почему? Давай глянем на технологии, которые уже есть. Одна из них – это вертикальные фермы. Они имеют огромные преимущества перед традиционными, дают в 300 раз больше еды и до 30 урожаев в год. Используют на 95% меньше воды и на 80% меньше земли. Позволяют выращивать разные культуры круглый год, без использования пестицидов. Не зависят от погоды и места расположения и практически не требуют затрат на логистику. Урожай можно собирать даже в Антарктике. Аквапоника позволяет одновременно выращивать рыбу и овощи в одном замкнутом цикле. Отходы жизнедеятельности рыбы удобряют растения, ускоряя их рост на 40%. Экологично и может работать практически безотходно.
не загрязняя водоемы, не использует пестициды и в 10 раз меньше потребляет воды, на площади в 1000 квадратных метров можно собрать такой же урожай, как на 2 гектарах полей и 20 гектарах прудов. Может работать в тропиках или в засушливой пустыне и даже на крыше небоскреба. Человечество уже научилось печатать еду на 3D-принтере, выращивать из клеток мясо рыбы и курицы, и даже еда из воздуха. Это уже не фантастика. Финская компания строит завод для производства муки из воздуха и выиграла первый этап конкурса для обеспечения космических миссий на другие планеты. Мы показали всего лишь несколько технологий, но даже они уже могут решить проблему голода раз и навсегда. Развитие и внедрение таких технологий в инфраструктуру городов повсеместно обеспечит человека едой, независимо от кризисов и катастроф. Сделает процесс выращивания продуктов независимым от климата, погоды, места проживания, плодородности почвы или логистики. В потребительском обществе голод – это перспектива каждого. В созидательном обществе ни один человек ни в одной стране мира не ляжет спать голодным. Мы сами, люди, будем совместно решать, какие открытия внедрять в первую очередь. А открытость и прозрачность информации в созидательном обществе позволит надежно контролировать исполнение наших решений. Мы очень хотим жить в созидательном обществе. А ты? Друзья, как вы видите, информацию, которую вы сегодня услышали, жизненно важна для каждого из нас. Если вы понимаете важность этой информации, поделитесь своими мыслями в интернете и отправьте нам обратную связь на сайт creativesociety.com, потому что только мы сами своим участием сможем решить наши проблемы. И как вы видите, что с каждым годом увеличивается количество международных организаций, которые борются с голодом. При этом количество голодающих тоже растет из года в год. Возникает логический вопрос: так куда же уходят деньги и почему эти проблемы не решаются? Хотя технологии, как мы видим, у нас уже есть. Давайте посмотрим, как работают благотворительные организации. Возможно, ты думаешь, что с тобой этого никогда не случится, а тем людям оказали всю необходимую помощь, и они сейчас в безопасности. И действительно, на сегодняшний день существует огромное количество организаций и фондов, призванных помогать людям. Крупнейшая из них, Организация Объединенных Наций, позиционирует себя как гарант мира и безопасности человечества. На протяжении десятилетий с высоких трибун мы слышим красивые лозунги и обещания. Если послушать эти громкие заявления, может показаться, что еще чуть-чуть, и мы решим все наши проблемы. В мире не останется нищих, голодных, прекратятся войны, и все мы будем жить хорошо. Ведь под эгидой ООН работает более 100 международных организаций, созданных для того, чтобы решать мировые проблемы. На каждую новую проблему создается новая организация. Ежегодно государства-члены ООН платят огромные суммы взносов в эти организации. По факту это деньги из наших карманов. Это те налоги, которые мы платим государству. За период с 2010 по 2020 год, по официальным данным, только 44 организации ООН собрали 540,4 миллиарда долларов. Взносы в организацию ООН за 10 лет выросли на 58%. Но давайте посмотрим, каких результатов мы достигли за этот период времени. Наибольшее количество денег направляется сегодня на решение проблем голода. Основными организациями ООН, которые призваны решить эту проблему, являются Всемирная продовольственная программа и Продовольственная и сельскохозяйственная организация.
За последние 10 лет ими собрано 79,8 миллиардов долларов. По текущим оценкам в мире голодает почти 690 миллионов человек, и 750 миллионов человек страдают от острой нехватки продовольствия. Сама продовольственная и сельскохозяйственная организация прогнозирует еще больший рост голода до 2030 года. 841 миллион человек. Поэтому Всемирная продовольственная программа планирует потребности финансирования на 2022 год уже в 13,9 миллиардов долларов США. То есть они говорят, что голодных будет больше, поэтому им нужно больше денег. Возникает закономерный вопрос. Как получается, что при постоянно растущем финансировании сама проблема становится только острее? Давайте посмотрим на еще одну проблему – проблему беженцев. За последние 10 лет количество беженцев выросло в 2 раза. И в 2020 году составило 82,4 миллиона человек. Проблемами беженцев занимается Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. За последние 10 лет финансирование этой организации выросло на 56%, достигнув в 2020 году 4,8 миллиардов долларов. Давайте посмотрим, какую помощь они предоставляют людям. Одно из направлений помощи беженцам – это обеспечение жильем. На своем сайте они заявляют: «Основная часть нашей миссии по защите заключается в том, чтобы гарантировать доступ к надлежащему убежищу в чрезвычайных гуманитарных ситуациях. Мы предоставляем палатки, раздаем пластиковую пленку и разрабатываем стратегии, инструменты и рекомендации в чрезвычайных ситуациях, а также оказываем неотложную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. В холодные ночи или в жаркие дни наша помощь может оказаться решающим фактором между жизнью и смертью». В экстренной ситуации брезентовые палатки – это адекватная краткосрочная мера. Но люди живут в таких палаточных лагерях годами, в нечеловеческих условиях, без надежды на будущее. Из-за отсутствия даже элементарных условий санитарии люди умирают от инфекционных заболеваний. Кому выгодно, чтобы проблема не решалась? Пока есть проблема, есть финансирование. А если проблема решится, то не будет финансирования, а значит и самих организаций. Пока есть финансовый интерес, пока на этом кто-то зарабатывает, проблему никто решать не будет. Сама ООН по своей структуре очень напоминает транснациональную корпорацию. Есть головная компания, которая координирует и управляет деятельностью других своих компаний, но каждый бренд является отдельной бизнес-структурой. В 2020 году на содержание бюрократического аппарата ООН было потрачено более 3,7 миллиардов долларов. На зарплаты сотрудникам и директорам, медицинские страховки, отпуск, перелеты бизнес-классом и прочие расходы. Только на реновацию Дворца наций в Швейцарии, где расположена штаб-квартира ООН, запланировано 871 миллион долларов. На эти деньги можно было бы построить с применением технологии 3D-печати 174 тысячи домов. Скольким семьям беженцев могло бы помочь это жилье? Но, увы, строительство домов для нуждающихся не входит в приоритет их помощи. Что мы имеем в итоге? Многочисленные организации, на которые мы возложили ответственность решать серьезные проблемы человечества, при ближайшем рассмотрении оказались просто бизнес-структурами. Становится очевидно, что есть прямая заинтересованность в нарастании и усугублении проблем. Другими словами, кому-то выгодно, чтобы люди голодали, выживали и воевали друг с другом. И в этом весь цинизм потребительского формата общества. Создание видимости решения проблем без реальной цели ее искоренить – это принцип потребительского формата. При таких условиях это равносильно анестезии при смертельной болезни. И даже закрытие или реформирование каких-либо организаций или увольнение отдельных лиц не спасет ситуацию. Ведь на их место придут новые и будут делать то же самое – зарабатывать на наших жизнях.
Сегодня из-за нашей молчаливой поддержки потребительского формата мы все находимся на краю пропасти. Стремительное нарастание всех кризисов вскоре приведет к тому, что мы все, без исключений, окажемся в катастрофическом положении. Какую помощь мы получим? Кусок брезента для укрытия и пару бутылок с водой? Информация, раскрытая в видео, которое мы только что посмотрели, может оказаться новой для многих, и она сама по себе уже шокирует. Но это только вершина айсберга. Эта организация не альтруистическая группа добровольцев с благородными идеями, а бизнес с постоянно растущим бюджетом и соответствующим фондом заработной платы, а также методами финансирования, которые больше похожи на рэкет на государственном масштабе. Мы платим налоги государству, а наши правительства делают огромные взносы в эти организации. В конечном итоге мы уже обложены налогами этих организаций, однако они все еще требуют большего. Рекламные щиты, письма, рекламные кампании в интернете — все это для того делается, чтобы вы чувствовали себя виноватыми и ответственными, готовыми пожертвовать таким благотворительным в кавычках организациям, которые продают вам свои байки. Это очень эффективная стратегия с их стороны, поскольку сочетание страха и чувства вины является самым мощным мотиватором, чтобы заставить людей открыть свои кошельки, думая, что они помогут кому-то нуждающемуся. Одно уже должно быть совершенно очевидно. Эта схема перестанет работать, если проблема исчезнет. И здесь кроется фундаментальный конфликт интересов. Нет проблемы — нет денег. Меньше проблем — меньше денег. Неудивительно, что мы так и не решили ни одной проблемы, а лишь увеличили их количество. Давайте будем честны. В этом потребительском формате общества мы слишком привыкли перекладывать ответственность на кого-то другого. Какое облегчение знать, что так много влиятельных организаций взяли на себя ответственность бороться с голодом и нищетой в мире, предотвращать войны, изменение климата. Мы были так рады вычеркнуть их из списка наших дел, что не подвергали сомнению ни методы, ни результаты, не проверяли общедоступные финансовые отчеты. Вместо этого мы делали то, что от нас ожидают, соглашались и отводили глаза. Мы живем в такие времена, когда, если продолжать делать все по-прежнему, это приведет не только тех, кто находится на грани голодной смерти, но и всех людей, всех нас к верной гибели. Выбор за нами. Продолжать отводить глаза в сторону или выбрать построение созидательного общества, где человеческая жизнь является наивысшей ценностью, где ценна жизнь каждого человека. Принять решение, направить весь человеческий потенциал и все финансовые средства, чтобы действительно решать проблемы в корне, раз и навсегда. Учитывая совокупные доходы на финансирование организации и снижение выбросов СО2, проблема заключается не в отсутствии денег, а в отсутствии ответственности за наши собственные жизни. Теперь, в продолжение этой темы, давайте послушаем нашего дорогого друга, одного из самых известных в мире бизнес-консультантов и лучших коммуникаторов, доктора Ицхака Адизеса. Те, кто верит в жизнь человека, разбросаны и отделены друг от друга. Существуют тысячи некоммерческих и благотворительных организаций, но каждая работает сама по себе в рамках какой-то определенной цели. Одни заботятся о детях, подвергшихся жестокому обращению, другие — о женщинах, ставшими жертвами насилия, третьи заботятся об онкобольных, еще кто-то заботится о чем-то другом. Тысячи, миллионы благотворительных организаций работают каждая сама по себе. Так мы никогда не победим.
У нас нет шансов. Друзья, в Санта-Барбаре, где я живу, работают 900 благотворительных организаций. Но они друг с другом не коммуницируют. Если мы возьмем по всему миру все благотворительные организации, все социально ориентированные организации, то сколько всего в них входит людей? Возможно, около миллиарда человек. А знаете, сколько у них денег? Больше миллиарда, миллиарды долларов. Но эти организации не объединены. Если мы соберем их вместе и выработаем общую стратегию того, как мы собираемся изменить мир бизнеса, мы сможем это сделать. Мы сможем это сделать. Потому что расскажу вам кое-что из своего опыта. В мире бизнеса я работаю с генеральными директорами компаний по всему миру. Они неплохие люди. Они действительно обеспокоены происходящим так же, как и мы с вами. Они обеспокоены тем, что их дети очень скоро не смогут играть на улице, в поле, в парке, потому что солнце будет наносить им вред и провоцировать рак. Мы больше не защищены. Что они больше не будут знать названий цветов и животных. Ведь дети весь день будут сидеть дома и играть в компьютерные игры. Они не смогут выйти на улицу из-за преступности и потому что от солнца у них будет рак. Они не смогут нормально дышать. Конечно, эти люди обеспокоены. Каждый из моих клиентов, руководителей компаний, обеспокоен. Так почему же все так? Сама система заставляет их это делать. У них нет выбора. Если вы генеральный директор и не получаете прибыль, которую по прогнозам фондового рынка вы получать должны, ваши владельцы попросту продадут акции. Акции вашей компании упадут, а вас уволят. У них нет выбора. Система взяла верх, и все мы — жертвы системы. Мы не злодеи, мы — жертвы. Что нам нужно сделать, так это изменить систему. Но для того, чтобы изменить систему, мы должны быть политически сильны. Систему не изменишь, пока не станешь политически влиятельным, потому что политики ориентируются на голоса. Сколько голосов я получу? Нам нужно собрать миллиард людей, чтобы все сказали: мы все будем голосовать за тех политиков, которые верят в то, во что верим мы, и которые изменят систему. Если мы не изменим систему, ничего не выйдет. Но для того, чтобы изменить систему, нам нужно привлечь политиков на свою сторону. Чтобы привлечь политиков на нашу сторону, нам нужен электорат. Чтобы у нас был электорат, мы должны объединиться. Но люди не понимают. Они заботятся о женщинах, о детях, жертвах насилия и так далее. Это все хорошо. Но знаете что? Это не изменит мир. Все будет становиться только хуже, хуже и хуже. Демократия больше не работает. Вы думаете, у нас в Америке есть демократия? Не обманывайте себя. Мир бизнеса управляет всем с помощью лоббирования. Мы просто играем в игры. Мир становится слишком сложным, чтобы демократия работала. Диктатура тоже не работает. Нам нужна новая система. Вот, все стремятся изменить мир, но ничего не происходит. Ну, разве что мы жгем шины, когда устраиваем демонстрации. Это не поможет. Что нам нужно, так это организоваться. Через эту платформу нам нужно, чтобы люди сказали: да, у нас есть филиал Созидательного общества в Америке, филиал в Санта-Барбаре, в Нью-Йорке и Киеве. А теперь давайте начнем работать в унисон. Я рад, что Созидательное общество, которое, на мой взгляд, по сути является конструктивным обществом, ставит перед собой цель сделать это в будущем. Я благословляю вас и рад, что вы действуете. Большое спасибо.
Спасибо, доктор Адизес. Ваши наблюдения совершенно верны. Наличие стольких организаций, которые борются за одно и то же дело, но каждая сама по себе, напоминает бойцов сопротивления, сражающихся с одним и тем же врагом, но по отдельности и в разных местах. Добьются ли они успеха? Конечно, нет. Они победят только если объединятся, если сплотят силы. Но пока этого не произошло, враг продолжает полномасштабную атаку. Исторически смертоносный торнадо в Кентукки в 2021 году показал, насколько мы беспомощны перед его яростной силой и мощью, насколько мы уязвимы, когда разрознены. Давайте посмотрим видео. Вечером 10 декабря и ночью 11 декабря на территории 8 штатов на Среднем Западе США прошли более 50 торнадо. Это была целая серия мощных торнадо. Свирепый вихрь поднимал обломки разрушенных им зданий на высоту свыше 9 километров, а протяженность его по поверхности Земли, по первым оценкам, составляет почти 400 километров. Это рекорд за всю историю наблюдений в США. Наиболее сильно пострадал Кентукки, где торнадо оказался сильнейшим в истории штата. И мне так ее не хватает. Я вернулся вчера вечером, но они кричали и... Многие люди сегодня потеряли своих близких. Я ищу свою жену среди обломков. Повсюду были люди, много детей, люди с рваными ранами, переломами костей. Они продолжали поступать. Мы распределяли пострадавших по разным отделениям больницы для установления очередности. Мы буквально на ходу зашивали людей. Обычно мы готовим таких пациентов к операции в отделении экстренной помощи. Это было какое-то безумие. Все звуки, которые я слышал, напоминали зону военных действий. Люди рыдали и звали на помощь. Я держала их, одного в этой руке, а другого в этой. Я не могла посмотреть на своего 3-летнего сына, потому что не могла повернуть лицо в ту сторону, но я видела младенца. Он все плакал и плакал, а потом просто перестал. И в тот момент я подумала, что он умер. Но погиб не он. Мой 3-летний сын все это время молчал, и я его совсем не слышала. Эти образы. Прошлой ночью я был в доме своей дочери. Пытался заснуть. Но не мог. Потому что все еще слышал сирены и людей, молящих о помощи. И образ той женщины с ребенком на руках, мертвым, знаете. Снаружи все было так спокойно. Я имею в виду буквально, можно было услышать, как падает булавка. Ни ветра, ничего. И вдруг издалека послышался звук, похожий на звук поезда. Все начало... Налетел ветер, и раздался такой звук, как в этой тишине, как будто сбросили бомбу. На небе было видно темное, воронкообразное облако. И я кричала своим детям: «Спускайтесь, спускайтесь, спускайтесь!» Вдруг такое давление в ушах, а затем я услышала, как в моем доме вылетают окна. Дом начало трясти, а я думала: «О Боже!» Я даже не знала, выживем ли мы. Я не думаю, что кто-то был готов. Многие люди, с которыми я общалась, говорили, что они не были готовы. Я не думаю, что город был готов. Я не думаю, что люди, которые потеряли свои дома, они уж точно не были к такому готовы. Я бы никогда не подумала, что это случится со мной. Никто никогда не задумывается, что с ним это может случиться. Никто не был готов к этому. Но по какой причине? Торнадо сформировался еще в 10 утра на побережье и начал свое движение вглубь континента.
И с определенного момента была понятна его траектория. Почему не началась эвакуация людей? Город Мейфилд пострадал больше других. Он превратился в горы обломков. Одна из страшных трагедий — это история свечного завода. Даже получив сигнал о приближении торнадо, завод продолжал работать. Людям просто не дали уйти домой. А 10 декабря я была на свечном заводе. И это чудовищно огромное здание превратилось в плоскую груду обломков, на которую можно было просто вскарабкаться. Внутри были люди, до которых мы пытались добраться. И, конечно, если мы проходили в определенных местах, они кричали: «Из-за вас крыша обрушивается еще больше. Из-за вас на нас больше проседает потолок». Поэтому ступать нужно было внимательно и осторожно. Кроме того, нужно было следить. Люди, которые работали с кранами, должны были следить за тем, что когда они поднимали металлические конструкции в одном месте, пытаясь кого-то вытащить, иногда это создавало нагрузку на людей на другом участке, в маленьком пространстве, где они пытались выжить. То есть это оказывало на них давление и заставляло их кричать, чтобы мы остановились. И весь этот опыт был очень болезненным и истощал эмоционально. Я закрыла глаза, и передо мной стояли картины вопящих и кричащих о помощи людей. Так что я не в порядке вообще. Это ломает человека, когда ты видишь, что никому не можешь помочь. Ты лишь пытаешься хотя бы как-то выбраться сама. И были люди, которым пришлось делать ампутации в результате произошедших событий. А люди, которых доставали из-под обломков со сломанными костями и искалеченными, изуродованными телами, их крики — это то, что я никогда не забуду. Климат. Этот страшный враг убивает нас. Его сила огромна. Его атаки непредсказуемы. И это только начало, в то время как мы не готовы защищаться. Скажите, нас устраивает, что все, что мы делаем, это разбираем завалы на поле боя и ходим друг по другу. Климат приходит, когда захочет, и забирает все, что захочет. Он забирает нас. Наша с вами жизнь в потребительском обществе не ценится. В первую неделю после того, как это случилось, я была в поисковой группе. Мы искали маленькую девочку, которая дружила с моей дочерью. Я знала ее семью. И вся ее семья погибла в торнадо. Все 7. Дети, бабушка, мать, отец, все погибли. И после торнадо нашли всех, кроме нее. Поэтому в течение нескольких дней после того, как прошел торнадо, я и мои дети отправлялись на ее поиски. Мы начали с того места, где она жила. И мы долго ходили, передвигали вещи, разгребали завалы. На следующий день после торнадо мы все еще находили тела, то есть тела людей. И когда мы нашли маленькую девочку, ее тело было буквально обмотано вокруг дерева. И я думаю, что это было одним из самых тяжелых переживаний, которые когда-либо приходилось испытывать человеку. Когда буквально ты ищешь кого-то и молишь Бога о том, чтобы вы нашли человека живым, но потом вы находите его, а он обмотан вокруг дерева. Вся площадь, весь этот город был разрушен до основания так, что это невозможно выразить словами. Люди ходят вокруг, пытаясь найти безопасное место, окровавленное.
Мой муж воевал в Ираке, и поэтому он повидал много разрушений. И он согласился, что ощущение было такое, будто он находился в зоне боевых действий. Эта катастрофа превзошла все, что можно было себе представить. И боль почти достигла предела, который может вынести в своей душе человек, если он человек. Это печально. Это душераздирающе. Я просто хотела рассказать и объяснить, как больно это видеть. И видеть, насколько люди в растерянности. Простите, иногда я вспоминаю о ком-то, и мне становится немного тяжело. Прошу прощения. А сейчас мы, вероятно, больше в состоянии негодования, потому что люди хотят знать, где ФИМА, где Красный Крест, где их помощь, как мне получить деньги. И вот я сижу тут и все время в новостях вижу, как все эти деньги идут в Красный Крест, United Way, ФИМА. Но куда, извините за мою речь, куда, черт возьми, они деваются? Мы не видим их. Мы не видим ничего из этих денег. А потом вам скажут, как мне сообщили ФИМА. Что ж, все, что мы можем вам предложить, это взять у нас кредит. Ну и что я буду делать с кредитом под высокий процент? И вот не зная, что тебе делать, ты надеешься, что правительство заступится и поможет тебе. Нет, это не так. Они не помогут. Они не помогут. Они будут помогать только тем людям, которых они сами выбирают и с которыми делают показательные фото. Вот тем людям они помогают. Помогать всем никто и не собирался. Только около 5% людей из 100% получили хоть какую-то помощь после торнадо. Остальные 95% из нас, мы не знаем, что нам дальше делать. Когда корреспондентов отозвали из города, и большая, пожалуй, можно сказать, шумиха по поводу торнадо улеглась, тогда об этих людях в определенном смысле забывают. Простите, я знаю, что перегружаю вас информацией, но это очень много, это чересчур, это больше, чем может выдержать психика, если вы находитесь в эпицентре этих событий. Это правда. Многие, кого я знаю, сейчас проходят очень трудные времена. Я хочу, чтобы люди по всему миру знали, климат не давал вам привилегий. Вы не защищены каким-то пузырем, что это не может с вами случиться, потому что может. Причем в любой момент, в любое время. И становится только хуже. Судя по тому, что я вижу в ситуации с изменением климата, становится хуже. Намного хуже. А правительству все равно. Их не волнует, сколько жизней будет потеряно, сколько домов будет утрачено и сколько людей погибнет. Им все равно. И это мое личное мнение, основанное на том, через что я прошла здесь за последний месяц. Наша с вами жизнь в потребительском обществе не ценится. А как иначе объяснить то, что для сильных мира сего важнее, как они украсили дом на праздники? В соцсетях они пишут огромные посты про это, а про смерти людей они порой одной строчкой отделываются. Но наши жизни — это не строчки в соцсетях. Катаклизмы нарастают. Посмотрите, насколько все усугубилось за последние несколько лет. Даже дурак может посчитать эту прогрессию. Человеческие жертвы будут увеличиваться в сотни, в тысячи раз. Мы сами увидим, как наши дети не станут взрослыми. Мы этого хотим. Нам пора действовать. And as us people,
И нам, людям, нужно объединиться и позаботиться о том, чтобы правительство делало то, что должно делать. Неважно, в какой стране ты находишься. И если мы не объединимся и не остановим все разногласия и ненависть, и не перестанем уделять внимание ненужному, тогда мы никогда не сможем изменить ситуацию. Перемены происходят тогда, когда люди объединяются. Вот как происходят перемены. По-моему, мы все должны хотеть лучшего для будущих поколений. Но это начинается с нас. Все начинается с нас. И слишком много людей сейчас так обеспокоены. Я, мне. Синдром эгоиста. И чувствуют себя вправе не думать о будущих поколениях, тех людях, которые придут после них. И это печально. Это очень печально. Потому что я хочу знать, что когда Бог заберет меня с этой планеты, то у моих детей или внуков, которым суждено прийти сюда, будет лучшая жизнь, лучшее пространство, лучшее место для жизни. И пока между нами не будет той любви и того единства, мы ничего не сможем сделать. Вот что людям нужно сделать. Нужно начать смотреть на своего соседа или на своего друга по-новому и говорить по-новому. Сказать: «Мой друг, я люблю тебя. Ты важен для меня. Я хочу, чтобы твоя жизнь была лучше. Я хочу, чтобы завтрашний день для тебя стал лучше». Вместо того, чтобы переживать за других и волноваться, что они проходят через все это, лучше позаботьтесь об этих людях. Подарите им свою любовь. Доброта бесплатная. За доброту не нужно платить. Доброта денег не стоит. Хочу сказать, что наша Земля постоянно меняется. Если вы даже на мгновение поверите, независимо от того, где вы живете, что стихийное бедствие вам не грозит, вы лжете себе, вы лжете своей семье. Это неправда. Многие страны, включая ту, где я сейчас нахожусь, расположены на линиях разломов земной коры. В любой момент у нас может произойти землетрясение, которое может разрушить весь населенный пункт, а половина его уйдет под землю. Теперь мы точно знаем, что у нас снова могут произойти такие торнадо, как этот. Даже если это просто сильный ветер, люди не понимают, насколько сильным может становиться ветер. И если вы не воспользуетесь имеющимися опытом и тем, что мы еще узнаем, если не примените это в своей жизни, то будьте готовы к тому, что однажды вам придется столкнуться с потерей. И тогда вы подумаете: а ведь я мог что-то сделать. Нужно узнавать больше о Земле. Нужно узнавать больше о климате. Нужно узнать, что вы можете сделать, чтобы помочь, как вы можете проявить себя и какие разумные действия совершить, чтобы действовать на упреждение. Сколько еще бед должно произойти, чтобы мы наконец поняли, что нужно объединяться, что нужно строить созидательное общество. Декабрь 2021 года навсегда останется в памяти многих американцев. Это огромная трагедия для штата Кентукки и для всей нашей нации. Мое сердце разрывается от боли за каждого пострадавшего человека. Мне больно. Больно, что кто-то потерял ребенка или всю семью, своих любимых людей. Каждый из них хотел жить и быть счастливым. Но, к сожалению, даже в такой экономической развитой стране, как США,
Люди остались брошены один на один со своей бедой. Скажите, мы можем называть цивилизованным общество, в котором такое возможно? Что это за общество, в котором о трагедии, унесшей жизни людей, забывают сразу, как только о ней перестают говорить в СМИ, где интересы бизнеса, экономики и политики ставятся выше безопасности людей, выше человеческой жизни? Что вообще может быть ценнее жизни? Потребительский формат бессердечен. Он делает нас настолько черствыми, что наша реакция на горе людей становится «так им и надо». Люди погибли, потеряли все. Но есть те, кто говорят «так им и надо, этим американцам». Сегодня миллиарды людей ненавидят Америку. Ненавидят простой американский народ. Мы знаем это и понимаем, почему так происходит. Но мы, американцы, это прекрасные и замечательные люди, такие же, как и вы. Все американцы, все 332 миллиона, хорошие люди, за исключением всего лишь нескольких сволочей, из-за которых и ненавидят всех нас. Все люди в мире прекрасны, а эти несколько негодяев есть в любой стране, по всему миру. Это те, кто пировали и продолжают пировать на наших гробах. Хозяева наших карманов и жизней. Но это ведь мы допустили, что кто-то, вдумайтесь, имеет власть над нашей жизнью. Кто-то распоряжается жить нам или умереть. А мы, простые американцы, мы любим людей. Да, нам промывают мозги и заставляют ненавидеть. Нам навязывают внешнего врага. Но, друзья мои, это манипуляция. Если это убрать, то вы увидите, насколько мы прекрасны. Вы увидите, что мы способны любить, дарить жизнь, созидать, а не разрушать. И вы поймете, что мы хотим именно этого. Нами манипулируют так же, как и вами. К сожалению, из-за горстки негодяев, которые запутались и забыли, что они люди, сейчас нас, американцев, ненавидят миллиарды людей. А у нас, в США, одна половина страны ненавидит вторую. Нас разделили внутри нашей же страны. Хотя мы, американцы, единый народ, нас искусственно разделяют и заставляют ненавидеть друг друга, так же, как и вас заставляют ненавидеть нас. И чтобы это прекратилось, эти миллиарды хороших людей должны просто объединиться между собой. Мы должны изменить наши отношения друг к другу. Мы должны понять,
что мы друг другу не враги. Мы должны пойти против климата так же, как мы сейчас идем на войну друг с другом. Мы должны понять, что климат — это наш единственный враг, и что выстоять мы сможем, только объединившись. Я верю и знаю, что все изменится. Я верю в прекрасное будущее Америки и прекрасное будущее всего мира. Я верю в американцев, верю во все человечество. Да, Лесли, мы все хорошие люди. Именно поэтому все мы собрались здесь сегодня, чтобы посмотреть друг другу в глаза и увидеть правду, увидеть, что становится возможным, когда мы верим в человечество. К сожалению, как вы сказали, нас разделили. И это хорошо видно по привычкам и приоритетам расходования на нашей планете денежных средств. Например, знаете ли вы, что потребительское общество, в котором мы сейчас живем, ежегодно нам обходится более чем в 14 триллионов долларов, направляемых на конфликты? Эта информация взята из доклада Института экономики и мира под названием «Экономическая стоимость мира 2021». Только подумайте. 14 триллионов долларов в год идут на глобальное насилие и конфликты. Сюда входят войны, терроризм, домашнее насилие, рабство, стоимость преступлений для бизнеса, расходы на спецслужбы, расходы на инициирование, восстановление и последствия насилия против человечества. А сколько это 14 триллионов долларов? Ну, если сложить 1 триллион 100 долларовыми купюрами друг на друга, то получится стопка высотой в 631 милю или 1015 километров. Это в 2,5 раза больше, чем высота орбиты Международной космической станции. А теперь умножьте это на 14. Получается, что если цепочкой из аккуратно выложенных 100 долларовых купюр обернуть нашу планету, то все равно будет меньше 14 триллионов. Это огромные деньги, которые уплывают из наших карманов на то, что никому из нас не нужно. Разве это справедливо? При глобальном долге в 226 триллионов долларов. Какой для нас, для всех прок в ежегодном расходовании 14 триллионов долларов на убийство друг друга? Разве мы сумасшедшие? У нас нет другого выбора, кроме как построить мирное общество в формате созидательного общества, где человеческая жизнь является главным приоритетом. Даже за пару триллионов мы можем проинформировать весь мир о созидательном обществе за считанные часы. За несколько недель мы можем решить все социальные проблемы, включая нехватку продуктов питания и воды, обеспечить жильем, наладить здравоохранение, логистику, противодействовать изменению климата, а также развивать науку и исследования на пользу всему человечеству. Самое приятное, что ваша жизнь значительно улучшится. Вы будете довольны, счастливы, полностью обеспечены, и впереди у вас будет светлое будущее. Так как же нам перейти к формату созидательного общества по всему миру? Легко. Сейчас самое время поделиться этой информацией со всеми, кого вы знаете, чтобы они могли сами решить, прозябать в обществе потребления или процветать в созидательном обществе. Поделитесь ссылками на эту прямую трансляцию прямо сейчас. США.
Декабрь 2021 год. Катастрофический торнадо прошел по 10 штатам. Разрушено 15 тысяч зданий и домов-прицепов. Материальный ущерб составил не менее 3,5 миллиардов долларов. Многие были предупреждены о торнадо за 5 минут до катастрофы. Филиппины. Декабрь 2021 год. Вместо ожидаемого легкого шторма пришел ураган 5-й категории. Тайфун Рай затронул 10 миллионов 800 тысяч человек в 11 регионах. Более 2 миллионов домов были повреждены. 427 тысяч были полностью разрушены. 3 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Материальный ущерб составил более 420 миллионов долларов. Гаити. Август 2021 год. Землетрясение силой 7,2 балла. Пострадало 690 тысяч человек. Более 137 тысяч домов были разрушены или повреждены. Ущерб инфраструктуре составил около 2 миллиардов долларов. Малайзия. Декабрь 2021 год. На 11 штатов обрушились сильнейшие наводнения. Более 125 тысяч человек были эвакуированы из своих домов. Общие финансовые потери составили почти 1,5 миллиарда долларов США. Национальный совет по управлению стихийными бедствиями Индонезии зарегистрировал в 2021 году 5402 стихийных бедствия. Климатические катастрофы происходят в этом регионе каждый день, что делает эту территорию непригодной для жизни людей. В такой же ситуации находятся сейчас все страны Тихоокеанского огненного кольца. За последние 10 лет ущерб от климатических катастроф составил почти 3 триллиона долларов. 220 миллионов человек за этот же период стали климатическими беженцами. С 2010 года ежегодно вынуждены перемещаться из-за климатических бедствий в среднем 21,5 миллиона человек. В 2020 году только по официальным данным число климатических беженцев достигло 30,5 миллионов. Мы, жители этой планеты, находимся сейчас в опаснейшей ситуации. За сутки стихия равняет с Землей целые регионы. На восстановление этих регионов понадобятся годы, которых у нас просто нет, потому что приходит новая катастрофа. Что мы делаем, чтобы не допустить смерти людей, разрушения их домов во время катаклизмов, гибели от голода и отсутствия нормальных условий жизни после жутких разрушений? Что мы делаем, чтобы это предотвратить? Что мы делаем для того, чтобы весь наш мир не погрузился в этот хаос? За последние 10 лет на борьбу с климатом было потрачено более 5 триллионов долларов. Это так называемое климатическое финансирование. 5 триллионов долларов. Но люди до сих пор страдают и погибают от климатических бедствий. И как мы видим, суммы на климатическое финансирование растут с каждым годом. На что были потрачены эти огромные суммы? 94% этих денег, то есть 4,9 триллиона долларов, было потрачено на уменьшение выбросов парниковых газов. В климатическом финансировании это называется mitigation. То есть мы как бы боремся с климатом, мы тратим почти 5 триллионов долларов на развитие бизнеса, который якобы поможет сократить выбросы СО2. Приверженцы теории антропогенного влияния на климат очень активно убеждают нас в том, что уменьшение выбросов СО2, может быть, остановит стремительное изменение климата и спасет планету. Эта теория привела к серьезным экономическим, политическим и финансовым ограничениям для всего мира. Правительства многих стран стремятся выполнить директивы по сокращению выбросов СО2 и развитию зеленой энергетики, даже если это им невыгодно. Основная доля климатического финансирования была направлена как раз на возобновляемые источники энергии, в основном на солнечные и ветряные электростанции.
На это было потрачено 3,4 триллиона долларов. Но реально ли это помогло стабилизировать климат? Как мы видим, нет. Количество катаклизмов продолжает расти с угрожающей скоростью. Таким образом, эти средства не решают эту проблему. Что же они делают? Возможно, они таки помогли уменьшить рост СО2. Оказывается, нет. СО2 также растет. Так что получается? Мы уже потратили 5 триллионов долларов в никуда. Более того, складывается впечатление, что чем больше денег вкладывается в этот бизнес, тем больше растут выбросы СО2. Ну и тем более, эти бизнес-инвестиции никак не повлияли на реальную климатическую ситуацию. Она продолжает усугубляться. Хорошо, но ведь у нас есть еще 6% от климатического финансирования. Возможно, они направлены на реальную помощь людям. Давайте посмотрим. Эти средства были потрачены на так называемую адаптацию, то есть на приспособление к уже случившимся катаклизмам, либо к ожидаемым их последствиям. Адаптация предусматривает, например, улучшение растениеводства в засушливых районах, инфраструктуру, устойчивую к климатическим изменениям, доступ к источникам воды, системы раннего предупреждения о климатических бедствиях. Да, это определенно важно. Но сколько же тратится на то, чтобы предупредить нас и обезопасить в случае катаклизмов? Всего лишь 1% от глобального климатического финансирования направлено на то, чтобы мы узнали об опасности заранее. Ощутили ли люди в США, на Филиппинах, Гаити или в Малайзии эти меры адаптации? Предупредили ли их о предстоящих катаклизмах? Наш мир не готов к стремительному нарастанию климатических катастроф. Не только в развивающихся странах, но даже в развитых странах, таких как Германия и США, нет эффективных систем предупреждения. При возрастающем объеме климатического финансирования стабилизации климата не видно, зато видно, как растут бизнесы и увеличиваются прибыли. Все больше стран сталкивается лицом к лицу с ужасными катастрофами. И моя страна не исключение. Что же обычно происходит в этом случае? Дома разрушены. Выжившие люди с ужасом смотрят на то, что когда-то было их домом. Да, приезжают спасатели, люди разгребают завалы, пытаются найти выживших. Приезжает первая гуманитарная помощь. Да, на первое время определенные механизмы работают. Люди пытаются помочь. Но что происходит дальше? Кто возмещает людям дома и все, что они потеряли? Кто помогает им погасить кредит за дом, которого уже нет? На какую помощь они могут рассчитывать через полгода, год? Штату Кентукки было выделено более 40 миллионов долларов. Люди, с которыми я разговаривала, спрашивают: ну и где эти деньги? Куда пошли эти деньги? Они были даны для Кентукки, чтобы помочь нам. Но мы не видим этой помощи. Мы ее не видим. Но сейчас все, что было оплачено за ремонт моего дома, было оплачено из моего кармана. Мне пришлось взять небольшой кредит, потому что крыша моего дома была очень повреждена. А в ФИМА мне сообщили: что ж, все, что мы можем вам предложить, это взять у нас кредит. Да не нужен мне кредит. А что насчет всех тех денег, которые были направлены в ФИМА для помощи нам? Мы их не видим. Все, с кем я разговаривала, говорили одно и то же. Мне предложили кредит под высокий процент. А как же помощь, которую мы, по идее, должны были получить? Примерно 5% людей из 100 получили хоть какую-то помощь после торнадо. Остальные 95% из нас. Не знаю, что мы будем делать. Так происходит не только с людьми, но и с целыми странами. В 2019 году
Мозамбик был опустошен циклоном Идаи. Ущерб составил около половины национального бюджета страны. Страна запросила помощь в размере 620 миллионов долларов, но было собрано менее половины этой суммы. В результате Мозамбик был вынужден взять кредит МВФ в размере 118 миллионов долларов, чтобы начать восстановление. И где же эти 5 триллионов? Ведь эти деньги из наших с вами карманов. Вот где они действительно нужны. При временном расселении людей, восстановлении домов, инфраструктуры, возмещении того, что люди потеряли. Но, увы, климатическое финансирование этого не предусматривает. Странам приходится самостоятельно решать свои проблемы с разрушенной инфраструктурой, безработицей, отсутствием жилья и средств существования у людей. Мало того, они еще вынуждены платить проценты по кредитам, которые взяли на восстановление после климатических бедствий. Никто не будет бесплатно отстраивать их дома. Люди остаются нищими и незащищенными, без денег, без жилья, без будущего. Можете представить, как выглядит жизнь людей через 2-3 месяца после случившегося катаклизма? Весь мир уже просто забыл об этой стране и об этих людях. Какова их судьба? Чем эти люди живут сейчас? Больше никому не интересно. Хотел бы ты, чтобы о тебе забыли и оставили один на один с бедой в тот момент, когда ты остро нуждаешься в помощи? Должно ли это удивлять нас? Увы, в нашем потребительском формате никому нет дела до моей жизни, твоей жизни или жизни других людей. Нормально даже наживаться на людях, которые оказались в опасной для их жизни ситуации. По всему миру число катаклизмов постоянно увеличивается. Все больше и больше людей страдают от климатических катастроф. Выжившие теряют своих родных, свои дома и все, что у них было. Тем временем с высоких трибун нам рассказывают, что к 2030 году климатическое финансирование нужно увеличить до 4,4 триллионов долларов в год, то есть в 6 раз. А к 2040 году до 6 триллионов долларов в год, то есть уже 10 раз. И в их теории это, возможно, приведет к каким-либо видимым изменениям только после 2040 года. То есть инвестиции в общей сложности более 90 триллионов долларов за 20 лет, а это размер почти всей мировой экономики, за 2021 год, может, дадут результат, а может и нет. Но мы-то уже знаем, что ни цента из этих денег не пойдет на реальную помощь людям. То есть до 2040 года нам предлагают 20 лет сидеть и смотреть, как погибают наши дети, пока мы сами не умрем под завалами. Просто вдумайтесь в эту цифру. Нет, нам не предлагают вложить эти деньги в науку, отстроить дома пострадавшим, помочь странам восстановиться после катастрофы. Нам не предлагают отстроить климатоустойчивые города, в которые можно переселить людей из опасных территорий. Нам просто предлагают вложить эти деньги в бизнес для заработка единиц. И что в итоге? На наших жизнях единицы просто обогащаются.
Ни о какой реальной защите от климатических бедствий не идет и речи. Если в нашей стране что-то случится, то нам никто не будет помогать просто так. Нам дадут кредит и загонят в долговое рабство нас и наших детей. Никто не занимается реальным решением этих проблем. Не вкладываются средства ни в изучение причин, ни в предотвращение катаклизмов, ни в предупреждение и защиту людей. Наша планета уже находится в войне с климатом. И мы не понимаем, что эта война разгорается все сильнее. Климат наносит неожиданные удары по странам. Мы теряем людей, наши дома, всю нашу привычную жизнь. Ситуация не улучшается. Мы не решаем основной проблемы. Но мы наблюдаем, что идет прогрессия и ускорение катаклизмов. Мы теряем самое драгоценное – наше время. Когда катаклизмы захватят все страны и континенты, при нынешнем потребительском формате мы просто начнем убивать друг друга за спасительные земли, за воду и пропитание. Этот абсурд с СО2 пора прекращать, пока у нас есть время, пока мы еще можем на что-то повлиять. Надо подходить к решению проблемы с климатом серьезно, а не набивать кошельки, навязывая ложные теории. СО2 повышается, но не является причиной климатических катаклизмов. Нам нужно понять, что эти лжеученые готовы на все, чтобы их теория продолжала жить. Ведь 5 триллионов долларов – это очень весомый аргумент, чтобы продолжать эту ложь. И они не остановятся ни перед чем. У них нет ничего святого. Их не интересуют ни жизни людей, ни судьба нашей планеты. За все эти годы борьбы с СО2 и за то количество денег, которое на это потратили, можно было искусственный спутник создать на орбите Земли и всем туда переселиться. А эти деньги потрачены в никуда. Пока мы будем перекладывать ответственность и ждать, что эти лжеученые решат наши проблемы, мы будем в смертельной опасности. Нам необходимо менять формат общества на созидательный, направлять финансирование на научные разработки и изучение настоящих причин изменения климата. Нам нужно научное сообщество, которое не будет покрывать бизнес коллаборационистов, а реально решать проблемы глобальных климатических изменений. В противном случае мы просто погибнем как цивилизация от климатических катаклизмов намного раньше 2040 года. Вы видите преступления и коррупцию, которые происходят прямо у нас на глазах. Нас дурачат. А в это время климат уносит миллионы жизней. При этом истинные причины изменения климата не изучаются. Мы тратим свое время и внимание на самую большую коррупционную схему в мире — СО2, которая является крупнейшей аферой столетия. Но мы не против СО2. Мы знаем, что его уровень растет. Но мы понимаем, что это не имеет никакого отношения к причинам изменения климата. Это правда. Давайте послушаем, как нас заставили поверить в эту убийственную сказку. И, пожалуйста, поделитесь ссылкой на этот живой эфир со всеми, кого вы знаете. Давайте вместе распространим эту информацию.
Когда я начал изучать, так что же стоит за всей этой истерией вокруг СО2, я был просто шокирован. Нам нагло врут в глаза по жизненно важным вопросам. При этом воруют деньги из наших карманов. Все бы ничего, но это может стоить нам наших же жизней. Мы уже все видели сегодня, насколько серьезно прогрессирует проблема климата. Вопрос лишь в том, почему мы до сих пор терпим эту ложь СО2. Правда ведь на поверхности. И чтобы ее увидеть, достаточно просто обратить на нее внимание. Не поймите нас неправильно. Мы не против СО2. Мы знаем, что количество СО2 растет, но правда в том, что такое мизерное количество СО2 не может повлиять на климат. Давайте посмотрим на график. В 2001 году МГИК, межправительственная группа экспертов по изменению климата, при ООН опубликовала график «Хоккейная клюшка». Согласно этому графику, климат оставался практически неизменным на протяжении столетий. И только в 20 веке началось небывалое потепление. Этот график был преподнесен в качестве научного консенсуса. Он стал главным оправданием огромных трат на борьбу с антропогенным СО2. Но был ли на самом деле этот консенсус? С начала 90-х влиятельные политики пытались внедрить схему заработка денег на углеродных налогах и торговле квотами на выбросы СО2. Но проблема здесь заключалась в следующем. Есть ученые, которые изучают историю климата, палеоклиматологи. Они провели сотни исследований и пришли к выводу, что климат на Земле меняется естественным образом постоянно. Поэтому повышение температуры в 20 веке — это естественный возврат после похолодания малого ледникового периода к уровню, который был ранее, в средневековом теплом периоде. И этот график также присутствовал в первом отчете МГИК за 90-й год. Но к концу 90-х годов, особенно после подписания Киотского протокола в 1997 году, появился сильный политический запрос на научное обоснование антропогенной теории. А спрос, как известно, рождает предложение. В 1998 году журнал Nature публикует статью Майкла Манна, молодого исследователя, который находится лишь в начале своего карьерного пути. Он использовал косвенные данные, такие как годичные кольца деревьев, для построения графика температуры за предыдущее столетие. Этот график выглядел ровно как рукоятка хоккейной клюшки. Таким образом, он просто стер малый ледниковый период. А возрастающая температура 20 века он взял из другой категории данных — показаний термометров. Вывод — невиданное в истории Земли потепление, вызванное антропогенным СО2. В 1999 году Манн продлил график еще на 400 лет в прошлое и также стер средневековый теплый период. И это как раз то, что политикам было нужно. А вот что произошло далее. И мы узнали это благодаря Климатгейту, утечке электронных писем ученых и руководством ГАИК, которые были опубликованы в сети 10 лет спустя, в 2009 году, как и Wikileaks. Официальная пресса замалчивала эту историю, ведь она четко показывала, как МГИК оказывала давление на ученых и как те скрывали данные. Одно из самых скандальных писем касалось сокрытия снижения. В нем британский климатолог Фил Джонс рассказывал, как он применил трюк Майкла Манна из журнала Nature. Как мы помним, это журнал, в котором изначально был опубликован этот график хоккейной клюшки. И, по сути, он обрезал данные по деревьям, которые показывали снижение температур в 20 веке, и смешал эти данные с данными термометров, скрыв подмену с помощью сглаживания. То есть все было сделано таким образом, чтобы создать видимость, что все наборы данных показывают невиданное повышение температур и, цитата, для того, чтобы скрыть снижение. Честные ученые пришли в ужас от информации, рассказать журналистики были тут как тут. Они были готовы напасть на честных ученых и заклеймить их позором.
Климатический еретик Джудит Карри нападает на своих коллег. Выбор слов не случайен здесь. Еретик — это отступник от церкви, потому что культ антропогенного потепления из-за СО2 — это не наука, это религия, в которой есть свои мессия, Святое Писание и Святая Инквизиция, готовая сжигать на кострах всех, кто не принимает на веру их догматы. Догмы от СО2 не нужно проверять, им нужно просто верить. Знаете, это напоминает мне сказку Андерсона про голого короля. Все ученые знают, что король голый, что есть, то есть, что клюшка поддельная. Но говорить об этом вслух означает подвергнуть себя волне травли, разжалования в должности и клейму отрицателя изменений климата. А тот мальчик в сказке, который единственный сказал правду, что король голый, в этой реальности в лучшем случае получит ответ, что его отзыв не прошел экспертную оценку и противоречит научному консенсусу, который оказался таким же фейком, как и клюшка. Это ложь. Это многомиллиардный бизнес. И эта мошенническая диаграмма все еще находится на их веб-сайте. Они сфальсифицировали данные. Они скрыли снижение, и они ввели в заблуждение мировых лидеров и простых людей. На основании этого графика из отчетов МГИ 2001 года происходила массовая агитация ратификации Киотского протокола в парламентах мира, которая обходится нам в сотни миллиардов долларов в год на борьбу с 0,1% антропогенного СО2 в атмосфере. То есть 1% от общего СО2 в атмосфере 0,4%. И за этот обман каждый из нас платит из своего кармана этим мошенникам, шарлатанам и мировым карманникам каждый раз, когда мы заправляем автомобиль или покупаем что-либо в магазине. Это 632 миллиарда только за 2020 год, без какого-либо результата вообще. Цунами в Таиланде 2004 год унесло 300 тысяч жизней. Оно не было результатом СО2. Фукусима и Гаити тоже. Взрыв вулкана Тонга, невиданные потопы и одновременно смертельные засухи последних лет, обмеление водоемов — это не СО2. Это цикл, и мы находимся на краю. А эти иуды публикуют новую клюшку, удлинив рукоятку еще на 1000 лет, и вот они таким образом зарабатывают себе деньги, с нас деньги, 90 триллионов долларов в 2030 году. Для сравнения, годовой валовый продукт всего мира, всех стран вместе взятых, составляет 84 триллиона. Готовы ли вы заплатить за это из своего кармана? Но цена этой лжи не только ваше финансовое благополучие, но и ваша жизнь, потому что никто не рассматривает истинную причину изменения климата, а истинная причина — это цикличность. Благодарю за внимание. Добрый день. Большое спасибо, Талий, за журналистское расследование фальсификации графика хоккейной клюшки. Уверена, тебе много чего еще есть сказать, и на круглых столах после форума мы еще услышим детали этой хоккейной аферы. Те, кто после разоблачения графика клюшки продолжают отстаивать антропогенные изменения климата, не имеют права называться учеными. Их звания и титулы ничего не стоят, если они не видят, что причины современного изменения климата никак не связаны с СО2. Нормальных ученых и здравомыслящих людей в сотни тысяч раз больше, но они молчат, потому что ученых, кто осмеливается говорить правду открыто, затыкают. Их статьи не печатают, лишают научных званий, увольняют, а некоторых даже избивают до полусмерти. Это настоящие герои, те, кто открыто заявляет, что антропогенные изменения климата — это ложь. Наш долг — поддерживать таких ученых и доносить до общественности правдивую информацию. В подготовке международных конференций и форумов «Глобальный кризис» волонтеры проекта «Созидательное общество» взяли десятки интервью с честными учеными со всего мира. Это климатологи, метеорологи, физики атмосферы, астрофизики, геологи, геофизики, океанологи. Это представители научной общественности США, Канады, Великобритании,
Австралии, Германии, Норвегии, Чехии, Беларуси, Украины, России и других стран. Вы сможете увидеть эти интервью на сайте Созидательного общества. В общении с учеными мы глубоко разобрались в аргументации, сами проверили все факты и доказательства того, что СО2 не влияет на изменение климата. Если захотите изучить вопрос так же, как и мы, то интервью на сайте будут вам полезны. А самые очевидные факты я расскажу прямо сейчас. Углекислый газ — это микрокомпонент. Его концентрации в атмосфере ничтожно малы. По официальным данным, сейчас концентрация СО2 составляет 419 ppm. Что это значит? ppm — parts per million, миллионная часть единицы в объеме воздуха. Как это представить? Это 4 молекулы СО2 на каждые 10 тысяч других молекул атмосферы. Предполагается, что именно эти 4 молекулы должны задержать и передать тепло для остальных 10 тысяч молекул. Посмотрите на них. Как они нагревают остальные молекулы? Никак. Это понятно даже первокласснику. Сколько из этого СО2 произвел человек? Количество углекислого газа, выброшенного человечеством с 1750 года за всю индустриальную эпоху, оценивается разными исследователями от 1 до 12% от всего СО2. То есть человек за все время добавил от 4 до 48 молекул на миллион других молекул атмосферы. Градус абсурда нарастает, не правда ли? Не верите, что человек выбрасывает так мало? Посмотрите на факты. Самым очевидным доказательством этого является кривая Киллинга, кривая роста концентрации СО2. Когда в 2020-м весь мир охватила пандемия COVID-19, предприятия встали, люди сидели дома на карантине, а воздух в городах очистился от выхлопных газов, знаете, как повела себя кривая роста СО2? Она не дрогнула. Концентрация углекислого газа в атмосфере продолжила расти так же, как и до этого. Весь остальной СО2 продуцируется не человеком, а естественными источниками, такими как растения, лесные пожары, извержения вулканов и океан. Растения начинают больше выбрасывать СО2, чем поглощать. Лесные пожары увеличиваются, растет вулканическая активность, а океан нагревается на дне. В глубинных водах океана растворено около 95% всего земного углекислого газа. Океан как раз и контролирует содержание СО2 в атмосфере Земли. Только некомпетентные специалисты будут утверждать, что океан нагревается из-за СО2, выброшенного человеком. Океан передает тепло атмосфере, а не наоборот. Это простая школьная физика. Инструментальные измерения показывают, что сначала нагреваются воды океана, и только через 11-12 месяцев в атмосфере повышается концентрация СО2. Выбросы СО2 — это следствие, а не причина нагрева. Бесспорно, основным парниковым газом является водяной пар, который испаряется с поверхности Мирового океана. Его вклад в парниковый эффект в 5000 раз превосходит антропогенный СО2. Сейчас водяные пары растут из-за интенсивного нагрева глубоких слоев океана. Об этом мы поговорим сегодня в форуме позже. Посмотрите на экран. Этот кубик — сколько СО2 выброшено человеком в атмосферу. Остальные оранжевые кубики — СО2 природного происхождения. Фиолетовые кубики — это водяной пар. Синие и зеленые — это вся остальная атмосфера. Пример с кубиками должен быть понятен даже 3-летнему ребенку. Дальше будет еще интересней. Климатологам хорошо известно, что повышение концентрации парниковых газов в стратосфере на высоте от 20 до 50 километров приводит не к потеплению, а к похолоданию атмосферы. Это называется стратосферным охлаждением. То есть внизу СО2 якобы нагревает, а наверху охлаждает. Такой вот избирательный газ. Хотите еще новость? Есть много научных работ на тему, как антропогенный СО2 над Арктикой и Антарктидой вовсе не нагревает воздух, а охлаждает его. Не правда ли интересно, что СО2 действует не только по-разному, в зависимости от того, как высоко он расположен над Землей, но также и от географического положения? За последние столетия СО2 также демонстрировал капризное поведение. Он то повышал температуру, то понижал. Но мы должны верить, что сейчас это совершенно точно причина изменения климата. И знаете, есть еще один факт, который стал для меня лично шокирующим. В кернах льда еще совсем недавно, за последние 100 тысяч лет до индустриальной эпохи, когда еще не было никаких автомобилей и заводов,
обнаружены концентрации СО2, значительно превышающие современные 400 ppm. Например, это были значения от 700 до 2,5 ppm. Однако в 1985 году, когда началась климатическая антропогенная истерия, эти данные начали исчезать из статей, чтобы удобнее было подгонять результаты под антропогенную аферу. Мы не против СО2, он растет, но только на климат это никак не влияет. СО2 интенсивно растет каждый раз в период глобальных климатических катастроф, происходящих раз в 12 тысяч лет. И ледниковые керны это помнят. Поэтому тем лжецам, придумавшим графики клюшки, кто готов ради денег убить 8 миллиардов человек, и понадобилось фальсифицировать также и исследования ледниковых кернов. Сейчас из-за этих продажных иуд затыкают рты честным ученым, а мы теряем бесценное время. Гибнут миллионы людей, растет количество климатических беженцев. При этом уже 40 лет нам продолжают лгать, что в глобальном потеплении виноваты мы, люди. Нас заставляют сокращать выбросы и без того ничтожно малых концентраций СО2 и внушают, что это должно уберечь нас от гибели. А что-то с климатом улучшилось? Каждый день, который мир проживает под флагом теории антропогенного СО2, это еще один день, который приближает весь наш мир к пропасти. Мы должны были бы уже изучать реальные причины изменения климата и искать решения. Но миллиарды долларов продолжают уходить в трубу на раздувание мифа о СО2. Придет время, и мы, люди, спросим с каждого, куда и почему необоснованно были потрачены эти деньги. Почему наши деньги ушли на ветер? И кто вернет жизни погибших в катаклизмах людей? Теория антропогенного изменения климата — это научное ничтожество, поэтому нам на него плевать. Мы говорим о реальных причинах изменения климата и геодинамики, потому что стоим за жизни всех людей на планете, за жизнь каждого, и даже этих продажных иуд. Потому что мы люди, и мы хотим жить. Да, действительно, Елизавета, теория антропогенного влияния на изменение климата противоречит не только здравому смыслу, но и законам физики. Однако сегодня, вопреки научной логике, фальсифицированные теории не рассматриваются как лженаучные, а наоборот, становятся опорой в принятии общественно важных решений, которые уже кардинально меняют жизни людей. Наш следующий спикер — Клаус Эрмеке, который расскажет нам о том, что на самом деле таит под собой такое явление, как парниковый эффект. Мистер Эрмеке является управляющим директором компании Клаус Эрмеке GmbH, руководителем исследовательской службы KE Research. Я сам начал понемногу наблюдать за всем этим около 30 лет назад. Тогда эта тема была еще относительно новой и не очень распространенной. Мне казалось невероятно странным, что СО2, который присутствует лишь в ничтожных количествах в воздухе, вдруг способен изменить мировой климат. Поскольку это наш основной метод работы, мы собрали круг экспертов, консультантов, которые специализировались на этой теме. Есть профессора по атмосферной физике, профессора по метеорологии и другие ученые. И они поддержали нас в исследовании этой темы и в том, чтобы собрать все воедино, чтобы мы затем опубликовали и адресовали лицам, принимающим решения в политике и экономике, а также заинтересованным гражданам. Один довольно известный термин — это так называемый парниковый эффект. Предполагается, что существует связь между содержанием СО2 в атмосфере и температурой на Земле. И якобы наличие СО2 в атмосфере повышает температуру на Земле на 33 градуса Цельсия естественным образом. Так вот, это предположение, что произойдет потепление на 33 градуса из-за наличия в атмосфере инфракрасно-активных газов, которые называют парниковыми газами, также это явление называют естественным парниковым эффектом, это полная чушь. Таким образом, мы собрали все, что в первую очередь приводит к тому, что солнечная радиация поступает от Солнца к Земле. Эта энергия, соответственно, накапливается в атмосфере или на поверхности Земли и перераспределяется так, что это общее количество энергии не увеличивается, не уменьшается. Ведь Земля не может постоянно поглощать энергию.
Если бы количество энергии постоянно увеличивалось, то она становилась бы все горячее, и в какой-то момент Земля испарилась бы. И очевидно, этого не произошло за последние 4 миллиарда лет. Это означает, что энергия должна постоянно возвращаться обратно в космическое пространство. Но на самом деле охлаждение Земли происходит за счет излучения. И это потому, что Земля холодная, а не горячая, как звезда, и может излучать только в инфракрасном диапазоне, то есть в невидимом диапазоне. Но это энергетическое излучение очень высокое. Атмосфера — это то, что на самом деле охлаждает нас. Атмосфера излучает в космос. Теперь нас ждет неожиданный момент. Давайте сделаем еще один шаг вперед. Давайте подумаем, что на самом деле находится в атмосфере. Что может излучать там? 70% охлаждения Земли вызвано инфракрасноактивными газами. И теперь мы можем задать призовой вопрос. Как еще называют инфракрасноактивные газы? Это наши парниковые газы. Термин «парниковые газы» вообще не существует в физике. Его также не существует в химии, которая классифицирует вещества. По сути, он был придуман намного позже, когда все исследовательские основы о том, что на самом деле делают эти газы, уже давно были доступны, чтобы затем сконструировать из этого определенную политическую повестку. Это лишь противоречие, потому что в какой-то момент гением пропаганды был изобретен термин «парниковый газ». За это ему следовало бы присудить Нобелевскую премию по маркетингу, если бы такая существовала. Но это не имеет ничего общего с физической реальностью. Интересно, что если мы вернемся в раннюю историю науки, то тот факт, что инфракрасноактивные газы охлаждают Землю, а не нагревают ее, известен уже более 100 лет. Первая работа, в которой была сделана попытка количественно оценить потоки энергии в атмосфере, была написана еще в 1917 году британским метеорологом и инженером по имени Уильям Генри Дайнс. Итак, базовые знания существовали уже давно, и вопрос, почему же они где-то изменились? Почему все больше и больше людей становились сторонниками, добровольно или по неволе, что теперь парниковые газы абсолютно точно должны называться парниковыми газами, а не инфракрасно-активными газами? То, что мы просто создаем целое учение, целый мир мышления о том, что они сейчас опасно перегревают планету, связано с деньгами и властью для спасителей. Поэтому постоянно используют детей. Муниципалитетами нанимаются менеджеры по защите климата, которые проникают до последнего дома престарелых, чтобы проповедовать доктрину об опасных парниковых газах. Каковы же последствия? В результате налоги на энергию и энергетические сборы были введены под предлогом спасения планеты, тогда как на самом деле они предназначены только для наполнения пустой государственной казны. Многое из того, что нужно исследовать, стоит очень больших денег, а так называемых исследователей климата осыпают деньгами. Особенно это касается компьютерного моделирования, которое проводится постоянно. Они стоят невероятно дорого и, по сути, совершенно бессмысленны, потому что невозможно смоделировать атмосферу, те хаотические процессы, которые там происходят. Если что-то было сфальсифицировано, то есть доказано, что это неправда, это также означает, что в нормальном научном процессе эти гипотезы должны быть исключены из дальнейшего рассмотрения. То, что мы выясняем сейчас, и именно поэтому мы говорим об этом, что всю климатологию, точнее не всю, это было бы преувеличением и несправедливо, но все же существенные части так называемой климатологии, которые практикуются сегодня, мы классифицируем как псевдонауку, потому что гипотезы, которые систематически фальсифицируются, продолжают использоваться дальше. Они не отметаются в сторону, а их повторяют снова и снова. А люди, которые критикуют это, игнорируются. А в некоторых случаях им действительно затыкают рот. Они не имеют возможности выступить, их не приглашают, им не разрешают появляться в университетах, хотя они могут являться профессорами. Их не хотят слушать ни при каких обстоятельствах. Главное — помнить, что мы снова должны говорить друг с другом, что мнение можно высказывать. Итак, изречение, которое спонтанно приходит мне на ум. Имейте смелость снова думать. Спасибо огромное Клаусу Эрмеке за озвучивание этой шокирующей информации. Информация о том, что парниковые газы вовсе не нагревают, а наоборот охлаждают атмосферу. Так куда же тогда делись деньги? Основная проблема, почему система не работает, это коррупция. Природа человека такова, что не имеет смысла менять одного человека на другого, менять людей в офисе. В условиях потребительского формата мы всегда будем приходить к одному и тому же результату — деньги и власть. Так как же тогда мы будем строить создательное общество в таких условиях? Но у нас уже есть решение и уникальный инструментарий. Да, Тали, это действительно так.
Но в наш цифровой век данные играют важнейшую роль в повседневной жизни, даже если мы не знаем всех подробностей. Весь мир можно рассматривать как цифру в информационных технологиях. Каждый человек — это цифра, каждый материальный объект, например, здание или автомобиль — это цифра. Даже нематериальные объекты, такие как авторское право, являются цифрами. Бесспорно, что экономика и финансы — это мир цифр. Мы собираем огромное количество данных обо всем, что делаем каждую секунду. Не только о наших онлайн-транзакциях, но и о миллисекундной паузе при прокрутке ленты новостей. Но, к сожалению, грамотность в области данных сегодня крайне низка. Поэтому люди просто тонут в объеме данных, не успевая за темпами развития технологий. Это, в свою очередь, замедляет темпы развития науки, техники, внедрения новых технологий, информационных идей, а также и, как следствие, темпы развития самой цивилизации. Есть еще одно связанное с этим явление, которое тормозит развитие нашего общества. Некоторые игроки, пользуясь тем, что никто не может обработать все данные, организуют теневые денежные потоки. Эти моменты приводят к возникновению резонных вопросов. Удастся ли человечеству использовать данные, которыми он обладает, в своих интересах? Можем ли мы поставить данные на службу цивилизации? А существуют ли вообще компании, которые служат человечеству, всему человечеству, и стремятся улучшить жизнь каждого живущего ныне человека? Я имею в виду коренным образом изменить нашу жизнь к лучшему, не стремясь к прибыли. Ну, давайте будем честными, в нашем разделенном обществе даже нет настоящего сотрудничества. Вместо этого каждая компания эксплуатирует людей и данные ради собственной выгоды, чтобы заставить нас покупать больше ее продукции или продавать даже наши личные данные кому-то еще. Даже если мы смогли договориться о том, чтобы собрать все данные вместе и сделать что-то значимое, не хватит вычислительных мощностей, чтобы обработать их, по крайней мере, используя обычную логику и современные методы программирования. Но, к счастью, сейчас на этой планете есть одна компания, способная справиться с проблемой такого масштаба. Решение, которое определит будущее человечества. И я говорю не о ком ином, а как об XP Energy, создателях первого искусственного сознания Джеки, которые недавно представили свою новейшую разработку многоцелевой комплекс «Восход». Все уникальные технологии и возможности, которые обладает XP Energy, были задействованы при разработке и создании этого комплекса. Многоцелевой комплекс «Восход» — это глобальный агрегатор всех существующих цифровых данных и единый центр обработки информации, основанный на гибридном искусственном интеллекте. Название даже выбрано не случайно и очень символично. Оно ассоциируется с восходом Солнца. Когда Солнце поднимается над горизонтом, его лучи освещают темноту, и тени, населяющие эту темноту, исчезают, тем самым обнажая реальность. Восход Солнца приносит жизнь и надежду. Итак, что же он делает? Комплекс был создан для решения целого ряда проблем и задач, как существующих, так и тех, с которыми человечеству еще предстоит столкнуться в будущем, например, на этапе перехода к созидательному обществу. Он включает в себя множество систем и подсистем, каждая из которых предназначена для решения определенного круга задач. В частности, в состав комплекса входит система полного финансового мониторинга, выполняющая, в частности, такие задачи, как глобальный антикоррупционный мониторинг на всех уровнях и постоянный контроль всех хозяйствующих субъектов. Рассмотрим, как этот функционал может быть использован на государственном уровне, на уровне одного государства. При внедрении МЦК «Восход» интегрируется во все цифровые системы государства и осуществляет полный надзор за всей финансовой системой, позволяя отслеживать ситуацию в экономике государства в режиме реального времени. Это обеспечивает прозрачность использования средств на всех уровнях.
МЦК «Восход» выявляет и отслеживает любые незаконные схемы оборота денежных средств, включая их бесконтрольный вывод за рубеж. Он определяет весь круг лиц, вовлеченных в незаконные схемы. Он также помогает обнаружить слабые места в законодательстве, системе управления и контроля, что делает невозможным хищение. Только вдумайтесь. Полная прозрачность и искоренение коррупции звучат как смертный приговор в обществе, где по официальным данным до 25% размера годового бюджета любого государства исчезает из-за хищений. Комплекс видит движение каждой монеты и открывает все, что сегодня является скрытой тайной. И неважно, идет ли речь о наличных или банковских переводах. В отличие от людей, комплекс не болеет, не ворует, не страдает депрессией, не подвержен соблазнам, эмоциям, сомнениям, не беспокоится о себе и своем будущем. Вместо этого он работает с данными и опирается исключительно на реальные цифры и факты. Подробнее вы можете прочитать и посмотреть на сайте восход.software. А сейчас давайте посмотрим короткое видео, которое познакомит нас с еще больше захватывающими подробностями. МЦК «Восход» в государстве. Несмотря на то, что МЦК «Восход» был создан для переходного периода от потребительского к созидательному формату общества, он может быть эффективно использован на уровне государства или содружества государств и в потребительском обществе. Безусловно, в потребительском формате о демократизации информации не может быть и речи, так как это сделает государство уязвимым. В связи с этим, использование МЦК «Восход» на уровне государства должно происходить в закрытом режиме, с прямым подчинением первому лицу государства. При развертывании МЦК «Восход» интегрируется во все цифровые системы государства и осуществляет тотальный надзор над всей финансовой системой. Это обеспечивает прозрачность использования денежных средств на всех уровнях, позволяет контролировать все финансовые потоки и оперировать точными данными относительно как государственного, так и частного капитала. МЦК «Восход» гораздо эффективнее решает задачи практически всех контролирующих служб и ведомств, одновременно осуществляя надзор за коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств. В потребительском обществе самым слабым звеном на любом уровне является человек. Исключением не является и окружение первого лица любого государства. Бывает так, что даже в его ближний круг входят люди, которые ведут двойную игру. МЦК «Восход» работает на упреждение. Он позволяет своевременно выявлять таких людей, обладая точной информацией из первоисточника. Первое лицо государства всегда может убедиться в преданности и надежности своей команды. Для этого достаточно во время доклада очередного чиновника сравнить предоставленные им отчеты с реальными данными, предоставленными МЦК «Восход». Согласно нашим расчетам, для того, чтобы закрытый отдел, который будет использовать МЦК «Восход», был максимально эффективным, для такого государства, как, например, Китай, было бы достаточно 12 сотрудников, 3 IT-специалистов и 9 финансовых аналитиков, плюс руководитель данного закрытого отдела. Сам по себе комплекс безупречен. Он создан неуязвимым для взлома, оснащен системой внутреннего аудита и контроля для выявления неблагонадежных сотрудников, имеющих к нему доступ. Единственным слабым звеном при работе с МЦК «Восход» в потребительском обществе являются 2 человека. Первое лицо государства, принявшее решение о развертывании в государстве комплекса, и руководитель закрытого отдела, который будет оперировать и управлять МЦК «Восход». Он не сможет ввести заведомо ложные данные внутрь комплекса. Это исключено, но именно он будет предоставлять отчеты первому лицу государства. Выгоды для экономики государства. С точки зрения экономики, МЦК «Восход» делает государство-базирование практически недосягаемым для других государств. Комплекс способен оптимизировать расходы и приносить огромную прибыль за счет построения точных прогнозов и финансовых моделей. Он также способен значительно оздоровить экономику и повысить благосостояние населения. Это приведет к росту уровня доверия к власти и укрепит авторитет первого лица государства. Если
Если выразить в цифрах выгоду отдельно взятого государства от развертывания МЦК «Восход», то только на оптимизации бюджетов, штата сотрудников и реструктуризации государственных служб Соединенные Штаты смогут экономить до $2,5 триллионов бюджетных средств ежегодно. Обладая исходными данными по всем сферам жизнедеятельности государств, МЦК «Восход» с максимальной точностью прогнозирует любые колебания экономики. Это позволяет максимально эффективно перераспределять бюджетные средства между отраслями и компаниями, смягчать, сводя к нулю негативные последствия кризисных явлений в мировой экономике, а также использовать прогнозы с максимальной выгодой. Расширение и гибкость. В МЦК «Восход» внедрены методологии работы с 31 отраслью экономики. Компания XP Energy создала МЦК «Восход» с возможностью его бесконечного развития и совершенствования в случае необходимости. То есть в случае появления новой отрасли или индустрии экономики в течение очень короткого времени можно будет расширить функционал комплекса. Например, зарождение космического туризма, который со временем, безусловно, станет новой индустрией досуга, а также планируемые полеты на соседние планеты, то есть отрасль, которая вот-вот ворвется в нашу жизнь и станет обыденным явлением. Речь идет и о промышленном освоении астероидов, или другими словами, о добыче сырья на астероидах и космических телах. Мы готовы передать МЦК «Восход» тому государству, первое лицо которого готово реализовать созидательное общество в своей стране. Amazing, isn't it? Удивительно, не правда ли? И это только одна из функций многоцелевого комплекса «Восход». Только представьте, сколько возможностей станет нашей реальностью, когда МЦК «Восход» будет развернут. Но не стоит забывать, что это всего лишь еще один инструмент, который мы можем использовать для кардинального улучшения нашей жизни, или же он может стать оружием, если попадет не в те руки. Учитывая всю информацию, предоставленную ранее на этом форуме, о безумных суммах денег, потраченных на безуспешную и непрекращающуюся борьбу с самыми большими мировыми проблемами, МЦК «Восход», если его использовать во благо, позволит нам наконец-то увидеть, как на самом деле расходуются средства, и перенаправить все наши ресурсы, весь человеческий потенциал на построение созидательного общества, чтобы не только выжить, но и стать цивилизацией и процветать. We, as humanity, У нас, как у человечества, есть огромные возможности. У нас есть технологии, которые помогут спасти наши жизни и всю цивилизацию. Но мы не можем их использовать во благо людей, потому что мы еще не являемся цивилизацией. Сегодня нет никакой идеи объединения всего человечества, кроме формата созидательного общества. Это единственное спасение для всех людей и в наших с вами руках. От нашего выбора зависит, будет оно или нет. Сейчас, перед угрозой глобального климатического кризиса, мы не можем позволить себе ждать, что созидательное общество построят лидеры и сильные мира сего. Они не способны переломить систему, остановить колесо потребительского формата, мчащееся вместе с нами в пропасть на полном ходу.
Пока мы, люди, будем живы, они будут использовать нас в своих схемах и своих играх. Они будут делать все, чтобы сохранить свое богатство и власть над нами. Нас будут убивать нашими же руками, пока мы оправдываем эти убийства, сваливая вину друг на друга. То, что сейчас происходит, это деградация умов человеческих. Это полная девальвация человеческих жизней. Очень страшно, что мы, люди, даже в своих головах допускаем и соглашаемся с этим, что может быть какое-либо оправдание смертям. Они говорят: вы сами себе такое правительство выбрали, сами виноваты. Этой фразой сегодня оправдывают смерти в Украине, в других странах. Но в чем вина людей? В любой стране люди голосуют за то, что политики им обещают, а не за то, что эти политики потом делают по своему желанию. Мы, люди, не имеем никаких возможностей и механизмов их убрать. Мы не можем остановить то, что они делают, и заставить их делать то, что они нам обещали. Да, мы люди. Можем выбрать не того политика, но никто из нас не выбирает смерть. Людей обманывает политика. Это искусство обмана. Давайте смотреть правде в глаза. Самое худшее, что было создано здесь в мире против людей, было создано именно политиками. Это касается любой страны. В любой стране есть горстка сволочей, потому что сволочи — это не национальность. Сволочи — это люди, которые забыли, что они люди. И такие есть везде. Они считают, что вправе навязывать нам какую-то сверхидею, за которую нам полагается умереть. Скажите, что это за великая идея? Разве может быть какая-либо идея ценнее человеческой жизни? Как можно идеей оправдывать убийство? Если вы сейчас возмущены, если вы не согласны с тем, что я говорю, то это только потому, что вы за сотни и тысячи километров, и никто не пришел убивать вас и ваших близких. Но когда будут бомбить вас, когда у вас во дворе будут взрываться бомбы и ракеты, когда ваших родных убьют просто ни за что, вот только тогда вы поймете, что нет ничего ценнее человеческой жизни. Но тогда будет уже поздно. Вы умрете, и останется только политическая идея. Скажите, разве оно того стоит? Скажите, вы готовы умереть за политическую идею? Разве нам нужна идея, за которой надо умирать? Никто не хочет умирать. Политики начинают войны, отправляют нас на смерть. Но рано или поздно любая война заканчивается. От политиков сегодня зависит многое. Но от нас, людей, зависит самое главное. Будем ли мы жить в мире? От нас зависит,
будем ли мы жить вообще. А мы люди, мы хотим жить. И если политик делает ошибку, если он нас с вами ведет к смерти, то у нас должно быть право отозвать наши голоса обратно. Право отозвать человека с его должности. Именно так должно быть. А когда у нас нет такого права, это значит, мы передаем одному человеку полную власть над нами. Но как может один человек принимать решение, как будет жить вся страна? В созидательном обществе не может быть власти. Нам не нужна власть. Мы знаем, к чему она приводит. Слово — самое сильное оружие. С него начинаются, и им все заканчивается. Мы должны перестать молчать, мы должны перестать ждать. Нам необходимо самим строить созидательное общество. Нам не на кого надеяться. Это мы должны сделать. Мы, люди. Мы должны сделать это сами. Я верю в нас. Верю, что мы сможем все. Потому что мы люди. Мы хотим жить. Time has come, you've been waiting for. The curtain fell and your way is open. The millions are not on mute anymore. People are free, so strong and awoken. The time has come to change our lives. Get up from knees and heed the big groan. It's time to speak, build bridges and ties. Unite in one now and walk the walk. Every step we go to the goal. We keep on moving faster and faster. We need to build a better new world. We are alive and nothing can stop us. We come alive and call a new start. A peaceful dawn, we are meeting together. Eyes of our children happily spark. A better world starts with your decision. And our choice is done. We stand for life and we make the truth rise. Always are open when we are one. Who else even at us and when if not now? We rise up the truth, believe. Who else even at you can make that change come? We are the people and we want to live. We wanna live, we wanna live, wanna live. We wanna make society creative. We wanna live, we wanna live, wanna live. We see the goal that we can achieve. We are the people, we want to live.
Эта удивительная песня была создана людьми для всего человечества, потому что мы люди, и мы хотим жить. И далее я хотела бы представить Джеффа Монсона, чемпиона мира по рестлингу по версии ADCC, трехкратного чемпиона мира по джиу-джитсу, члена American Top Team. Давайте послушаем Джеффа. Здравствуйте, меня зовут Джефф Монсон. Я очень рад присутствовать на этом форуме, поскольку есть много того, что хотелось бы сказать. Я поддерживаю это движение и интересы, которые оно представляет. Итак, первое, о чем хотелось бы поговорить, это политическая обстановка, при которой мы сейчас живем, где у нас война, глобальное потепление, конфликты, где людьми торгуют как рабами или как секс-рабами, и где люди до сих пор живут в нищете и в санкциях. Происходит очень много ужасных вещей, о которых вы можете прочитать каждый день в новостях или увидеть по телевизору. Мир ужасен, мир ужасен. Но я хочу подчеркнуть, что есть много, очень много людей, которые стремятся изменить мир к лучшему, и лучший мир возможен. Главная идея заключается в том, что все начинается с нас. Мы не можем полагаться на правительство. Не можем. Мы полагались на правительство с начала времен, со времен феодальной системы с королями. Потом мы полагались на капитализм со свободными рынками, выборами, демократией, голосованием за президентов, членов Конгресса и Думы в попытках исправить ситуацию. Когда вы принимаете участие в жизни мира и все равны, когда любой прохожий на улице пользуется теми же свободами, что и вы, и у него есть те же возможности, что и у вас, и он участвует в жизни мира так же, как и вы, я думаю, что нет большей радости для человека. Когда все люди в мире разделяют это чувство единства внутри себя, внутри человеческой расы, мы все люди, мы все едины. Как я уже сказал, мы все хотим одного и того же. Так почему же мы не можем сотрудничать? Мы разумны, мы можем отправлять людей в космос, мы можем создавать безумное оружие, способное уничтожить мир. Мы можем делать все это. Если мы можем это делать, значит мы можем создать общество, где у нас будет единство и мир, где мы все будем сотрудничать. Это наш последний шанс объединиться. И мы объединимся. И мы можем это сделать сейчас по собственному выбору. Или же мы будем вынуждены объединиться, так как мы живем во времена, когда война или изменение климата заставят нас понять, что мы не выживем как вид без объединения. Сегодня наш последний шанс сделать это добровольно, не под обстоятельствами влияния окружающей среды, что грозится нас уничтожить. Так что расскажите своим соседям, друзьям, расскажите им, что вы хотите перемен, что вы готовы что-то изменить, и что вы хотите, чтобы они изменились вместе с вами, независимо от того, знаете вы их или нет. Ребята, это такая возможность. Я так рад, что вы об этом говорите. Я просто представляю, как иду по улице, встречаю людей, разговариваю с ними, путешествую и вижу людей, которые все этого хотят, чтобы человечество объединилось для чего-то лучшего, что касается всех людей на Земле. И неважно, являетесь ли вы человеком с ограниченными возможностями, с черным или белым цветом кожи, мужчина вы или женщина, ребенок или пожилой человек, какой бы вы ни были профессии, все объединяются вместе ради единой цели. И так наше общество становится лучше. Спасибо, Джефф, за ваше искреннее понимание важности объединения. Это действительно единственный способ выжить. Дорогие зрители, я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы с нами. Этот прямой эфир был организован волонтерами со всего мира. Меня зовут Джефф Монсон. Yes, I think I can hear someone. Мне кажется, сейчас небольшие технические неполадки. Yeah. Is it better now? Сейчас лучше? Yes.
Да. Спасибо большое. И этот прямой эфир был организован волонтерами со всего мира. И я хотела бы поблагодарить каждого человека, который принимал участие в подготовке данного мероприятия. Сейчас этот форум синхронно переводится на 100 языков. И, дорогие зрители, пожалуйста, делитесь этим прямым эфиром со всеми людьми, которых вы знаете. Пожалуйста, помогите нам распространить информацию об этом мероприятии, поскольку этот это мероприятие очень важно для всего человечества, и от него зависит будущее всего человечества. Мы хотели бы также услышать ваши отзывы, ваши мнения. Пожалуйста, отправляйте нам видео на e-mail, потому что то, что мы делаем сейчас, это неоценимо важно. И мы сейчас даже не можем осознать, насколько важна та правда, которую мы озвучиваем. И в следующем блоке мы узнаем, почему вопрос экологии никогда не будет решен в потребительском формате общества. Дело номер 115. Фэшн-индустрия. Преступление против человечества. Обвиняемый. Потребительский формат. Молчишь? Тогда я начну. Бангладеш. 2013 год. Мне вдруг показалось, что я нахожусь в зоне боевых действий. Я слышал крики из-под обломков. Кто-то произнес: «Отруби мне ногу и вытащи меня». Спаси меня, брат. Пожалуйста, спаси меня, брат. Я хочу жить. Не вспомнил? Тогда продолжим. Рана Плаза. 8-этажное здание. А 1134 погибших рабочих тебе ни о чем не говорят. И менеджеров предупреждали о плохом состоянии здания. И трещины в стенах были. И тем не менее, людей заставили работать, пока не произошла трагедия. Среди погибших — женщины и несовершеннолетние девочки. Мы не хотели подниматься в здание фабрики, но руководство заставило нас пойти, сказав, что проблем со зданием нет. Мы взяли ручку и написали на руках наши адреса и номера мобильных телефонов, чтобы родители могли опознать наши трупы. Я знаю. Ты скажешь, это единичные случаи. Тогда объясни, почему при производстве хлопка ежегодно умирают десятки тысяч человек? Согласно последнему отчету глобального индекса рабства, производство одежды — это вторая отрасль в мире по использованию рабского труда. Идем дальше. Для создания одной футболки и одной пары джинсов требуется 1 килограмм хлопка. По данным Всемирного фонда дикой природы, для производства этого килограмма нужно до 20 тысяч литров воды. 20 тысяч литров одному человеку хватило бы на 27 лет, если выпивать норму 2 литра каждый день.
И это в то время, когда запасы пресной воды всего 2,5% от общего объема воды на планете. Ты это понимаешь? При этом каждый третий житель планеты не имеет доступа к чистой пресной воде. Неужели джинсы важнее, чем человеческая жизнь? Индонезия. Река Читарум. Сегодня река Читарум входит в тройку самых грязных рек планеты. Но еще 40 лет назад эта река и ее окрестности считались тропическим раем. Так Читарум выглядит сейчас у своего истока. А так она выглядит, когда пересекает крупные города. Сегодня вокруг реки Читарум располагается более 3000 фабрик, четверть из которых работает на экспорт тканей для мировых брендов одежды. Каждая из этих фабрик ежедневно сливает отходы производства в Читарум. В настоящее время Читарум – это коктейль из химикатов, в котором плавают мертвые животные. Содержание тяжелых металлов здесь превышает все допустимые нормы. Концентрация ртути в 4 раза выше безопасной нормы. По данным отчета о воздействии загрязнения воды в верхнем течении реки Читарум, Западная Ява, Индонезия, за 2013 год 25 миллионов человек зависят от реки Читарум. Тяжелые металлы не разлагаются. Кипячение воды не помогает. Люди, которые регулярно пьют эту воду, подвержены риску раковых заболеваний, умственной отсталости и задержки в развитии. Самое страшное, что та же вода используется для орошения этих рисовых полей. И все, кто здесь живут, едят рис, выращенный на таких же полях. Завод обычно сбрасывает сточные воды в реку ночью. Прежде чем сбрасывать токсичные отходы, они убеждаются, что поблизости никого нет. А как вы себя при этом чувствуете? С токсичными материалами на фабрике вы работаете в защите, а затем сбрасываете все это в реку. В этом есть ирония, что я порой несу ответственность за то, что происходит. Я ощущаю внутренний конфликт и беспокойство, но мне нужно есть, поэтому мне приходится там работать. 3 миллиона человек работают на текстильных фабриках. Производство, окраска и пошив одежды для крупнейших модных брендов – это промышленность стоимостью 12 миллиардов долларов, благодаря которой экономика Индонезии остается крупнейшей в Юго-Восточной Азии. Но цена этому – экологическая катастрофа и уничтожение жизни людей. Китай. 70% рек и озер в этой стране загрязнены. Только в 2017 году китайская неправительственная организация Институт общественных и экологических вопросов IPE зафиксировала, что текстильная промышленность совершила более 300 тысяч нарушений экологических стандартов. В Китае степень очистки рек играет важную роль в политической гонке. Поэтому были созданы специальные станции, которые фиксируют выбросы различных фабрик. Но проблема в том, что эти станции контролируют только те регионы, которые находятся выше по течению. Вот и получается, что деятельность компаний, которые находятся ниже по течению, не просто не регулируется соответствующими законами, но даже не попадает под контроль. А ты не устал от своей лжи? По данным исследования о распространенности в масштабах страны и последствиях множественной чувствительности к химическим веществам, с 2008 по 2018 год чувствительность к химическим веществам у населения увеличилась на 300%, в том числе и к предметам одежды. И это несмотря на то, что большинство брендов заявляют, что их материалы и красители экологичны и безопасны для человека. Продолжим про экологичность. Я, как и многие люди на нашей планете Земля, была жестоко обманута в фэшн-индустрии. И обман этот заключался в следующем. Приходя в магазины за очередной покупкой, я обращала внимание больше на те вещи, на которых был ярлычок «Сделано из переработанных материалов». И свое предпочтение, конечно же, я отдавала им. Но каково же было мое удивление, когда на одном из веб-сайтов я увидела товары с подобной маркировкой, но только в разы дороже. И мне стало интересно, так в чем же разница, почему цены настолько отличаются? И я начала делать свой собственный ресерч. И то, что я увидела, повергло меня просто в шок. Наша одежда обычно делается из сборных волокон. Например, если это полиэстер,
то в него добавляют хлопок либо вискозу. И вы сами понимаете, что отделить все это практически невозможно. Мы берем обычную кофту, которая сделана из смешанного волокна, в которой есть фурнитура. Все это нужно рассортировать, отсоединить, проверить и потом отдать в процесс переработки и производства. То есть это реально очень дорогостоящий продукт, который просто не может стоить маленьких денег. Больше всего меня повергли в шок производители кроссовок, которые заявляют, что их кроссовки изготовлены из пластика. Да, они изготовлены из пластика, но большой вопрос, из какого пластика? Потому что я, как обычный потребитель, думаю, что у кроссовок есть пластиковая подошва. Логично, что собирается много кроссовок, и из них изготавливаются новые кроссовки. Либо же это тот пластик, те пластиковые бутылки, которые идут в ресайклинг. Но на самом деле все не так. Кроссовки изготавливаются, чтобы вы понимали, из нового пластика. То есть мало того, что у нас и так большие проблемы с пластиком, так мы его еще и плодим. И говорим, что наши кроссовки экологично чистые и изготовлены из пластика. Таким образом, фэшн-индустрия усыпляет нашу бдительность. И вместо того, чтобы действительно заботиться об экологии, мы только еще больше загрязняем ее. Думая, что когда мы покупаем товары с маркировкой, сделанные из переработанного материала, мы помогаем тем самым нашей планете. Но на самом деле мы ее убиваем, плодя все больше и больше никому не нужных товаров. Поэтому, мне кажется, уже стоит перестать быть лопухами, которым легко навешать лапшу на уши. Уже стоит немного задуматься о том, чем нас кормит потребительский формат, и самим разобраться и поизучать, что на самом деле происходит. Реальность такова, что в настоящее время только около 1% одежды перерабатывается в буквальном смысле этого слова. 1% перерабатывается? Да, если говорить о настоящей переработке, когда берутся волокна, измельчаются и из них делаются новые волокна, то это 1%. В действительности магазинам быстрой моды потребовалось бы 12 лет, чтобы переработать то, что они продают за 48 часов. Хорошо, объясни следующее. Для чего ты производишь 400 миллиардов квадратных метров текстиля в год? И 60 миллиардов — это только отходы. Таким количеством тканей можно обернуть 800 раз нашу планету. При этом каждую секунду сжигают один грузовик одежды. А ежегодно тонны новой одежды выбрасывают на свалку. Скажи мне, ты когда-нибудь насытишься? Человеческие жертвы, рабский труд, уничтожение рек, экологии, перепроизводство. Ради чего все это? Твой цинизм, алчность, беспредельная жестокость невозможно скрыть за яркой красочной вывеской фэшн-индустрии. Ты загнал в ловушку потребления миллиарды людей и поставил их на грань выживания. Будешь продолжать молчать. Как я от тебя устал. Я знаю, что с тобой делать. Меня шокировала информация, которую мы сейчас увидели в видео о фэшн-индустрии. Насколько жестоко и абсурдно общество потребления, в котором мы живем. Почему допускается производство товаров, опасных для экологии и человека? Почему не внедряются безопасные технологии? Ответ очевиден.
потому что слишком большие деньги на кону. После всего, что мы сегодня увидели и услышали, становится очевидным, что потребительский формат просто убивает нас и нашу планету. Да, и как может быть иначе в мире, где деньги дороже человеческой жизни? И только мы сами можем изменить все. Мы можем стать переменой. Твоя жизнь в опасности. Ты живешь на планете, которая умирает. Экология, которая обеспечивает условия твоего выживания, практически уничтожена и продолжает уничтожаться катастрофическими темпами. Но правда в том, что это невозможно остановить в существующем потребительском формате общества, формате лжи, жестокости и абсурда. Хочешь это изменить? Тогда давай честно посмотрим на то, что сейчас происходит. Мы массово уничтожаем лес ради древесины. Вырубаем многовековые тропические леса, чтобы высадить кофе, какао и сою, потому что за них хорошо платят. Бездумно расчищаем территории для выпаса скота, добычи золота. Уничтожаем лес ради так называемой зеленой энергетики. За последние 100 лет мы потеряли столько же лесов, сколько за предыдущие 9000 лет. Лес дает нам кислород, смягчает последствия климатических изменений и защищает почву от эрозии, сохраняет биоразнообразие. Там, где исчезает лес, умирает все живое. Но в потребительском формате мы не можем отказаться от вырубки, потому что лесная промышленность – это миллионы рабочих мест. От нее зависят бюджеты стран. Получается, для того, чтобы выжить, мы должны уничтожать то, что дает нам жизнь. Потребительское общество – это общество абсурда. Сегодня в мире не существует даже единой отлаженной системы экологического мониторинга. Ее отсутствие позволяет практически бесконтрольно сбрасывать ядовитые отходы в окружающую среду. К примеру, 80% мировых сточных вод возвращаются в окружающую среду без очистки. Более 2 миллиардов человек вынуждены использовать источник питьевой воды, загрязненный фекалиями. Даже в такой высокоразвитой стране, как США, в водопроводной воде каждого штата содержатся примеси опасных веществ, таких как мышьяк, медь и свинец. Размеры штрафов за экологические нарушения гораздо меньше, чем затраты на экологически безопасные технологии. Деньги от уплаты штрафов поступают в госбюджет. В лучшем случае они идут на устранение последствий. Но причина все же остается. А зачем ее устранять? Ведь можно продолжать штрафовать, торговать квотами и лицензиями на выброс. Пока на этом можно заработать, проблема не решится никогда. Нам просто пускают пыль в глаза, создавая иллюзию активной борьбы с экологическими загрязнениями. Потребительское общество – это общество лжи.
Всего лишь 0,3% от всей воды на планете доступны людям в качестве пресной воды. Это единый общечеловеческий ресурс. Сейчас каждый третий человек не имеет доступа к чистой питьевой воде. Чтобы решить проблему нехватки воды в 140 странах, которые в этом особо остро нуждаются, необходимо 114 миллиардов долларов США в год. Это много? Для сравнения, мировой годовой военный бюджет за 2020 год составил 1 триллион 930 миллиардов долларов. То есть, если мы всего на 1 год откажемся от расходов на войну, мы сможем обеспечить чистой питьевой водой все эти страны почти на 2 десятилетия вперед. В потребительском обществе разжигание вражды и страха важнее заботы о ближнем и будущих поколениях. Потребительское общество – это формат бесчеловечности. Еще одна серьезная проблема современности в том, что нет доступных и безопасных технологий по утилизации мусора. Наша планета превратилась в гигантскую свалку. Например, пластика перерабатывается менее 10%. Остальное мы просто выбрасываем. В океане уже образовались целые мусорные острова. Микропластик обнаружен во льдах Антарктиды. В 83% проб водопроводной воды и даже в плаценте матери. А ведь это яд, который отравляет человека и природу. При этом производство пластика постоянно растет. Объем мирового рынка пластмасс в 2020 году составил около 580 миллиардов долларов США. Очередной парадокс потребительского формата. Мы уничтожаем природу и себя ради денег. Только в потребительском обществе можно зарабатывать миллиарды долларов на продаже отравляющих веществ. Крупнейшие в мире производители пестицидов получили более трети своего дохода от продажи продуктов, представляющих серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека, вызывающих мутации в организме, рак и нарушение репродуктивной функции. Из-за доказанного вреда большинство этих веществ запрещено использовать в развитых странах. Но чтобы не терять прибыль, производители продолжают продавать их в страны третьего мира, забывая о том, что мы все живем на одной планете, а воздушные массы и морские течения не признают политических границ. В потребительском формате финансовые интересы стоят выше человеческой жизни. Каждый раз, когда публикуется очередная статья о том, что химикат X вреден, химическая компания начинает преследовать нас, и они могут быть весьма агрессивными. Поэтому ученым иногда трудно что-то отстаивать или говорить на открытом форуме из-за страха, потому что запугивание реально происходит. И большинство ученых говорят что-то типа «мы не зарабатываем много денег, мы не разбогатели, занимаясь этим, мы едва держимся на плаву». Но у этих компаний огромные ресурсы, и если они захотят вас преследовать, они будут вас преследовать. История с глифосатом — наглядное тому подтверждение. Они преследовали и журналистов, и ученых. Поэтому я высоко ценю ученых, которые выступают на подобных форумах, потому что на каждого из них, я уверена, оказывают серьезное давление. А в некоторых странах они порой даже рискуют жизнью, как, например, некоторые журналисты. Поэтому для меня очевидно, что атмосфера серьезно накаляется, когда речь заходит о важных темах такого рода. Мы сейчас находимся в такой ситуации, даже не знаю, как ее назвать. Мы в разгаре эпохи дезинформации, полной неправды. В обществе, где правят деньги и власть, где истинные ученые не могут открыто и честно говорить о реальных проблемах, мы никогда не будем знать правду. В таком обществе
Невозможно внедрить технологии, способные решить проблемы экологии. А значит, мы обречены. Чтобы сохранить твою жизнь и жизнь на планете, необходимо построить созидательное общество, безопасное, справедливое, здравомыслящее, в котором главной ценностью является жизнь каждого человека. Очевидно, что созидательное общество – наш единственный шанс. Информируя о созидательном обществе, ты спасаешь планету. Расскажи об этом всем. Благодаря тебе правда сможет облететь весь мир. И когда все люди узнают о созидательном обществе, объединившись, мы очень быстро его построим. Что невозможно одному, возможно всем вместе. Действуй ради спасения жизни. Здравствуйте, меня зовут Анна, я эколог. И все, что сказано в этом видео, это страшная правда. И с каждым днем становится все хуже, потому что мы наращиваем вырубку деревьев и увеличиваем объемы загрязнений. Я пошла в экологию, потому что хотела все это изменить, остановить разрушение. Но по факту сейчас я вижу, что это невозможно в нашем потребительском формате общества. И мне больно за то, что те люди, которые искренне хотят спасти экологию, не могут ни на что повлиять. Потому что так устроена сама система потребительского общества. В то время как в научном мире распределяются гранты, исходя из личных интересов, а на международных форумах принимаются решения по спасению экологии, и они носят рекомендательный характер и плавающие сроки исполнения. В это время наша планета умирает, и мы уже находимся на грани экологической катастрофы. Важно понимать, что существуют 3 этапа экологического разрушения. Первый этап – это когда экология может восстановиться сама. И мы его уже прошли без возврата. И даже если прямо сейчас мы перестанем выбрасывать отходы в окружающую среду и уничтожать все на своем пути, то и в этом случае экосистема уже не может восстановиться сама. Уровень разрушений, он настолько велик, что спасти природу возможно только при непосредственной и активной помощи самого человека. И это второй этап, на котором мы сейчас находимся. Этап, когда необходима экстренная реанимация. Мы должны исправить все то, что сами сотворили с нашей Землей. Потому что если мы перейдем на 3-й этап, то это уже точка невозврата. Наша планета уже перестает быть пригодной для жизни. На Земле начался период 6-го массового вымирания видов. Такого же стремительного, как и период, когда вымерли динозавры. А ведь человек – это такой же биологический вид. Тогда почему мы считаем, что если все вокруг умирают, то мы обязательно выживем? Если большинство из нас даже не понимают, в какой мы сейчас опасности. У нас еще есть шанс все изменить, но время остается все меньше. С катастрофической скоростью увеличиваются мертвые зоны в Мировом океане. Это такие районы, в которых из-за снижения концентрации кислорода любая форма жизни погибает. Только вдумайтесь, первая мертвая зона была обнаружена в 1970 году. В 2004 году
их насчитывалось 146, а в 2008 году обнаружено уже 405. И их число увеличивается с каждым днем. Мертвые зоны, как правило, образуются вблизи населенных берегов, так как на их формирование во многом влияют сточные воды и содержащиеся в них химические вещества. Это привело к тому, что размер одной из крупнейших мертвых зон сейчас составляет уже около 70 тысяч квадратных километров. Океан умирает, а значит и мы вместе с ним. Ведь океан дает нам кислород и защищает Землю от перенагревания. Но в это время мертвые зоны – это обратимый процесс. Но на решение этой задачи никто не уделяет внимания, потому что экономисты утверждают, что сводить загрязнение к нулю неэффективно. Стоимость этого сокращения превысит выгоды. Вот и получается, что в потребительском обществе действия ради спасения жизни просто невыгодны. Shocking facts. Шокирующие факты. На сегодняшний день существует уже масса технологий для определения, очистки и получения питьевой воды. Но при этом не менее 2 миллиардов человек пьет воду, загрязненную фекалиями. Давайте посмотрим следующий ролик, и вы пойдете к кому угодно. Мир уже разделился на тех, кому остро не хватает воды, и тех, у кого она пока еще есть. Согласно данным Организации Объединенных Наций, человечеству необходимо осознать, что надвигается масштабный водный кризис. И это при том, что мы сегодня умеем добывать воду даже из воздуха, и даже в самом засушливом регионе. Вода из тумана. В одной из крупнейших столиц мира, Лиме, расположенной в пустыне, туман собирают в огромной сети и используют его для производства питьевой воды. А в Марокко находится одна из самых крупных установок, которая производит из тумана до 6000 литров питьевой воды в день. Эксплуатация практически ничего не стоит и не требует внешней энергии. Вода из воздуха. Генераторы воды из воздуха позволяют извлечь до 3000 литров питьевой воды в день и могут быть масштабированы до 1 миллиона литров. Могут быть мобильными и стационарными, работать от любого источника энергии и в любых климатических условиях, даже в засушливой пустыне. Используются для нужд армии в некоторых странах, а также хорошо зарекомендовали себя в чрезвычайных ситуациях. Например, в 2010 году после землетрясения на Гаити генератор произвел 1000 галлонов чистой воды для питья, промывания ран и хирургических операций. Неужели ты согласен умирать от жажды при наличии таких современных технологий? Опреснители воды. По всему миру около 16 тысяч опреснительных установок очищают океанскую воду от соли и превращают ее в пресную. Они могут производить миллионы галлонов пресной воды в сутки и обеспечивают 300 миллионов человек. Инновационные разработки уже позволяют опреснителям быть экологичными, работать даже на энергии океанических волн и не вредить океану. Могут сохранять в воде минералы, необходимые для орошения полей,
а из оставшегося рассола извлекать полезное ископаемое. Это предел цинизма и жестокости, когда в странах, расположенных на берегу океана, миллионы людей умирают от жажды при наличии таких технологий. И это суть потребительского формата общества, в котором мы живем. Повторная очистка воды. Технология прошла множество испытаний, безопасна даже для питья, и ее качество превосходит стандарты Всемирной организации здравоохранения. Тем временем, каждые 2 минуты умирает один ребенок от болезни, связанной с загрязненной водой. Уже 2 миллиарда человек в мире пользуются источниками с загрязненными фекалиями. К 2025 году половина населения планеты будет жить в районах с дефицитом воды. Всего через 3 года это будет каждый 2-й человек. На самом деле у нас нет и этих 3 лет. Из-за изменения климата ситуация на планете каждый день стремительно меняется. И беда приходит туда, где ее никто не ждал. Так что выберешь лично ты? Умирать от жажды? Или пить воду с фекалиями? Вот такой выбор у тебя в потребительском обществе. У человечества сегодня есть все технологии, способные напоить каждого. Но в потребительском формате тратятся триллионы на убийство людей. А спасать наши жизни – это дорого. Мы своим бездействием поддерживаем этот жестокий, тупиковый и абсурдный формат потребительского общества. Формат, в котором эти проблемы никогда не будут решены, потому что наше выживание для потребительского общества – это заработок. Прибыль сегодня важнее наших жизней, а наши смерти – всего лишь сухие цифры. Единственный выход – это смена формата. Самое важное, что ты можешь сейчас сделать для спасения своей жизни, жизни своих близких и всех людей на планете — присоединиться к информированию о созидательном обществе. Потому что только сменив формат общества, мы сможем поставить ценность жизни в приоритет. Повсеместно внедрим передовые технологии и гарантированно защитим жизнь каждого человека. Действуй! Информируй о созидательном обществе. Это был всего лишь один пример того, как работает общество потребления. У нас есть все необходимое для улучшения жизни человека, но это недоступно. Давайте посмотрим на другой пример того, как общество потребления лишает нас жизни. Давайте посмотрим на Японию. Уже сегодня ученые из разных стран предсказывают мегаземлетрясение, которое произойдет в Японии. Но они не могут объявить эту информацию, потому что нет решения, что делать в нынешнем формате общества потребления. Люди не предупреждены. Давайте посмотрим видео на эту тему. Мегаземлетрясение может уничтожить Японию и ближайшие регионы. Почему? Япония стала архипелагом около 12 тысяч лет назад, в конце ледникового периода.
а до этого она была частью материка. Каждые 12 тысяч лет на Земле происходят глобальные катаклизмы и тектонические сдвиги, которые меняют облик планеты, затапливая одни континенты и поднимая другие. Сейчас наша цивилизация живет в конце 12-тысячелетнего цикла. Идут глобальные и катастрофические изменения. Япония – одна из стран, попадающих в самое пекло климатических событий. Алексей Любушин из Института физики Земли имени Шмидта предсказал землетрясение в Тохоку 2011 года, за 3 года до него, анализируя сейсмические шумы. По его оценкам, это землетрясение было лишь форшоком, то есть землетрясением-предшественником Великой японской катастрофы. Он прогнозирует землетрясение магнитудой 10 в районе Японии в ближайшие годы. Разрушительная мощь такого землетрясения до 32 раз сильнее того, которое было в Тохоку. Такого мегаземлетрясения наша цивилизация еще не переживала. Немецкие сейсмологи также отмечают предвестники нового землетрясения в Японии в ближайшие годы магнитудой 10 или более. Все указывает на жолоб Нанкай. Исследователи из университета Кобе также предупреждают о готовящемся мегаземлетрясении в районе жолоба Нанкай. Они обнаружили здесь ускоренное движение тектонических плит. Международные исследования показали, что там из недр стремительно поднимается магматический купол. Он внедряется из мантии, деформирует земную кору и вызывает землетрясение. Активный подъем магмы во время смены цикла вызовет небывалые тектонические движения в этом месте. Последствия затронут все прилегающие страны. Подобное мегаземлетрясение может повлечь сокрушительные извержения вулканов Японии. Уже сейчас фиксируется магматическая активность в кальдерах Айра, Асо, Кикай. Землетрясения любого из супервулканов грозят всем жителям планеты вулканической зимой и ледниковым периодом. Даже такое подготовленное к землетрясениям государство не может противостоять такой силе разрушения. Мы просто обязаны предупредить жителей Японии об этой опасности, чтобы заблаговременно переселить их на безопасные территории, а это 126 миллионов человеческих жизней. Их страна в любую минуту может исчезнуть с карты мира. Готова ли столь развитая страна, как Япония, справиться с предстоящим апокалипсисом? Готовы ли помочь ей в переселении другие страны? В нынешнем формате потребительского общества переселить людей отдельной страны не представляется возможным по экономическим, политическим и другим причинам. Разве такое землетрясение будет проблемой только Японии? Никакие границы, никакие стены не остановят атаки климата. Он беспощаден и денег не берет. Перед лицом общепланетарной опасности необходимо объединение всего научного и технического потенциала во имя будущего человечества. Только в созидательном формате общества возможно единовременное, мирное переселение 126 миллионов человек. Созидательное общество – наш единственный выход. Распространяя эту информацию, ты спасаешь жизни миллиардов человек. Действовать нужно сегодня, прямо сейчас, чтобы у всех нас было завтра. Greetings, everyone. Приветствую всех. Для меня большая честь участвовать в этом потрясающем форуме. Спасибо огромное каждому, кто принял участие в подготовке этого события. Благодаря общим усилиям мы сегодня можем говорить правду на весь мир. Мне очень больно за людей, которые страдают от климата, которые столкнулись с его жестокостью и разрушительной силой. Сейчас я хотел бы обратиться к скептикам. Знаете, я задаю себе вопрос, что еще нужно показать? О чем еще нужно рассказать вам, чтобы вы поняли,
что человечество прямо сейчас гибнет в полномасштабной войне. Некоторые говорят, что мы якобы манипулируем темой климата. Скажите, какая нам с этого выгода? Нам говорят, что мы запугиваем людей. Запугиваем? С каких пор знать правду означает быть запуганным? Климат для нас не инструмент манипуляции. Климат — это наш общий враг. Мы месяцами не спим по ночам, чтобы вы узнали правду, чтобы спасти, в том числе, вашей жизни, жизни тех, кто не верит нам. Скажите, какой нам смысл тратить кучу средств? Какая нам с этого выгода? Пора включить свои мозги и подумать вот о чем. Мы живем на одной планете. Это наш единственный дом. И климатические катаклизмы коснутся каждого, даже если они сейчас происходят в 1000 километров от вас. Каждый катаклизм — свидетельство изменения климата на всей планете. А значит, и за вашим окном, даже если вы еще этого не видите. Правда заключается в том, что когда вы столкнетесь с мощью климата, будет уже поздно что-то предпринимать. Единственная выгода, которую я хочу извлечь, это спасение своей жизни и жизни людей. Поэтому я человек и хочу жить. Поэтому я говорю правду открыто. И сейчас я хотел бы обратиться к священнослужителям. Климат убивает всех нас. Почему вы молчите? Почему? Не говорите правду о том, что сегодня единственный выход из спасения человечества — это созидательное общество. Об этом нельзя молчать. Вы можете предупредить людей и спасти жизни верующих по всему миру, которые слушают вас. Почему вы этого не делаете? В послании Иакова сказано: «Всякий, кто знает, как делать добро и не делает, грешит». Разве вы не знаете этого? Своим молчанием мы убиваем друг друга. Ведь наше молчание об изменении климата равносильно убийству. Убийству ни в чем не повинных людей, которые спокойно спят, не зная, что их ждет. Первая священная заповедь буддизма запрещает причинять вред и убивать человека. В исламе самым большим грехом является убийство невинного человека. Так почему вы молчите? Я обращаюсь к тем немногим настоящим священнослужителям всех религий, которые действительно служат Богу, а не мамоне. Вспомните, зачем вы пришли в религию? Если вы действительно пришли служить Богу во благо людей, а не сидеть на чужой шее, то не молчите. Говорите правду. Говорите о созидательном обществе. Спасибо. Мы услышали от ученых, что в ближайшее время есть вероятность, что произойдут землетрясения магнитудой 10 баллов в ближайшем будущем. Энергия от такого землетрясения будет в 32 раза больше, чем от землетрясения магнитудой 9 баллов, которое произошло в 2011 году в Тохоку. И землетрясений такой силы наша цивилизация еще не видела. Но, к сожалению, каждый раз во время цикла 12 тысяч лет происходят не только землетрясения, но и извержения супервулканов.
И Джо Бландл расскажет нам об этом. Джо — исследователь, изобретатель и предприниматель. Джо, передаем вам слово. Здравствуйте, меня зовут Джозеф Тимоти Бландел, и я хотел бы поблагодарить Созидательное общество за предоставленную мне возможность выступить на этой исторической конференции. Многие этого не знают, но у греков и индусов есть легенды о цикличности катастроф. Многие люди задавались вопросом, почему эти циклические бедствия могут стать причиной либо становления цивилизации, либо полного ее уничтожения. На самом деле это очень простой физический закон. Дело в том, что галактика Млечный Путь имеет гигантское северное магнитное поле и гигантское южное магнитное поле. И при взаимодействии этих двух полей создается волновое колебание. В течение 12500 лет Земля находится в южной полусфере этих волновых колебаний, а другие 12500 лет — в северной. Казалось бы, ничего особенного, да? Что ж, пространство, где эти волновые полусферы сходятся вместе, представляет собой 3% участок галактики, через который мы будем проходить в течение 200 лет. Если проследить за этой 3% областью пространства до центрального объекта галактики, то именно в этом месте происходит постоянное вращение звезд. Так что нельзя недооценивать колоссальные объемы энергии данного участка космического пространства. И, конечно же, именно из-за этого магнитного взаимодействия и магнитной индукции в данном участке, через который проходит наша планета в течение этих 200 лет, и возникает циклическая активация супервулканов. Можно сравнить это с работой часового механизма. Ровно половину большого цикла назад, 12500 лет назад, у берегов Италии взорвался супервулкан Флегрейские поля. Ровно один большой цикл назад, 25 тысяч лет назад, произошло извержение Таупо, Новая Зеландия. Ровно 1,5 больших цикла назад снова произошло извержение супервулкана Флегрейские поля. И ровно 2 больших цикла назад, а в этом участке космоса летает множество обломков космических объектов, в связи с чем Земля также подвержена ударам метеоритов. Так вот, именно поэтому у нас есть каньон Диабло, образовавшийся в результате падения метеорита ровно 48 тысяч лет назад. И было бы упущением не упомянуть о ближайшем к нам по времени самом катастрофическом суперизвержении. Это было извержение Тоба, примерно 76 тысяч лет назад, ровно 3 больших цикла назад. Произошедшее тогда извержение супервулкана было настолько сильным и мощным, что человеческая популяция сократилась примерно до 8 тысяч человек. Нас осталось всего 8 тысяч. Такие события уничтожают цивилизации и целые виды. Причина в том, что исчезли неандертальцы, заключается в том, что супервулкан Флегрейские поля извергался ровно 8 больших циклов назад и стер их с лица Земли. Так что сила, о которой я говорю, чудовищная. Просто для понимания приведу пример. Извержение супервулкана равносильно взрыву 1000 атомных бомб типа Хиросимы в секунду. И если взять все ядерное оружие, которое у нас есть во всем мире, и взорвать его, то мощность взрыва будет равносильно первым 6 минутам извержения супервулкана, которое в среднем длится 49 дней. Итак, принимая во внимание колоссальный масштаб грядущей катастрофы, как нам к ней подготовиться? Спасибо, Джо, за изучение 12-тысячелетней цикличности. И, дорогие зрители, оставайтесь с нами, поскольку мы будем глубже погружаться в факты того, что уже происходит с нашей планетой и что мы можем ожидать в ближайшем будущем. Мы также хотели бы поблагодарить всех исследователей, которые говорят об истинной причине климатического кризиса. Это настоящие ученые, которые заботятся о жизни людей, даже тогда, когда небольшая группа коллаборационистов угрожает им. Мы хотим, чтобы вы знали, что мы чтим вас и вашу работу. И мы хотим объявить, что волонтерами проекта «Созидательное общество» из 180 стран мира при поддержке ученых, исследователей, профессионалов и экспертов создается независимая платформа для объединения научного потенциала с единой целью — выявление истинных причин изменения климата, не связанных с деятельностью человека, поиска решений и предоставление правдивой информации о процессах, происходящих на планете, для широкой общественности.
Мы приглашаем всех ученых и исследователей присоединиться. А также, дорогие зрители, пожалуйста, не забывайте делиться этим прямым эфиром. Я уверена, что сейчас вы понимаете, насколько важна информация, которая озвучивается, важна для каждого человека на нашей планете, поскольку эта информация спасет наши жизни, жизни наших родных и близких. Пожалуйста, делитесь. И также в процессе просмотра этого международного форума, пожалуйста, записывайте ваши видеоотзывы. Каковы ваши понимания? Возможно, приглашение ваших друзей, либо родных, либо ваших коллег присоединиться к просмотру и отправляйте их к нам на creativesociety.com. Мы будем рады услышать ваше мнение. А далее давайте посмотрим видео о землетрясениях и вулканах, интенсивность и частота которых уже аномально возрастает. Землетрясения и вулканы. Мощь недр Земли проявляется на поверхности непредсказуемо, приводя к колоссальным разрушениям и уничтожая все живое вокруг. В последние годы эти выплески энергии планеты стремительно растут гигантскими скачками. Начало происходить нечто необъяснимое. В 2015 году в районе Японии было зафиксировано землетрясение на рекордной глубине 751 километр. Такое ранее не наблюдалось, и более того, наукой считалось невозможным. Предполагалось, что землетрясения происходят только в земной коре и верхней мантии, когда ломаются и смещаются блоки литосферных плит. На большой глубине вещество более пластичное и ведет себя не как хрупкое стекло, а скорее как пластилин. Ломаться здесь нечему, но землетрясения происходят, и это факт. Ужас в том, что их количество и магнитуда нарастают. Землетрясения не только уходят на глубину, но и все больше подбираются ближе к поверхности. А значит, они становятся более разрушительными. Сейчас все большее их количество сосредотачивается на глубине около 10 километров. Например, целая серия из 36 сейсмособытий со значительной магнитудой от 4,5 до 7 произошла рядом с Новой Каледонией в начале апреля 2022 года. Только одно землетрясение такой же силы и глубины в августе 2021 года на Гаити вызвало фатальные разрушения и унесло жизни более 2200 человек. Смертельная угроза все быстрее поднимается к поверхности Земли. Прямо на глазах появляются трещины, активизируются разломы. Земля в буквальном смысле расходится под ногами, поглощая целые дома. Активизировались разломы в США, Кении, Исландии, Турции, Китае, на Байкале и в других регионах. Каждый из них способен нанести огромный ущерб. Это вскрывающаяся под ногами бездна. Доктор физико-математических наук, профессор Института физики Земли Юрий Кузьмин провел масштабное исследование смещения земной поверхности в зонах разломов. Доминирующей аномалией оказалась просадка земной поверхности. Это говорит о том, что земная кора расходится из-за расширения планеты. Земля буквально трещит по швам. На планете растет количество зафиксированных раев землетрясений, скоплений ритмичных ударов. Для роя характерны близкие по значению магнитуды сейсмособытий, происходящих с коротким интервалом в одном месте. Количество сейсмособытий в отдельных раях землетрясений выросло с единиц и десятков до сотен, а иногда и тысяч. Выросли их магнитуда и продолжительность.
Это происходит из-за проникновения магмы и горящих газов в микротрещины пород. Раи фиксируются теперь не только в зонах разломов и возле вулканов, но и в более стабильных регионах. В районе Палгхар в Индии, расположенном в устойчивом континентальном регионе, в сентябре 2018 года начался рой землетрясений и продолжается до сих пор. Только за 2 года на небольшом участке произошло около 5000 землетрясений магнитудой до 3,8. А то, что происходит с августа 2020 года в проливе Брансфилд у берегов Антарктиды, ученые охарактеризовали огромным магматическим вторжением. За 6 первых месяцев было обнаружено около 85 тысяч землетрясений, максимальная магнитуда которых достигла 6. Обычно эти процессы происходят в геологических временных масштабах, а не в течение человеческой жизни, рассказал соавтор исследования Симоне Ческо, сейсмолог из исследовательского центра в Потсдаме. Магма буквально пожирает литосферную плиту изнутри. За полгода она прошла 2/3 пути до поверхности. До катастрофического прорыва остается всего 5 километров толщи пород. И это лишь один пример. Подобное происходит повсеместно. И сейчас перед нами встает один большой вопрос. Что за херня вообще происходит? Несмотря на то, что в последние годы катастрофически растет число землетрясений, и исследователи и очевидцы это подтверждают, официальные сейсмические службы пытаются это опровергать. У мировых сейсмологических служб наблюдаются странные нестыковки в данных. На их графиках количество землетрясений резко уменьшается, но разные службы демонстрируют это в разные годы. Такое впечатление, что мировые геофизические агентства договорились лгать, но не согласовали, как именно. Если обратиться к международным порталам сбора официальных геофизических данных с разных стран и собрать всю информацию воедино, то получается следующая картина. Как видно на графике, ни о каком уменьшении сейсмической активности в целом речь не идет. Почему об этом никто не говорит? Почему нет планов эвакуации населения из опасных областей? Реальность показывает, что никто не предупредит и никто не эвакуирует нас, когда наступит самая критичная ситуация. Да и сами подумайте, если нам врут о силе и количестве землетрясений, для чего им спасать нас? Only one is a whole area to serve as a maternity clinic. It's damaged. 7.6 earthquake, which was killed something like 80,000 deaths, injuring tens of thousands, and caused extensive damage in northern Pakistan, leaving Совсем обескураживающим выглядит то, что количество землетрясений магнитудой от 3 до 4 в базе данных сократилось в 10 раз. А для некоторых стран, таких как Индонезия или Филиппины, оно было урезано с нескольких тысяч в год практически до нуля. Как такое может быть? Куда бесследно пропало около 24 тысяч землетрясений? Их случайно не зафиксировали датчики? Что за нах? Нас что, держат за баранов? Зачем подделывать сейсмические данные? Это делается для того, чтобы запутать людей, скрыть реальную картину происходящего и утаить надвигающуюся катастрофу, тем самым преступно пренебрегая жизнями миллиардов людей ради собственной власти и наживы. Самое обидное, что этими сейсмоданными пользуются ученые для проведения серьезных исследований. Никому не приходит в голову сомневаться в их достоверности, ведь они из официальных источников. В мире введена монополия на сейсмоданные.
И эти монополисты оставляют за собой право даже не объяснять манипуляцию с данными. И в то время, как эти коллаборационисты занимаются подделкой данных, в недрах нарастает магматический апокалипсис. В последние десятилетия Земля скачкообразно ускоряет свое вращение, а значит увеличивается центробежная сила. В результате в районе экватора планета расширяется и увеличивается в объеме. Это приводит к тому, что земная кора растрескивается, а геологические разломы активируются. В это время в недрах Земли с магмой происходят процессы, схожие с кавитацией крови. Кавитация крови во время кессонной болезни – это угрожающее жизни явление, известное водолазам при быстром всплытии на поверхность. Из-за резкого сброса давления растворенные в крови газы мгновенно высвобождаются и происходит как бы вскипание крови. В недрах Земли резкие сбросы давления связаны с мгновенным увеличением центробежных сил при скачкообразном ускорении вращения планеты. Это вызывает резкое устремление магмы к земной поверхности. Литосферные плиты разрушаются кавитационными микровзрывами активной газонасыщенной магмы, так же, как стенки сосудов вспененной кровью у водолаза. Этот процесс разгоняет сам себя, охватывая все более глубокие слои мантии. Поэтому мы наблюдаем все более мощные и глубокие землетрясения и сейсмические раи. Подтверждением того, что этот процесс увеличивается и ускоряется, может служить мощное двойное землетрясение на большой глубине в Перу. А распирание и усиление давления на земную кору за счет кавитации магмы подстегивает разрушительный процесс. Чем это грозит нам? Скоро мы увидим такую силу извержений и землетрясений, с которой еще не сталкивалась наша цивилизация. Обратный отсчет часового механизма магматической бомбы внутри нашей планеты уже запущен. Под натиском массированной атаки из недр Земли более тонкая океаническая кора уже сдает свои позиции. Океан пока сдерживал эту мощь, но извержения переходят в наземную фазу. Тонга – яркое тому доказательство. Здесь самое большое количество глубокофокусных землетрясений. И от одного только извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 января 2022 года пострадало 80% населения близлежащего региона. Если на такое способен один вулкан, то чего ожидать от массового извержения наземных вулканов? Ведь уже сейчас наблюдается их синхронизация. Более толстая континентальная кора пока держит оборону, но это ненадолго. Это грозит наступлением вулканической зимы и нового ледникового периода. Своей неистовой мощью магма уже разбудила вулканы, которые спали сотни и тысячи лет. Наша планета все больше становится похожа на заминированное поле, где как по цепной реакции начинают детонировать снаряды. Но еще большую угрозу таят в себе те вулканы, которые еще не проснулись. Таких гигантов, как Йеллоустоун, Кампифлегрей, Эльбрус, Лаах, Кикай называют вулканами судного дня, потому что извержение каждого из них может привести к исчезновению всего живого на Земле. Они тысячелетиями сдерживали мощь недр Земли, но сейчас уже демонстрируют признаки активации. Когда же магма под этими вулканами пройдет критическую отметку, то масштаб катастрофы трудно даже представить. Наша планета раскалывается на части, а нам не до этого. Бесконечные проблемы потребительского формата закрывают нам глаза, не давая увидеть главное.
Нас обманывают, манипулируя данными. Статистика по землетрясениям подтасовывается так же, как это происходит с данными температур. Те, кто это делает, молчат. Кто-то за деньги, а кто-то, возможно, чтобы не пугать людей и не плодить панику. Чтобы люди спокойно доживали свои последние дни. People die inside the dead body inside the house. It's a nightmare. Well, I'm pretty well fucked. I fell through that hole. Чтобы мы с закрытыми глазами шли прямо в обрыв, пока кто-то знает, но намеренно скрывает или боится озвучить правду. Но у нас все еще есть шанс. И поэтому мы просто обязаны говорить правду. Мы сможем противостоять катаклизмам, если объединим научный потенциал. Но для того, чтобы управление климатом стало нашей реальностью, ученым важно объединиться в единой цели — сохранить жизнь всего человечества. Это возможно только в созидательном обществе. Решай, выбор за тобой. На кону твоя жизнь. Умалчивать эти факты — это преступление против человечества. Вы спросите, зачем это умалчивается? Почему скрывается? Чтобы пролонгировать спокойное существование, пока общество потребления продолжает потреблять друг друга и нашу планету. А почему мы молчим, я хочу спросить? Думаем, что поживем еще спокойно? Поживем, но недолго. Таким отношением, ложью, замалчиванием правды мы лишаем себя шанса на будущее. Когда люди видят правду о климате, то это мобилизирует людей. Они понимают, что это последняя война человечества. Они мобилизируются, чтобы противостоять. Ни одна победа невозможна без единого и хорошо организованного сопротивления. Сейчас те люди и ученые, которые занимаются этим, они понимают, насколько это опасно для нас, людей, но они не знают, как это решить. И вот тут ответ на ваш вопрос. Зачем нам необходимо созидательное общество? Чтобы найти способ противостоять климату. Надо объединить усилия и финансирование ученых по всему миру. Они должны были уже вчера начать работать вместе во имя спасения людей на планете. Но в потребительском обществе этого не будет. В потребительском формате те деньги, что выделяются, как уходили, так и будут дальше уходить в неизвестном направлении. Ну, вернее, в известном, в чьи-то карманы. Видя все это, трудно представить, на что надеются эти коллаборационисты, о которых мы говорили ранее на форуме. Планируют ли они заплатить вулкану или землетрясению деньгами, которые они получают за фальсификацию данных? Их действия абсурдны, потому что в панике они пытаются заткнуть все дыры, через которые просачивается правда, и их империя лжи рушится. А тем временем миллионы людей уже теряют свои дома и вынуждены искать убежище в других странах. Человек бежит за лучшей жизнью, а становится товаром в потребительском формате общества. Сейчас вы узнаете больше о трудностях жизни беженцев.
Каким пыткам вы подвергались? Они сжигали нас заживо. Они безжалостно избивали наших матерей, сестер, детей. Они совершали групповые изнасилования женщин и сжигали их заживо после изнасилования. Мы приехали сюда, чтобы спасти жизни наших матерей и сестер. 21 век. Что с нами не так? Беспредельная жестокость, бесчеловечность стали основой нашего общества. Никто не уверен в своей безопасности. Военные конфликты и климатические катастрофы сегодня возникают в любой момент, в любой точке мира. Беженец – это сегодня стопроцентная перспектива для каждого жителя нашей планеты. А знаешь ли ты, что такое быть беженцем? Здесь, в лагере беженцев Кутупалонг, мы как в тюрьме. Мы уже потеряли свою прекрасную жизнь. И что же, будущее наших детей тоже будет разрушено? Почему мы приехали в Бангладеш? Мы подвергались жестоким пыткам. Почему мы подали иск против властей Мьянмы в Международный уголовный суд, но до сих пор лишены наших законных прав? Как долго будут длиться наши страдания, как беженцев? Прошло уже 30 лет с тех пор, как мы стали беженцами. У нас нет будущего. Какое будущее ждет наших детей? Да, сейчас кажется, что прошло уже больше 30 лет. В течение этих 30 лет мы не могли жить как люди. Нет места в этом мире, где мы могли бы жить в безопасности. Оказалось, что наша жизнь в этом лагере беженцев еще более ужасная, чем жизнь заключенных. Когда люди становятся заключенными, им назначают адвоката, чтобы они могли избежать наказания. Но мы живем здесь, как заключенные, более 30 лет. И во всем мире для нас нет ни одного адвоката. Мы хотим выбраться из этой ужасной тюрьмы. Если правительство Бангладеша захочет, оно может освободить нас из этой тюрьмы. Мы хотим сообщить об этом всему миру, всем правозащитникам. Мы больше не хотим быть беженцами. Мы не хотим видеть наше будущее поколение беженцами. Мы бы покончили с собой, если бы заранее знали об ужасных страданиях жизни беженцев. Сегодня лагеря беженцев – это лагеря смерти, концентрационные лагеря. И это результат работы ООН и других организаций по оказанию помощи беженцам. Таковы реалии потребительского формата общества, в котором мы все живем. Формата бесчеловечности, равнодушия друг к другу, крайней жестокости и безответственности за происходящее. Никакая смена тех или иных представителей власти не улучшит ситуацию, пока не будут изменены условия. Для того, чтобы изменить эту ситуацию, необходимо изменить формат взаимоотношений между людьми и обществом в целом. Необходим формат, в котором ценность человеческой жизни, ее защищенность и безопасность будут гарантированы каждому. А человечность, взаимопомощь и поддержка будут основой взаимоотношений между людьми. Оптимальным решением является построение созидательного общества. Если ничего не поменять сейчас, то завтра каждый из нас окажется в этом концентрационном лагере. И это лучшая перспектива для тебя, как для беженца. Условия там ужасные и очень плохие. В каждом лагере живут люди. Может быть 100 палаток или около 100.
Между палатками нет никакого пространства, никакого безопасного пространства. Во время моего последнего визита в лагерь я видел детей без обуви, когда шел снег. Некоторым детям было все равно на холодную погоду, а некоторые отцы не спали всю ночь, чтобы защитить своих детей от холода, потому что там не было обогревателей. Потому что трудно взять обогреватель на ночь, ведь это просто палатка. Так что это небезопасно. Проблема, я думаю, в том, что все неправительственные организации должны сосредоточиться на том, как улучшить ситуацию, а не на том, как дать пострадавшим надежду на 2 недели и на этом закончить. Многие неправительственные организации просто предоставляют им еду, одежду, и мы нуждаемся в этом. Но вопрос в том, почему каждый год зимой у нас возникает эта проблема. Поэтому, что делают НПО? Они просто сохраняют все как есть, и каждую зиму оказывают одну и ту же помощь. Если бы в течение 1 года деньги собирались и тратились на строительство домов для людей, этой проблемы просто не возникало бы. Это даст возможность сосредоточиться на других вопросах и налаживать там экономику. Так почему же выгодно существование этих лагерей по всему миру? Что не дает решить этот вопрос раз и навсегда? Ответ очевиден. Беженцы – это бизнес. Черный бизнес, где товар – это люди. Ты – товар. Во-первых, беженцы – это легкая добыча. Их не будут искать. Они никому не нужны. Ни государству, с которого они бегут, ни принимающей стороне. Во-вторых, беженцы – это выгодный бизнес, который дает постоянную прибыль. Их можно продавать несколько раз с минимальными вложениями, получая максимальные доходы. В-третьих, беженцы – это товар, на который существует постоянный спрос для секс-торговли, дешевой рабочей силы и торговли органами. В-четвертых, лагеря беженцев – источник как официальных, так и неофициальных доходов для тех, кто работает в самих лагерях, и для тех, кто работает в международных организациях. В-пятых, в потребительском формате этот чудовищный бизнес невозможно прекратить, потому что существует неиссякаемый спрос. И в этом замешаны государственные органы. И всегда будут причиной, из-за которых люди вынуждены бежать. В этом бизнесе очень много браконьеров, очень много преследователей, очень много охотников. И у этих людей все схвачено. Так что правительство тоже знает об этом. Таможня знает об этом. Береговая охрана об этом знает. То есть какая лодка откуда и куда движется. Так что от начала и до конца маршрута, да, это бизнес. И опять же, в это вовлечены все. Сейчас из-за войны в большинстве стран, где людям нужно куда-то переехать, на рынке появилось много мошенников, которые говорят, мол, хорошо, вы платите мне такую-то сумму, и я перевожу вашу семью в целости и сохранности. Если мошенник оказывается мясником, то знайте, семья в большой беде. И вы никогда не узнаете, целы ли ваши родные, потому что намерение мошенников – просто вынуть из них то, что нужно. Так что либо семья мертва, либо что-то в этом роде. Торговля людьми – это глобальная эпидемия. И дело не в национальности или в том, что человек приехал из другого региона. Мы слышали о случае, когда девочка, которой было всего лишь 8 лет, забеременела в лагере беженцев. Мы не досчитывались целой части этих лагерей беженцев, где людей забирали в фургон и увозили в неизвестном направлении. И это не прекратится в ближайшее время, судя по тому, сколько этих лагерей беженцев и сколько людей туда прибывают. Лагерь беженцев. Это может прозвучать крайне абсурдно, но вы должны понимать, как это работает. В лагере беженцев сложно найти красивых девочек или красивых мальчиков. Я не зря делаю акцент на мальчиках и девочках, потому что молодые парни тоже пользуются хорошим спросом.
Это нужно понять. Так что даже мальчики не в безопасности. Чем светлее кожа, тем лучше. Белая кожа пользуется спросом на рынке плоти. Я серьезно. Дети из лагеря беженцев, они как арахис. Причина, по которой я сравнил их с арахисом, в том, что они являются начинкой. Это просто начинка. Если партия неплохая, хорошо, мы добавим еще. Возьмите их из этого лагеря беженцев. Сотни тысяч людей гибнут в военных конфликтах, а миллионы становятся беженцами. Пока общество основано на принципе «разделяй и властвуй», пока существует постоянная борьба за ресурсы, продолжается противостояние и разделение сфер влияния, ни один человек не будет в безопасности. Большинство организаций страдают от сокращения средств на поддержку беженцев. Почему? Политические вопросы играют здесь не последнюю роль. Двуличность. Решайте свои политические вопросы друг с другом. Но ведь здесь есть беженцы и внутренне перемещенные лица. Им нужен кров, им нужна еда, им нужна медицинская помощь, им нужно многое, но нет, у нас нет в этом интереса. Гуманитарная работа сейчас политизирована. Буквально. Наша страна втянута в войну уже 40 лет, может даже 45 лет. Но решения по-прежнему нет. В любом случае, все мы люди. Мы хотим одного и того же. Получить образование, иметь все необходимое для жизни. Политики принуждают, они создают армии, чтобы можно было убивать людей, для того, чтобы получить свою выгоду. Поэтому, когда есть политическая стабильность и хорошее управление, люди не будут бежать из своей страны. У нас здесь также есть беженцы, которые приезжают из-за голода, из-за экономических проблем. То есть не только из-за войны, но даже из-за таких проблем, как засуха. Беженец — это человек, убегающий от смертельной опасности, но впереди его ожидает смерть. Граница сейчас напоминает сцены из боевиков. Многие люди не могут пересечь границу, потому что их могут поймать военные. А военные могут посчитать, что это враг, и расстреляют его. И я видел, как убили женщину с ребенком возле границы, всего в 10 метрах, за то, что они пытались ее пересечь. Сегодня климат вынуждает огромное количество людей покидать их страны. В потребительском обществе этим людям нет места нигде. Только в лагерях беженцев, которые и так переполнены. Но даже и там им нет спасения от климата. Из-за изменения климата мы должны ожидать, что в ближайшие годы и десятилетия могут произойти действительно серьезные катастрофы с большим количеством беженцев. Мы видим, что люди оказываются в отчаянном положении из-за конфликтов, из-за изменений климата. Переселенные люди больше не могут жить прежней жизнью, и они оказываются в отчаянной ситуации. В результате появляются те, кто хочет поживиться за счет этих людей, оказавшихся в отчаянном положении. Понимаете? И это происходит в лагерях беженцев, где людям обещают значительные суммы денег за то, что они расстанутся со своими органами. И в случаях, когда им предлагают работу, после чего выясняется, что по сути это практически как трудовой лагерь. Такие случаи совершенно точно происходят. Получается такой замкнутый круг. И я думаю, что мы уже это наблюдаем. Защитники в области борьбы с торговлей людьми стали больше говорить о тесной взаимосвязи между торговлей людьми и изменением климата. Потому что нельзя. Один фактор будет усугублять другой. Мы снимали сюжет для проекта о людях, которые пострадали от наводнения и потеряли свои дома.
Мать-одиночка с 12 детьми рассказывала нам, что ей и так приходилось бороться за выживание, будучи многодетной матерью-одиночкой. А потом, ни с того ни с сего, эти наводнения обрушились на все ее хозяйство, разрушили ее дом, и теперь она бездомная. Она рассказывала нам, что у нее были навязчивые мысли о самоубийстве. Это показывает нам, как реальное изменение климата негативно влияет не только на благосостояние, но и на физическое и психическое здоровье пострадавших людей. И второе, конечно, более очевидное, это потери и ущерб. У людей есть собственность, дома, а потом происходит наводнение, оползни, которые отбирают все, что у них было. Ситуация с беженцами четко отражает картину нашего общества сегодня. В потребительском обществе никто не хочет решать чужие проблемы. Каждый сконцентрирован на себе. Кругом сплошное лицемерие и ненависть. Мы в буквальном смысле поедаем друг друга. В потребительском формате никогда не решить ни одну проблему. Такое общество не имеет перспективы. Это тупик и обреченность. В разных точках мира расположены современные концлагеря, лагеря беженцев. Некоторые из них существуют более 70 лет. Поколения людей становятся вечными заключенными в этих концлагерях. Решение этого вопроса стало невозможным, потому что беженцы – это выгодный миллиардный бизнес без налога. Для потребительского формата общества люди – это товар. Средства, выделяемые на нужды беженцев, растаскиваются по карманам. И как результат, вместо нормальных условий для существования – брезентовые палатки в мороз, электрообогреватели без электричества, ведра с ледяной водой на улице вместо нормальных душевых. Беженцы – это люди, застрявшие между государствами, без прав и защиты. Они становятся легкой добычей для торговцев людьми. Дети пользуются спросом на рынке органов и в качестве сексуальных рабов. Именно поэтому никто не станет ничего делать, чтобы помочь людям. Потому что лагерь беженцев столь же прибыльен, как и нефтяная вышка. Только тут качает не черное золото, а человеческую жизнь. Ситуация с климатом и постоянные военные конфликты приведут к тому, что мы все станем беженцами. И что произойдет? Мы попадем в концентрационные лагеря, где перегрызем друг друга за глоток воды и кусок хлеба. Если не изменить потребительский формат, так и будет. И произойдет это не через десятки лет, это произойдет в ближайшие годы. В эту мясорубку попадут все, кто останется жив. И сейчас вы можете спросить, как это меня касается? Зачем показывать эти ужасы? Зачем мне нужна эта информация? Это касается вас напрямую. Представьте, что вдруг вашему ребенку
Вашей маленькой дочке придется куда-то перемещаться без вас. Даже подумать об этом страшно, правда? В период глобальных климатических катаклизмов миграция большого количества людей неизменна, неизбежна. И если мы не поменяем формат, то рынок торговли людьми и человеческими органами будет постоянно пополняться. Насилие доминирует везде, так как сам потребительский формат и является причиной насилия. Но так не должно быть в нормальном обществе. То, что мы ведем себя хуже зверей, признак глубокой деградации общества. Это по-настоящему страшно. И это следствие потребительского формата. И представьте, что таким обществом дегенератов мы войдем в наше ближайшее будущее. И вы спросите, что я могу сделать прямо сейчас? Прямо сейчас наша самая большая проблема в том, что люди разделены. Большинство разделено. Нет объединяющей идеи, есть ненависть и отчуждение. Но все хотят жить. Разве это не объединяющая идея? Никто не хочет, чтобы их дом взорвали или его разрушило землетрясение. Никто не хочет оказаться в эпицентре войны. Мы люди, и мы все хотим жить. Разве это не объединяющая идея? Если мы действительно хотим жить, то нам нужно торопиться. У нас есть готовая модель — созидательное общество. Это справедливое и безопасное общество. Как ты думаешь, стоит ли жизнь твоего ребенка того, чтобы сейчас приложить усилия к объединению людей? Я для себя приняла решение, что жизнь моих детей стоит того, чтобы я использовала этот последний шанс. А сейчас я хочу передать слово Везе Соланж. Я из Анголы, но сейчас живу в Южноафриканской Республике. Одна из вопиющих проблем в ЮАР заключается в том, что дети, женщины и мужчины ежедневно пропадают без вести при невыясненных обстоятельствах. Кризис в связи с торговлей людьми с каждым днем лишь усугубляется. Власти, похоже, ничего с этим не делают. Вы открываете газету, включаете новости, но даже не услышите о том, что ежедневно тысячи людей исчезают бесследно. Прямо сейчас во всем мире людей похищают даже из дома, либо по дороге в школу или на работу. И кажется, что никто не обращает внимания на этих людей. Торговля людьми разрушает семьи. Торговля людьми — это еще один жестокий способ обесценить человеческие жизни. Это влияет на общество таким образом, что люди, чувствуя себя абсолютно беспомощными, притворяются, что ничего этого не происходит. А в действительности нам нужно перестать притворяться, перестать быть равнодушными и открыть глаза на правду. Если мы чувствуем, что люди, которые должны защищать нас, больше нас не защищают, значит, мы сами обязаны защищать друг друга. Я из Анголы, но сейчас живу в Южноафриканской Республике. Одна из вопиющих проблем в ЮАР заключается в том, что дети, женщины и мужчины ежедневно пропадают без вести при невыясненных обстоятельствах. Кризис в связи с торговлей людьми с каждым днем лишь усугубляется. Власти, похоже, ничего с этим не делают. Вы открываете газету, включаете новости, но даже не услышите о том, что ежедневно тысячи людей исчезают бесследно. Прямо сейчас во всем мире людей похищают даже из дома, либо по дороге в школу или на работу. И кажется, что никто не обращает внимания на этих людей. Торговля людьми разрушает семьи.
Торговля людьми — это еще один жестокий способ обесценить человеческие жизни. Это влияет на общество таким образом, что люди, чувствуя себя абсолютно беспомощными, притворяются, что ничего этого не происходит. А в действительности нам нужно перестать притворяться, перестать быть равнодушными и открыть глаза на правду. Если мы чувствуем, что люди, которые должны защищать нас, больше нас не защищают, значит, мы сами обязаны защищать друг друга, присматривать друг за другом. В большинстве случаев единственная причина, по которой зло процветает, заключается в том, что оно уверено, что никто из тех, кто стоит на стороне добра, не будет пытаться что-либо сделать. Вот почему так важно присматривать друг за другом. Очень тяжело постоянно жить в страхе, когда видишь, что родной человек выходит из дома, а ты не знаешь, вернется ли он в целости и сохранности или нет. А если нет, то кто действительно сможет тебе помочь? Если мы не хотим жить в обществе, где царит страх, нам нужно объединиться и начать внедрять эти изменения. Нам нужно сообщать о правонарушениях. Нам нужно сплотиться. Необходимо прийти к тому, чтобы больше ни одна жизнь не была разрушена из-за торговли людьми. Очень легко обвинять правительство. Очень легко обвинить крупные компании в том, что они наживаются на всем этом. Но это было бы невозможно, если бы мы сами не способствовали этому. Это было бы невозможно, если бы мы приняли решение, и каждый бы сказал: «Я больше не буду в этом участвовать». И вот мое послание всем, кто смотрит нас прямо сейчас. Изменения должны исходить изнутри. Нам нужно снова начать относиться друг к другу как к братьям и сестрам. Вне зависимости от цвета кожи, национальности, от наших убеждений и религий. Мы должны понять, что единственный шанс, который все еще есть у этого мира, шанс перемен, это если мы объединимся и пойдем навстречу друг другу. Я искренне верю, что общество, которое ценит жизнь человека, возможно. Жизнь человека, то созидательное общество, объединяет величайшие умы мира, величайших ученых, величайших исследователей. Скажем, они создают общество с правильной информацией, способное вернуть людям всего мира понимание, что «я есть», потому что мы есть. Внезапно появляются люди, способные изменить систему. И они объединены одним идеалом, источником которого является созидательное общество. И я искренне верю, что решение будет достигнуто именно таким образом. Огромная благодарность, Веза, за то, что вы поделились. И я абсолютно согласна с вами, что сегодня созидательное общество — это наш единственный выход. И у меня есть вопрос ко всем зрителям, которые нас смотрят. Если мы продолжим существовать в нынешнем обществе потребления, верите ли вы, что у нас есть будущее? Я уверена, что каждый человек задумывается о том, куда катится этот мир, и понимает, что нужно что-то менять. Пришло время перестать притворяться, перестать врать себе, и пришло время объединяться и решать проблемы вместе, для того, чтобы мы могли посмотреть в зеркало и сказать себе, что мы сделали все необходимое для того, чтобы изменить формат общества потребления на формат созидательный. Для этого мы сможем победить в войне против климата. И сейчас у нас есть огромное количество технологий, которые помогут нам в этом. Давайте посмотрим видео. Миллионы людей в мире умирают, так и не дождавшись своей очереди на пересадку органов. В одном только Китае в листе ожидания 1,5 миллиона человек. В США в среднем 17 человек в день умирают, так и не дождавшись донора. Но
новую почку, самый востребованный орган, приходится ждать от 3 до 5 лет. В Индии ее получают только 3% нуждающихся. Скажи, что будешь делать, если орган для пересадки понадобится тебе или твоим близким? Уверен, что дождешься своей очереди. Вот какими варварскими методами сегодняшнее потребительское общество решает эту проблему. Каждый час на черном рынке продается одна почка. Живых детей, как конструктор, разбирают на запчасти, чтобы заработать до 1 миллиона евро на органах. А ты спокоен сегодня, когда твой ребенок на улице? На человеческих фермах девочек-подростков заставляют вынашивать детей, чтобы продавать их. По всему миру существуют деревни почек, где каждый житель уже продал одну почку. Родители вынуждены продавать одних своих детей, чтобы прокормить других. Воровство органов может происходить даже во время операции, и человек не подозревает, что очнулся без здорового органа. Это при том, что уже сейчас есть эффективное решение, способное спасти жизнь этих людей. Сегодня стремительно развивается технология 3D-печати органов. Успешно пересаживаются мочевой пузырь, хрящевые ткани, печатаются роговица глаза, поджелудочная железа, кровеносные сосуды. В разработке почки, кожа, сердце, печень, легкие, желудок. 3D-биопринтер уже стал частью научного оборудования на МКС. То, что когда-то было сюжетом для научно-фантастического романа, теперь продвигает наши научные исследования. Тейлор Крауч, Arganova Holdings, Incorporated. 3D-биопринтинг спасает миллионы жизней благодаря современной трансплантации, снизит смертность от хронических и возрастных заболеваний, прекратятся испытания лекарств на людях, в том числе на детях. Навсегда исчезнет это чудовищное явление потребительского формата общества. Черный рынок человеческих органов и продажа людей на органы. Эти технологии в прямом смысле не только спасут, но и защитят жизни миллионов людей. Преимущество этой технологии. Напечатанные органы дешевле донорских. Печатаются из клеток самого пациента и не отторгаются иммунной системой. Напечатанный мочевой пузырь успешно пересажен более 20 лет назад. Но пришла ли эта технология в твою больницу? Доступно ли это каждому нуждающемуся в твоем городе? В потребительском формате общества всегда есть что-то важнее, чем наши жизни. В потребительском обществе не решить эту проблему, потому что трансплантация органов — это выгодный многомиллиардный бизнес. Бизнес, построенный на здоровье и жизни людей. В потребительском обществе гораздо выгоднее, чтобы ты страдал и умирал. Самое чудовищное, что мы согласились с этим. Сегодня каждому необходимо принять решение, в каком обществе он хочет жить. В каком обществе будут жить наши дети. В обществе, где вместо спасения твоей жизни ты будешь оставаться цифрой в листе ожидания приговоренных к смерти. Надеяться на свое спасение ценой здоровья или жизни другого человека, где тебя самого разберут на запчасти ради чьей-то выгоды. Или ты будешь строить созидательное общество, в котором передовые технологии гарантированно будут стоять на защите твоей жизни и жизни твоих детей. Общество, в котором не будет ничего ценнее человеческой жизни, твоей жизни. Выбор за тобой.
Это просто не укладывается в голове. Людей продают как скот. Миллиарды долларов зарабатывают на торговле людьми и человеческими органами. Детей разделывают на запчасти. Триллионы долларов тратятся на убийство людей вместо финансирования прорывных технологий для спасения человеческих жизней. Мы что, все сошли с ума? Нас всех бизнес и деньги сделали настолько слепыми, глухими и бесчеловечными, сделали нас беспомощными инвалидами потребительского формата, которые терпят любые надругательства над собой. Только вдумайся, сегодня в нашем цивилизованном обществе существует рынок людей. Ты товар? Твой ребенок товар? Если нет, так почему такой рынок существует? Ты уверен, что ты и твои близкие застрахованы от подобной участи в этом зверином обществе? Потребительский формат тебе сегодня предложит или роль мясника, или барана. Именно барана, который сам пойдет под нож. Но кто ты? Тварь дрожащая или человек? Хватит. Хватит жить в стойле и блеять, когда извращенный потребительский формат разрывает на части все живое. Ты же человек. Ты достоин жить по-людски. А что это значит? Это прежде всего гарантия ценности твоей жизни. Созидательное общество — это единственный формат, который гарантирует безопасность и защиту жизни каждого человека. И сегодня каждый из нас делает выбор будущего для себя и своих детей. Выбор между созидательным и потребительским форматом. Выбор между жизнью и смертью. Спасибо большое, Душан. Да, действительно, это вопрос жизни и смерти. И для того, чтобы повернуться к жизни, очень просто. Необходимо просто поставить лайк под этим видео или комментарий оставить. Запостите это видео в вашем Инстаграме, в ТикТоке, в Фейсбуке. Подпишитесь на канал Созидательного общества и посетите наш сайт creativesociety.com, напишите нам письмо, отправьте отзыв и давайте делать мир лучше вместе. Слово за вами. А сейчас я хотел бы представить вам Джона Перкинса. Это человек, который уже многое сделал для того, чтобы построить лучшее будущее. Джон Перкинс — автор бестселлеров, международный спикер, активист. Джон наиболее известен своей уникальной книгой «Исповедь экономического убийцы». В ней рассказывается о высокооплачиваемых профессионалах, которые обманывают страны по всему миру на триллионы долларов. В ней показан потребительский формат, в котором мы все живем. Система корпоратократии и жадности. Господин Перкинс, вам слово. Здорово быть с вами, ребята. Для меня большая честь быть на вашем мероприятии. Спасибо. Военный аспект порабощения в результате войн было довольно заметным на протяжении всей истории человечества. По крайней мере, в последние 2 или 3 тысячи лет нашей истории. Но после Второй мировой войны, и особенно что касается Соединенных Штатов, после нашего поражения во Вьетнаме, пришло понимание того, что военные действия не обязательно являются для нас лучшим вариантом.
Поэтому настоящей движущей силой стало долговое обязательство. И вот тогда я вышел на сцену в качестве экономического киллера. Моя должность называлась главный экономист. На самом деле, моя работа заключалась в выявлении стран, в которых есть ресурсы, которые нужны нашим корпорациям, такие как нефть и многие другие. Сегодня это литий и кобальт и другие полезные ископаемые для высокотехнологичной промышленности. Но так или иначе, мы выявляем такую страну и организовываем для этой страны крупный кредит от Всемирного банка или одной из его дочерних организаций. Но на самом деле деньги шли не в страну. Они шли нашим корпорациям на инфраструктурные проекты в этой стране. И это были такие проекты, как промышленные парки и энергосистемы, автомагистрали, порты, аэропорты и так далее. Крупные инфраструктурные проекты в первую очередь принесли огромную прибыль нашим собственным корпорациям, а также помогли обогатиться нескольким богатым семьям в этих странах. Семьи, владеющие промышленностью, банками, торговыми центрами, выиграли от лучшего электроснабжения, от более крупных портов и автомагистралей. Но большинство людей на самом деле пострадали, потому что деньги на здравоохранение, образование и другие социальные службы уходили на погашение этих долгов. И в конечном итоге страна, как правило, не могла расплатиться по кредитам. Поэтому мы обращались в МВФ и договаривались о рефинансировании кредита. Но это всегда означало, что страна должна была продавать свои ресурсы по очень низкой цене нашим корпорациям, без экологических или социальных ограничений. Возможно, проголосовать за нас в ООН, позволить нам построить военную базу на своей территории. И таким вот образом мы на самом деле порабощаем эти страны через долги. И у нас это очень хорошо получается. Отличный пример, который я привожу в своей книге — Колумбия. Страна, где я провел много времени. В Колумбии у меня был офис, и мы годами поддерживали полицию в Колумбии и военную подготовку колумбийских солдат, под предлогом, что мы обучаем их бороться с наркоторговцами, которые отправляют наркотики и кокаин преимущественно в Соединенные Штаты. А по факту многие из этих солдат на самом деле используются для защиты американских корпораций, нефтяных и других компаний, которые находятся под угрозой. Им могут угрожать террористы, но в каком-то смысле некоторые угрозы действительно правомерны с точки зрения людей. Потому что вы строите огромную гидроэлектростанцию на реке и наносите огромный ущерб людям, живущим выше и ниже по течению от плотины, местным кампесино, то есть местным крестьянам. Электричеством вы обеспечиваете очень богатых людей в больших городах, их промышленность. А местное население даже не получает электричество. Они просто видят эти огромные линии электропередач, нависающие над их участками. Таким образом, мы используем милитаризацию как предлог для борьбы с терроризмом или самозащиты от какого-то предполагаемого врага с ее помощью. Хотя настоящая причина в том, чтобы укрепить наши силовые структуры в этих странах для защиты нашего собственного бизнеса. Долговые обязательства, которые берут на себя эти страны, должны быть каким-то образом выплачены. И обычно они выплачиваются путем обмана большинства людей в этой стране. Например, деньги берутся из сферы образования, здравоохранения и других социальных сфер, чтобы погасить проценты по займу. А затем происходит следующее. Когда проценты и долг не могут быть погашены, а для этого намеренно создаются условия, это правда, мы стараемся. Под «мы» я подразумеваю тех, кто управляет системой, которых я называю экономическими киллерами. Так вот, мы предоставляем займы на таких условиях, чтобы их практически невозможно было погасить. А залогом по кредитам являются ресурсы, которые еще находятся в недрах. Нефть, литий, что бы там ни было. И поэтому в какой-то момент мы говорим: раз вы не можете погасить долг, нам нужен доступ к вашей нефти, к вашему литию. И в тот момент зачастую мы наносим огромный ущерб окружающей среде и местным системам. Таким образом, люди в районах, где ведется бурение нефти, добыча ископаемых, или где проходят трубопроводы, ужасно страдают от этого. И в конечном итоге ущерб наносится всей стране. Это глобальная экономическая система, которая пожирает сама себя до полного уничтожения. Это очень деструктивная система. Короче говоря, ее основная цель — максимизация краткосрочной прибыли, не считаясь социальными и экологическими издержками. Я занимался этим на протяжении многих лет, потому что думал, что поступаю правильно. В бизнес-школе меня учили, а также Всемирный банк и все эти учреждения продвигают идею о том,
что инвестиции, когда все эти кредиты предоставляются стране, когда инвестиции идут в инфраструктуру, экономика растет, страна процветает. И мы можем статистически показать, что это действительно происходит, потому что мы измеряем рост и процветание посредством валового внутреннего продукта, ВВП. В Соединенных Штатах 3 человека владеют таким же капиталом, как половина населения страны. Таким образом, можно даже просто выполнить примерный расчет на бумажке, и он покажет, что если эти 3 человека заработали 10% на своих активах в прошлом году, в то время как полстраны потеряло 3%, а оставшиеся полстраны осталось на прежнем уровне, то это показало бы рост ВВП почти на 4%. Казалось бы, вся страна в выигрыше. Но на самом деле преуспели только 3 человека. Все остальные либо остались в прежнем положении, либо стали жить еще хуже. И если такое происходит в стране, где 3 человека владеют таким же капиталом, как и половина страны, то что уж говорить о странах Африки, Латинской Америки и других, где 3 людей владеют таким же богатством, как 90 или 95% населения. Поэтому это кривая система, где показатели искажаются в пользу богатых. Большое спасибо, господин Перкинс, за честный взгляд и подробное описание того, как потребительский формат разрушает наше благополучие и приводит к обогащению немногих за счет нищеты миллионов. Это путь порабощения и самоуничтожения. И мы как раз находимся на этом пути сегодня. Единственный выход — изменить формат общества с потребительского, где высшей ценностью являются деньги, на созидательный, где высшей ценностью является человеческая жизнь. Давайте узнаем об этом подробнее у нашего следующего спикера, доктора Роберта Кеннеди. Я, конечно, хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение выступить. Для меня большая честь присоединиться к такой замечательной команде. Сегодня я хотел бы поговорить о том, с чем, я думаю, большинство из вас хорошо знакомы. Это проблемы, с которыми мы сталкиваемся, живя в это очень трудное и тревожное время. Мы сталкиваемся с трудностями, которые растут с каждым днем. Вызовы, которые угрожают не только нашему благополучию, но, возможно, и нашему существованию на планете. К сожалению, я бы сказал, что до сих пор наши действия в ответ на многие из этих вызовов можно охарактеризовать как отрицание, путаница, разногласия и промедление, зачастую продиктованные не только невежеством, но и алчностью или же государственными программами, противоречащими более широким потребностям наших граждан и всего международного сообщества. За то короткое время, которым я располагаю, позвольте мне упомянуть 2 проблемы, которые, на мой взгляд, также требуют решения, наряду со многими другими, которые вы будете рассматривать или уже рассмотрели на этом форуме. Во-первых, я хотел бы упомянуть о продолжающемся распространении оружия массового уничтожения. Несмотря на то, что у нас есть такие договоры, как договор о нераспространении ядерного оружия и конвенции по химическому и биологическому оружию, которые охватывают практически все страны, несколько государств сегодня остаются вне этих договоров и, как известно, имеют или разрабатывают ядерное или другое оружие массового уничтожения. И мы знаем, что террористические группы стремятся получить определенные вещества и другие компоненты, необходимые для производства такого оружия. Более того, один из основных участников договора о нераспространении ядерного оружия недавно угрожал применить ядерное оружие и подозревается в применении или подготовке к применению химического оружия в ходе неспровоцированного вторжения в другую страну. Таким образом, по моему мнению, перспективы преднамеренного применения оружия массового уничтожения или его использования в результате роста противоречий и просчетов представляют собой очень реальную и настоящую опасность с массовыми жертвами и долгосрочными последствиями для планеты, которые невозможно измерить.
Однако в наших силах изменить текущие тенденции, которые ограничивают человеческий потенциал и угрожают нашему существованию. Мы должны гарантировать, что последствия применения любого ядерного, химического, биологического или радиологического оружия будут настолько ужасными, что ни одно государство не осмелится на это. Мы также должны удвоить наши усилия по дальнейшему сокращению количества и доступности такого оружия и вновь инвестировать наш научный потенциал в технологии, которые будут способствовать развитию человечества. Во-вторых, я хотел бы упомянуть о неравенстве доходов как внутри стран, так и между ними. Всего 1,1% населения планеты владеет почти половиной мирового богатства. Более 55% населения планеты владеют лишь 1,3% всего мирового богатства. И, к сожалению, дамы и господа, разрыв между богатыми, сверхбогатыми и остальной частью человеческого общества лишь растет. Более того, ковид усугубил эту проблему. 2020 год ознаменовался самым рекордным увеличением доли капиталов миллиардеров в мировом богатстве. Такое неравенство вызывает не только презрение, но и недовольство среди беднейших людей и народов и продолжает конфликты внутри стран и между ними. К сожалению, оно также оказывает существенное негативное влияние на экономический рост, который так необходим для улучшения жизни человечества. Это правда, что за последние 4 десятилетия в некоторых частях мира удалось значительно снизить уровень крайней бедности. Мировая экономика растет. Для многих народов и стран мира рост производительности труда значительно снизил уровень бедности. Но многие, к сожалению, остаются в условиях бедности. Как отметили Макс Розер и Эстебан Ортис Аспина в своей статье «Глобальная крайняя бедность», глобальная бедность — одна из самых страшных проблем, с которыми сталкивается мир. Слишком много людей зачастую голодают, страдают из-за плохого здоровья, лишены базовой медицинской помощи, имеют ограниченный доступ к образованию и жизненно важным услугам, а также регулярно не имеют света по ночам. Каждый день 25 тысяч человек, в том числе более 10 тысяч детей, умирают от голода и связанных с ним причин. По оценкам, около 854 миллионов человек в мире не доедают, а высокие цены на продовольствие, вызванные изменением климата и необоснованными войнами, могут привести еще 100 миллионов человек к нищете и голоду. Борьба с неравенством доходов как внутри стран, так и между ними может оказаться даже более сложной, чем борьба с распространением оружия массового уничтожения, поскольку зачастую она вызвана жадностью. Богатство само по себе не является чем-то плохим. Избыточный капитал часто повторно инвестируется в экономику и дает рабочие места, а также является исходным капиталом для технологических инноваций, улучшающих человеческое существование. Однако показное накопление богатства сверх потребностей часто оказывает пагубное влияние на человечество. Те, у кого много денег, делают на этом огромные деньги. Деньги делают деньги. В результате большая часть денег поступает на вершину финансовой пирамиды и концентрируется у тех немногих, кто зачастую гораздо менее заинтересован в улучшении жизни более бедных слоев общества, к которым они часто относятся с презрением, чем в накоплении большего богатства для себя. Это и есть то, что мы называем жадностью. Действительно ли кому-то нужен дом площадью 37 тысяч квадратных метров? Именно так.
37 тысяч квадратных метров. Это дом, принадлежащий магнату в Мумбаи, Индия. И он не единственный среди тех, кто владеет домами площадью более 10 тысяч квадратных метров. Кому нужна мега-яхта длиной 180 метров? Одну такую сегодня можно купить у эмира Абу-Даби. Или вы можете сделать предложение российскому миллиардеру Алишеру Усманову за его яхту длиной более 150 метров. И опять же, они не единственные среди тех, кто владеет такими мега-яхтами. Иногда утверждают, что строительство таких домов и мега-яхт имеет положительный экономический эффект. Но доходят ли эти деньги до тех, кто в них нуждается? Если посмотреть на наш мир, ответ кажется очевидным. В современном обществе богатые становятся богаче, а остальные значительно беднее. Разрыв между богатыми и бедными стремительно растет. Цена этому — жизни миллиардов людей, которые, будь у них лучшее здравоохранение и образование, смогли бы внести огромный вклад в улучшение условий жизни человечества. Такое неравенство, дамы и господа, не может продолжаться. Можно ли это изменить? Это непросто. Деньги решают все. Деньги не только покупают мега-яхты и мега-дома, они покупают самовластных правителей и демократов. Последних часто избирают на должности с помощью законно разрешенных массовых взносов в поддержку их избирательных кампаний. И, конечно, хотя после избрания такие люди и будут категорически отрицать это, но деньги оказывают значительное влияние на их решения, которые выгодны их богатым спонсорам, а не широкой общественности. Самовластные правители, с другой стороны, покупаются напрямую или косвенно через коррупционные методы. Как иначе некоторые политики могли бы зарабатывать по оценкам сотни миллиардов долларов? Такие деньги позволяют самовластным правителям расплачиваться с теми, кто обеспечивает их власть: олигархами, силами внутренней безопасности, военными, а также финансировать средства подавления или подкупа населения. Что еще может сделать самодержец с 200 миллиардами долларов? Так что мы можем сделать? Мы должны работать над тем, чтобы кардинально изменить наши отношения к народам и обществам. Мир не изменится сам по себе. Среди необходимых шагов большие капиталы нужно обуздать. Мы должны уважать другие народы и культуры, и их взгляды, которые отличаются от наших собственных. Мы не обязаны соглашаться, но мы должны уважать их точки зрения, высказывая при этом свои собственные. Нам необходимо сокращать вооружение, а также быть готовыми противостоять необоснованной, неспровоцированной агрессии. И, наконец, дамы и господа, нам необходимо выйти за рамки узкого определения индивидуальных и национальных интересов и с точки зрения созидания подойти к решению назревших проблем, которые угрожают нашему будущему и будущему планеты. Нам нужно более созидательное общество. Еще раз большое спасибо за приглашение выступить. Спасибо, доктор Кеннеди, что подняли такие важные темы. Невозможно себе представить, что 0,03% населения Земли владеют большей долей мирового богатства. Это имеет серьезные последствия для нашего общества и должно быть изменено. Давайте посмотрим видео, в котором предлагается решение. Знаешь ли ты, что практически все ресурсы планеты сосредоточены в руках небольшой группы людей? На сегодняшний день всего лишь 1% людей владеет большим состоянием, чем 99% населения планеты.
И тенденция такова, что с огромной скоростью эти мировые богатства стекаются в одни руки. Начиная с 2020 года 10 богатейших людей мира более чем удвоили свое состояние. Их богатство во время пандемии увеличивалось со скоростью 15 тысяч долларов в секунду, или 1,3 миллиарда долларов в день. В то же время большая часть населения стала только беднее. Количество нищих, живущих менее чем на $2 в день, увеличилось на 160 миллионов. По данным ВОЗ, каждый день более 25 тысяч человек умирают от голода и более 5 тысяч человек от нехватки воды и антисанитарии. И при этом на счетах у 1% людей, которым принадлежат мировые корпорации, банки, фондовые биржи, лежит мертвым грузом такое количество средств, которого хватило бы для решения не только проблем голода, нехватки воды и продовольствия, но и вообще всех материальных проблем человечества. Почему так произошло? И почему эта ситуация только усугубляется с каждым годом? Причина – потребительский формат нашей экономики, в основе которой лежит неограниченное накопление личного богатства или капитала. Мировая экономика растет за счет роста огромных корпораций, принадлежащих отдельным лицам нашего мира. Эти мировые корпорации становятся подобны монополиям, убивая и поглощая национальный средний и малый бизнес. И чем больше капитала в руках единиц, тем быстрее они богатеют, и тем быстрее становятся беднее миллиарды людей. Разрастаясь как огромный спрут, мировые корпорации и их владельцы влияют на правительства стран, лоббируют свои интересы, продвигая свой бизнес, получая дешевую рабочую силу, скупая за бесценок природные ресурсы, уничтожая экологию. Мы как общество давно не контролируем происходящее. Даже правительство уже ничего не контролирует, попадая под власть интересов единиц. Бедность, голод, неравенство – это еще не самое страшное, к чему приводит это неограниченное обогащение. Получая в свои руки неограниченные капиталы, они получают неограниченную власть. Это становится причиной военных конфликтов. Ведь войны не начинают простые люди. Причиной войн является конкуренция крупных капиталов за сферы влияния, ресурсы и рынки сбыта. Мировые военные расходы за последние 20 лет составили 35,5 триллионов долларов США. Пока мы миллионами гибнем на этих войнах, единицы просто зарабатывают на этом огромные капиталы. В потребительском формате войны всегда были и остаются прибыльным бизнесом. Этот формат настолько бесчеловечен, что жизни людей для него стали просто средством для зарабатывания денег. Это просто бизнес, ничего личного. И ведь каждый из нас понимает, что это ненормально. Это чудовищно. Никто не хочет жить в мире, где его жизнь ничего не стоит, где нет никакой стабильности и безопасности, где приходится выживать, а не жить. Сегодня мы все стали заложниками условий потребительского формата, потому что мы все разъединены, молчим и бездействуем. Чтобы это изменить, надо поменять сам формат, то есть построить созидательное общество. Общество, в котором на первом месте стоит жизнь каждого человека и обеспечение его потребностей, а не интересы 1% людей. Но построить созидательное общество мы можем только вместе, объединившись. И наш ключевой шаг для изменения этой бесчеловечной экономической системы – это ограничение капитализации. То есть мы установим черту максимального богатства и всем обществом определим уровень этого ограничения. И это сделает бессмысленным бесконечную гонку за обогащением. Это вернет экономике ее нормальную цель – обеспечение каждого человека достойным уровнем дохода и всеми необходимыми товарами и услугами в любой точке мира. Ограничение капитализации поможет нам перенаправить средства, которые сейчас оседают на счетах единиц, на решение реальных проблем человечества и на развитие общества. Это не значит, что человек заработал определенную сумму и больше не имеет права работать. Имеет.
Но сверхдоходы идут на нужды общества. Будет престижно приносить пользу обществу, развивая собственный бизнес, направляя сверхдоходы на развитие инфраструктуры городов, проекты образования, медицины, технологии и науку. Ограничивая капитализацию, мы оберегаем себя от узурпации власти, от влияния корпораций на производство, на капитал, на СМИ, на новые технологии и на другие ключевые сферы общества. И это будет выгодно всем, как простым людям, так и предпринимателям, и даже тем, кто владеет сегодня большими капиталами. Бизнесмены смогут жить без страха за то, что будут приняты законы, разрушающие их бизнес. Они перестанут бояться захвата бизнеса мировыми корпорациями и просто перестанут бояться за свою жизнь и жизнь своих семей. Ограничение капитализации высвободит средства, которые помогут реализовать концепцию созидательного общества. Уважаемые зрители, наша нынешняя экономическая система — это театр абсурда. Она породила огромное количество проблем в мире. Нищету, голод, рабство, насилие и войны. Поскольку ничто не может остановить гонку за максимизацией прибыли. В этом потребительском формате наша жизнь ничего не стоит. Она стала лишь средством для зарабатывания денег. Кажется, что 1% самых богатых людей в мире, владеющих корпорациями, богатством и властью, живут хорошо. Но это всего лишь иллюзия. Ведь чем больше у человека денег, тем меньше у него реальной свободы, и тем больше проблем. Зачем вам яхта стоимостью в миллиарды долларов или огромный особняк, если вы даже там не можете чувствовать себя в безопасности? Ведь чем больше у вас богатства, тем больше безопасности вы нуждаетесь. И несмотря на это, вы не можете быть уверены в том, что действительно находитесь в безопасности. Ведь вас могут предать в любой момент, и это будет вам стоить жизни. Так в чем же смысл такого богатства? Только для того, чтобы создать для себя золотую клетку, в которой вы задыхаетесь от страха за свою жизнь? Чтобы создать картинку, которой завидуют другие? Чтобы на тебя смотрели как на экзотическое животное в зоопарке? Чтобы восхищались? И вот в чем абсурд нашей игры потребительского формата. Мы все рабы. Одни, у кого нет денег, умирают с голоду. Другие, пытаясь их заработать, едва успевают жить. А третьи, у кого еще есть богатство, сидят в своих золотых клетках, боясь из них выбраться. Теперь давайте посмотрим на цифры. Чтобы покончить с голодом в мире навсегда, нам нужно стабильно дополнительно 33 миллиарда долларов в год в течение следующих 10 лет. Чтобы обеспечить социальную защиту через детские пособия, пособия по беременности и родам, пособия по инвалидности и пенсии по возрасту во всех развивающихся странах, нам необходимо дополнительно 484 миллиарда долларов в год. Для обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения во всех развивающихся странах для 6,6 миллиарда человек нам необходимо дополнительно 707 миллиардов долларов в год. Итого 1,2 триллиона долларов в год, что мы, очевидно, не можем себе позволить. А теперь другая сторона. В настоящее время мы тратим 571 миллиард долларов в год на финансирование очень прибыльных зеленых предприятий под предлогом сокращения выбросов СО2. За последние 2 десятилетия в среднем 1,8 триллиона долларов в год мы тратили на войны. Таким образом, мы тратим в 2 раза больше денег, 2,3 триллиона долларов в год,
чтобы увеличить богатство немногих, а также убивать друг друга, вместо того, чтобы решать наши проблемы. Насколько абсурдным это может быть? И в то же время в мире существует около 300 тысяч человек с состоянием, превышающим $30 миллионов. Их называют еще сверхбогатыми людьми. Их общее состояние составляет $35 триллионов. Получается, что у нас более чем достаточно денег, чтобы решить все проблемы на планете. Но мы этого не делаем. Потому что крупный капитал уже давно управляет правительствами и диктует им свои условия. Чтобы увеличить прибыль, корпорации используют детский и рабский труд, уничтожают окружающую среду. И самое страшное, они являются движущей силой войн. Потребительский формат и эта экономическая система уже давно стали для нас смертельно опасными. Но те немногие богатые люди не в состоянии остановить эту смертельную гонку. Они являются ее заложниками. Только мы, все вместе, как общество, можем остановить ее. Ключевым шагом для этого является ограничение богатства. До какого предела? Пусть решает общество. Предел должен быть определен нами, всем обществом. Как же это может работать? Избыток богатства будет распределяться на общественные проекты по всему миру. Владельцы богатства могли бы выбирать и участвовать в этих проектах, координировать и практически реализовывать их. Вместо золотой клетки и бесконечной погони за фантастическим богатством, они бы чувствовали себя свободно и комфортно везде. Более того, люди были бы им благодарны, ведь они улучшают жизнь каждого. Это другой мир, гуманный, мирный, здоровый, безопасный мир, созидательное общество, где жизнь человека является высшей ценностью. Ограничение богатства поможет создать здоровую экономику. Это означает прежде всего стабильность цен, оптимальное использование ресурсов на всей планете, удобную мировую валюту, стабильную финансовую систему, поддерживающую реальную экономику, здоровую и честную конкуренцию, ведущую к улучшению товаров и услуг. Однако краеугольным камнем созидательного общества является отсутствие власти. Все его институты и механизмы полностью прозрачны и контролируются непосредственно самими людьми. Так можно ли построить такое созидательное общество с экономической точки зрения? Да, возможно. И деньги не являются проблемой. Их у нас более чем достаточно для этого. Мы ясно видим, что построить такое общество совсем недорого. Оно на самом деле дешевле, чем эта бесконечная, бесчеловечная, невыгодная система для нас. Мы должны как можно скорее прекратить эту бессмыслицу и ограничить богатство. Это единственное реальное решение для того, чтобы справиться с нашими самыми насущными проблемами и затем процветать как человеческие существа, как единое человечество в созидательном обществе. Thank you, Christian. Indeed, money is not a problem. Да, спасибо, Кристиан. Действительно, деньги — это не проблема. Проблема в том, как мы их тратим. Но еще большая проблема заключается в том, что в потребительском обществе люди готовы жертвовать или вкладывать деньги только в то, что приносит им прямую выгоду. Большинство людей не могут даже себе представить, что можно что-то делать для общего блага всех людей просто из чистых побуждений, так как это делается в проекте «Созидательное общество». Если что-то выглядит слишком хорошо и неправдоподобно, мы сомневаемся в мотивах и предполагаем, что за этим кто-то стоит и дергает за ниточки. Некоторые говорят, что проект «Созидательное общество» спонсируется кем-то.
Нет, у нас нет спонсоров. Если хотите, спонсируйте, пожалуйста, мы не против. Но пока что мы все тянем сами за счет собственных средств, времени и усилий. Реальность такова, что современные спонсоры готовы финансировать борьбу с кузнечиками или разработку защиты от пукания коров. Любую ерунду, но только то, что поддерживается сильными мира сего, то, что им диктуется. Они не помогают человечеству, а спонсируют лишь благотворительные мероприятия, выгодные для них самих. Кто-то их проводит, кто-то делает пожертвования, а кто-то отмывает деньги. То есть это все показуха для решения чьих-то бизнес-вопросов. И за всеми крупными благотворительными проектами всегда стоит чья-то огромная выгода. А что, если вы делаете что-то просто так, от чистого сердца, не ожидая никакой выгоды? Ну, давайте будем предельно честными. Истинная человечность и служение считаются странными в потребительском обществе, где прибыль и личная выгода — это единственное, что имеет значение и смысл. Может ли богатый человек остаться богатым, просто жертвуя деньги от чистого сердца? Ну, конечно, нет. Тогда бы он был полностью бедным, он бы обеднел. Ведь чем богаче человек, тем больше он вынужден беречь каждую копейку, иначе его обгонит и станет еще богаче. Когда цель заключается в том, чтобы тобой восхищались, тебе завидовали, это бесконечная гонка, в которой никто не выигрывает. Но давайте вернемся к создательному обществу. Конечно, есть хорошие люди, которые помогают проекту, но это единицы, те, кто действительно проникся и активно участвует. И как вы можете видеть, мы далеко не сильные мира сего. Мы обычные люди с семьями, детьми, работами и личными обязанностями. А все ли хотят помогать от души? Конечно, когда человек искренне помогает, это реально круто, это по-человечески, это честь. Настоящий герой — тот, кто в подвале, под обстрелами, монтирует видео, чтобы показать людям реалии потребительского общества, то, что у нас есть только один выход. Сейчас у проекта «Созидательное общество» нет спонсоров, но есть участники, которые стремятся защитить и спасти все человечество. И то, что они делают для всего человечества, бесценно, героично, самоотверженно. Друзья, мы достигли одной из наших целей. Основные центральные СМИ заговорили о созидательном обществе. После нескольких месяцев расследования BBC опубликовала объемную статью о проекте и двух наших предыдущих конференциях «Глобальный кризис». Хотя все прошло не совсем так, как мы предполагали. Полностью игнорируя тот факт, что мы уже много лет говорим об опасности изменения климата, и что было неудивительно, главной темой обеих конференций, упомянутых в статье, а также основной причиной, по которой мы сегодня здесь все собрались, BBC, тем не менее, навешала на нас ярлык отрицателей климата. Несмотря на это, мы благодарны BBC за распространение информации о созидательном обществе и привлечение внимания людей к нашим конференциям. Мы понимаем, что главной причиной публикации этой статьи было выполнение чего-то заказа по дискредитации созидательного общества за то, что она раскрывает правду, иначе бы мы не получали никакого освещения. И что мы видим? Репортер, написавший статью, приятный умный человек, начинает раскапывать факты по всему интернету. Он человек действительно приятный, умный, который хорошо все знает и понимает, но он вынужден писать гадости, потому что ему так сказали. Мы задели чьи-то интересы? Ну, несомненно. И мы знаем, что это связано с СО2, потому что СО2 нас не волнует, нам на него наплевать. Но, видите, ответная реакция уже есть. Если бы все, что они говорили, было правдой, и деньги бы не разворовывались, а были потрачены не на продажных репортеров, а на решение проблемы,
ну и были бы результаты, то никто бы не обратил внимания на наши слова. Но тут они испугались, потому что мы начали говорить правду. Мы делаем это не для того, чтобы разоблачить кого-то, как лжеца или вора. Мы стали говорить правду, потому что мы люди, и мы хотим жить. Поэтому мы называем вещи своими именами, чтобы привлечь внимание к проблеме, которая касается каждого. Мы все люди. Понятно, что репортерам приказали написать о нас, и они это сделали, что собственно, от них требовалось. Но они тоже люди. И то, о чем мы говорим, касается и их начальников, которые отдавали этот приказ, и их родственников, друзей, всех. Это и есть потребительский формат во всей красе. Мы поднимаем самые острые темы, говорим, что нужно объединяться, чтобы преодолеть надвигающиеся глобальные катаклизмы, а все, что их заботит, это невозможность украть деньги. Мы встречали таких ученых. Сначала они говорят нам: вы делаете замечательное дело, я вас поддерживаю, а потом идут на попятную, боясь потерять свои звания и гранты. И говорят: меня обманули, я этого не говорил. Вот в чем проблема. Но мы тоже не идиоты. 40 лет финансирования из наших карманов, триллионы долларов. Мы могли бы построить целое государство. А вместо этого, к сожалению, мы платим и платим за дом, который никто и не собирался строить. Мы не говорим, что СО2 не увеличивается. Мы не оспариваем этот факт. Но смешно утверждать, что 4 десятитысячных антропогенного СО2 что-то меняет. Несмотря на то, что существуют на самом деле гораздо более сильные парниковые газы. Но клановцы СО2 утверждают, что СО2 — единственный параметр, на который мы можем повлиять, поэтому не стоит отвлекаться на другие незначительные детали. Друзья, еще немного времени потеряно на эту игру, распространение той же пропаганды, и наша планета станет похожа на Марс. Просто посмотрите на прогрессию климатических катастроф за последние 10 лет. Однако они все еще думают, что смогут остановить ее, победив в информационной войне. Нас высмеивают за веру в инопланетян. Мы не отрицаем их существование. Если кто-то отрицает это и может доказать обратное, что во всех галактиках есть только одна планета с одной формой жизни, разумно, да, вам не кажется, что это немножко самонадеянно? И написание пары отраслительных абзацев про Игоря Михайловича Данилова не помогло им усилить свою статью. Зато помогло всем остальным понять, что для них священны только деньги. Мы понимаем, что они так переживают, ведь на кону стоят серьезные деньги. Но мы не претендуем на их деньги. Мы просто говорим, что мы люди, и мы хотим жить. Поскольку мы не беспокоимся о своей репутации или доходах, мы искренне благодарим BBC за отличный пиар. Благодаря этому многие люди всех религий и культур присоединились к созидательному обществу, потому что мы говорим правду. К счастью, есть журналисты, которые не боятся говорить правду и делают это. Давайте послушаем господина Марка Марана, исполнительного директора и ведущего корреспондента портала climatedepot.com. Он уже 20 лет он исследует тему климата. Марк Марана удостоен наград, продюсер, сценарист и ведущий документального фильма «Climate Hustle», в переводе с английского «Климатическая суета». Фильм был показан в 400 кинотеатрах США. Марк лично брал интервью многих ученых, провел журналистское расследование и выяснил, что СО2 не является причиной изменения климата. И это чистая манипуляция, инструмент в руках политиков. И в частности, пресловутая зеленая сделка, которая в конечном итоге ведет к разрушению экономик и стабильных энергосистем. Марк, передаю вам слово. Рад присутствовать здесь сегодня. Прежде всего, разрешите представиться. Меня зовут Марк Марана. Я занимаюсь этим вопросом с начала 2000-х. Экологические проблемы — это сфера моих интересов, поэтому я здесь, чтобы представить реалистичный взгляд реалиста, без истерии по поводу антропогенного глобального потепления. Резюме для общественности. Изменение климата обусловлено сотнями факторов или переменных. Идея о том, что мы можем управлять климатом, выбрав политически выбранный фактор углекислый газ, настолько ошибочна, насколько это возможно. Это научная чушь.
Это слова ученого из Великобритании Филиппа Скотта, который участвовал в первом фильме «Климатическая суета». И резюме все объясняет, потому что речь идет не о том, что уровень СО2 растет, мы все обречены. Нет. Существует буквально сотни других факторов, и даже климатические ученые признают это. Другое исследование началось с опроса более 10 тысяч ученых, но свелось к ответам 77 анонимных ученых. Мы не знаем ни их имен, ни каких-либо личных данных, ни их взглядов. Им задали два вопроса, с которыми согласились бы многие скептически настроенные в отношении климата ученые, и в результате были получены пресловутые 97%. Заметьте, что 97% в данном случае это даже не 97 человек, это 77 анонимных ученых. По оценкам, 1 миллиард человек не имеют дома воды и электричества, а Организация Объединенных Наций делает все возможное через климатический фонд, чтобы подавить проекты, связанные с ископаемым топливом, чтобы люди продолжали жить в бедности. К слову, я брал интервью у южноафриканского активиста по вопросам развития. Это произошло на одном из климатических саммитов ООН, который проходил в Дурбане, Южная Африка. Они всегда проходят в красивых, экзотических местах. И он сказал, что Организация Объединенных Наций собирается платить правительствам мира. И те правительства, которые лучше других способны удерживать свое население в нищете, получат наибольшее климатическое финансирование. Необходимо освободиться от иллюзии, что международная климатическая политика – это экологическая политика. Это не имеет почти никакого отношения к экологической политике. Боже, почему бы вам не сказать это Гретте и всем старшеклассникам и школьникам, прогуливающим уроки, что все это чушь собачья? Вот каковы настоящие цели ООН. Это шокирует. Должна ли быть личная квота на выбросы углекислого газа у каждого человека? Растет число призывов к введению квот. Боритесь с изменением климата каждым платежом. Новая дебетовая карта отслеживает ваш личный индекс экологической эффективности. Новая мониторинговая карта позволяет отслеживать углеродный след при каждой покупке. MasterCard и ООН объединили усилия. Всемирный экономический форум в восторге, ведь эта карта будет отслеживать и блокировать ваши расходы, когда вы исчерпаете свой максимальный лимит по выбросу углекислого газа. Климатические локдауны. Доклад Net Zero призывает к изменению образа жизни для борьбы с климатом. Цитирую. Отказ от использования личных автомобилей, ограничение максимальной скорости и использование терморегуляции, ограничение на горячую воду. Похоже ли это на мир, в котором вы хотите жить? Это все равно, что выбрать для себя обездоленность. Профинансированный Великобританией доклад «Абсолютный ноль» призывает к предотвращению климатических изменений и климатическому локдауну. Прекратить полеты, никаких новых дорог, закрытие аэропортов, перестаньте есть говядину и баранину, прекратите делать все, что вызывает выбросы. А вот и вишенка на торте. Контролируйте свой углекислый газ. Мы, люди, вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ. Контролируйте СО2, подобно асбесту. Британский медицинский журнал призывает к повышению цен на мясо и молочные продукты для борьбы с изменением климата. Потребление мяса в Северной Америке должно сократиться на 80%. Значительно уменьшить количество поездок на машине. Вы заталкиваете людей в загон. Вот вся суть климатической повестки. Заставляете их сидеть дома, а поездки совершать только необходимое. Делаете мясо, гамбургеры, стейки настолько дорогими, чтобы им пришлось есть искусственное мясо, которое вы штампуете. Канадский журнал. Полностью откажитесь от использования личного автотранспорта. Согласно словам министра транспорта Великобритании, иметь машину – это устаревшее мышление 20 века. Мы должны перейти к совместному передвижению, чтобы сократить выбросы углекислого газа. Электромобили нас не спасут. Нам нужно полностью отказаться от автомобилей. Нью-Йорк Таймс говорит нам, что критическое мышление может только ввести в заблуждение. Вы думаете, я хочу подумать сам? Нет, это кроличья нора, ведущая к заблуждению. Забудьте о критическом мышлении. Оно не помогает, потому что мы получаем недостоверную информацию. Журнал Forbes. Вы не должны проводить свое собственное исследование, когда речь идет о науке. Просто верьте экспертам. Организация Объединенных Наций им верит. Они вам все расскажут. Не ставьте под сомнение авторитеты. Мы уже не такие. Мы просто должны быть покорными. Журнал Slate. Пришло время отказаться от фактов. Если все остальное, о чем я говорил, не подействовало, то просто откажитесь от фактов. Хотя бы временно. Как насчет того, чтобы на 2 недели отказаться от фактов? Они пишут: временно откажитесь от них, потому что есть более полезное оружие – эмоции. Трудно себе представить более мощный рычаг для тотального управления обществом, чем вопрос углекислого газа. Они пытаются контролировать все до мельчайших деталей: какой транспорт используете, как вы живете, что вы едите, как вы летаете, ваше передвижение. Поэтому я приглашаю вас продолжать проводить открытые исследования, брать интервью у ученых и профессоров. Мы никогда не должны прекращать дискуссии, независимо от того, насколько они невероятны, и как бы кто-то другой ни говорил, этого не может быть, или это недостоверно, и так далее. Потому что мы узнали из скандала с Климатгейтом и всей этой истории с ООН, что они привратники, они скрывают все, что противоречит их повесткам дня. Сайт Climate Depot о запугивании всех этих ученых, о том, как им, по сути, блокировали аккаунты, лишали всего за несогласие, за смелость высказаться.
И один из ключевых моментов. Мы видим, как это происходит сегодня. Вы уже даже не можете прочесть об этом в Facebook или Twitter или посмотреть видео на YouTube. Информация запрещена, если она не соответствует правительственной линии. Это просто пугает. Но таков мир, в котором мы живем прямо сейчас. Но если посмотреть на количество электроэнергии, производимой из ископаемого топлива, по сравнению с зеленой энергетикой, то на данный момент зеленая энергия — это просто вымысел. Я не сбрасываю со счетов, что в будущем может произойти какой-то прорыв в технологии использования солнечной энергии, энергии ветра или в аккумуляторной технологии. Но если я не ошибаюсь, именно Бьорн Ламборг совсем недавно провел анализ. В одной только Европе резервных батарей для солнечной и ветровой энергии достаточно, чтобы обеспечить Европу электроэнергией в течение 1 минуты 29 секунд. Ну пусть будет 1,5 минуты. Это все батареи. А после того, как ветер перестанет дуть, а солнце зайдет за тучки, придется переходить на резервное ископаемое топливо, дизельные и газовые генераторы. Так что зеленая энергетика — это просто иллюзия. Существует множество циклов, одни длиннее, другие короче, и это те исследования, которые игнорируются в климатическом сообществе, потому что изучение естественных климатических циклов не финансируется. Таких исследований должно быть гораздо больше, и необходимо больше обнародовать эти исследования и давать им большую известность. Необходимо, чтобы академические круги относились к ним серьезно. Но, как я уже сказал, денег на это не дается. Кто решает, кто получит деньги? Бюрократы в Вашингтоне, политики, академические круги. И они получат деньги, которые позволят им публиковаться. Они получат деньги, если скажут, что проблема в углекислом газе. Раньше на ABC News и CNN я регулярно вступал в дискуссии о климате и энергетике. Сейчас это даже не вариант, это даже не обсуждается. Они никогда не допустят дебатов, так как публично заявили, что любой, кто не согласен с позицией ООН о глобальном потеплении, которое вызвано деятельностью человека, по сути приравнивается к отрицателю Холокоста. Так что их цель просто демонизировать, блокировать аккаунты и избавляться от нас. И это сработало. В основных СМИ нас больше нет. Под словом «мы» я подразумеваю климатических скептиков. Любой инакомыслящий больше не присутствует в основных СМИ. Дорогие зрители, каждый, наверное, когда-то думал или думает до сих пор, что проект возобновляемой электроэнергии — это действительно здорово. Солнце и ветер дают электричество. Бесплатно. Какой неиспользованный ресурс. Прямо у нас на глазах. Это должно быть здравым смыслом, верно? Но здравый смысл заключается в том, что ветер не всегда дует, а солнце не всегда светит. Это знает даже ребенок. Так что же тогда происходит? Хороший вопрос. Особенно, если мы будем проводить политику чистого нуля в соответствии с планами мировых правительств. В разных странах мы привыкли к тому, что электричество есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это замечательно, но в чем же причина этого? Угольные, газовые и атомные электростанции имеют гарантированную выработку электроэнергии. Неважно, солнечно, пасмурно, ветрено, жарко или холодно, день или ночь. Эти электростанции вырабатывают контролируемое и поэтому достаточно постоянное количество электроэнергии, соответствующее нашему спросу. Но сегодня в рамках зеленой революции происходит то, что мы убираем электростанции с гарантированной выработкой электроэнергии и сознательно заменяем их солнечными и ветреными электростанциями, гарантированная выработка которых составляет 0. Да, у возобновляемых электростанций гарантирована выработка 0. На самом деле, это не должно удивлять. Разве кто-то может гарантировать прогноз погоды? Так что же это значит? Если мы производим электричество только из возобновляемых источников энергии, солнца, ветра, гидроэнергии, мы становимся полностью зависимыми от погоды. Если сегодня светит солнце, мы можем пользоваться холодильником и стирать одежду. Завтра будет очень облачно, но ни ветра, ни дождя. Плохая примета. Поэтому мы не сможем приготовить себе еду или обогреть дом. Это звучит смешно, но можете ли вы представить, что проживете день или неделю без электричества? Особенно зимой, не имея возможности зарядить ни одно из своих умных устройств или воспользоваться бытовыми приборами. К тому же, не зная, когда погода изменится. Возобновляемые источники энергии, как и погода, непредсказуемы. Они могут производить от 0 до очень большого количества электроэнергии. Их выработка электроэнергии может сильно колебаться.
Проблема в том, что на сегодняшний день не существует технологий для хранения электроэнергии в случае перепроизводства электроэнергии в хорошие дни, чтобы компенсировать отключение в плохие дни. Из-за возобновляемых источников энергии электросеть уже становится нестабильной. Например, в январе 2021 года в Германии наблюдался огромный дефицит электроэнергии, так как многие атомные электростанции были остановлены и заменены ветряными и солнечными электростанциями. Чтобы компенсировать этот разрыв, использовались угольные электростанции в Румынии, Болгарии, очень большое количество электроэнергии, притекающей из Юго-Восточной Европы в Северо-Западную Европу, привело к обрушению электрической подстанции в Хорватии. Это привело к серьезным нарушениям в европейской системе электроснабжения, небольшим отключениям в нескольких странах, и мы оказались буквально на грани серьезного отключения электроэнергии по всей Европе. В сентябре 2021 года ветер перестал дуть в Великобритании. Чтобы компенсировать очень большой дефицит электроэнергии, использовался газ, что привело к экстремальному росту цен на газ в нескольких европейских странах. Из-за изменения климата погода станет еще более непредсказуемой, а экстремальное погодное явление резко усилится. Это сделает возобновляемые электростанции бесполезными. Зеленая энергия не только абсурдна, но и очень дорога. Возобновляемые электростанции очень дороги, поэтому они в значительной степени субсидируются из нашего кармана за счет зеленых надбавок в счетах за электричество, налогов на выбросы углерода, на бензоколонках и так далее, которые платим мы все. Только в Германии конечные потребители платят 22 миллиарда евро в год из своих очень высоких счетов за электричество, чтобы гарантировать доходы компаний, занимающихся зеленой энергетикой. Так, только подумайте, мы платим сверхвысокие цены на электроэнергию, чтобы не подвергать себя риску отключения электричества и, из-за несоответствия между спросом и предложением электроэнергии, еще более высоких цен на нее в будущем. Кроме того, мы не делаем электроэнергию более доступной в развивающихся странах. Напротив, мы вынуждаем развивающиеся страны производить дорогую электроэнергию. Вместо того, чтобы сделать электроэнергию более надежной и более доступной, мы ограничиваем ее. Вместо того, чтобы проводить научные исследования и разрабатывать новые технологии для производства электроэнергии и двигаться вперед, мы двигаемся назад. В основном используя ветряные мельницы, старую технологию. Более того, зеленую энергию также называют чистой энергией, в отличие от ископаемого топлива. Но на самом деле они далеко не чистые. В процессе производства солнечных панелей и ветряных турбин ископаемое топливо незаменимо. В процессе эксплуатации они называют негативное воздействие на окружающую среду, почву, фауну, прибрежную морскую жизнь. Когда срок их службы заканчивается, они не могут быть переработаны и представляют собой просто токсичные отходы. И последнее, но не менее важное. При переходе на зеленую энергию влияние на общее количество СО2 в атмосфере, не только антропогенного СО2, близко к нулю. Как мы видели в предыдущем видео. Так что все наши очень дорогостоящие усилия по снижению выбросов СО2 в любом случае напрасны. Несмотря на эти очевидные факты, коллаборационисты продолжают настаивать на чистом нуле и многомиллиардных инвестициях в зеленую энергию. В прошлом году в мире было потрачено 366 миллиардов долларов США на новые инвестиции в возобновляемые электростанции. За последние десятилетия во всем мире мы потратили 3,4 триллиона долларов США на возобновляемые источники энергии, на этот абсурдный, но очень прибыльный бизнес, в котором нет гарантированной выработки электроэнергии, но есть гарантированная прибыль, при этом рискуя отключение электричества в будущем. Насколько нелепо это может быть? Как долго еще мы можем соглашаться рисковать нашим будущим, нашей жизнью, нашим процветанием?
преследуя такой абсурд? That's a very good question. Really, Christian, thank you so much for Это очень хороший вопрос, и большое спасибо за ваши наблюдения. Мне кажется, что каждый должен ответить для себя сам на эти вопросы. Нас кормят таким большим количеством лжи в нашем обществе потребления каждый день. Но именно ты можешь остановить это. И начинается все это с небольших шагов. Просто поделись этим видео у себя в соцсетях. Чем больше мы будем делиться этой информацией, тем больше будет людей, кто в курсе, и тем меньше останется тех, кто не в курсе. Ведь созидательное общество приносит пользу всем, и гонка за потребительское лидерство исчезает. Здесь нет места нездоровой конкуренции ради личной выгоды. Поэтому те, кто стремится продвигать только себя или свои проекты, должны дважды подумать, пока не стало слишком поздно. Ведь только вместе мы сможем пережить то, что нас ждет. Все говорят, что мы должны объединяться, но каждый призывает к объединению в каком-то определенном смысле, в политике, личном продвижении, признании и так далее. На этот раз речь идет не о потребительстве, а о построении безопасного, процветающего, созидательного общества для всех. Кто-то до сих пор не знает о возможности того, что можно жить в созидательном обществе, и об опасности климатических катаклизмов. Но вы уже знаете. Поэтому делитесь этой информацией, объясняйте, снимайте видео, создавайте ролики с этого форума и делитесь ими у себя в соцсетях. Мы можем информировать сотни людей. Давайте делать это вместе, давайте рассказывать об этом миру. Спасибо. Большое спасибо, коллеги. Тема так называемых зеленых источников энергии очень актуальна в свете нашей следующей темы. Дальше вы узнаете шокирующую информацию из последних исследований о нагреве океана и происходящих в недрах планеты процессах. Стоит упомянуть, что адепты антропогенной теории изменения климата настаивают на том, что это выбросы человеком нагревают океана, те самые 4 молекулы СО2. Эту нелепость можно проиллюстрировать примером, в котором чайник, стоящий на плите, согревает конфорку под ним. Это абсурд. Океан накапливает в 1000 раз больше тепла, чем атмосфера, и отдает ей тепло. И сейчас океан катастрофически нагревается, что ускоряет циркуляцию течений в океане. За одним исключением. В желтой прессе пишут, что если темпы глобального потепления по вине человека ускорятся, это может привести к полной остановке Гольфстрима. Ведущие океанологи мира обеспокоены тем, что ослабление Гольфстрима ускоряется. По их хорошо проплаченному мнению, это происходит из-за таяния ледников Гренландии, которые опресняют воду и останавливают течение. Вы спросите, что ужасного в остановке Гольфстрима? То, что это приведет к новому ледниковому периоду в Европе и Северной Америке. Гольфстрим является печкой Западной Европы. Ее северная часть покроется ледниками, южная превратится в тундру. Среднегодовые температуры упадут на 10-20 градусов. Континент станет непригодным для обитания, а о сельском хозяйстве вообще можно будет забыть. Когда Гольфстрим останавливался в геологической истории, ледники доходили почти до Черного моря. При этом остановка Гольфстрима отразится не только на Европе и Северной Америке. Перераспределение тепла усилит ураганы на юго-востоке США и приведет к смертельной засухе и голоду в Африке. А теперь давайте посмотрим, что на самом деле останавливает Гольфстрим. Талые воды Гренландии не имеют к остановке течения никакого отношения. По расчетам здравомыслящих ученых, Гольфстрим в 20 раз сильнее, чем встречное ему лабрадорское течение. Это как плевком пытаться остановить бьющую из бронспойта воду. Это просто невозможно. Но он все-таки останавливается. И вместе с ним другие течения атлантической меридиональной циркуляции. Объяснение загадки остановки Гольфстрима имеет потрясающе красивое и одновременно с этим ужасающее объяснение в плоскости геологии.
Сейчас вы в этом наглядно убедитесь. Наблюдение об этом сделал геолог Джеймс Камес. Весной и летом 2009 года исследователи зафиксировали несколько случаев появления раев землетрясений по Средиземноокеаническому хребту в Северной Атлантике. Рой — это целая серия землетрясений небольшой магнитуды. Начиная с лета 2009 года в районе Исландии зарегистрировали более 200 землетрясений, а к весне 2010 их стало более 1000. Эти землетрясения были предвестниками знаменитого извержения вулкана Эйяфьятла-Йокубель, которое парализовало все авиасообщение в Европе. А через 2 месяца, в мае 2010 года, у берегов Гренландии была зафиксирована ячейка аномально теплой воды. Эта теплая ячейка полностью соответствовала границам тектонической структуры срединно-океанических хребтов и разломов и лежала прямо на пути могучего течения Гольфстрим, как раз в месте его разворота. Именно нагретая магматической активностью вода поднялась и заблокировала знаменитое течение. Если посмотреть на модель изменения температур поверхности Атлантического океана, именно в южной части Гренландии самыми алыми цветами проявляется нагрев над этой тектонической зоной. Стоит отметить, что кроме того, что появление аномальных тепловых ячеек на пути Гольфстрима связано с тектонической активностью, также и само таяние ледников Гренландии снизу вверх происходит последние 30 лет из-за увеличения магматической активности под ними, что неоднократно было доказано научными исследованиями. Об этом мы много раз рассказывали в предыдущих конференциях «Глобальный кризис». Сейчас мы понимаем, что в районе Северной Атлантики усиливаются сейсмические и вулканические процессы, а значит, в этой зоне интенсивно поднимается из недр магма. И сколько ей еще осталось, мы не знаем. Но вместо того, чтобы изучить это явление более подробно, официальная наука его усердно игнорирует, фаршируя деньгами исследования исключительно влияния на остановку Гольфстрима 4 молекул СО2 на миллион остальных в атмосфере. И знаете, что самое интересное? 12 тысяч лет назад, в период выхода планеты из ледникового периода, причиной запуска Гольфстрима было то самое пресловутое потепление. То есть современное глобальное потепление должно его только усиливать. По законам физики от нагрева циркуляция течений должна ускоряться. Так и происходит. Но Гольфстрим останавливается по причине усиления магматической и сейсмической активности в недрах планеты. И это уже происходило ранее. Так же, как и сейчас, Гольфстрим останавливался из-за цикличности катаклизмов более 12 тысяч лет назад. Вам не надоело слушать это вранье про вину человека в изменениях климата? В чем еще нас будут обвинять? Если мы виноваты, то только в том, что позволяем дуракам навязывать нам свое мнение. Может быть, мы уже включим голову и перестанем воспринимать за истину все, что нам подсовывают коллаборационисты. Из-за остановки Гольфстрима в Европе и Северной Америке сейчас с каждым годом будет становиться холоднее. Эти территории будут погружаться в ледниковый период. И в это время нам предлагают уходить от надежных источников энергии, упрекая виной в изменении климата, и переходить на энергоресурсы, зависящие от погоды. Когда Гольфстрим остановится, ветряки скует лед, а солнечные панели засыпят снегом. Это то, какое решение нам навязывают в борьбе с СО2, а по факту делают все, чтобы лишить людей свободного выбора. Уже сейчас они ограничивают электроэнергию, призывают поменьше мыться, отказаться от мяса и автомобилей, а вместо отопления предлагают носить свитера. Те, кто это делают, никогда не будут ценить жизнь человека, потому что им просто нужны послушные рабы. Чтобы наши жизни ценились, нам нужно самим создать такой формат созидательного общества, где никто не посмеет не то чтобы забрать чью-то жизнь, даже поставить под угрозу жизнь, безопасность и свободу каждого из нас. И только нам решать, замерзнуть до полусмерти или объединиться и изменить формат, чтобы уже никогда кучка идиотов не могла управлять жизнями миллиардов. А сейчас я с радостью представляю вам профессора-геолога Вайс Юма, почетного профессора Университета Гонконга, который поделится тем, насколько важен вклад подводного вулканизма в современное изменение климата.
Меня зовут Вис Йим. Я профессор в отставке кафедры наук о Земле Университета Гонконга. Я преподавал там в течение 36 лет, пока не вышел на пенсию. Затем я подрабатывал в местных университетах, чтобы продолжить преподавание и мои исследования в области науки о Земле, в частности, вулканологии и изменении климата. И я пришел к тому, что все эти результаты указывают на то, что мы что-то упускаем в вопросе об изменении климата, а именно вклад геотермального тепла от подводных вулканов в нагрев океанов. Один из моих главных приоритетов — попытаться изменить общество, чтобы оно начало рассматривать эти вопросы. Глобальное потепление связано не только с углекислым газом. На самом деле углекислый газ играет гораздо меньшую роль, чем, например, региональный нагрев океанов из-за подводных вулканов. И это один из факторов, который я хотел бы подчеркнуть. Большое спасибо. Какие факторы наиболее приоритетны? Я думаю, мы часто забываем, что на первом месте по важности стоит астрономический форсинг, а также Солнце. Они отвечают за ледниковые, межледниковые циклы, солнечные циклы, муссоны, а также смену времен года. Но некоторые люди сейчас предлагают считать, что углекислый газ все это поменяет, называя его фактором номер один. Я считаю, что это сомнительно. На втором месте по важности, я бы сказал, стоят вулканы и вулканизм, то есть высвобождение геотермального тепла. И это, по сути, то, что называется климатологией тектонических плит. Горячая магма. Температура базальтовой магмы может достигать 1200 градусов Цельсия. Это может нагревать поверхностные морские воды и образовывать участки горячей морской воды. Но на дне океана происходят подводные извержения, которые подогревают морскую воду. Из-за меньшей плотности она поднимается наверх, поэтому температура поверхности моря повышается. И это вполне может помешать нормальной циркуляции океана, которая регулируется Солнцем. Изменение циркуляции будет очевидным, и это приведет к тому, что участки горячей морской воды будут оставаться некоторое время в разных точках. Континентальное потепление, суровые погодные явления, включая ураганы и циклоны или даже тайфуны, в этой части света станут более частыми. Вот некоторые статистические данные о подводных вулканах. Их общее количество приближается почти к 1 миллиону. Количество вулканов, возвышающихся до 1 километра над морским дном, составляет 75 тысяч. Выход магмы составляет примерно 3/4 или 75%, а число действующих вулканов составляет около 5000. Все они выделяют геотермальное тепло, и это меняет нормальную циркуляцию океана. Мои выводы. Вулканизм — это недооцениваемая, естественная причина нагревания океана. То есть это причина региональная, а не глобальная. Ужасные случаи региональных океанических тепловых волн были вызваны в основном высвобождением геотермального тепла, а антропогенный углекислый газ от ископаемых, насколько мы можем судить, не имеет отношения к возникновению океанических тепловых волн. Возникновение тепловых волн может оказать влияние на площади морского льда как в Арктике, так и в Антарктике. Наблюдаемые изменения биоразнообразия носили временный характер, так что это не согласуется с глобальным потеплением. Поскольку оксиды серы попадают в морскую воду в результате вулканизма, она гораздо более кислотная, чем углекислый газ. Это с большей вероятностью может быть причиной обесцвечивания кораллов. Некоторые люди тоже винят в этом глобальное потепление. Благодарю за ваше внимание. Но я считаю, что мы все должны быть заинтересованы в правде. Я так считаю. Мы должны все расставить на свои места.
Благодаря настоящим ученым, таким как профессор Йим, мы узнаем, что потепление океана происходит по естественным причинам. Многие ученые понимают это, но просто боятся открыто об этом заявить, а тем более проводить исследования, как раз из-за климатической инквизиции. Невероятно. Но мы благодарим профессора Йима за его честность и смелость говорить правду. А сейчас давайте посмотрим видео о нагревании океана, в котором более подробно показано, как это происходит и к чему приводит. Добро пожаловать на форум 7 мая. Я рад представить результаты моего исследования, связанного с глобальным изменением климата. Меня зовут Артур Ветериту, и я бы хотел познакомить вас с некоторыми исследованиями, которые я провожу в области изменения климата. Моя недавно опубликованная статья на эту тему называется «1995 год. Важный переломный момент в недавней истории геофизики». Эта статья основана на предыдущем исследовании, которое я провел, обнаружив связь между изменением подводной сейсмической активности и... Океан — источник жизни. Как всей планеты, так и нас, людей. Благодаря функционированию океана мы можем жить. Но он перестает быть источником жизни. Еще чуть-чуть, и он станет источником нашей смерти. Вдумайтесь. Всего за 30 лет потепление океана увеличилось на 450%. По оценкам ученых, для того, чтобы океан нагревался с такой скоростью, как сейчас, необходимо столько энергии, сколько выделится, если каждую секунду в течение года взрывать 7 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Давайте посмотрим, откуда берется эта энергия, если человечество не взрывает эти бомбы в океане. Самым страшным фактом является то, что океан нагревается не только на поверхности, но и на глубине. Группа исследователей из США обнаружила, что средние глубины океана за последние 60 лет нагрелись в 15 раз быстрее, чем за предыдущие 10 тысяч лет. И эта прогрессия нарастает с каждым годом все быстрее. На данный момент в науке нет объяснения, откуда берется такое количество тепла. Рассматриваются только теории нагрева океана от Солнца и от выбросов парникового газа СО2 человеком. Но эти причины могут объяснить нагрев только верхних слоев океана на глубину до 200 метров, потому что солнечные лучи не проникают глубже. Максимально нагреться от Солнца вода может до 700 метров в результате перемешивания. Как же объяснить многочисленные факты прогрева глубинных слоев океана? Ведь на глубине более 4 километров температура воды всегда была одинаковой и близкой к 0 градусов Цельсия. Но теперь все изменилось. Один из фактов, указывающих на колоссальный нагрев океана на большой глубине, зафиксировала международная группа ученых у побережья Уругвая. На глубине 4,5 километра обнаружено потепление вод от 0,02 до 0,04 градуса по Цельсию. Лишь для обывателя этот нагрев может показаться несущественным, но для специалистов это ужасающий факт. Океанограф Кристофер Мейнен так комментирует это. Если подумать о масштабах глубокого океана, то это огромное количество тепла. Вдумайтесь, сколько нужно энергии, чтобы прогреть такой объем воды, как мировой океан. Для этого нужен колоссальный источник тепла. Энергозатраты, необходимые для такого нагрева, эквивалентны энергии всех ядерных запасов на Земле, умноженных на 3. Что
тоже может так сильно нагревать океан снизу, как кастрюлю на комфорке. Давайте погрузимся на океаническое дно и посмотрим, какие источники мощного нагрева там есть. По мере погружения мы обнаруживаем гигантские горы на дне — вулканы. 75% всех извержений Земли происходят именно из подводных вулканов. Ранее считалось, что подводные извержения происходят с постепенным излиянием лавы, а взрывные извержения невозможны из-за давления столба воды. И поэтому предполагалось, что подводные вулканы не могут нагревать толщу воды. Вытекающая лава почти сразу застывает. Однако, недавние исследования меняют наше понимание механизма подводных извержений. Каков механизм такого извержения? Давление магмы составляет от 10 до 30 тысяч бар, а давление столба воды в самых глубоких частях океана составляет всего 1000 бар. И как только происходит резкий прорыв магмы, вода вскипает, и молекулы H2O распадаются на водород и кислород. Это создает газоводяную полость, наподобие пузыря с внутренним давлением в сотни и тысячи бар. И этот пузырь нейтрализует давление столба воды. Это сложный физико-химический процесс, который можно сравнить с полетом гиперзвукового самолета, летящего на максимальных скоростях. Выбрасываемая плазма перед его носом нейтрализует молекулярное сопротивление воздуха, благодаря чему самолет летит практически как в невесомости. Горение кислорода и водорода создают тот же эффект на пути магмы, благодаря чему происходят взрывные извержения. Наличие таких взрывных извержений подтверждает находка исследователей из Лидса. Они изучали километровые поля тефры, то есть осевшего вулканического пепла на дне Тихого океана в районе плиты Хуан-де-Фука. Математическая модель показала, что подобные шлейфы могли образоваться только при массивном взрывном извержении. Также, кроме разноса тепла, вулканы при взрывах выбрасывают гидротермы — горячие струи воды. Исследования показали, что объемы выброшенного кипятка могут быть просто огромными. Порядка 40 миллионов олимпийских бассейнов, и они быстро образуются во время извержений. Вклад взрывных извержений в нагрев океана подтверждает Бернд Зимановский из Университета Юлиуса Максимилиана в Баварии. При подводных извержениях лавы тепловое равновесие течений в океанах нарушается локально или даже глобально. Однако, учитывая размеры океана, энергии даже таких сильных подводных извержений недостаточно, чтобы его нагреть, так как активные вулканы располагаются не повсеместно, а их извержения эпизодичны. Почему же тогда за последние 30 лет океан так нагрелся? Что случилось в последние десятилетия? Есть еще более мощные источники энергии, которые активизировались совсем недавно. Чтобы понять, что это за источники энергии, нужно взглянуть на планету целиком. Земля последние десятилетия входит в фазу циклических катаклизмов с периодом в 12 тысяч лет. В 1998 году был зафиксирован скачок ядра Земли. Смещение центра масс вызывает скачкообразное ускорение вращения планеты и усиление центробежных сил. В результате этого из глубин начинает резко подниматься магма, в которой из-за сброса давления появляется кавитационный эффект. Из-за этого магма вскипает и расширяется в объеме. Ее давление на земную кору увеличивается. Расширение магмы раздвигает земную кору, вызывает в ней стремительный рост количества трещин, увеличивает вулканическую и сейсмическую активность на всей планете. Из-за того, что океаническая кора более тонкая, она более уязвима перед натиском поднимающейся вскипающей магмы. Это вздыбливает земную кору, заставляя ее растрескиваться и ломаться, а в образовавшиеся полости устремляется магма, поднимаясь все выше и выше к поверхности.
Это происходит широким фронтом повсеместно на океаническом дне. Океан греется, и эта катастрофа будет только усиливаться. Примеры такого аномального нагрева мы уже видим всюду. Не только на дне, но и на поверхности. В конце 2013 года в заливе Аляска образовался и начал распространяться огромный участок необычно теплой океанской воды размером примерно в 1/3 территории Соединенных Штатов. Температура воды во многих местах превышала норму на 5-6 градусов Цельсия. Ник Бонд, климатолог штата Вашингтон, назвал это явление блоб – капля, по аналогии с одноименным фантастическим фильмом ужасов. Через 2 года блоб увеличился в размерах более чем вдвое и растянулся на более чем 4 миллиона квадратных километров океана, от Мексики до Аляски. У побережья Ньюпорта специалисты NOAA зафиксировали эту каплю в сентябре 2014 года повышением температуры на 7 градусов Цельсия всего за 1 час. Океанограф Челли Гентеман так комментирует это событие. Я очень хорошо знаю этот район, и 7 градусов – это огромный скачок. Он не был вызван обычным нагревом в течение дня. И источником этой теплой воды была горячая капля. Ничего подобного климатологами не фиксировалось за всю историю наблюдений. Эта аномально теплая масса воды, беспрецедентная по своим масштабам и продолжительности, существовала несколько лет и привела к гибели и миграции огромное количество морских обитателей. National Geographic окрестил ее гигантской каплей, которая вскипятила Тихий океан. Последствия этой аномальной капли вызвали масштабную экологическую катастрофу, которую по сложившейся традиции отнесли к влиянию антропогенных выбросов СО2, даже не разбираясь в истинных причинах. В 2019 году еще один блоб был зафиксирован на огромном участке Тихого океана к востоку от Новой Зеландии и занял площадь не менее 1 миллиона квадратных километров. Появление таких аномалий стало внезапно учащаться. Так очередные теплые пятна появились у берегов Юго-Западной Африки и в южной части Индийского океана. Есть нечто общее, что объединяет места образования всех этих блобов. Это геологически активные регионы с молодой тонкой корой, с действующим подводным вулканизмом, трещинами и глубинными разломами земной коры. Это места наиболее активного выхода горячей и подвижной магмы. Но факторы подъема магмы не учитываются при объяснении причин нагрева океана поклонниками борьбы с углекислым газом. Эти коллаборационисты показывают свою максимальную некомпетентность. Им наплевать на то, что очень скоро мы все умрем. И они в том числе. Они отворачиваются и даже не смотрят в сторону факторов подводного вулканизма и не хотят включать их в модели. Что же говорить об изучении повсеместного подъема магмы? Ведь влияние нагрева океана на климат колоссально. Он содержит в 1000 раз больше тепла, чем вышележащая атмосфера. Океан называют кухней погоды. Прогрев его вод уже усиливает катастрофические тайфуны и ураганы, которые ежегодно уносят тысячи человеческих жизней. По мнению профессора Александра Дмитриевича Жигалина, атмосферные вихри получают дополнительное тепло от подводных тепловых выбросов в районе тектонической зоны Японии вплоть до Камчатки. Сейчас мы видим продвижение тайфунов все дальше на север и все более возрастающую их разрушительную силу. Вспомним тайфун Рай на Филиппинах в декабре 2021 года. Это был самый сокрушительный тайфун в регионе за последний год. А дальше их сила будет только возрастать, а разрушительная мощь становиться все более значимой. Беспрецедентные масштабы нагрева вод океана говорят о том, что океан уже исчерпывает свои возможности сдерживать энергию, пытающуюся вырваться наружу из недр Земли.
И когда магма доберется до более плотных и толстых пород континентальной коры, которая в среднем в 2-3 раза толще океанической, тогда начнутся процессы каскадных извержений наземных вулканов. И останавливать этот процесс или искать спасение будет уже поздно. Сейчас идет последняя война человечества. Уровень опасности красный. По всему миру звучат сигнальные тревоги. Но большинство людей на планете не знает об этом. Мы будем дальше терять время и ждать, пока поднимется магма и сотрет нас с лица Земли? Или мы начнем действовать прямо сейчас? Катастрофа стремительно развивается. А в это время мировая наука вообще не делает ничего, чтобы справиться с этой проблемой. Вместо этого сотни миллиардов долларов тратятся на борьбу с мизерными концентрациями СО2. Это вообще никак не решает проблему, а только обогащает карманы аферистов. И даже на изучение поверхности Марса тратится больше средств, чем на исследование дна океана, от которого сейчас зависит наше выживание. Океан уже начинает закипать. Только некомпетентные в этих вопросах люди не видят, какими огромными скачками мы приближаемся к моменту, когда весь мир окажется на грани. В одной буче. Не локальной под Киевом, а глобальной, по всей Земле, но которая не прекратится. Где не будет надежды на перемирие, не будет зеленых коридоров, не будет гуманитарной помощи, и где человечность будет похоронена. Это неизбежность, в которую мы попадаем по собственному бездействию. Нам нужно максимально быстро донести правду об истинных причинах изменения климата до людей всей планеты, чтобы успеть найти совместное решение для выживания человечества. Для этого нужна воля всех и каждого. Сейчас нам надо сделать все, чтобы потом не сожалеть, что мало делали для построения созидательного общества, что не находили нужных слов раньше. Но когда будут падать бомбы на голову, уже ничего сделать не сможем. Только в созидательном обществе, где все объединены единой целью спасти жизни всех людей, возможно использование научного потенциала всего международного сообщества. Только тогда возможно создание условий для развития настоящей науки, которая стоит на защите интересов и жизней всех людей. Построить созидательное общество мы можем только вместе. Важно участие каждого человека. Пока не поздно. Действуй. Очевидно, что мы не сможем охладить океан, прекратив антропогенные выбросы углекислого газа. Повышение температуры океана является следствием процессов, происходящих внутри Земли. К таким выводам пришел профессор Витерито. Он показал взаимосвязь между землетрясениями на дне океана и повышением температуры атмосферы. Несмотря на давление со стороны коллаборационистов, он продолжает свои исследования. Наша команда проводит совместные исследования с профессором Витерито. Мы собираем данные, доказывающие, что климат изменяется в результате естественных факторов. Понимание общей цели и важности созидательного общества привело к сотрудничеству и совместной работе над изучением природных факторов изменения климата. Для всей нашей команды это не просто научный проект, а действительно вдохновляющее сотрудничество, потому что все мы понимаем важность построения созидательного общества и объединения ученых. Давайте послушаем профессора Витерито.
Добро пожаловать на форум 7 мая. Я рад представить результаты моего исследования, связанного с глобальным изменением климата. Меня зовут Артур Витериту, и я бы хотел познакомить вас с некоторыми исследованиями, которые я провожу в области изменения климата. Моя недавно опубликованная статья на эту тему называется «1995 год. Важный переломный момент в недавней истории геофизики». Эта статья основана на предыдущем исследовании, которое я провел, обнаружив связь между изменением подводной сейсмической активности и глобальных температур. В статье 2016 года под названием «Корреляция сейсмической активности и нынешнего глобального потепления» я установил связь между сейсмической активностью вдоль так называемых срединно-океанических хребтов и глобальными температурами. Это научно обосновано тем, что за ростом землетрясений следует увеличение поступающего геотермального тепла. Это хорошо обосновано в научной литературе. И это приводит к тому, что высвобождение геотермального тепла на дне океанов усиливает так называемую термохолинную циркуляцию. В итоге в Арктику поступает больше тепла, что в свою очередь провоцирует ряд событий, еще более усиливающих потепление в Арктике. Мы называем это арктическим усилением, и это усиление стало характерным признаком глобального потепления, которое мы наблюдали в последнее время. Эти каскадные эффекты приводят нас к выводу, что большая часть нынешнего потепления вызвана усилением термохолинной циркуляции. Мы наблюдали внезапный скачок глобальной температуры в 1997 году, 2 года после соответствующего скачка сейсмоактивности зон срединно-океанического спрединга. Мы связываем этот всплеск срединно-океанической сейсмической активности в 1995 году с рядом других геофизических процессов. На этом графике мы видим корреляцию сейсмической активности срединно-океанических зон с глобальными температурами. Срединно-океаническая сейсмическая активность обозначена как МОУЖа, что означает сейсмическую активность зон срединно-океанического спрединга, а GT — это глобальные температуры. И мы видим, что начиная с 1979 года кривые очень хорошо совпадают. Между ними очень высокая корреляция, которая составляет 0,7, а это статистически существенно. Это говорит нам о том, что между этими двумя явлениями есть связь. При составлении этого доклада был проведен обзор литературы по различным геофизическим сферам, включая сейсмологию, морскую геологию. Мы увидели резкий скачок так называемой AMO – североатлантической осцилляции. На этом графике показаны колебания температуры поверхности моря в Северной Атлантике, и мы зафиксировали, что произошел почти мгновенный переход от отрицательных значений температур к положительным. То есть североатлантические температуры внезапно повысились в 1995 году. Мы также зафиксировали резкий рост активности североатлантических ураганов и их накопленной энергии, называемой ACE, или индекс накопленной энергии циклонов. Мы наблюдали существенную динамику и изменчивость Эль-Ниньо, или южной осцилляции, и летних муссонов северного полушария. Они также менялись очень быстро. Мы видели внезапные изменения весенних и осенних арктических температур, за которыми последовал большой скачок зимней температуры. Мы наблюдали резкое снижение концентрации морского льда в Арктике и субарктике, ускоренную потерю льда с ледяного щита Гренландии и резкое уменьшение облачного покрова над Гренландией в летние месяцы. Мы также увидели внезапные изменения в скорости движения магнитного полюса. Это Северный магнитный полюс. И, наконец, мы увидели сдвиг направления географического или истинного Северного полюса Земли. И можно посмотреть на графическое изображение этого. Арктические температуры. Мы видим, что арктические температуры внезапно подскочили. На графике показаны летние и зимние средние значения. И мы видим, что зимняя средняя температура подскочила в 1995 году. Извините, здесь эффект был с отставанием. Это в 1997 году. Но мы видим, что среднегодовые температуры подскочили. Это черная линия. Это также наблюдается весной и осенью. Мы снова видим, что эти резкие изменения начинаются в 1995 году. Мы также наблюдали уменьшение площади морского льда в северном полушарии. Все это не может быть случайным совпадением. По-видимому, существует очень сильная физическая связь между сейсмоактивностью
активностью зон срединно-океанического спрединга и глобальными температурами, и мы будем продолжать подтверждать взаимосвязь между ними. В перспективе я собираюсь отслеживать это ежедневно. Нам нужно собрать больше данных о температурах глубинных вод океана. В конечном счете, цель всей этой работы — узнать правду о том, что происходит с глобальными изменениями. Я считаю, что существует много искаженной информации и дезинформации по этому поводу. Последний отчет МГИК, межправительственной группы экспертов по изменению климата, я считаю, показал очень некачественную работу в представлении данных и в конечном счете понимании правды. Что касается дальнейших планов, я веду совместную работу с Созидательным обществом. В настоящее время мы работаем над созданием базы данных. Необходимо создать и проработать несколько баз данных. В конечном итоге мы стремимся дойти до истины. То есть, как говорится, лучшее лекарство — это всегда правда. И ее-то нам и необходимо выяснить. Как общество мы должны продолжать проводить эти форумы. Нам нужно продолжать объединять людей, у которых есть альтернативные точки зрения. Мы должны сделать эти точки зрения доступными для людей. Это лучшее, что мы можем сделать. И сейчас мы действительно хотим правды. Еще раз мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность доктору Витерито за его стремление найти правду и предоставить факты и свидетельства о том, что происходит на нашей планете. И мы опубликуем полное интервью с доктором Витерито после этого форума. А сейчас я хочу напомнить нашим зрителям, что независимая платформа была запущена волонтерами проекта «Созидательное общество» из 180 стран мира при поддержке ученых, исследователей, профессионалов и экспертов для объединения научного потенциала с единой целью — выявить истинные причины изменения климата, не связанные с деятельностью человека, и предоставить широкой общественности правдивую информацию о процессах, происходящих на планете. И мы приглашаем исследователей, ученых и экспертов присоединиться к научному сообществу на платформе «Созидательное общество». Сейчас я хотела бы передать слово независимым исследователям, которые создали свой собственный канал, который называется Grand Solar Minimum. Давайте послушаем Джейка и Мэри. Первое, о чем мы хотим поделиться с людьми в рамках нашей темы, это о естественном изменении. И большинство людей не видят публикаций с подобными графиками и диаграммами в Twitter, Facebook или где-то еще. Потому что популярные медиаплатформы надоедают нам, забрасывая графиками температур в виде хоккейной клюшки, постулируя, насколько стремительно происходит глобальное потепление. Я считаю, что мы только что пережили короткий современный период потепления. И, пожалуй, с 2016 года, исходя из данных о происходящих сейчас событиях и их корреляции с солнечной активностью, мы считаем, что сейчас на самом деле происходит похолодание. Это график активности солнечных пятен за последние 400 лет. Слева вы видите минимум Маундера, который был глубоким большим солнечным минимумом, подобным нынешнему. Поэтому мы считаем, что в ближайшие 30-50 лет мы столкнемся с большим солнечным минимумом, наподобие минимума Маундера. Это связано с нашим положением, как четко видно на этом графике, в следующем солнечном цикле. И очевидно, это будет понижение температуры. Это прогноз. Да, это прогноз. Итак, что это такое? Низкое и высокое количество солнечных пятен. Выявлена зависимость, что когда мы наблюдаем более низкую солнечную активность, меньше количество солнечных пятен, обычно мы можем их сопоставить с эмпирическими данными, которые показывают более высокие дозы космического излучения, которое вызывает образование облаков, которые в свою очередь соединяются с другими частицами в атмосфере, например, водяным паром.
А космическое излучение, высокозаряженные частицы — это как стероиды для водяного пара. Причина, по которой это значимо и является такой важной частью исследования солнечного воздействия, заключается в облачной теории, где Хенрик Свенсмарк и Джаспер Киркби опубликовали множество научных исследований, прошедших экспертную оценку касательно взаимосвязи космического излучения и образования облаков. Вот почему мы наблюдаем такие сильные дожди, когда за 24 часа выпадает месячная норма осадков, или 6,5 метров снега, как в Японии. Это происходит как раз из-за большого количества космического излучения, поступающего в нашу атмосферу. А поскольку Солнце сейчас слабее, что в свою очередь ослабляет наше магнитное поле, это позволяет большему потоку космического излучения проникать в нашу атмосферу. Поэтому, когда мы видим все эти заголовки о наводнениях и сильнейших снегопадах, и все считают, что виной тому антропогенный фактор, это меня оскорбляет. Такое ощущение, что популярные средства массовой информации уводят внимание от того, что в действительности происходит, ведь это все происходит из-за Солнца. Кроме того, Солнце, мы также согласны с исследованием, что Солнце действительно влияет на сейсмическую активность. Чем ниже солнечная активность, тем сильнее становится сейсмическая активность. Наше Солнце все еще в фазе низкой активности, а слабое Солнце означает слабое магнитное поле, что позволяет большему количеству частиц бомбардировать молекулы атмосферы, и потом космические лучи, как вы знаете, проникают к ядру Земли, что, как я полагаю, и вызывает землетрясения, а также активизацию вулканов, которые выделяют больше СО2, чем что-либо на этой планете. Я считаю, что магнитосфера будет продолжать ослабевать по мере того, как мы будем приближаться к 2030 и 2040 годам, что, безусловно, приведет к росту количества землетрясений и вулканической активности из-за космического излучения, которое проникает к нам ввиду слабой магнитосферы нашей планеты. И меня также сильно беспокоит то, что когда мы столкнемся с похолоданием в 2030-х годах, вся эта политика нового зеленого курса, которую правительства так пытаются реализовать, чтобы спасти планету, к тому времени, когда мы доживем до 2030-х годов, климат станет холоднее по всей планете, будет больше льда, больше снега, и мировые правительства будут праздновать. Мы сделали это, мы остановили глобальное потепление. Наши законы, налоги, повышение цен и указания, как все должны жить, изменили климат. И это откроет двери для того, что правительство станет делать с населением планеты, что захочет. Правительства будут выпячивать грудь и заявят: «Мы спасем вас всех от катастрофы и изменения климата». Пришло время пробудить людей, потому что у нас отберут ресурсы, когда они нам будут больше всего нужны. Когда речь будет идти об отоплении дома, обеспечении себя электроэнергией и просто о возможности водить машину. Я мать. У меня есть дети. В школьной системе внушается, что всему причиной СО2. Это твоя вина. А дети не могут разобраться в сути этого вопроса в принципе. Им не рассказывают о природных циклах. Меня это просто поражает. Или же рассказывают, что природные циклы не влияют на глобальное изменение климата. Рассматривается только узкий взгляд через призму антропогенного фактора. И знаете, я бы хотела, чтобы школьная система образования имела более широкий, всеобъемлющий взгляд, чтобы мы не держали наших детей в страхе. Знаете, в интернете я видела детей, которые живут в страхе, мол, а какое будущее у меня вообще есть? То есть тем самым нашим детям вселяется мысль о безнадежной ситуации, и мы не вдохновляем их на поиск инновационных решений. У меня складывается такое ощущение, что системы нашего образования внушают нашим детям мысль, что нужно бояться, заставляют нас верить, что мы являемся причиной происходящего, и что мы можем что-то сделать, чтобы остановить это. Мы не можем это остановить, но мы точно можем процветать, и мы можем найти способы улучшить ситуацию. Мы должны донести это послание до людей. Однако сильные мира сего не любят размещать такую информацию, как наша, о естественном изменении климата. К слову, Google отменил монетизацию нашего контента за распространение вредной и опасной информации. Так они написали. Потому что мы говорили о природных циклах, мы говорили о вулканической активности и землетрясениях, о том, что все это связано с Солнцем, но нас заклеймили как опасных и вредных. Они нам так и сказали. Они прислали мне письмо, что нам отменили монетизацию с нашего сайта и наших видео, потому что мы идем против авторитетного консенсуса. А мы всего лишь говорим о Солнце и природных циклах. Это просто кажется безумием и полностью оторванным от реальности.
Все сводится к тому, что нужно поднимать и обсуждать эти темы, как мы делаем сейчас. На форумах и в ходе дискуссий люди услышат эту информацию, а услышав ее несколько раз, эта информация дойдет до них. Так что вы правы, лучший способ донести информацию — это продолжать проводить форумы, подобные этому, которые вы, ребята, сейчас проводите, и просто продолжать выкладывать как можно больше контента на разных платформах. Вы делаете это на волонтерской основе. Мы тоже волонтеры. И опять же, это не ради известности, не ради славы, не ради дохода, а ради наших детей. Чтобы наши дети могли продолжать жить без этих абсурдных новых законов и правил, потому что всем промыли мозги, а таких людей, как мы, подавляют, и они не могут донести информацию. Мы хотим это изменить, или же, по крайней мере, быть частью перемен. Мы хотим быть частью этого движения. Спасибо большое, Джейк и Мэри. Спасибо за то, что уделили время и посетили это мероприятие, форум. Итак, Солнце находится в минимуме, а это значит, что планеты Солнечной системы не защищены и гораздо больше подвержены космической радиации. В это время поток энергии, вызывающий катаклизмы, направлен на нашу планету. Таким образом, наша планета — это практически эпицентр энергетического потока. Вы понимаете, в чем проблема? Чтобы понять механизм цикличности, нужно понимать астрономические аспекты и положение нашей галактики во Вселенной. Для меня большая честь представить фрагменты с передачи «Климатические угрозы. Варианты выживания» с участием Игоря Михайловича Данилова, который расскажет суть астрономических процессов, влияющих на нашу планету. Игорь Михайлович, вот вы сказали, что мы входим в 24-тысячелетний цикл, и, скажем, последствия от вхождения в эту фазу гораздо сложнее, чем если бы человечество входило в 12-тысячелетний цикл. Конечно, хуже. А чем это объясняется? Ну, на самом деле мы не раз это объясняли, но давайте объясним еще раз. Попробуем объяснить просто и понятно. Давайте попробуем объяснить абстрактно. Вот представьте, скажем, часы, циферблат, да? Вот этот циферблат — это наша с вами галактика. Выше — это вся Вселенная, основная масса. А ниже, там уже есть галактики, но это, туда уже, край Вселенной, скажем так. И вот есть на циферблате 12 часов и 6 часов. Вот 12 часов, они располагаются к Вселенной, а 6 часов — к краю Вселенной. Что такое цикл? И вот здесь должно быть понимание. Цикл — это когда наша галактика при вращении, она постоянно вращается. Вот цикл ее вращения — это как раз 24 тысячи лет. И вот она дважды попадает под излучение, то есть из космоса, со Вселенной, из галактик. Есть, скажем, такой, чтобы было понятно, луч света, да, типа лазера, который вот просто светит. Он светит не только на нашу галактику, но и на другие, и идет совокупность, сложение. И это вот очень жесткое взаимодействие. Это не свет, это немножко другое, да. Это поток энергии, который образуется за счет двух линий, неважно. Давайте не будем. Сейчас не урок астрофизики. Но вот это жесткое излучение, когда мы попадаем в гравитационное взаимодействие, очень выраженное взаимодействие с Вселенной, с массой галактик на одной линии, так скажем. Мы попадаем в нее дважды в период вращения. Когда мы попадаем на 6 часов, это 12-тысячелетний цикл, да, то выше нас вся наша галактика. И множество планет берут этот удар на себя. А вот когда мы попадаем в это излучение и находимся в это время на 12 часах, то мы, получается, на передовой стоим. Ведь наша планета в рукаве Сафар, в рукаве нашей галактики, она находится практически на краю рукава, да? И получается, мы не защищены ничем. И вот мы как раз являемся щитом, как и множество других солнечных систем, планет для нашей
галактики, для всех планет и систем, которые ниже. Поэтому воздействие гораздо сильнее происходит, чем когда мы находимся в точке 6 часов, то есть когда поворачиваемся. Скажем так, вот эти взаимодействия, которые происходят, у многих возникнет вопрос, как это, понятно, галактика крутится там, это что постоянно, галактика не просто вращается по себе, но еще есть и спиральное движение, скажем, самой галактики в пространстве, да, не только вокруг своей оси, но и добавочно. И вот попадая в этот цикл, когда оно все совмещается, вот здесь мы попадаем под этот такой вот процесс взаимодействия, скажем так. Почему в другое время оно не столь опасно? Потому что моменты в другие, вот на протяжении 12 тысяч лет, вот это воздействие, оно идет по касательной, то есть по косой, нет прямого излучения. Здесь я могу пояснить на примере Солнца. То есть это будет очень понятно и наглядно. Вот почему лето, середина лета, жара, солнце в зените, и у нас самые жаркие дни становятся, да? Почему идет прямой луч. Или вот солнышко начинает садиться, или наступает осень, там зима. Солнышко находится, скажем, в стороне, и получается лучи, они проходят по касательной. Нету прямого воздействия. Из-за этого у нас вроде и тепло, но не сильно. Вот такое воздействие. Или вот еще лучше, знаете. Это вообще для, скажем так, для упрощенного понимания. Давайте представим, пуля, вылетевшая с ружья, она летит строго горизонтально. И находится мишень, которая находится строго вертикально. И вот попадание идет четкое, да, то есть и здесь, естественно, если материал не сильно прочный, скорость достаточная, твердость пули достаточная, и она пробивает этот материал. То есть, но достаточно изменить лишь угол нашей мишени настолько, чтобы пуля при соприкосновении будет отражаться. То есть она стоит уже не четко вертикально, а под углом. И при попадании пуля будет отражаться. То есть вот так и здесь 12 тысяч лет у нас идет отражение этих лучей, и большого вреда оно нам не наносит. А когда прямое непосредственное воздействие, здесь возникает беда. The influence of galaxy ray flux Влияние потока галактических лучей в прошлых циклах оставило на нашей планете отпечатки, которые не стерлись со временем даже спустя сотни тысяч лет. Команда исследователей Созидательного общества собрала их воедино и представила доказательства изменения климата, вызванного этим циклическим процессом. Далее давайте посмотрим продолжение фильма о цикличности. Если принять ваши аргументы, тогда из-за чего все это произошло? Климат менялся всегда, а вот геодинамика планеты внезапно изменилась только последние 30 лет. Причинами данных глобальных изменений являются процессы внутри Земли. Эти факты хорошо известны и зафиксированы спутниковыми данными. В 1998 году ученые зафиксировали резкое скачкообразное смещение ядра, наблюдая с помощью спутников за центром масс Земли. В результате скачка ядро резко сместилось на север по направлению к полуострову Таймыр. В это время на станции Медичина в Италии ученые зафиксировали скачок силы тяжести. Одновременно с этим наблюдалось резкое изменение формы Земли, измеренное с помощью системы лазерной дальнометрии со спутников США. Планета стала аномально расширяться в области экватора, хотя до этого тенденция была противоположной. Сейчас наблюдается асимметричная кристаллизация ядра и необъяснимые явления в самом его центре. Из-за смещения ядра ускоряется вращение планеты, растет ее центробежная сила. По этой причине магматические очаги в мантии начинают резко подниматься к поверхности, подмывая и нагревая литосферу изнутри. В результате магма, поднимаясь в области пониженного давления, расширяется в объеме и вскипает. Ее давление на земную кору увеличивается. Расширение магмы раздвигает тектонические плиты.
увеличивает вулканическую и сейсмическую активность на всей планете, вызывает стремительный рост количества трещин в земной коре. По этим трещинам вода с поверхности уходит вглубь. Тонкая океаническая кора разрывается магмой, из-за этого океан нагревается на дне. Подъем магмы приводит к увеличению геотермального потока из недр под ледниками Западной Антарктиды и Центральной Гренландии, что растапливает ледники снизу вверх. Зафиксированы многочисленные факты роста геотермальных аномалий, случаи закипания воды в колодцах, таяние вечной мерзлоты на большой глубине, взрывы метана. Дальнейший прогноз тенденций стремительных геодинамических и климатических изменений указывает на то, что в ближайшие десятилетия из-за подъема магмы начнется массивное таяние ледников, подъем уровня мирового океана, возрастает количество и сила катастрофических землетрясений, тайфунов, ураганов, ветров. Начнут извергаться стратовулканы, что приведет к продолжительной вулканической зиме и исчезновению большинства форм жизни, в том числе и человека. По объективным прогнозам, максимум, что мы имеем, это всего 5-10 лет. Ну вот, вы опять нас пугаете. Почему вы говорите, что это будет катастрофа? И почему так быстро? Аналогичные изменения, которые мы наблюдаем сейчас, происходили перед пиком сокрушительной катастрофы чуть больше 12 тысяч лет назад. Эти события называют Альрёдским потеплением и последующим за ним оледенением позднего Дриаса. 12 800 лет назад глобальные температуры взлетели на целых 15 градусов по Цельсию всего за несколько лет. Внезапно большая часть ледяных щитов растаяла, и Земля вышла из полного ледникового периода. В это время происходили экстремальные наводнения и стихийные бедствия, интенсивное повышение уровня моря. В это время остановился Гольфстрим, так же, как это происходит и сейчас. Ученые из Университета Канзаса доказали, что примерно 12 800 лет назад на Земле произошел гигантский пожар, который охватил 10-ую часть поверхности всей планеты. Другие исследователи также обнаружили, что в Сибири 12 тысяч лет назад бушевали большие пожары. И сейчас происходит все больше масштабных пожаров, которые невозможно затушить. Основываясь на анализе спутниковых снимков, ученые обнаружили, что 10-13 тысяч лет назад в пустыне Сахара и других регионах сформировались крупнейшие известные дюны, что говорит об огромной силе ветров во время позднего Дриаса. Кратковременное усиление ветров в этот период зафиксировано и по данным ледяных кернов в Гренландии и исследований на Аляске. Сейчас на Земле происходит то же самое, что и в позднем Дриасе. Мы видим, как усиливаются ветра, ураганы, тайфуны, торнадо, как они разрушают целые города, равняя их с землей. Именно в смену цикла 12 тысяч лет назад была сильная сейсмическая активность. Об этом говорят данные радиоуглеродного анализа, а также палеогеографические реконструкции периода позднего Дриаса. В этот же период времени, более 12 тысяч лет назад, так же, как и сейчас, происходило резкое ослабление магнитного поля и смещение полюсов, которое получило название «экскурс Гетеборга». Причиной всех этих резких изменений была аномальная магматическая активность, вызванная изменениями в ядре. Это выразилось в масштабных вулканических извержениях, которые ученые зафиксировали в позднем Дриасе по пыли и следам кислотных дождей в ледниковых кернах. Анализ отложений, обнаруженных в пещере Холла, указывает на извержения вулканов, которые вызвали вулканическую зиму около 13 тысяч лет назад и оледенение по всему миру. После внезапного потепления в позднем Дриасе случилось столь же резкое похолодание. Это событие привело к массовому вымиранию мегафауны. На северных склонах Сибири во льдах были обнаружены тысячи замороженных мамонтов и других млекопитающих. Произошло резкое сокращение численности человеческого населения, в том числе вымирание кроманьонцев. Все эти катастрофические события произошли всего за несколько десятилетий. Но почему вы говорите, что то, что произошло 12 тысяч лет назад, должно повториться и именно сейчас? Может быть, это было случайное событие и вызвано другими причинами?
Такие же катастрофические события происходили на планете не только 12 тысяч лет назад, но и ранее. С учетом погрешностей в датировках, этот цикл очень хорошо прослеживается в геологических данных. Об этом независимо друг от друга писали ученые-катастрофисты в своих книгах и работах. Бубненков, Бушуев, Батурин, Копылов, Петров, Дуглас Вогс и многие другие ученые пришли к пониманию цикличности глобальных катаклизмов на Земле с периодом приблизительно в 12 тысяч лет. В геологии, палеонтологии и археологии известен целый ряд свидетельств прошлых катастроф этого цикла. Каждое из этих катастрофических событий характеризовалось резкими изменениями не только климатической ситуации, но и полной геодинамической перестройкой, ослаблением и экскурсом магнитного поля, катастрофическими повсеместными извержениями вулканов, тектоническими перестройками, перепадами температур атмосферы на 10-15 градусов, изменение уровня мирового океана на 20-50 метров, последующими масштабными оледенениями. Так как каждый цикл сопровождается изменением магнитного поля и мощнейшими извержениями вулканов, то это однозначно указывает на то, что цикл связан с изменениями в ядре планеты, точно так же, как это происходит и сейчас. Мы входим в активную фазу цикла катаклизмов. Но что вызывает этот цикл? Что смещает ядро? Исследователи считают, что эта цикличность имеет галактическую природу, то есть связана с циклом вращения галактики. Излучение из центра Вселенной каждые 12 тысяч лет воздействует на Солнечную систему и даже влияет на Солнце. В 1998 году был зафиксирован не только скачок ядра Земли, но и Луны, Солнца и других планет. В последние десятилетия ученые начали фиксировать резкое изменение климата на всех планетах и спутниках Солнечной системы. Рост количества гигантских штормов и ураганов, аномальные температуры, увеличение вулканической и сейсмической активности. Сейчас на Земле фиксируется повышенный поток космической радиации в связи с низкой активностью Солнца. Ученые обнаружили свидетельство того, что бомбардировка космическими лучами произошла и 12 500 лет назад. Кроме этого, на планету каждые 12 тысяч лет идет неизвестный поток жесточайшей космической энергии из центра Вселенной. Это высокоэнергетическое воздействие происходит на микроуровне и обладает огромным потенциалом, который способен спровоцировать сдвиг ядра планеты. Галактическое излучение нарушает жизненные циклы биосферы. Деревья массово начинают выделять больше углекислоты. Болота выделяют соединения смертельных газов. В этот раз Земля может стать очередной мертвой планетой, такой же, как и Марс. Сейчас иммунитет планеты уничтожен токсинами, которые выделила наша техногенная цивилизация. Больной организм планеты может не пережить те колоссальные нагрузки, которые создает цикличность раз в 12 тысяч лет. Каждые 24 тысячи лет катастрофы более разрушительные, так как Солнечная система становится ближе к излучению из центра Вселенной. Сейчас мы попадаем в эту точку ближнего взаимодействия. Планета доживает свои последние годы, а вместе с ней и мы, если будем бездействовать. Зачем вы такое рассказываете? Это только сеет панику. У людей опускаются руки. Ведь мы ничего не можем сделать. Да. Сделать ничего нереально. Против природы не пойдешь. Что мы можем сделать, если это космическое излучение? У вас есть конкретное решение? Мы можем найти это решение, ведь на любое действие всегда есть противодействие. На планету идет высокоэнергетический поток. Но мы можем выставить защиту, если поймем, какую силу и какой мощности нужно ему противопоставить. Нужно объединиться всем честным, добросовестным ученым из разных областей науки, техническим специалистам, инженерам, практикам и теоретикам, готовым к новым открытиям, так как задача многообъемная и многоуровневая.
Нужно поставить одну общую цель на уровне всех государств – обеспечить ученых финансированием, доступом к передовым технологиям и правдивой статистике климатических и геофизических служб. С уровнем даже наших сегодняшних технологий возможно противостоять космическому излучению, когда цель одна и на первом месте в обществе — сохранение цивилизации и жизнь каждого человека, тогда человечество сможет найти решение, как управлять этим высокоэнергетическим потоком. Но времени на поиск решения у нас катастрофически мало. Объединить научный потенциал добросовестных ученых можно только при абсолютной поддержке всего общества и всех стран. Здесь не может быть места конкуренции, частным интересам и жажде наживы. Открытость информации для исследований может быть достигнута только в формате созидательного общества, в котором нет причин для войн и конфликтов. Для построения такого формата общества нужно объединение всех 8 миллиардов человек. Созидательное общество? Что такое созидательное общество? Похоже на какую-то утопическую идею. Это что, коммунизм? Созидательное общество — это формат общества, где не на бумаге, а на деле самой главной ценностью является жизнь, свобода, безопасность и благополучие каждого человека, в котором нет власти одного человека над другим. Люди сами совместно принимают решения по ключевым вопросам, не перекладывая ответственность на единиц. Созданы все условия для раскрытия потенциала индивидуума на благо всех, и все общество заботится о каждом человеке. Это мир без войн, нищеты, насилия и власти. Такое общество выгодно всем. В отличие от коммунизма, созидательный формат невозможно построить насильно или революционным путем. Созидательное общество — это возможность в кратчайшие сроки мирно вывести нашу цивилизацию на новую ступень эволюционного развития. Все юридические, экономические и социальные механизмы для этого есть, но для этого нужно реальное объединение людей. Не кошельками или холодильниками, а на основе ценностей человечности, добра, взаимопомощи и уважения. Нас 99% населения планеты, тех, кто хочет жить по-человечески. Люди по всему миру уже объединяются и действуют для построения созидательного общества. Что можно сделать прямо сейчас? Что я могу сделать? С чего начать? Присоединиться к платформе «Созидательное общество», которое уже существует, пригласить своих друзей, ученых и всех думающих людей, честно и без сглаживания углов рассказать правду об изменении климата и о выходе, через средства массовой информации донести о том, что происходит на самом деле. Не для того, чтобы посеять панику, страх, а для того, чтобы рассказать о решении. Люди не хотят слышать правду, потому что им просто страшно, пока они не знают, что выход есть. Сейчас все зависит от каждого человека, от тебя, мой друг. Ты прямо сейчас можешь рассказать всем своим друзьям, знакомым, родственникам о том, что ты узнал и понял на форуме «Глобальный кризис». Мы, люди, мы хотим жить. Нужно действовать сейчас, пока еще есть время, чтобы потом не было мучительно больно, что не нашли нужных слов и не смогли предупредить о беде. Созидательное общество — это не политическая или коммерческая организация. Это объединение обычных людей со всего мира, которые, несмотря ни на что, действуют, чтобы спасти все человечество. Это настоящие герои, такие же, как и ты. Присоединяйся. С тобой мы сможем все. Посмотри. Посмотри-ка. Мы можем это сделать. Это реально. Да, конечно. Я звоню директору вулканологического института. Хорошая идея.
Если даже до них дошло, то почему же не дошло до тебя, друг мой? Isn't it so, friends, if even this Разве это не так, друзья? Даже если эти два ученых смогли понять, почему не мы можем понять, поладить и что-то сделать сегодня для того, чтобы завтра мы жили в безопасном мире. И действие начинается с очень простых шагов поделиться информацией. Почему? Потому что только те люди, которые знают о том, что происходит, могут принимать решения и могут повлиять на наше будущее положительным образом. Поэтому поделитесь этими ссылками в ваших соцсетях, так, чтобы все узнали. Запишите свое понимание по форуму, отправьте вашу обратную связь на creativesociety.com на наш email. Также публикуйте ваши видеоотзывы в Фейсбуке, Инстаграме, ТикТоке и Твиттере. Это лучшее, что вы можете сделать. И, конечно же, присоединяйтесь к созидательному обществу, присоединяйтесь к волонтерам, которые проводят эти исследования вместе с разными учеными со всего мира, которые соединяют воедино и получают красивую мозаику того, что происходит у нас на планете. Те люди, которые уже занимаются этим, и они понимают, что впереди нас ждут серьезные катаклизмы, а времени на подготовку остается очень мало. Уже сейчас необходимо детально разобраться в космическом воздействии, чтобы знать, с чем мы имеем дело и как мы можем этому противостоять. Ян Кара расскажет нам о воздействии межгалактических лучей на нашу планету и о том, какие фундаментальные изменения мы наблюдаем уже сегодня. Ян расскажет об опасности космических лучей и о том, какое влияние они оказывают на нашу планету. Пожалуйста, вам слово. Добрый вечер. Изменение климата и растущее число катастроф на нашей планете — это реальность, с которой людям приходится сталкиваться почти каждый день. Растущая частота и тяжесть этих бедствий представляет собой серьезную угрозу для нашей цивилизации. И сейчас я хочу предоставить факты, указывающие на влияние, идущее из-за пределов нашей Солнечной системы, которое циклически приводит к катаклизмам каждые 12 тысяч лет. Первый факт заключается в том, что в 1998 году, согласно спутниковым наблюдениям, произошло внезапное изменение центра масс Земли в сторону Таймырского полуострова, что привело к наблюдаемым значительным изменениям в движении оси вращения Земли. Это, вероятно, является следствием движения ядра Земли. На рисунке показана скорость движения центра масс и резкое изменение этой скорости в 1998 году. Справа — соответствующее изменение прецессии земной оси. Такие значительные изменения вращения приводят к изменению центробежной силы в земной коре, усилению вулканической активности и землетрясений. Интересно также отметить, что с 1994 года экскурсия магнитного полюса Земли ускорилась и также движется в сторону Таймырского полуострова. На экране вы видите движение северного магнитного полюса Земли. Поскольку считается, что магнитное поле Земли генерируется электрическими токами в ядре Земли, эти два явления связаны между собой. То есть какие-то невидимые силы повлияли на смещение ядра планеты, на магнитное поле. Что-то запустило этот процесс. До сих пор мы говорили только о Земле. Однако в это же время было зафиксировано внезапное изменение положения Луны. На экране можно увидеть расстояние до Луны после вычитания известных эффектов, измеренное лазерным дальномером. Вы можете видеть, что в 1997 году произошел резкий скачок. Изменения климата наблюдались и на других объектах Солнечной системы. Все это говорит о том, что влияние исходит из-за пределов Солнечной системы. Это влияние должно обладать огромной энергией, чтобы вызвать такие драматические изменения.
Это воздействие происходит на микроуровне, через элементарные частицы. Изменения произошли и здесь. Зарядный радиус протона является хорошо известной физической константой. В 2010 году было проведено еще одно измерение этой константы. В результате этого измерения было получено значение, которое на 4% ниже исходного значения, что намного превышает погрешность предыдущих измерений. Большинство других измерений подтвердили новое значение константы, хотя были и измерения, подтверждающие старое значение. Это несоответствие в измеренном радиусе заряда протона является загадкой для ученых, и у них нет пока хорошего объяснения этому. Мы хотим отметить, что основная причина этого изменения и изменения в ядре Земли одна и та же. Каким бы незначительным ни казалось изменение радиуса заряда протона на 4%, представьте, если бы Солнце уменьшилось на 4%, последствия для жизни на Земле были бы катастрофическими. Также обстоит дело и с радиусом заряда протона. Эта константа влияет на фундаментальные свойства атомов, такие как энергетические уровни электронных орбиталей и, как следствие, химические свойства атомов. Таким образом, даже небольшое изменение этой константы повлияет на свойства водорода, который является одним из строительных блоков в жизни и тем самым нарушит тонко настроенные химические процессы внутри организмов. За последние 2 десятилетия различные обсерватории обнаружили ряд различных высокоэнергетических частиц, происхождение которых не совсем ясно. Мы считаем, что это тоже признак того, что Солнечная система попала в некий поток космических лучей. Это излучение воздействует на элементарные частицы и тем самым запускает разрушительные процессы на макроуровне, например, изменения в ядре Земли. Реакция растений на эти изменившиеся условия может заключаться в том, что производство СО2 бразильскими тропическими лесами неуклонно растет, в то время как поглощение СО2 снижается. Поэтому с 2013 года эти леса являются чистыми производителями СО2. Графики на рисунках ЦЭД показывают потребление и производство СО2 в тропических лесах, а на рисунке Б — результирующее потребление СО2. Мы представили факты, указывающие на внешнее влияние, которое запускает процессы, угрожающие нашему выживанию на этой планете. Но нам еще предстоит заполнить много пробелов, чтобы полностью понять природу этого влияния. Нам необходимо объединить потенциал ученых из многих дисциплин для изучения этих процессов, чтобы мы могли их остановить. Мы просим всех ученых, особенно квантовых физиков, геофизиков и астрофизиков, объединить усилия, чтобы помочь понять эти внешние воздействия. На карту поставлено множество человеческих жизней, вся наша цивилизация. Спасибо. Thank you so much, Jan. Большое спасибо, Ян. Действительно, галактическая радиация — это серьезная и пока не изученная проблема для человечества. Но среди нас много умных, изобретательных людей, и мы вполне способны решить эту проблему. Мы предлагаем вам просмотреть фрагмент передачи с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым о том, какие возможности у нас есть, как у цивилизации. А если мы соберем всех умных людей и правильно подойдем, и правильно начнем использовать ресурсы своего сознания, не оно нами управлять будет, а мы им будем управлять. Разве мы не найдем способа решения, как защитить нашу планету? А это всего лишь, извините, это всего лишь циклы, это всего лишь энергия. Они, да, они разрушающе действуют, но, ребята, это энергия. Мы можем ее аккумулировать и перенаправлять. Мы можем то, что нас разрушает, направить на созидание. Разве не так? Ведь это сила. Неважно, какая она неуправляемая, поэтому она хаотична. Хаотично неуправляемая энергия, она способна разрушать. А если мы эту энергию будем использовать, мы сможем созидать, а не разрушать. Разве не так? Так. Если мы поймем основы перераспределения энергии между этими частичками или их взаимосвязь, квантовая запутанность, не то, что взаимодействие двух частиц, а то, что заставляет их, то, чем они управляют. А эти частички, они управляют этим. Вот именно эта энергия, именно эта сила.
Они воспринимают и передают сигнал. Если мы сможем воспринимать и передавать сигнал, то у нас открываются огромные колоссальные возможности, да, хотя бы в сфере коммуникации. Но если мы поймем этот механизм, мы сможем управлять и другими частичками. А если мы углубимся еще дальше, то мы сможем управлять и различными видами излучения, и извлекать из них энергию. И это серьезный шаг для того, чтобы даже найти инструменты противостоять климату. Климату. Противостоять климату — это необходимо. Спасибо огромное уважаемому Игорю Михайловичу Данилову за озвученную бесценную информацию. Дорогие зрители, сегодня вы уже много раз слышали, что спасением против неминуемой катастрофы во время цикличности 12 тысяч лет является объединение научного потенциала, но возможно это только в созидательном обществе. Вы могли подумать, как это вообще поможет? Разве это решение? Почему объединить ученых можно только в созидательном обществе? Ведь можно же просто выделить грант на решение этого вопроса, но оставить формат потребительским. Сейчас я популярно объясню, почему мы сможем найти решение только в созидательном обществе и почему в потребительском формате нас ждет только смерть. Посмотрите на наш современный мир. Страны разъединены, воюют и стремятся друг другу как можно больше напакостить. Самые передовые лаборатории исследования принадлежат военным, и, соответственно, они засекречены. Умнейшие люди мира заняты созданием бомб и сверхзвуковых ракет, чтобы качественнее уничтожать наше же человечество на другой стороне планеты. Со спутников вместо мониторинга климата управляются полеты бомб. Все страны скрывают друг от друга, каково реальное положение дел на их территориях с изменением климата. И это в то время, когда в каждой стране под ногами у людей трещит земля и вырывается магма. Попробуйте сейчас раскрыть информацию о том, где якобы есть стабильные, безопасные территории, а где вот-вот рванет супервулкан. За псевдобезопасные территории тут же будет развязана война с геноцидом населения. Уже сейчас мы справляемся с тем, чтобы убивать друг друга в разы лучше, чем климат. А безопасных территорий на Земле скоро просто не будет. И чем в это время заняты те, кого мы привыкли называть учеными, и переложили на них ответственность думать вместо нас? Одни создают бомбы, другие пихают в нас это дерьмо про антропогенный фактор, третьи тешут свою манию величия, замкнувшись на своих узких теориях. Наука сейчас убита потребительским форматом. Она максимально раздроблена на множество несвязанных между собой направлений, затоплена бюрократией и словоблудием, задушена ложными догмами. Множество умнейших людей занимается ерундой, скрывая друг от друга конфиденциальные данные и конкурируя между собой. И теперь представьте, что в таком формате нам нужно провести в кратчайшие сроки международное исследование мирового масштаба с неограниченным финансированием и доступом к любому необходимому оборудованию, так как задача перед человечеством стоит глобальная. Знаете, что будет происходить в потребительском формате? То же самое, что и сейчас в борьбе с климатом. Все страны будут обещать выделить средства, принять меры, но по факту ничего не будут делать, потому что те, кто управляют капиталами, будут печься только о своем кошельке. В то время как цикличность неумолимо будет пожирать планету. В потребительском формате общества наши жизни никому не нужны. Мы не нужны даже сами себе. Так почему решением является только созидательный формат общества? Созидательное общество — это объединенное человечество. И это совсем не сложно. Это как союз нескольких государств, но только их не 28, а, к примеру, 197. И решения в них принимают не единицы, а все общество. Такое объединение стран сможет выделить неограниченное финансирование честным ученым на изучение цикличности? Сможет. Сможет обеспечить доступом к лабораториям, передовым технологиям, спутниковым данным, любому оборудованию любой сложности? Сможет. Почему? Да потому что мы люди, и мы хотим жить. Мы заинтересованы в том, чтобы на Земле осталась жизнь, так как это наша жизнь и жизнь наших детей, каждого из нас. Нам нужно поставить одну общую цель перед честными учеными из разных стран. Эта цель
понять процессы и воздействия, формирующие циклические планетарные катаклизмы, найти адаптационные механизмы и предотвратить глобальную катастрофу для спасения миллиардов человеческих жизней. Это должно быть максимально междисциплинарное исследование. Международный коллектив добросовестных ученых из разных областей науки, инженеров, практиков и теоретиков, объединенных единым потенциалом, усиленный многократно каждым участником. Те, кто сомневаются, будут только мешать, поэтому нам нужны только добросовестные, честные и ответственные. Нам нужны климатологи и метеорологи, чтобы изучить реальные процессы, которые сейчас стремительно меняют атмосферу, кроме роста ничтожных концентраций СО2. Нам нужны океанологи, вулканологи и сейсмологи, чтобы оценить реалии подъема магмы, активации вулканов и землетрясений. Нам нужны геофизики, геологи, физики Земли, изучающие недра, магнитное поле, ядро, вращение планет, кто сможет смоделировать все процессы. Нужны астрофизики, планетологи, физики Солнца, чтобы понять, откуда исходит излучение, как оно действует. Нам нужны квантовые физики, физики элементарных частиц, изучающие изменения в микромире, чтобы оценить силу воздействия высокоэнергетического излучения, его свойства, его природу и понять, какую силу нужно противопоставить. И множество других направлений и специальностей должны быть объединены в один потенциал. Тогда у нас получится остановить цикличность катаклизмов, происходящую на нашей планете каждые 12 тысяч лет. Ведь на любое действие всегда найдется противодействие. С уровнем наших даже сегодняшних технологий возможно противостоять космическому излучению. Просто нужен коллективный мозговой штурм. Если поймем, что это за цикличность, как влияет это излучение, то тогда сможем понять, как его что противопоставить. Поэтому первое, что будет в созидательном обществе, это поддержка науки, поддержка реальных ученых, не тех, кто непонятно на что тратит миллиарды. Нам нужно действовать, и нельзя упускать это время, потому что это человеческие жизни. В созидательном обществе на передовой будут ученые. Это будет основной фронт. Если объединить настоящих ученых, готовых к сложным задачам и новым открытиям, мы сможем поднять нашу науку до небес и выше. Мы сможем осуществлять высокоточный, заблаговременный прогноз любых видов катаклизмов еще на переходном этапе. Нам под силу станет терраформирование, подчинение стихии, чтобы ни один человек не погиб или остался без крова. Мы сможем не только изучить цикличность, но и навсегда выйти из нее для всех будущих поколений человечества. Научиться управлять теми высокоэнергетическими излучениями и направить их на мирное русло. Обеспечить человечество свободной и бесплатной энергией в любой точке мира. Мы сможем получить возможность осваивать большой космос, летать в другие галактики, открывать новые планеты. Объединенный научный потенциал способен вывести уровень развития человечества на такие вершины, о которых мы сейчас можем только мечтать. Но это более чем реально. Нужно только действовать. Нам нужно объединенное человечество. Что значит объединяться? Это действовать по направлению к единой общей цели. Так есть ли более благородная и объединяющая цель, чем построение созидательного общества? Все, что вы видите сейчас на своих экранах, это и есть созидательное общество в действии. Можно очень долго перечислять все то, что делалось и делается участниками проекта для его реализации. Просто еще раз хочу напомнить, что в созидательном обществе важен каждый человек и его участие в общем деле. Мы еще увидим сегодня, на что способны люди, когда они объединены одной целью — выжить.
ardiendo en llamas. No quieren decirte esta verdad tan cruda, ahogándote en vacías proclamas. Nunca muestra sus crueles espinas, la batalla ya ha comenzado. El enemigo no espera, pero asesina en una guerra que no se ha declarado. Es hora de salir de nuestros caparazones. Somos personas, queremos vivir para perder la vida, sin razones. Para poder cambiarlo nos debemos unir. Es hora de la verdad, ya no se puede esperar. Ya es tiempo de actuar, hora de decidir. Gritemos todos, somos la humanidad. Somos personas, queremos vivir. Somos dignos de vivir en un mundo ideal. Es lo que nos mueve a seguir y nos motivará. Seamos breves en actuar para poder luchar. En sociedad creativa lo podemos lograr. Ya esto está claro y no se puede esperar. Darle ventaja al clima que nos pueda matar. Lo que vale es tu opinión, no seas carne de cañón. Nuestra fuerza es la amistad, nuestra fuerza es la unión. El clima está matando, es nuestro único enemigo. Eso podemos superarlo y lo haremos contigo. Con la fuerza de tu mano, muestra al mundo tu actitud. Vamos por esa victoria. El héroe eres tú. Y no podemos salvar esto, aún no es el final. Tenemos la oportunidad de unirte a nuestro potencial. Es hora de ser parte de una nueva sociedad. Todos unidos venceremos por toda la humanidad. Si no te detengas, nunca me lo harán cumplir. Tenemos enemigos, nos quieren destruir. Y yo unido por lo mismo tuyo, sabe lo que tenemos. Y formamos el destino tuyo del mismo camino. Es hora de la verdad, ya no se puede esperar. Es tiempo de actuar, hora de decidir. Gritemos todos, somos la humanidad. Somos personas, queremos vivir. Somos dignos de vivir en un mundo ideal. Es lo que nos mueve a seguir y nos motivará. Somos breves en actuar para poder luchar. En sociedad creativa. Te digo, formamos el destino en el mismo camino. De la verdad, ya no se puede esperar. Es tiempo de actuar, hora de decidir. Gritemos todos, somos la humanidad. Somos personas, queremos vivir. Somos dignos de vivir en un mundo ideal. Es lo que nos mueve a seguir y nos motivará. Debemos ser breves en actuar para poder luchar. Sociedad creativa. Sociedad creativa. Queremos vivir en sociedad creativa. Lo podemos lograr. Мы выражаем благодарность нашим партнерам по всему миру за их бесценный вклад в будущее всего человечества, в созидательное общество. Еще раз напомню, что все участники проекта «Созидательное общество» — это волонтеры, люди доброй воли, независимо от статуса, профессии, личных или профессиональных интересов.
Это в первую очередь люди. Люди, готовые действовать ради спасения цивилизации. Проект «Созидательное общество» открыт для спонсорского участия и информационной поддержки. Любой, кто разделяет взгляды проекта, может оказать помощь и стать его активным участником. Вы видите, как сильно люди во всем мире хотят жить. Мы знаем, что 99% людей хотят жить в созидательном обществе. И для того, чтобы поделиться с вами этой информацией, волонтеры делают все возможное, в том числе используют свои таланты для создания таких песен, как та, которую мы только что прослушали. Фундаментом созидательного общества являются 8 основ, которые должны быть внедрены в каждом государстве. Наш следующий докладчик Альмира Наилова, адвокат из Казахстана, расскажет об этом подробнее. Здравствуйте. Предоставленные на этом форуме факты подтверждают, что потребительский формат общества — это угроза для жизни каждого человека. Но любой нормальный человек хочет жить в безопасном обществе, без войны и насилия, с уверенностью в завтрашнем дне. То, как живут люди в обществе, зависит от того, кто принимает решения. Есть два варианта. Первый — это когда решения принимают единицы. И это существующий потребительский формат общества. Но это формат бесчеловечности, это путь к гибели всех. Мы в этом уже убедились. Второй — когда решение о том, как жить людям, принимают все люди. Это созидательное общество. Созидательное общество — это общество, защищающее жизнь каждого человека, где власть реально принадлежит людям. Согласно юридической науке, неотъемлемой частью любого государства является народ, люди. Без людей, соответственно, нет и государства. Итак, государство — это мы, люди. Общество — это мы, люди. Если посмотреть законодательные акты любой страны, то мы увидим, что в той или иной форме власть принадлежит народу. Нам просто нужно начать пользоваться своим правом самим принимать решения, в каком обществе мы хотим жить, в потребительском или в созидательном. Мы, как народ, сейчас реализуем свою власть через общественное мнение. Что значит общественное мнение? Это когда мы все или большинство заявляем о том, чего мы хотим или не хотим. Например, когда в 1999 году в Боливии единицы власть и придержащих решили, что люди должны платить не только за водные ресурсы, но даже за дождь, большинство людей не согласилось с этим, и решение было отменено. Еще один пример. В 2009 году в Исландии под давлением общественного мнения был проведен референдум, на котором народ Исландии отказался выплачивать долги обанкротившихся банков. Как видим, волеизъявление народа — это огромная сила, которая определяет, какой будет жизнь у нас с вами. А мы все хотим созидательное общество. Если мы чего-то хотим, то нам нужно начать активно выражать свою позицию, тем самым формировать общественное мнение. Нужно сформировать электоральный запрос на построение созидательного общества. Поэтому очень важно, чтобы ты рассказал о созидательном обществе всем и каждому, родственникам, друзьям, коллегам и даже незнакомым тебе людям. Мы в Казахстане активно писали политикам, государственным служащим и депутатам о проекте «Созидательное общество». И получили ответ о том, что наша инициатива связана с внедрением
основ созидательного общества во все сферы жизни общества поддерживается. Уже сегодня происходят изменения в политической, экономической и социальной жизни страны, направленные на повышение роли людей в управлении государством, в том числе через электоральные процессы. Как сказал президент Казахстана, электоральные процессы необходимы потому, что люди просто перестали верить, что их голос имеет значение и способен изменить жизнь в стране к лучшему. Обратите внимание, насколько важно мнение людей о том, в каком обществе они хотели бы жить. Сегодня в Казахстане восстановлена платформа для проявления власти народа, референдум, чтобы люди в реальности могли осознать, что их голос решает все. Уже сегодня заявлено о решительном противостоянии культу потребления и коррупции и выбран созидательный вектор развития Казахстана. Принцип «не человек для государства, а государство для человека» стал ключевым в развитии страны. Поэтому, когда у вас в голове возникает вопрос, да кто нам позволит, мы сами себе не позволяем своими сомнениями, страхами, бездействием и безразличием к тому, как мы живем. Еще раз повторяю, что действующее законодательство любой страны позволяет нам уже сегодня построить созидательное общество. Это юридически реально, потому что по законодательству страны власть принадлежит народу. Следовательно, народ может внедрить 8 основ созидательного общества в Конституцию через референдум. Когда созидательное общество будет поддержано более чем 50% населения, наши представители, президенты, депутаты, даже монархи не смогут проигнорировать волю народа, потому что без поддержки людей нет и политика. Таким образом, все возможно, если мы просто начинаем действовать. Причина, по которой мы до сих пор не построили созидательное общество, в нас. Это значит, мы не дорабатываем, не доносим информацию, либо доносим, но очень медленно. Необходима инициатива людей, которые уже поддерживают созидательное общество, и дальнейшее повсеместное информирование в каждой стране. Как видим, созидательное общество более чем реально, но только при условии, если мы все включимся в информирование прямо сейчас. И когда мы сейчас с вами участвуем в этом форуме, мы проявляем свою волю, выражая запрос на реализацию созидательного общества и свое несогласие с тем, что существует рабство, войны, насилие. То есть сегодняшний форум — это также одна из активных форм выражения нашего с вами общественного мнения. Спасибо за внимание. Thank you, Almira. Next, to continue this topic. Спасибо большое, Альмира. В продолжение этой темы я хотела предоставить слово Касиму Рашиду, который поделится своим видением 8 основ созидательного общества. Господин Рашид — адвокат по защите гражданских прав, автор книг, правозащитник, политик. Я юрист по защите прав человека и практикую в Соединенных Штатах. Моя работа заключается в защите гражданских прав. Вы говорите о жизни человека, его свободе и безопасности. Это лежит в основе ответственности любого правительства. Прозрачность и открытость информации, созидательная идеология, инновации — это жизненно важно для прогресса человечества, для создания новых технологий и лекарств. И далее, конечно же, развитие личности, справедливость и равенство, а также самоуправление общества. Все это необходимо для того, чтобы правительство работало на людей, а не на автократов, диктаторов, фашистов или им подобных.
Полагаю, что эти принципы, 8 основ действительно хорошо интегрируются в юридический прецедент и в то, что должно быть закреплено на законодательном уровне. И задача в том, чтобы правительство и люди у власти отчитывались перед народом, а не правили народом железной рукой. Если мы хотим правительства, которое бы действительно исполняло волю народа, самим людям нужно это создать, принимая активное участие. Потому что в конечном итоге, если мы не будем действовать в этом направлении, то такое правительство от народа и для народа так и останется пустым звуком. Реальным это станет тогда, когда мы реализуем это в нашей повседневной жизни. И на протяжении всей истории Америки, да, и мировой истории, любое изменение начиналось с того, что кто-то говорил, это неправильно, и мы заслуживаем лучшего. Как вы считаете, возможно ли построить созидательное общество, где жизнь человека является наивысшей ценностью? Я считаю, что это не только возможно, на мой взгляд, это необходимо. Это не вопрос вероятности, а вопрос необходимости. Если жизнь человека не станет нашим приоритетом, мы столкнемся с кризисом выживания человечества. Мы понимаем, что сегодня в любой момент может вспыхнуть мировая война. Есть вероятность начала новой пандемии, если мы не возьмем под контроль сегодняшнюю. Уже не осталось сомнений в том, что грядет климатическая катастрофа. Если сейчас людей беспокоит количество мигрантов, а речь идет о 80 миллионов беженцев по всему миру, то когда климатические кризисы станут еще более серьезными, эта цифра будет исчисляться миллиардами. Поэтому вопрос не в том, возможно это или нет. Это необходимо. И сейчас нужно изменить наш подход к решению этих задач. Это не вопрос желания, а вопрос необходимости. И если мы, каждый из нас, сам не начнет немедленно действовать и не примет срочные меры, ситуация еще более усугубится. Поэтому я думаю, что нужно нечто больше, чем политики, принимающие политические решения. Необходимо массовое движение людей, которые скажут: мы построим общество, основанное на истинной справедливости, где люди имеют свободу вероисповедания и самовыражения, но построена она будет на основе искреннего взаимоуважения. И поэтому, когда мы говорим о дальнейших шагах, необходимо говорить и о том, как это обеспечить. Потому что когда люди накормлены, одеты, имеют возможность получить хорошее образование и медицинское обслуживание, тогда и происходят настоящие инновации. Тогда процветает экономика. Тогда люди могут изобрести очередное замечательное устройство или предложить новую отличную идею, добиться успеха в ее реализации и пожинать плоды своего успеха. Потому что им была предоставлена эта фундаментальная основа, которая гарантирует их права как человека. На мой взгляд, это реальное движение вперед, когда людям гарантированы их права, обеспечено их процветание и дана возможность быть тем, кем они на самом деле и являются. Спасибо, господин Рашид. Спасибо еще раз. И созидательное общество бесспорно необходимо. И сейчас я хотела бы представить вам господина Сурена Акменяна, президента общественной организации «Собор армянского созидания», члена партии «Процветающая Армения», который расскажет, почему нам всем необходимо созидательное общество. Да, спасибо большое. Сердечно приветствую всех участников форума «Глобальный кризис». Мы люди, мы хотим жить. Дорогие друзья, сегодня мы являемся участниками очень важного события. Сегодняшний форум — это волеизъявление людей разных национальностей, религиозных взглядов и социальных статусов. Это волеизъявление единого человечества. Для меня большая честь быть участником данного форума, быть свидетелем того, как мы с вами делаем этот стратегический шаг к спасению нашей цивилизации. Дорогие друзья, сегодня мы вместе увидели страшные преступления против человечества. Мы должны понять главное. Пока мы живем в потребительском формате, в потребительском обществе, то война в Армении и то, что сейчас происходит в Украине и в других горячих точках по всему миру, все это будет продолжаться. На смену одним террористам будут приходить другие. Нас всегда будут разъединять по разным принципам и будут заставлять воевать друг с другом. Людям по всему миру будут продолжать гибнуть. В нашем формате общества по-другому быть не может.
Наш долг прекратить и навсегда предотвратить этот беспредел. Мы сыты войной, смертями и страданиями. Единственный выход из этой тьмы — это налаживание мира между людьми. Единственный выход — это общество, в котором первоочередной задачей является улучшение качества жизни каждого человека. Общество, в котором будет мирный труд и постоянное развитие. Это общество, в котором ценность жизни человека является наивысшей ценностью для всех в мире. Все это возможно для каждого человека только в созидательном обществе. Созидательное общество — это спасение для всей цивилизации и даже для Армении. Дорогие друзья, для меня большая честь представлять народ Армении на данном форуме. И большая радость и гордость сообщить на весь мир, что сейчас народ Армении занят именно построением созидательного общества. И тут есть результаты. Я очень ценю ту громадную работу, которая проводилась благодаря стойкости, терпению и героизму моих соотечественников. Этот путь полон трудностей, но это наш выбор. Мне дает силы знания. Знание о том, что единственный вариант выживания всего человечества — это созидательное общество. Это знание основано на опыте народа Армении, который делает конкретные шаги для построения созидательного общества. Мы постоянно ищем новые пути достижения этой жизненно важной для человечества цели. Мне дает силы искренность, потому что только искренность дарит самоотверженность, благодаря которой мы все с вами уже прошли гигантский путь. Я вижу эту искренность в глазах каждого участника проекта созидательного общества. Я видел ее в глазах каждого спикера сегодня. И эта искренность в моем сердце дарит мне уверенность в каждом нашем шаге. Дорогие друзья, на наших плечах лежит огромная ответственность за будущее всего человечества. Если кто-то все еще не осознает важность своего выбора, то сейчас настал момент истины. Каждый человек играет свою роль в построении созидательного общества. Мы должны объединиться и ускорить наш ход. Нам предстоит решение серьезнейших задач. Да, мы осаждены со всех сторон, но мы решительно стремимся к свету и жизни. Спасибо большое, господин Акминян. Мы рады поприветствовать господина Ольжеса Сулейменова, государственного и общественного деятеля, президента международного антиядерного движения Невада Семипалаатлантикс. Очень рад этой встрече со своими и коллегами, и единомышленниками. Международный форум «Глобальный кризис». Сейчас вот эти вопросы потребления или созидания, вот это главный вопрос. Очень рад, что вот вы поднимаете этот вопрос и создаете такую мечту нашу, что весь мир станет обществом созидания. Надо на самом деле созидать, думать о будущем для людей. И очень важно, чтобы политики прониклись вот этой идеологией. Политики всех стран, на самом деле, вот, чтобы они больше думали об этой несколько подзабытой теме созидания. Вот. Чтобы, планируя промышленность, планируя культуру и так далее, экологию, борьбу за экологию, они, безусловно, преследуют те самые цели, о которых вы говорите. Поэтому я приветствую вот это начинание и надеюсь, что оно получит распространение не только в Алма-Ате, скажем, но и во всем мире.
Идея равенства, братства — это как раз в эти самые основы входят же, правда? Надо их поддерживать, и правильно вы делаете, что напоминаете всем, что давайте созидать. А созидание входит в вот эти самые основы, которые у вас тоже употребляются. Действительно, от этого зависит и безопасность человека. Вот. И поэтому и информация, и культура человечества, она должны быть открытые более, чтобы она не шепотом была, открытым голосом. Если мы будем думать не просто о выживании, а о жизни в широком, очень многозначном таком понятии, потому что жизнь одного — это одно, а когда жизнь всех, потому что мы, к сожалению, часто видим в нашей политике, особенно заметно это было, когда жизнь одного стала важнее, чем жизнь всех, большинства. Вот с этим мы боремся. Я за то, чтобы вот такое движение по-настоящему и в нашей стране особенно развивалось. Поэтому приветствую, вперед, давайте работайте. Thank you, Mr. Suleimanov. The next speaker is Спасибо большое, господин Сулейменов. Следующий докладчик Батькжамал Аспанова, директор Национальной библиотеки Республики Казахстан, президент Библиотечной ассоциации работников культуры. В 2021 году она была награждена специальной медалью «Лучшие женщины Казахстана». Я полностью поддерживаю 8 основ созидательного общества. Они действительно ориентированы на ценности человечества, на улучшение качества каждого человека, его жизни. И построить созидательное общество мы можем вместе, сообща. По-другому мы его никак не сможем создать, это общество, я так считаю. Но необходимо объединиться. Мы только общими усилиями можем все это искоренить и вместе решать эти все вопросы, только в объединенном. А так навряд ли каждый самостоятельно, отдельно не сможет это решить. Вопросы экологии, климата и другие многие вопросы мы должны всегда решать объединенно вместе. Созидательные процессы в Казахстане уже взяли свое место, завоевали, и они уже на хорошем счету и продвигаются все. И мы создаем новый Казахстан. И сам президент, вы знаете, выступал и говорил, он за созидательное общество. И мы уже будем создавать новый Казахстан без всяких вот этих вот всех, как я говорил, без злости, без вот коррупции, без всего, мне кажется, мы будем жить скоро. Но я надеюсь на это. Но это все мы должны создавать сами. Тоже принимать активное участие. Только тогда мы создадим новый Казахстан в таком созидательном обществе. Но если мы будем все повернемся и вложим сюда свои усилия, приложим и будем друг друга поддерживать, тогда будет новый Казахстан в новом созидательном обществе. Я благодарю всех, кто поддержал проект «Созидательное общество», всех, кто понял, что созидательное общество — это наш единственный шанс. Вот задайте себе вопрос, если больше не будет проекта «Созидательное общество», если не будет тех людей доброй воли, которые сами сейчас, находясь в крайне сложных условиях, не прекращают строить созидательное общество. Какое будущее ждало бы человечество тогда?
Давайте честно посмотрим в это будущее. Мы это можем, потому что наше настоящее определяет наше будущее. Мы видели это сегодня. Без проекта «Созидательное общество» мы тихо и безропотно будем ждать, пока нас уничтожат тираны, маньяки, голод, болезни и сотрет с лица Земли климат. Но до этого момента мы все будем батрачить в рабстве бесчеловечного потребительского формата. Мы будем понимать, чем это закончится, но будем продолжать врать себе и бодриться, оставаться скованными страхом. Мы будем снова и снова предавать наших детей и близких своим молчанием, пока не наступит час Х. Но разве для этого мы рожаем детей, заботимся о них, обучаем, строим дома и города? Для того, чтобы они вместе с нами умирали потом, как бездомные собаки. Для этого это наше будущее без созидательного общества. А для многих людей это их настоящее. И я хочу сказать, что без участников проекта «Созидательное общество» по всему миру у нас не было бы ни одного шанса это изменить. Потому что что-либо изменить могут только люди. И каждое маленькое действие участников проекта «Созидательное общество» — это героический вклад в нашу общую победу. Они настоящие герои, которые перешагнули через страхи у себя в голове и сами стали примером того, что один человек может многое, если он человек. Кто они, настоящие герои нашего военного времени? В такие времена, когда все замалчивается и правда скрывается, герои — это те, кто перешагивает через прописанные нам правила игры и говорит правду, обличает потребительское общество. Они переживают за будущее человечества. Они первые, кто поддержал созидательное общество. Сегодня герой — это каждый из вас, друзья. Каждый, кто сегодня, сейчас поддерживает этот эфир, кто транслирует его на своих соцсетях, на 100 языках мира, кто разослал его своим знакомым и близким. Строить созидательное общество — это значит бороться за каждую жизнь. И это непросто. Потому что нередко наши призывы к объединению не понимают даже родные, дорогие и любимые люди. Ведь они тоже люди, живущие в потребительском обществе, и им тоже страшно смотреть правде в глаза. Поэтому так важен ваш пример. Зная, что нас всех ждет, ради них же, ради тех, кого вы любите, и ради всех людей вы не молчите. Каждый день свое свободное время вы посвящаете тому, чтобы донести правду людям. Вы просто действуете. Несмотря ни на что, в самых неблагоприятных условиях вы не сдаетесь. Вы живете созидательным обществом. Ваша вера в победу, ваша вера в объединение, ваша вера в созидательное общество и людей — это наш единственный шанс. И без вас всех у нас не было будущего бы. Не было бы будущего у моих детей, у наших детей. Спасибо вам за все. Вы знаете, что у нас нет времени сидеть и сомневаться. У нас осталось время только действовать. То, что вы делаете, это бесценно для человечества. Настоящие герои сегодня, они не такие, как нам показывают их в кино. Это не тот, кто разрушает, это тот, кто строит. Настоящий герой действует не во имя славы или богатства, и уж точно не по чьему-то приказу, а по зову сердца. А настоящий патриотизм
это бороться не против кого-то, а бороться за жизнь каждого человека. Среди нас сегодня есть те, кто продолжал действовать под взрывами бомб. Те, кто верит в человека и в нас, человечество, даже видя собственными глазами, на какие зверства вообще способно человеческое существо в потребительском формате. Но они не опустили руки. Они не перестали строить созидательное общество. О них этот фильм, о настоящих героях. Привет, я Аня из Ирпеня. Мы сейчас идем, гуляем по Ирпеню с любимым мужем. И это вторая в моей жизни война, с которой я сталкиваюсь, от которой убегаю всей семьей. Скажите, кому это все надо? Ради чего это все? В этом мире все здесь устроено так, что жизнь человека вообще никому не нужна. И она далеко стоит не на первом месте. Пока общество потребительское, у нас нет ни одного безопасного места на планете. Ответьте на вопрос, люди. Вы хотите жить в этом обществе? Я лично нет. Вообще единственное, что держало духом все это время, не сдаваться. Ни при каких условиях. Вот пока у меня есть жизнь, делать все возможное и невозможное. Первое, чтобы сохранить в себе человека. И второе — это реально делать все возможное и невозможное для того, чтобы мы перешли с вот этого формата убийства, формата потребления в созидательный формат общества и делать для проекта все. Взрывы были все ближе и ближе. Посадили девочек, так как была эвакуация только женщин и детей. А со всех сторон стреляют, со всех сторон идет бомбежка. А мы стоим как пушечное мясо. Весь перрон, женщин и детей. Мы под свой страх и риск, мы пересекали эту местность, которая находилась под обстрелами. Ощущения были просто ранее срыва. В какой-то момент хотелось, знаете, там закричать. То, что мы, родители, сейчас находятся просто под бомбами, авиабомбами, пушками, по всем чем угодно, всеми современными вооружениями. Осталось только ядерное применить. Мой брат погиб. Снаряд прилетел в дом, где он находился. Он до последнего, пока у них был свет, пока у них был интернет, он выходил в прямые эфиры. Он рассказывал о созидательном обществе. Он участвовал настолько, насколько мог. Мы построим созидательное общество. И будет у нас мир, порядочек, достаток и процветание. Пока у нас есть хоть малепусенький, хоть 0,001%, хоть какой-то маленький, хоть небольшой шанс все изменить, мы должны воспользоваться этим шансом. Просто должны. Трупы уже ничего не смогут сделать. Что-то изменить могут только люди, живые люди. И мы люди. И мы просто хотим жить. И я не пушечное мясо, я человек. И если я человек, то я должна делать все возможное и невозможное для того, чтобы вот та ситуация, которая есть сейчас, чтобы она изменилась. Люди, я хочу жить в созидательном обществе. Я хочу обратиться к вам, люди со всего мира. Я верю в нас. Пока мы есть друг у друга, пока мы люди, мы можем все поменять. Сейчас мы едем по дороге, кстати, по которой
бежал я с семьей, когда эвакуировались, столько по обеих стороны расстрелянных, сгоревших, переехавшими танками машин, вот эти части человеческие тела или того, что там осталось, это все страшно, жутко. Так не должно быть. Вот услышьте меня, не должно быть. Мы человеческое общество, мы должны строить такое общество, в котором твоя, моя жизнь, жизнь друзей, родных, любого другого человека должна цениться как своя собственная. В противном случае мы не общество, правда. Поверьте, человеческая жизнь это самое главное. Все это можно отстроить, отремонтировать. Человеческую жизнь нельзя вернуть. И когда объявили о том, что есть возможность выехать, мы первым делом сказали «да». Когда мы ехали, вокруг нас были расстрелянные машины. Стала женщина с мужчиной, дети ехали в соседнюю машину, они так на колени упали, руки сложили и заберите. У нас как раз было 2 места. Быстро открыли двери, потому что они прыгнули в машину. Мы не только спасали свою жизнь, но и в этот момент четко понимаешь, что жизнь другого человека, она так же важна, как и твоя. Я думаю, если бы было созидателей общества, такого никогда ни за что не произошло. Ни в одном уголочке мира такого не было. До недавнего времени я жила в городе Харьков. Даже в страшном сне такое представить было невозможно. Но такая наша плата за наше бездействие и молчание в построении созидательного общества. Неужели мы настолько равнодушны к чужому горю? Неужели мы утратили эмпатичность? Неужели мы настолько погрязли в этом потребительстве, что какие-то бумажки мотивируют нас на убийство человека? Я принимаю участие в подготовке к международному форуму, который состоится 7 мая 2022 года, потому что понимаю, что построение созидательного общества — это единственный шанс для нас. И это единственный шанс на то, чтобы мы на практике ощутили, что такое жить в процветающем обществе. Давайте сохраним жизнь каждого человека на планете. Родом я из России, но уже 10 лет как жил в Украине, в городе Ирпень. Я не знал, что все, что мне привычно, весь образ жизни исчезнет, и я не знаю, смогу ли вернуться в этот город. И в Россию вернуться не могу, потому что связан с Украиной. Почему? Я как волонтер проекта «Созидательное общество» продолжал действовать, несмотря на то, что за окном громыхали взрывы, разорвались снаряды. Я, честно, не знал, выживу ли я или нет, потому что взрывы были очень рядом, то есть грады прилетали по 5 штук, раскачивали очень сильно дом, которые били в перепонки, болела жутко голова от этого всего шума. И когда еще был интернет, я подключался к письменным переводам. Даже в таких условиях, пусть немного, но я еще сделаю, еще смогу. Почему мы это делаем? Я сразу скажу, что я не герой, я обычный человек, участник проекта «Созидательное общество». И вместе со всеми людьми доброй воли мы делаем все, чтобы сберечь этот мир, даже рискуя своей жизнью. Мы продолжаем. Сейчас мое рабочее место выглядит вот так. К сожалению, это временно. Я думаю, нам скоро опять придется вернуться в коридор, потому что на самом деле страшно, когда ты видишь, как над домом сбивают ракету, и когда 2 соседних дома на этой улице были обстреляны градами. Мои родители и родственники, они оказались в эпицентре событий в Мариуполе. И было очень страшно, когда пропала с ними связь. Когда приходилось искать новости какие-то, смотреть видео, чтобы среди живых увидеть знакомое лицо и понять, что они живы. Но сложно было жить здесь, есть, понимая, что мои родители
сидят в подвале разрушенного собственного дома и могут в любой момент расстаться со своей жизнью. В моего дядю стреляет снайпер только лишь потому, что он пошел и взял гуманитарную помощь. Он не мог встать, потому что этот снайпер издевался над ним. На каждое его движение приходился выстрел. Было непросто находить в себе силы под такой нагрузкой, чтобы продолжить подготовку к форуму. Но в какой-то момент, когда уже все события дошли такого апогея, вот именно форум и подготовка к нему для меня стала как тем вдохновляющим событием впереди, вот как ориентиром, вектором, которое дает хоть какую-то надежду на лучшее. Находил время созваниваться с ребятами, чтобы продолжать разработку сайта «Созидательное общество». Конечно, я не знаю, будет ли у меня интернет, будет ли у меня возможность участвовать в форуме. Поэтому свое взаимодействие мы строим так, чтобы люди из других стран в случае чего могли подхватить задачи, и общее дело от этого не пострадает. Я волонтер международного проекта «Созидательное общество» из Украины. К сожалению, 2 недели назад я была вынуждена покинуть свой дом из-за боевых действий в моей стране, что помогало мне справляться с той бурей эмоций, которые меня переполняли, с тем страхом, паникой. В эти трудные моменты мне помогало справиться со всем этим участие в подготовке к форуму. Ты понимаешь, что действия каждого из нас, каждого человека, который сейчас участвует в проекте «Созидательное общество», они спасают не только нас лично, а они помогают всему человечеству. Я проснулся от звука пролетающей надо мной ракеты. Последующих 10 дней со своей девушкой я прожил в ванной комнате. Когда ты сидишь в ванне, ты не понимаешь, будет ли у тебя еда завтра, вода будет. Созидательное общество надо для того, чтобы этого всего не было. Чтобы была безопасность, чтобы люди жили с любовью друг к другу. Именно поэтому я с ребятами активно участвуем, подготавливаемся к форуму, записываем интервью с очевидцами, с учеными. И все говорят о том, что нам необходимо созидательное общество. Почему я вообще продолжаю подготовку? Это то, что не я одна. Не я одна хочу жить. Не я одна хочу нести в мир хорошее, созидательное, доброе. Не я одна хочу нести в мир ценность жизни. Мне хотелось нести эту информацию, правду всему миру. Я посмотрела в окно и увидела, как огромная ракета в свободном падении падает 500 метров от нас. И, если честно, я уже просто попрощалась с жизнью. Понимаю, что самый счастливый человек в мире, потому что остался живой. Вот это ужасное, уродское лицо потребительского формата, которое мы сейчас наблюдаем в мире, то, что происходит, мотивирует строить созидательное общество, мотивирует, независимо от того, что сейчас происходит война, садиться и монтировать видео для конференции, помогать хоть тем, чем можешь сейчас. Война она стала огромным потрясением для меня. Но она не стала тем, что могло бы меня остановить. Потому что война — это концентрат того всего насилия, которое существует каждый день на нашей планете. И поэтому для меня самым верным это было каждую секунду, которая у тебя еще есть, потому что это неизвестно, будет ли следующее, посвятить подготовке к форуму. Потому что форум — это единственная возможность остановить это безумие. Смотря на ситуацию, которая сейчас происходит в моей стране, смотря на то, как страдают люди, я понимаю, что времени на бездействие нет, да и не хочется. И
Поэтому продолжаю участие в подготовке к форуму. Пока у нас есть хоть сколько-то возможностей, хоть сколько-то процентов, мы должны делать все возможное и невозможное для того, чтобы созидательное общество состоялось. Потому что это наше будущее. Хочу вам сказать абсолютно искренне и честно, что находясь все 2 недели в оккупации в городе Буча вместе со своей семьей под постоянными перестрелками, под постоянными взрывами бомб и снарядов, где каждая секунда, каждое мгновение могло быть последним, где каждый следующий взрыв мог унести мою жизнь и жизни моих родных и близких, каждый день я молил Господа о том, чтобы у меня был второй шанс. И я искренне благодарен, что Он мне дал этот второй шанс, что Он дал мне сегодня быть сопричастным к подготовке и проведению этого форума, что Он дал мне второй шанс быть сопричастным к построению созидательного общества. Дорогие друзья, услышьте, пожалуйста, меня, услышьте всех тех людей, которые будут рассказывать свои истории во время форума о том, что созидательное общество — это наш единственный и последний шанс. Давайте не упустим его. Сегодня весь мир боится ядерной бомбы, ядерного холокоста. Но самая страшная бомба — это чёрствое сердце, которому безразличны жизни других людей. Сколько еще человеческих судеб осталось за кадром этого фильма? Скольких мы уже потеряли на фронтах потребительского общества? Так больно и тяжело понимать, сколько прекрасных людей нам уже не вернуть. Это делают не только войны. Это все уродство потребительского формата общества. Для этих людей, наших близких, наших друзей, мы опоздали. Мы не успели построить созидательное общество. Это чувство, что мы не успели их спасти, останется с нами. Но ради тех, кто жив, мы обязаны действовать. Наши герои по всему миру, участники проекта «Созидательное общество», сегодня делают невозможное, чтобы запустить сердца бессердечных, чтобы запустить удары человеческого сердца даже у тех, у кого оно морально мертво. Проводят реанимацию человечества. И люди встают рядом по всему миру, потому что за этими героями правда и желание жить. Это те, кто сегодня стоят на передовой. Это все вы. А для тех, кто еще прячется и надеется, что последняя война человечества его не коснется, хочется сказать: раньше мы, как и ты, ничего не знали. Мы многого не видели, не понимали. Мы, как и ты, думали больше о своем желудке, об эгоизме. Но давай по-честному, все ты видишь, только не видишь выхода. А мы захотели узнать правду и найти выход. А когда ты знаешь суть, ты прозреваешь и начинаешь видеть другое, то, что ты не видел раньше. Ты начинаешь видеть жизнь, ты начинаешь ценить жизнь, каждую жизнь. И тогда ты делаешь свой выбор. И ты делаешь его прямо сейчас. Ты или выключаешь этот эфир и продолжаешь жить в потребительском обществе так, будто ничего не происходит, и ты ничего не услышал сегодня. Или прямо сейчас делаешь выбор и встаешь рядом с теми героями, которые дали себе слово, что сделают все возможное, чтобы построить созидательное общество. Общество, где ты человек с большой буквы, а не пушечное мясо. Вот скажи, что ты сделал ради жизни, ради человеческого будущего, ради наших детей? Что ты сегодня сделал, чтобы завтра
беда не пришла в твой дом. А ты можешь сделать очень много. Ведь когда мы вместе, мы за жизнь, мы понимаем, что нельзя упустить ни одного шанса. Мы действуем. И каждое действие приближает нас к созидательному обществу. Когда на кону жизнь, самый актуальный вопрос, что я сделал для того, чтобы мы выжили. Мне запомнилась цитата Мартина Лютера Кинга. «Великим может стать каждый, потому что каждый может служить». Чтобы служить людям, не обязательно иметь высшее образование, не обязательно правильно ставить ударения в словах. Все, что нужно, — это сердце, в котором есть благодать, душа, в которой действует любовь. Низкий поклон всем героям, благодаря которым мы будем жить в созидательном обществе. Низкий поклон всем участникам проекта «Созидательное общество» и международного общественного движения «АЛЛАТРА» со всего мира. Спасибо вам. Без вас у нас нет шанса жить. Сегодня мы воочию увидели факты и доказательства жестоких преступлений против человечества и многочисленные страдания людей в потребительском формате общества. Нет оправдания насилию в обществе. Нет оправдания убийствам. Это позор, что мы с вами, мы, большинство, допускаем это. До сих пор мы своими же руками, своим выбором поддерживаем животные условия существования, навязанные нам потребительским форматом. Мы не выражаем свою внутреннюю жизненную потребность как четкую позицию и ультиматум. Мы люди, и мы хотим жить. Мы за созидательное общество. Я хочу обратиться к каждому из вас. Я хочу обратиться к тебе, друг мой. Я хочу, чтобы мы все запомнили, что каждый день нашего бездействия — это минус чьей-то жизни. Каждый день, когда мы бездействуем в построении созидательного общества, умирают люди. Если прямо сейчас мы все вместе не начнем действовать, то завтра потребительский формат отнимет жизнь и у тебя, и у меня, и у наших близких. Ведь кто-то прямо сейчас, в этот момент, умирает от голода и жажды. Кто-то страдает от жестокости и насилия, а кто-то попал в гущу событий войны и лишился в одночасье всего — работы, дома, семьи. А ведь эти люди еще вчера не подозревали, что сегодня они окажутся в таких нечеловеческих условиях существования, что сегодня их убьют. Вы уверены, что завтра с вами и вашей семьей этого не случится? Смотрите, это Украина, это город Буча, в котором погибла масса людей. Еще 23 февраля этого года они строили планы на жизнь, они строили перспективы
перспективы. А 24 февраля рано утром к ним пришла война. Вы уверены, что завтра война не придет и в ваш дом, и не заберет жизнь ваших родных и близких? Вы уверены, что война не заберет и вашу жизнь? Вы в этом уверены? В нашем потребительском обществе, в котором жизнь человека ничего не стоит. Маразм и абсурд состоит в том, что причина этих ужасов и покалеченных судеб миллионов людей — это следствие амбиций нескольких психопатов, которые в условиях потребительского формата обрели власть над нами. Давайте возьмем 1 миллион людей. Это прекрасные люди, за исключением всего лишь нескольких человек. Но эти несколько человек из-за своей гипержадности и мании величия используют остальных людей в своих корыстных, подлых интересах. Они нашими же руками заставляют нас поддерживать условия потребительского формата, который делает из людей не людей, а потом утверждает, что так и должно быть, что это наша природа, это естественно. Но это ненормально. Давайте говорить правду. Да, в обществе есть психопаты и будут всегда. Но смогут ли они завладеть властью над людьми в созидательном обществе? Нет, потому что власть в созидательном обществе принадлежит только людям. В созидательном обществе психопаты не смогут развязывать войны и уничтожать нас миллионами. Они не смогут промывать нам мозги с помощью своих продажных рабсот. Они не смогут быть правообладателями всего человеческого и ресурсного потенциала. Но главное, они не смогут удовлетворять свои амбиции нашей кровью, ценой наших жизней. Сейчас в потребительском формате психопаты не в психушках. Они на верхушках власти над нами. Поэтому каждый день продолжается геноцид человечества, и наш мир переполнен человеческим горем и страданием. Мы не имеем права оставить такой мир нашим детям. Нам необходимо изменить условия и своими руками построить созидательное общество. Нас постоянно разъединяют, потому что им так легче управлять нами. Нас искусственно стравливают друг с другом, как псов, заставляют ссориться и ненавидеть друг друга. Вам знакомо, когда вас спрашивают: а вы за кого? За тех или других? Вы кого поддерживаете? Левых или правых? Вы кому принадлежите? Той партии или другой? Той религии или иной? Разве мы скот или вещь, чтобы кому-то принадлежать? Нам даже в этой постановке вопроса не оставляют шанса
быть объединенными, быть единым, миролюбивым человечеством. Но сегодня, даже когда нас пытаются искусственно поссорить между собой и разъединить, наша жизненная позиция четкая и однозначная. На все вопросы продажных рабцов и коллаборационистов мы отвечаем. Мы люди. Мы хотим жить. Мы за созидательное общество. И только за этой позицией наше будущее. Человеку с потребительским мировоззрением непонятен искренний, бескорыстный мотив людей жить и действовать во имя будущего всего человечества, а не только для себя. Тем более в наше время, когда человечество стоит под угрозой уничтожения, когда на нас напал самый беспощадный враг — климат. Потребительский формат жесток, но это ничто по сравнению с глобальными изменениями климата, несущими разрушительные катаклизмы. Есть герои, которые видят глобальную угрозу, всю абсурдность потребительского формата. И они не молчат. Они активно действуют. Ведь все мы понимаем, мир большой. И оповестить всех сложно, но это возможно. Мы понимаем, что сейчас мировые СМИ работают на коллаборационистов. Все в частных руках. И продажные рапсоды ничего не предпримут для оповещения людей о глобальной угрозе, необъявленной войне климата, о необходимости спасения людей посредством всеобщего объединения и построения созидательного общества. Это можем сделать только мы, сами люди, которые осознают важность этого момента, важность информирования именно сейчас, пока у нас есть немного времени. Понимаете? Никто, кроме нас. И эти герои — это простые люди. Настоящие герои те, кто, несмотря на то, что их собственная жизнь находится под реальной угрозой смерти, несмотря на весь страх и риск, они продолжают действовать, заботиться о других, стучаться к другим, даже к бессердечным, ведь они тоже люди. Герои действуют ради всего человечества, зная, что каждая секунда может оказаться последней. Участники проекта «Созидательное общество», аллатровцы — это настоящие герои. Им, как и всем нам, страшно. Страшно сидеть под бомбежками в подвале. Но они действуют. Они информируют. Страшно за жизнь близких и родных. Но они действуют. Страшно, что с ними случится через минуту. Война, голод, кризис. Но они информируют, потому что у них есть смысл жизни.
спасение жизни людей, спасение будущего человечества. Потому что у них есть высшая цель, которая превалирует над собственным страхом. Это настоящие герои. И мы гордимся, что у нас в мире есть такие люди, достойные звания настоящего человека. Человека с большой буквы. Человека мира. Герой — это тот, кто способен переступить свой собственный страх и действовать во имя будущего всего человечества. Вы спросите, что ими движет? Я отвечу вам. Жизнь. Здесь, в проекте «Созидательное общество», люди ценят жизнь каждого человека. Ими движет человеколюбие и настоящий альтруизм. «АЛЛАТРА» — это то, что сегодня спасает жизни миллионов, а не забирает ее. «АЛЛАТРА» создает условия для того, чтобы стать настоящим, свободным человеком, а не рабом потребительского формата или бездушной тварью, марионеткой в чьих-то руках. Суметь сохранить у себя человечность и любовь к людям, находясь на грани жизни и смерти, и при этом зажигать огонь веры и надежды в других. Разве это не героизм? Многие наши участники, выбравшись из ужаса войны, вышли с благодарностью ко всему, что они пережили, благодаря тому, что не сдавались, помогали всем, кто был рядом, и продолжали, как могли, участвовать в проекте «Созидательное общество». Пока другие впадали в отчаяние и панику, участники проекта «Созидательное общество» четко понимали и осознавали цель и смысл жизни, ценность времени и внимания. И самое главное, на практике убедились в великой силе единства и сплоченности, когда люди помогают друг другу бескорыстно, честно, с открытым сердцем. Разве не об этом мечтает каждый из нас? Жить в мире любви и дружбы. Сейчас самый сложный этап построения созидательного общества. Объяснить, чтобы люди поняли, что это выгодно всем, для всех и каждого. Это единственное спасение и единственный шанс выжить и обрести настоящую жизнь. Ведь созидательное общество открывает огромные перспективы и рубежи для всего человечества. Сейчас наше с вами оружие — это слово. Нет ничего сильнее слова. Словом начинаются войны. Словом они и заканчиваются. Словом можно разрушать, разделять, убивать, а можно созидать, объединять и спасать. Нам навязали мысль, что мы тупые, никчемные, и что мы ни на что не способны. Но это неправда. Мы те, на ком держится весь потребительский формат, но мы же и те, кто способен его изменить.
Мы те, кто способен сплотиться и построить созидательное общество и создать лучшее будущее человечеству. Надо понимать, что если климат нас застанет в таком потребительском, эгоистическом формате, то все мы погибнем. Те, кто уже столкнулся с ударами климата, для них это понимание — абсолютная истина. Но скоро каждый лично убедится в этом. Мы уже несем потери в глобальной войне с климатом из-за того, что разрознены. Потому что сейчас мы слушаем продажных рапсод и коллаборационистов и делаем все, чтобы проиграть эту войну. Задумайся. Разве есть какая-либо идея в этом потребительском формате, стоящая твоей жизни? Разве есть что-то ценнее, чем жизнь человека? Если мы будем продолжать существовать во мраке ненависти и вражды, нам не выжить. Если мы не пойдем навстречу друг другу и не объединимся, нам не выжить. Если мы не построим созидательное общество, нам не выжить. Мы обязаны сделать так, чтобы в мире больше никогда не было войны. Мы должны уберечь наших детей и построить другой мир. Мир справедливости, равноправия и свободы. Самое ценное, что есть у каждого человека в этом мире, это жизнь, твоя жизнь и жизнь других людей. Мы выживем только вместе. И именно жизнь мы должны научиться ценить и беречь превыше всего. Ты хочешь жить? Уверен, что да. Тогда пришла пора сделать все, чтобы выжить. Нам выбирать. Либо погибнем все, оставаясь разрозненными эгоистами, либо научимся жить сообща, в мире и взаимоуважении, как единое человечество. Выжить можно только если объединимся и победим. Я желаю всем нам, чтобы мы жили под мирным небом, в свободе и процветании, в соответствии с настоящими ценностями здорового человеческого общества. Я верю, что у нас это получится. Я жду тот день, когда мы вместе выйдем из тьмы к солнцу и станем единой, настоящей цивилизацией. Я мечтаю с гордостью смотреть в глаза своим детям и внукам и больше не опасаться за их будущее. Я знаю, мы это сможем только все вместе, потому что мы люди, и мы хотим жить.